Влада Ольховская. Карантин. Читает Вячеслав Булавин. Глава 1. Они ведь все погибнут там. Ну да, а нам какое дело? Совсем недавно Леони Жиро была уверена, что сражаться больше не сможет. Странно так. Она всю жизнь не сомневалась в своем будущем. С тех пор, как ей в детстве после первого же тестирования сказали, что она станет великолепным оператором боевых дронов. Она и вела себя соответствующе, ведь черный город не ошибается. Следующие несколько лет лишь подтвердили, что она оказалась на правильном пути. Она управляла роботами так же легко, как собственным телом. Экзамены сдавала идеально. Или почти идеально. Она прошла необходимую физическую подготовку, и дело оставалось за малым — дождаться выпуска. Но вот случилась ее первая настоящая битва. В день, когда Леони меньше всего этого ждала. Конечно, первый тревожный звоночек прозвенел еще на экзамене, когда она так быстро и позорно проиграла марку. Однако это не считается, ведь тогда проиграли все. Она решила, что ей нечего стыдиться. А позже на объект 21 напали, им всем срочно пришлось перехватывать контроль над роботами и бежать в далекий лес за границей, чтобы сразиться с чем-то. Леонид так до конца и не поняла, что это было, но оно оказалось таким могущественным, совсем не похожим на имитацию злодеев, которую для них создавали на тренировках. Тогда Леонид по-настоящему испугалась. Она сражалась как могла, она не отступила, и все равно ее колотило от страха. Один раз даже вырвало. Оказалось, что в реальности все не как на тренировке. Должно быть близко, а по ощущениям нечто совсем иное. На тренировке ты стоишь в теплом зале или на арене, но под ярким светом и на твердой почве. А тут ноги тонут в грязи, по лицу хлещет ледяной дождь, кричат люди, взрываются машины, пахнет кровью. Императрица рядом, а толку? Она не может защитить свою свиту, свита не может помочь ей, так зачем это все? Финальным ударом для Леони стала потеря контроля над роботами. Она понимала, что это не живые существа, это всего лишь инструменты, которые у нее отняли, но чувство было такое, будто ее предали старые друзья, да еще в момент, когда она больше всего в них нуждалась. Поэтому, когда один из роботов двинулся на нее, выпустив лезвие, Леони не смогла бежать. Она застыла на месте, будто ожидая, что захваченная машина как-нибудь сама одумается и все остановит. Хорошо еще, что Нико оказалась рядом. Именно она перехватила Леони, оттащила в сторону, выстрелила в робота из лазерного пистолета, попала удачно. Хотя какое удачно. Это же Нико, она всегда знает, что делать. Они вместе укрылись за поваленными деревьями и ждали, когда закончится битва. Могли умереть, выжили. Но выжили не благодаря своим усилиям. Тогда Леони и пришлось признать, что будущее, которое она себе нафантазировала, дало трещину. С тех пор она пыталась преодолеть это чувство, вернуть прежнюю уверенность, но пока не получалось. Со стороны казалось, что страдает от этого она одна, остальные оправились быстрее. Впрочем, Леони никогда не говорила с ними о случившемся, она слишком стеснялась. Большую часть времени она проводила в залах для тренировок. Она отрабатывала удары и контроль над роботами, все пыталась понять, что она сделала не так той ночью. А ничего. Она сражалась не лучше и не хуже, чем остальные, просто иногда от тебя ничего не зависит. Мир оказывается сильнее. Но если так, можно ли вообще отбросить страх? Как жить, постоянно готовясь к смерти? У Леони ответов не было, а давать их ей никто не спешил. Императрица вообще сделала вид, что все прошло отлично, похвалила свою свиту и поспешно уехала. Преподаватели на лекциях пытались что-то объяснить, но звучало неубедительно, да и порой они противоречили друг другу. Потрудились бы хоть версии согласовать, что ли. В школе вообще многое изменилось. Рутина, которая раньше даже утомляла Леони, так и не восстановилась. Их предупредили, что объект 21 теперь предназначен не только для обучения, но не пояснили толком, для чего еще. Вот и вышло так, что все они застряли в странной пограничной зоне, где роли сменяют друг друга слишком быстро. Ника справлялась совсем лучше. Она была таким же идеальным солдатом, как раньше, будто ничего и не случилось.
Леони попробовала выяснить, как ей это удается, почему она не просыпается от кошмаров, в которых еще полыхает лес, а механические твари, поросшие живой плотью, подбираются все ближе. «Для меня это просто не новость», — равнодушно пожала плечами Нико. «Что именно?» «То, что мы все живем лишь для того, чтобы умереть». Такой вариант Леони тоже не устроил, потому что жить ей хотелось ради самого процесса, а умереть как-нибудь потом, и желательно не скоро. Не в 19 лет так точно, потому что в 19 лет это совсем противоестественно. Но Ника такого не понимала. Приходилось и дальше справляться самой. А еще был Марк. Но с ним особо не поговоришь, потому что Леони краснела при одной мысли о нем. Стало хуже. Хотя она надеялась, что время как раз поможет ей, позволит привыкнуть и сотрет любые чувства, которые императрица точно не одобрила бы. Хотя от себя Леони правду скрывать не собиралась. Марк понравился ей сразу, в день, когда он прибыл на объект. Слишком уж он отличался от всех, кого Леони видела раньше. Не один из хороших солдат, которые вспоминают инструкции, а потом только думают. Не из военных, которые так много лет посвятили работе, что теперь предсказуемы, как дрессированные звери. Не из преподавателей, у которых глаза давным-давно потухли. И не из тех, которые жили лишь работой. Марк был чем-то новым и непонятным. Похоже, очень сильным, странным. Когда остальные, посмеиваясь, называли его старым, Леони кивала, но только чтобы не выделяться. Выделяться она всегда боялась. В глубине души она кипела и спорила с ними. Какой он старый! Это просто они еще ни черта не понимают. Даже когда казалось, что они правы, ему не место здесь, ее завороженное увлечение не отпускало. Его неудачи вызывали не насмешку, а сочувствие. Леони старалась оказаться рядом с ним при любом удобном случае. Она ждала, сама не зная чего. Ей казалось, что уже близок тот день, когда Марк посмотрит на нее по-другому, улыбнется, хотя улыбается он редко, потянется к ней, сделает все то, о чем она, мучительно краснея, думала по вечерам в своей комнате. Не сложилось. Прибыла великая жрица, и Леони обреченно признала, что любые надежды нужно отложить. Не было никаких доказательств, что воплощение и Марк — любовники, но... А как еще? Леони даже не раздумывала о том, почему жрица выбрала Марка, и так ведь все ясно. По этим же причинам его мечтала получить Леони. Что же до того, почему Марк выбрал великую жрицу и всегда будет выбирать? Это тоже казалось Леони очевидным. Она красива. Хотя и не так, как императрица, но, что совсем уж непонятно, не меньше. Просто по-другому. Их покровительница совершенна. Великая жрица нет, но есть в ее внешности нечто такое, что сразу запоминается. И взгляд еще такой. Посмотрит она на тебя, и ты сразу понимаешь, что она выше, она воплощение. И нет в этом высокомерия, а только чистая правда, которую жрица принимает так же смиренно, как остальные. В ней чувствуется сила, к которой хочется тянуться. Что может противопоставить этому маленькая тихая Леони? Именно эти двое спасли объект. Кто-то болтал потом, что жрица проиграла, если бы не Марк, она бы погибла. Но это так, попытки потешить собственную гордость. Леони помнила, что именно жрица защитила Марка от продавца игрушек. Они все двинулись дальше, а Леони как будто застряла в том дне. Ей казалось, что она просто не выберется из него, не сможет, пока не поступил сигнал тревоги. В тот самый день, когда ей выпало дежурить на вышках. Тревогу признали минимальной. При такой опасность не угрожает непосредственно объекту, но угрожает кому-то другому. Леони такая формулировка смутила. Кому? Их школа расположена далековато от общих дорог. Сюда просто так не приходят. Как такое могло случиться? Но вот случилось. Оказалось, что на группу беженцев, проходивших по ближайшей дороге, напали мутанты. Такого обычно не случалось. Беженцев не то чтобы берегли, просто старались сохранять общий уровень безопасности на всей контролируемой территории. Если заявлено, что это земля черного города, можно пройти более-менее спокойно, разве нет? Обычно было «да». Но сегодня оказалось «нет». Из небольшой рощи, где не водилось ничего, кроме разве что гигантских насекомых,
Они порой и до объекта добирались, и гигантскими были только в сравнении с обычными насекомыми. Вырвалась стая мутантов среднего размера. Леони понятия не имела, откуда они там взялись, и разбираться с этим предстояло не ей. Для нее куда важнее было то, что половина беженцев понадеялась сбежать от них, используя каменистое поле перед объектом. Они теперь спешили сюда, но их по-прежнему преследовали. Руководство объекта пока не решило, помогать им или нет. Нужно ли рисковать жизнями военных? Воплощений, способных отдать приказ единолично, больше не было. Императрица уехала почти сразу после ночной битвы, великая жрица задержалась, но пару дней назад ее вызвали в Черный город. Они бы, может, и сумели действовать решительно, но Лендер Ридли был не таким. Он все нервничал, прикидывал, как будет лучше. Судьба беженцев как таковых никого особо не волновала. Что, их мало, что ли? Лендер пытался угадать, какое решение с большей вероятностью одобрит Черный город. Пока он думал, Леони смотрела на каменную равнину, и ей совсем не нравилось то, что она видела. Беженцев было немного, 3 пассажирских транспорта, собранных из чего попало. Сверху наброшена маскировочная сетка, которая, очевидно, не помогла. Едут все 3, пока вполне бодро, однако один уже дымится. Этот может отказать в любую минуту. Но транспорты не так интересны, потому что они банальны. Беженцы вечно пользуются непонятно чем, на то они и беженцы. Были бы у них ресурсы, не искали бы лучшей судьбы в другом месте. Куда больше интерес представляли мутанты. Тот интерес, от которого внутри становится холодно, до крупных мурашек, и хочется отвернуться, но никак не получается, потому что инстинкт самосохранения велит не упускать этих тварей из виду. Их было 2. Каждый 5 метров длиной. А говорить тут приходилось про длину, не про рост, ведь тела уродцев больше всего напоминали гусениц. Сегментированные, мягкие и рыхлые, перекатывающиеся волнами при каждом движении. Они создавали бы иллюзию слабости, если бы не многочисленные костяные наросты на крепких шкурах. Да и двигались они очень быстро, значит, под водянистым слоем жира, или что у них там, скрывался внушительный мышечный корсет. Они вообще умели удивлять. Сходство с насекомыми намекало, что ничего похожего на скелет у них вроде как быть не должно, однако даже при том, что четко обозначенной головы у них не было, внушительная часть туши будто распахивалась впереди, то и дело выпуская могучие вытянутые челюсти. Они продвигались чуть вперед, щелкали, пытаясь захватить добычу. До транспорта пока не добрались, но Леони даже издалека разглядела, что челюсти одного из существ залиты кровью. Получается, первую добычу она уже получила. Все это было плохо само по себе, однако Леони не упустила и окрас мутантов. Переливающиеся неоновые оттенки, красный, оранжевый, синий у одного, зеленый у другого. Это не маскировка, нет в мире мест, где эти уродцы могли бы затаиться с такими шкурами. Так природа обозначает угрозу. Эти машины для убийств еще и ядом накачаны. Словно желая доказать это, гусеницы то и дело выпускали в разные стороны тугие струи мутной жидкости, которая лилась из пор на их тушах. Они как будто стреляли. Часто промахивались, иногда попадали, и тогда на металле транспортов вскипала белая пена. Что будет с живым существом, на которое прольется эта дрянь, Леони и представить не хотела. «Разве у нас такие водятся?» — пораженно спросила она. Нико реагировала на все намного спокойнее. Она наблюдала за преследованием, облокотившись на перила площадки, но в бой не рвалась. «Не водятся», — ответила она. «Но у нас вообще никакие водиться не должны. Пробрались, значит. Недавно были долгие дожди. Такие паскуды их любят». «Но они такие большие. Как они могли пробраться куда-то незаметно?» «Легко, потому что не такие уж они и большие». С этим Леони готова была спорить, но им обеим стало не до того. Лендер наконец-то отдал приказ, не самый жестокий, но и не лучший. Им было позволено помочь беженцам только на уровне машин. Выходить за забор и рисковать собственными телами, вступая в прямое взаимодействие с мутантами, операторам строжайше запрещалось. Для беженцев все-таки открыли ворота, однако войти позволялось лишь тем, кто до этих ворот доберется. Никаких исключений. Спорить с начальством Леони не собиралась. Она чуть ли не первой вступила в битву. Подхватила 2 роботов, стандартных офицеров, постоянно расположенных возле границы, и погнала их по полю вперед, туда, где хищные твари почти добрались до людей. «Выпендрежница», — хмыкнула Ника.
Помни, за это баллов не дают». Леони не ответила, настроения не было. Она даже не смотрела теперь по сторонам, ее зрение было сосредоточено на том, что улавливали камеры роботов. Вблизи мутанты оказались даже более жуткими, чем она предполагала. Шкуры, как будто подгнившие, покрытые кровоточащими ранами. Похоже, беженцы сопротивлялись как могли, просто этого оказалось недостаточно. Истекающие желтоватой слюной челюсти щелкнули совсем близко, пришлось отскочить. В такие моменты Леони воспринимала тела роботов как собственное тело. Она все пыталась разглядеть, где именно у хищников расположены глаза. Может, если лишить их зрения, они отстанут? Нет, не получится. Потому что нет у них глаз в привычном понимании, а есть сотни крошечных глазок на тонких жгутиках, напоминающих глаза улиток, расположенные по всему телу. Все это никак не сочеталось с их челюстями и развитыми мышцами с точки зрения эволюции, но Леони давно усвоила, у эволюции мало общего с тем, что происходит в пустошах. Она надеялась закончить все быстро. Да, у беженцев не было шансов защититься, а она справится. Не вышло. Она выстрелила, однако выстрелы лишь разозлили твари, оставив на их шкурах поверхностные ожоги. Польза была только в одном. Один из мутантов отвлекся, переключил внимание на роботов, позволив транспортам прорываться к воротам уже без преследования. Леони заставила офицеров выпустить массивные лезвия, перевела на ближний бой. Они постоянно кружились, прикрывая друг друга, нападали и тут же отступали, совсем как на тренировках. Ну, и где эта победа за 5 минут? А не будет, потому что шкуры существ стремительно покрывались густой слизью, с которой лезвия просто соскальзывали. Но, по крайней мере, мутанты не могли навредить машинам. Так думала Леони. Она совсем забыла о струях токсина, которыми стреляли эти твари. Потом ее заставили вспомнить. Жидкость поразила роботов. Не как дождь даже, как пули, и одного из офицеров просто не стало. Леони видела, как он рухнул на поле, не понимала, что именно было повреждено, но это не имело значения. -1 при сражении с какой-то гусеницей. Второй офицер пока что подчинялся ей, однако система уже предупреждала о критических ошибках. «Поверить не могу, что ты испоганила оборудование», — укоризненно заметила Нико. «Соберись, тебя такими темпами отчислят». Сама-то она, конечно, сражалась куда лучше, но это же Нико. Гордость свиты императрицы. Она как раз офицеров не трогала, предпочла более маневренных и укрепленных ловцов. И в этом была права. Такие машины изначально предназначались для охоты за мутантами. Почему Леони сама не вспомнила об этом? Да потому что на тренировках им куда чаще предоставляли офицеров. Вот она и пошла по знакомой дорожке. Ника же понаблюдала, сделала выводы и дальше действовала так, будто четкий план был готов с самого начала. Ловцы окружили мутантов, выпустили лезвие, откинули назад. Получили свою дозу токсина, но им он как раз не навредил. Защита справилась. Леони попыталась помочь, подвела своего офицера ближе, но Нико тут же прикрикнула на нее. «Не лезь, только под ногами путаешься. Людьми займись. Или вторым отродьем». У второго мутанта, впрочем, дела и без вмешательства Леони обстояли не лучшим образом. Кто-то вывел на поле арахнидов. Леони не понимала толком, кто именно, может, Марк, он, кажется, тоже на дежурстве сегодня, но кто бы это ни сделал, выбор был такой же блестящий, как с ловцами. Арахниды выпустили металлическую сеть, которая оказалась достаточно крепкой, чтобы поймать второго уродца. Мутант не сдался без боя, он извивался всей своей грандиозной тушей, исходил ядом, щелкал челюстями. Только все это не имело значения. Металл давил безжалостно, разрывая его на части. А люди в это время спасались. Леони видела, что первый транспорт добрался до ворот, дальше ему проехать не дали, но пассажирам уже помогают. Второй чуть отстал, однако в том, что он вот-вот достигнет цели, сомневаться не приходилось. Хотелось верить, что это счастливый финал, спасение, которое эти люди, безусловно, заслужили. Не получилось, потому что проблемы начались у третьего транспорта. Этот транспорт изначально был поврежден, он дымился. Или они понятия не имела почему, а когда на него налетел отброшенный мутантом робот, он все-таки не устоял на колесах. Был бы исправен, лишь пошатнулся бы, а так полетел, закружился, сминаясь о камни. Это было так странно, так дико, но вместе с тем предсказуемо.
Это ведь не современные машины, которые используются в протекторатах черного города. Это хлам, если уж называть вещи своими именами. Удивительно не то, что он перевернулся, а то, что он доехал так далеко. При аварии пламя обрело новую силу, транспорт полыхал вовсю. Но люди все равно не сдавались. Они пытались выбраться, и у кого-то получалось, а кто-то не мог. Леони не хотела их бросать. Она направила к ним офицера. Ника в его помощи все равно не нуждалась. Робот вырвал покосившуюся дверцу, выпуская людей на волю. Они, конечно же, шарахались от него. Они были в шоке, не знали, кто тут свой, кто чужой, но из пламени они выбирались. Уже хорошо. Леони не видела, сколько их там. Сканеры оказались повреждены, а камеры застилал черный дым. Но она не сомневалась, что движение внутри еще есть. Она не отводила робота, она даже готовилась направить его в салон, так должно быть проще. Только вот она ничего не успела. Транспорт все-таки взорвался. Пламя добралось до горючего, вряд ли у такой древней модели был безопасный генератор. Огненный цветок распустился посреди каменного поля, забрал невольную жертву, робота, и оставшихся внутри людей. Тех, кто остался снаружи, он тоже щадить не собирался. Просто кого-то не достал, а кому-то ударил пламенем в спину, опрокидывая на землю. И само по себе это было бы не так плохо, если бы в этот момент не прорвался вперед мутант. Один уже был мертв, тот, которого поймали арахниды, но второй, которого удерживала Нико, оказался сильнее, чем предполагалось. Он с шипением продолжил движение, будто не замечая протянувшийся за ним след из крови и слизи. У людей, казалось, не было шансов, и все же Леони видела. Они могут успеть, они достаточно близко к воротам. И они могли бы, если бы побежали. Но с этим справились не все. Некоторые просто были не в состоянии двигаться быстро. Некоторые и вовсе застыли от ужаса перед приближающейся к ним тварью. Леони хотела бы помочь им, привести другого робота, да не могла. Ближайших уже заняли, дальние не успели бы добраться сюда. Тогда она и нарушила приказ. Леони не раздумывала над тем, что делает, не оценивала риски, не позволяла себе сосредоточиться на последствиях. Она просто чувствовала, она обязана это сделать. Не только ради людей, которых она даже не знала, ради того, чтобы доказать себе, она на своем месте, это ее путь, она не ошиблась. «Куда ты?» — крикнула ей вслед Нико. «Сумасшедшая!» Спорить Леони не стала, она и сама была не слишком высокого мнения о своем поступке. Ну и что теперь, не отступать же? Она пробежала вдоль забора, миновала шокированных солдат и вырвалась наружу. На мутанта, несущегося ей навстречу, она старалась не смотреть, боялась слишком. Леони заставила себя сосредоточиться только на матери, которая одна пыталась тащить к воротам 3 детей. Леони подоспела вовремя. Она выстрелила прямо в распахнутую пасть уродца, отгоняя его назад, подхватила на руки 2 маленьких девочек. Беженка подняла мальчика постарше, и обе они устремились к воротам. Леони даже усталости не чувствовала, только близкий жар от полыхающего транспорта. Сердце билось отчаянно, быстро, совсем как той злополучной ночью. Но тогда оно колотилось только от страха, теперь от страха, перемешанного с торжеством. Она все-таки справилась. Она смогла, победила. Из нее и правда получится достойный мастер контроля, а та единственная неудача была случайностью. Это было куда важнее, чем возможные наказания, возвращение уверенности в себе. Виноватой ли они себя не считала, но и доказать это не могла. Она приготовилась принять выговор или даже лишиться накопленных баллов. Но ничего не произошло. Начальству оказалось попросту не до нее. Беженцев было слишком много, их полагалось разместить на карантин, разобраться, откуда взялись мутанты. Но что на этом фоне означает выходка Леони? Она была уверена, что все закончилось хорошо. Волнение унялось, она торжествовала. И вот тогда, когда сердце перестало отчаянно колотиться в ребра, когда все вернулось к хоть какой-то норме, Леони почувствовала боль. Не сильную боль, но настораживающую. Она убеждала себя, что бояться нечего, ранение она обнаружила бы сразу, а это так, какая-нибудь ссадина или случайный ожог, ничего особенного. Но даже пока она повторяла себе это, пока не знала ничего наверняка, в груди уже появлялось, закрепляясь, нехорошее предчувствие. Поэтому Леони поспешила не в лазарет, там все равно никого не было, Аделаида возилась с беженцами, а к себе. Она зашла в крошечную душевую,
там свет был ярче всего, стянула куртку, уже заметив разрыв на рукаве, потом рубашку. И обнаружила возле локтя порез, который был бы совсем безобидным, если бы не нечто странное, черное, торчащее оттуда. Очень похожее на одну из тех игл, которые покрывали тушу мутанта наравне с костными наростами. Леони запретила себе бояться. Просто запретила и все. Заставила себя принять единственный возможный вариант. Это мелочь. Какая разница, чем ее поцарапали? Хоть шипом, хоть камнем. Если бы на нее попал токсин, у нее бы уже рука отвалилась. Вон как плавится металл под этой дрянью. А тут, похоже, просто кусочек внешней брони от уродца оторвало, когда Леони в него выстрелила. Она обработала рану по всем правилам, достала мерзкий шип, оказавшийся совсем небольшим, 2 сантиметра от силы, срезала ткани вокруг него, игнорируя острую вспышку боли, слила кровь в раковину, заляпав все вокруг алыми брызгами. Потом обработала антисептиком, закрепила повязку, сделала 3 стандартных укола против инфекции, универсальное антивирусное и иммуномодулятор. Очень скоро рука перестала болеть, поддавшись анестетику. Все как должно быть, никаких аномалий. Леони улыбнулась своему чуть побледневшему, испуганному, но уже успокаивающемуся отражению в зеркале. Вот, разобралась, и не стоило беспокоить Аделаиду. Дальше тоже не стоит. Что за воин бежит к врачу с каждой царапиной? Думать нужно лишь об одном. Сегодня она совсем справилась. Тела мутантов хотели уничтожить сразу. Да и понятно почему. Они могли притащить из пустоши любую заразу. У Марка ушло немало сил и времени, чтобы убедить руководство объекта в том, что стоит рискнуть, переместить их в лабораторию и изучить. Он готов был поработать с мертвыми телами и на равнине, если нужно, но Лендер решил, что до такого лучше не доводить. Возможно, понял, что это действительно важно. А может, вспомнил про Гекату. Этот аргумент Марку не очень нравился, но никому ничего доказывать он не собирался. Ответ на вопрос, который не прозвучал, рискует оказаться нелепым. Да и вообще, даже если ему дали разрешение на работу исключительно из страха перед Гекатой, это не худший вариант. Роботы собрали то, что осталось от обоих мутантов, закрепили изоляционной пленкой, перенесли в лабораторию, причем в лабораторию запасную. Основную Аделаида Синс считала чуть ли не личным царством и предоставлять для такого не собиралась. Протестное настроение, однако, не помешало медичке явиться на вскрытие, организованное Марком, гневно сопеть у него за плечом и отпускать едкие комментарии. Пришел понаблюдать и Лендер. Вряд ли его интересовало вскрытие как таковое, скорее ему хотелось убедиться, что все в порядке, и получить достойную причину находиться подальше от беженцев. А вот Мустафа Халид приходить не собирался. Его пригласил как раз Марк. Опыт оператора, долгое время работавшего на границе и даже участвовавшего в разведывательных миссиях, сейчас мог пригодиться. Мутанты эти изначально не обладали четкой формой, поэтому теперь, когда их пришлось разрубить на части, они и вовсе представляли собой пугающую груду плоти, которую кое-как разделили на 2 части. Не факт, что куски не перепутали, но это не так уж важно. Марк не видел принципиальной разницы между 2 особями. Пока шла подготовка, он изучил отчет, составленный военными. Никто точно не знал, откуда взялись мутанты, но предположительно они прорвались через границу между патрулями. Защитная система там есть, однако из-за дождей, перепадов температуры и радиации она часто выходит из строя. Некоторое время они ошивались в лесах, только с едой там проблемы, и хищники вынуждены были двинуться дальше. Они оказались у дороги, по которой проходила группа беженцев, да еще и небольшая, недостаточная для того, чтобы отпугнуть уродцев. Всего мутантов было 3. Они вынудили людей разделиться. Один остался там, в лесу, его уже уничтожили. Другие 2 погнались за беженцами, пытавшимися спастись на ближайшем объекте. Теоретически, гражданские вообще не должны были знать о том, что здесь находится объект, однако то, что знали, не удивляло. Кто-то из военных продал им карту с соответствующими пометками. Такое не первый раз случалось. Люди понимали, что в лесу точно не спасутся, и сделали единственное, что сулило им хоть какую-то надежду на жизнь. Как оказалось, не зря. Теперь беженцы были в безопасности, но на карантине.
Нормальная практика в случаях, когда атакуют мутанты, с большой вероятностью прибывшие из пустоши. Людей Марк не осматривал, да и не собирался. Хищники пока интересовали его куда больше. «Что новое ты надеешься увидеть?» — не выдержала Аделаида. «Все предсказуемо. А если ты и сам это осознал, да сказать неловко, хватит тратить наше время. Или хотя бы попробуй их на вкус, чтобы наблюдать за тобой стало веселее». Марк иронию проигнорировал, он бросил, не оборачиваясь. «Здесь не все предсказуемо». «И что же, ты уже придумал?» «Они не истощены. Это странно». «Как будто ты знаешь, как выглядят истощенные гусеницы», — хмыкнула медичка. «Я знаю, как выглядит деградация мышц. Знаю, что такое отсутствие жировой прослойки, какую бы форму она ни принимала. Знаю, какие болезни появляются у живых существ, лишенных полноценного питания». «Ну и?» Мутанты были здоровы до того, как мы их убили. По большей части. Точно не истощены. Я вижу скорее следы хорошего питания. Молодцы, хоть пожить успели. Аделаида Синс не была дурой, это Марк признавал. Ее подводило упрямство. Если она верила, что понимает ситуацию, она будто запрещала себе думать. Такой подход и в мирной исследовательской жизни едва ли простителен, а уж в поля с ним лучше не соваться. Зато Мустафа, до этого державшийся в стороне, заинтересовался, подошел ближе. Он наклонился прямо над трупом, прикрывая лицо фильтром. «Марк прав», — наконец подтвердил старший оператор. «Это, если такое определение здесь уместно, очень ухоженные звери». «Опять же, что с того?» — не унималась Аделаида. «Раньше им попадались беженцы чуть медлительней». «У мутантов, которые обитают рядом с территорией Черного города, нет возможности так отъесться», — пояснил Мустафа. «Мы специально обеспечиваем буферную зону, довольно обширную полосу выжженной земли. Это, с одной стороны, упрощает наблюдение, а с другой не дает оснований для постоянного обитания хищников». «Так понятно, что они тут не обитали, они пришли откуда-то». «Откуда бы они ни пришли, им нужно было пройти через зону без добычи. А значит, некоторое время голодать», — сказал Марк. Более того, остается вопрос, зачем они пришли. Если там, где они обитали раньше, было полно добычи, не было смысла тащиться сюда. Если же добыча там иссякла, они выглядели бы куда хуже, чем сейчас. Они должны были дойти до состояния, которое вынудило бы их сменить среду обитания. «Все мутанты, которых мы ловили на границе, были тощими и потрепанными», — добавил Мустафа. Как и ожидал Марк, спокойный тон подействовал. Аделаида заметно растерялась. «Ну и что тогда? Что же они ели, раз добрались сюда?» «Я как раз догадываюсь, к чему вы клоните», — вмешался в разговор Лендер. «Но мне это не нравится». «Мне тоже», — кивнул Марк. «И мы еще некоторое время можем побегать от правды, если это вас успокоит. Но потом нам придется ее признать». Пока все указывало на то, что мутантов намеренно доставили в тот лес или хотя бы в приграничную зону, да еще сделали так, чтобы они рванули в нужную сторону, а это уже намного больше, чем случайное проникновение нескольких неразумных животных. Как охранная система упустила транспорт? Как вообще можно поймать нечто подобное? Или не поймать? «Все может оказаться даже хуже, чем выглядит сейчас», — признал Марк. «Куда уж хуже», — проворчал Лендер. «И о чем же вы?» «Я допускаю, что этот вид появился неестественным способом. Он был выведен для нападения. Не обязательно на нас, возможно, нападение на людей как такового, но использовали его в итоге против нас». «Нет!» — зачем-то выкрикнула Аделаида. «Это невозможно!» «Разве?» Ей хотелось возразить, но она так и не решилась. Она ведь знает, что это допустимый вариант. Существа, которых Марк видел перед собой, не имели толковой среды обитания. Похоже, пыль и песок вредили им, некое подобие жабр на их теле было забито и исцарапано в кровь. Если бы эти существа не погибли в схватке с роботами, они все равно вряд ли прожили бы долго. При этом они, очевидно, сухопутные. Нет никаких указаний на перемещение в воде. Возможно, они жили на болотах. Тогда как у них развились такие крупные челюсти? Для охоты за мелкими животными и рыбами, обычно населяющими болото, они подходят плохо. Для убийства людей намного лучше.
Их яркий окрас тоже бесполезен для болотных хищников, которым нужно таиться среди трав и грязи. Куда ни глянь, одни противоречия. Но это если не принять существование где-то лаборатории. Тогда создать подобного уродца вполне возможно. Как вариант, даже натаскать его, обучить нападать на транспорты и роботов, большого ума со стороны хищников тут не требуется. Марк надел перчатки и подошел ближе, чтобы сдвинуть часть фрагментов. «Это омерзительно», — тут же прокомментировала Аделаида. «Тебя не учили использовать для такого универсалов?» «Учили», — отозвался Марк. «А еще учили, что у человека есть такой недооцененный инструмент, как осязание. Вот здесь, например, не видно пробоину в шкуре, но она прощупывается». «Ты сейчас стоишь перед грудой плоти. Тебя пробоина смущает?» Не смущает, но заслуживает внимания. Потому что она к моменту нападения на беженцев была поджившей. Она не кровоточила. На шкуре вокруг нее начали образовываться шрамовые ткани. «И что это нам дает?» — нахмурился Лендер. Существ чем-то удерживали долгое время. Возможно, как раз в грузовом транспорте. Все это домыслы, доказательства косвенные. Есть что-нибудь посерьезней? Нет. И вам решать, докладывать в черный город или нет. Да уж, выбор, хмыкнул глава объекта. Он всем своим видом показывал, что выбора и нет на самом деле, потому что Марк наверняка бросится звонить Гекате, и тогда молчание Лендера будет выглядеть не лучшим образом. Зря он так. Рассказать Гекате Марк действительно планировал, если она спросит, и не факт, что она тут же рванет отчитываться кому-то еще. Все эти сомнительные интриги вообще не имели никакого значения на фоне того, что произошло. Марк понимал, что за диверсией, если она все-таки была, может стоять кто угодно. Те самые враги, которые подослали к его объекту хазаров. Предатели внутри периметра. То, о таком Марк раньше не слышал. Они ведь не в сказке живут. И все же его не покидало чувство, что виновный тут понятен, даже если им неизвестно его настоящее имя. Кто-то совершил невероятный поступок, использовал серьезные ресурсы, пересек границу, отключил камеры, и все это вскоре после того, как продавец игрушек пообещал вернуться. Версия о совпадениях трещала и рвалась по швам. Так считал не только Марк. Через несколько часов работа была закончена, больше ничего подозрительного они не нашли, тела мутантов передали на утилизацию. Главным тут было то, что Аделаида прекратила ухмыляться, да и Лендер отнесся ко всему серьезно. Благодарить Марка они не собирались, ушли сразу после завершения работы. А вот Мустафа остался. «Твой друг передает привет?» — спокойно спросил он. «Боюсь, что так», — задумчиво отозвался Марк. «Но не стоит интерпретировать это как его одержимость мной. Думаю, за иллюзией эмоциональности он сейчас прячет полноценную боевую операцию. Одно другому не мешает. Он изначально вредил Черному городу, тут ничего нового. Новое как раз то, что ему нужен ты». И оба они понимали, что скрывается за этим «нужен». Потому что Мустафе тоже было известно о том, как продавец игрушек использовал мозг похищенного мастера. Вероятно, он запланировал что-то подобное и для Марка. А если так, беженцы, пригнанные к объекту, были непростой демонстрацией. Когда продавцу потребовалось установить свои датчики, он сделал вид, что на них напал робот-танк со сбитой программой. Возможно, нынешняя диверсия преследует ту же цель. Он не испытывал привязанность к мутантам, это уж точно, но они были ценным ресурсом. Нужно было вырастить их, создать, если уж на то пошло, да еще 3 особи сразу. Продавец игрушек явно берег их для чего-то особенного. Такое оружие, если использовать, то предельно точно. Однако на первый взгляд он ничего не добился. Среди беженцев потерь совсем мало, среди военных вообще нет. Уничтожено и повреждено несколько роботов, их легко заменить. Кажется, что продавец игрушек проиграл. Именно поэтому Марк и не собирался верить первому взгляду. С ним невозможно понять, что ему нужно. «Это и есть признак серьезного врага?» — кивнул Мустафа. «В его руках было 3 инструмента. Наша задача — понять, какой именно он применил». Марк сначала удивился, хотел спросить, что за 3 инструмента, но не стал.
Сам понял. Действительно, 3. Первый — мутанты, которых он вырастил. Но их цель представлялась понятной, они ее достигли. В их останках не обнаружено ничего особенного. Второй инструмент — машины, которые использовали беженцы. Однако в объекте все помнят опыт с тем танком. Транспорты не стали завозить на территорию, тщательно проверили, потом уничтожили, превратив в металлические кубы, не испускающие ничего, даже отдаленно похожего на сигнал. Третий инструмент — это беженцы, которые добрались до объекта. 37 человек. Точное количество Марк уже знал. В основном женщины и дети. Мужчин чуть меньше, многие погибли, отражая первое нападение на группу. Молчаливые, угрюмые, на всех косящиеся настороженно. Тоже ничего не значит. Они помнят, что никто особо не спешил их спасать. И все-таки именно их должен был использовать продавец игрушек. «Отправишься к Аделаиде?» — догадался Мустафа. «Придется. Она тебе не поверит». «Скорее всего, но я буду знать, что сделал все от меня зависящее». Он шел не только ради этого. Марк надеялся там, на месте, разобраться, как могли использовать беженцев. Хотя возможностей у него было не так уж много. За ними позволяли наблюдать только через камеры, вплотную к людям никого не подпускали. С ними взаимодействовали дроны, таковы основные правила карантина. По-хорошему, следовало бы изолировать еще и Леони, и тех солдат, которые встречали беженцев у ворот. Но тут уже решили не проявлять излишнюю строгость. Людей обследовали и оставили в покое. Аделаида, вопреки его ожиданиям, не стала устраивать скандал. Она проводила его в комнату наблюдения. Она даже сначала ничего не говорила, просто остановилась в паре шагов от Марка, скрестив руки на груди. Ну, а Марк на нее вообще не смотрел. Он пристально наблюдал за беженцами. Чужеродный элемент должен быть здесь. Он добился своего, он пробрался внутрь. Разве не пора проявить себя? Похоже, что нет. Люди вели себя так, как и полагается уставшим, измученным путешественникам. Кто-то спал, кто-то читал, кто-то нервно ходил из угла в угол. Они объединялись в маленькие группы, селились в комнатах семьями. Ничего опасного или подозрительного. «Всех уже обследовали?» — спросил Марк. «Да, но если есть настроение, можешь и их пощупать руками, чтобы не терять навык осязания, так сказать». Она должна была раздражать его, и она явно хотела этого, но все равно не раздражала. Марка в принципе сложно было вывести из себя, а Аделаида еще и предсказуема, поэтому в ее речи он привычно отсеивал эмоции и сосредотачивался на сути. «Нашли что-нибудь?» «Это беженцы. Они здоровыми по определению не бывают», — закатила глаза Аделаида. «На том компьютере есть копия отчета, можешь посмотреть». Принцип работает. Главное, не отказала в доступе к информации. Если бы еще язвить смешно научилась, общаться с ней было бы куда приятнее. Марк просмотрел диагнозы беженцев, всех 37. Ничего особенного. Аделаида права. Ожоги и поверхностные травмы вообще ерунда. 5-6 болезней, вызванных радиацией, новообразование во всем многообразии. Не хватает конечностей и внутренних органов, тоже, увы, печальная норма бесконечных дорог. Ни у кого ни вирусов, ни инфекций. Первая проверка пройдена. Еще 4 на протяжении всего карантина, и нужно будет решать, куда их девать. И что тогда? Продавец игрушек в чем-то просчитался? Или это вообще не он? Мутанты — выходка кого-то другого? Марк заставил себя поверить в это, потому что больше ничего сделать все равно не мог. Он попрощался с Аделаидой, вернулся к себе. Глава 2. Геката ожидала, что придется отчитываться на очередном общем собрании. Она их терпеть не могла, но принимала как неизбежное зло. Однако на этот раз получилось иначе. Ее сразу пригласили предстать перед советом. Она не была уверена, плохо это или хорошо. Она знала, что многие воплощения боятся этого момента. Комната, в которой проходили такие встречи, и правда давила. Совсем небольшое помещение, квадратное, полностью оформленное зеркально-черным обсидианом. Из-за этого кажется, что тут тесно, и одновременно, что ты в бесконечной пустоте. Отражения мешают оценить истинный масштаб пространства. Свет есть, но непонятно, откуда он льется. Он не слепит, его мало, но мало на что. Тут и смотреть-то не на что.
Полумрак лишь позволяет принять свое отражение за постороннее присутствие. Однако Геката прекрасно знала, как устроена эта комната на самом деле, и ничего не боялась. Она уверенно вышла в самый центр так, чтобы десятки, сотни ее отражений выстроились в безупречной симметрии. Это было не обязательно, просто сила привычки, которая сформировалась еще когда Гекату происходящее забавляло. «Почему я здесь одна?» — спросила она. «Общее мнение не требуется. Или требуется?» Совет говорил с ней спокойно, как обычно. Голос, который она слышала, оставался неуловимым. Воспринимать иначе его не получалось. Он определенно принадлежал одному человеку, но при этом тот, кто его слушал, не смог бы с уверенностью сказать молодому или старому, мужчине или женщине. Сегодня голос был одним, завтра другим, и все равно узнавался всегда. Другие воплощения считали это особой способностью, чуть ли не магической силой. Гекате повезло чуть больше. Она застала рассвет черного города и знала ответы на многие вопросы. «Нет, не требуется», — сказала она. «Просто я бы хотела узнать кое-что у других воплощений, но, возможно, мне ответите вы. Удалось найти тело Лиры Мараны?» «Нет. Воплощением номер 11 были предприняты все необходимые меры. Больше невозможно. Лучший результат этих поисков — обнаружение крови пропавшего мастера там, где нам это было указано». «В поселке», — кивнула Геката. «И больше ничего? Ни одного фрагмента?» «Ничего. Также нами была проведена переоценка всех смертей и исчезновений мастеров за последний год, как и было рекомендовано Великой Жрицей». «И как?» В 8 случаях мастера исчезли при невыясненных обстоятельствах. До сих пор не найдены живыми и мертвыми. 8, значит, паршиво. Не факт, что продавец игрушек похитил их всех. Мастера спокойной жизнью не живут и от старости не умирают, но даже если ему досталась половина исчезнувших, это увеличивает риск для черного города. «Я бы хотела сделать поимку существа, которое нам противостоит, своим приоритетом», твердо произнесла Геката. «Требуется пояснение по 2 пунктам. Пункт 1 — определение слова «существо». Я по-прежнему не знаю, кто за этим стоит. Сначала я была уверена, что человек, потому что его поступки кажутся скорее эмоциональными, чем приносящими выгоду. Но, может, это какая-то сложная система алгоритмов. Выгода есть, она просто не очевидна. Сейчас я считаю вероятность биологической и кибернетической формы жизни примерно одинаковой». «Принято», — бесстрастно сообщил Совет. Пункт 2. Действие, которое предполагает поимка существа. «Пора нанести ублюдку визит», — ухмыльнулась Геката. «Пока что он навязывал нам битвы на нашей территории. Даже если он не добивался своей цели, мы несли сопутствующий ущерб. Существо же, судя по всему, имеет неограниченный доступ к ресурсам. Оно может направлять сюда то, чем не дорожит». План понятен. Существует ли сценарий исполнения? И вот они и подошли к опасному моменту. Геката знала, что нужно говорить. Она контролировала себя достаточно хорошо, чтобы даже не испытывать волнения, но все это не отменяло того факта, что ответ получился слишком коротким. «Мы будем ориентироваться на мертвый город». Требуется пояснение. Перед тем, как уйти, существо сказало Марку, что правда написана на улицах мертвого города. Думаю, это была попыткой заманить Марка туда. Было ли уточнение насчет того, какой город имеется в виду? Нет, но я решила, если мы возьмем список городов, погибших, не за год, можно даже за 2 года, можно начать разведывательные вылазки туда. Ожидайте. Гекату не устраивал такой ответ. Хотелось добавить что-то еще ценное, такое, чтобы черный город сразу выдал ей разрешение. Но чем больше она болтает, тем меньше шансы на успех. Обычно бывает так. Поэтому Геката сложила руки перед собой, наклонила голову и замерла, ожидая вердикт. Она знала, чем занят сейчас Совет. Идет анализ всего случившегося, каждого отчета, каждой видеозаписи, каждого повреждения. Этого должно быть достаточно.
Они потеряли ресурсы и жизни. Понятно же, что нужно убирать угрозу. Они и так слишком долго не обращали на продавца игрушек внимания, и вот к чему это привело. Но Черный город решил иначе. Отказано. «Что?» — растерялась Геката. «Нет, постойте, почему?» «Отказано в предоставлении жрицы права проводить миссию, в которой нет ориентиров», — уточнил совет. «Определение «мертвый город» слишком размыто. Это может быть мертвый город в прямом смысле. Это может быть угроза нашему существованию в целях запугивания. Это может быть намеренно ложная версия, призванная выманить нужные формы жизни за границу охраняемой территории. Обилие вариантов призывает к осторожности». «И что тогда, ничего не делать и надеяться, что повезет? Продавца игрушек сожрет какая-нибудь лягушка, а мы будем жить долго и счастливо?» «Эмоции». «Извиняюсь», — буркнула Геката. «За форму вопроса, не за суть». «Меры будут предприняты. Мы составим список мертвых городов и отправим туда разведывательные группы». «Так я же об этом и говорю. Мы с Марком можем поехать...» «Отказано», — прервал ее совет. «То есть разведка будет проводиться, но не нами?» «Именно так. Великая жрица — приоритетное оружие, которым мы не можем рисковать. Марк Вергер — ресурс, еще проходящий оценку, но сейчас его значимость воспринимается как высокая. Рекомендация — оставаться в пределах охраняемой территории». Снова хотелось спорить. И не просто спорить, а кричать. Ударить разок по обсидиановому зеркалу, проявить те самые эмоции, за которые ей уже доставалось не одно замечание, но Геката сдержалась. Сейчас обстоятельства складываются не в ее пользу. Хотя это не худший расклад. Разведывательные группы будут предупреждены о том, что их ждет, возможно, больше никто не пострадает. Они получат нужные сведения, и вот тогда Гекату отпустят. Уже не чтобы найти цель, а чтобы уничтожить. Ну, а пока это не произойдет, можно вернуться на объект 21, к Марку. Официально, чтобы обучать студентов. На самом деле, чтобы присматривать за ним, хотя он о таком и не просил. Геката оставалась спокойна до самого утра. Она знала, что в объекте сейчас содержатся беженцы, но не считала, что это такая уж большая проблема. Или вообще проблема. Стандартный карантин, что такого? Ей это не помешает. Ну а утром она узнала, что в объекте произошла катастрофа. Карантин не отменен, он распространился на всю территорию, и теперь никто, даже воплощение, не может туда войти. И никто не может выйти. Существовали разные типы оповещений об экстренных ситуациях. Самым страшным считалось то, которое своим воем и мертвецов могло поднять, которое мигало красным на всех мониторах, приводило в боевую готовность роботов, сразу же отсылало прямое сообщение в Черный город на случай, если потом это будет сделать некому и не на чем. Но нынешняя тревога оказалась другой. Оповещение рассылалось не по всему объекту 21, а только в комнаты операторов. И они сразу же получали хоть какое-то пояснение того, что случилось, пусть и не полное. На этот раз их предупредили, что в корпусе, выделенном для карантина, произошел прорыв периметра. Означать это могло что угодно. От побега одного из гостей, особо буйного и недоверяющего системе, до нападения на это здание извне. Более вероятным был вроде как вариант с побегом. Марк видел тех беженцев, в большинстве своем усталые, замученные люди. Но там еще были мужчины, в том числе крепкие, молодые. Были женщины с умными злыми глазами, способные вскрыть запертые двери. Возможно, они так и не поверили своим предполагаемым спасителям. Вполне оправданно с их стороны, если задуматься. И все же Марк сразу почувствовал куда большую настороженность, чем обычно. Только он подумал о том, что продавец игрушек совершил бессмысленное на вид действие, и начались проблемы. Удивления не было, напротив, при всем напряжении пришло и чувство завершенности. Значит, это все-таки прямая атака на них. Сейчас хотя бы узнают, в чем она заключается. При таком уровне тревоги студентам было не обязательно участвовать в решении проблемы. С этим должны были разобраться военные, но их пока согнали к границе. Лендер усилил охрану, так что они доберутся сюда не скоро. Да и потом, они как раз могут быть не готовы к тому, что их ждет.
Марк жил неподалеку. У него была возможность добраться до карантинного корпуса одним из первых. Он выглянул в окно, чуть сдвинув защитный экран, и обнаружил первую странность. В соседнем здании не горел свет. Освещение там работало круглые сутки, пусть и не яркое, это одно из правил безопасности, но сейчас здание напоминало задутую свечу. Было сияние и нет, остался лишь черный уголек, чуть темнее самой ночи. При этом никаких повреждений заметно не было, ни проломов, ни дыма от разгорающегося пожара, ни тварей, стремящихся пробраться внутрь. Казалось, что это здание и не было жилым, совсем как раньше. А свет отключить не так-то просто, да еще именно в том доме. Все это намекало на одну из тех аномалий, которые всегда были верным указанием на продавца игрушек. Возможно, следовало связаться с кем-то, позвать на помощь, хотя бы найти партнера, но Марк не стал. Во-первых, пришлось бы ждать. Во-вторых, ему проще работалось одному, ну а в-третьих, не каждый партнер одобрил бы то, что Марк сразу же нарушил правила. Он направился к карантинному корпусу по поверхности. Полагалось по тоннелям, но это сейчас бессмысленно. Тоннели охраняются гораздо лучше, там даже ночью размещаются боевые роботы. Да и потом, если бы беженцы решили удрать, чем бы они воспользовались? Про тоннели они даже не знают, и им эти тайные переходы никто не показывал. Они пришли из мира, где входят через дверь и выходят через нее, в крайнем случае через окно. Они бы поступили так, как привыкли. Подобравшись к карантинному корпусу, Марк убедился, что его догадка была верной. Ночь выдалась сухой, но дожди отступили совсем недавно, поэтому вместо песка и пыли территорию объекта покрывала грязь. Она отлично сохранила следы вокруг здания, совсем свежие. С дюжину человек пробежали недавно, меньше часа назад, и это совпадает с тревогой. Можно было предположить, что диверсию устроили все беженцы. Они дождались, когда их оставят без присмотра, вскрыли охранную систему и удрали. Но тогда они действовали бы более организованно. А следы, которые Марк видел в грязи, рассказывали совсем иную историю. Люди были напуганы до дрожи, до истерики. Они метались, выискивая направление. Кто-то упал, судя по небольшому пятну, ребенок, и его подняли на руки. Дверь в корпус сейчас была закрыта, но Марк не сомневался. Она не заперта. Ситуация оставалась опасной, и ему пришлось сосредоточиться на ней, однако какая-то часть Марка уже сейчас отметила, происходит нечто странное. И не с беженцами, а с ним. Хотя с беженцами тоже, но это хоть сколько-то объяснимо. К самому себе у Марка возникло куда больше вопросов. С каких пор он так хорошо разбирается в следах? Нет, базовые навыки у него были, он долгое время жил в объектах, где иначе нельзя. Но чтобы вот так расшифровать все подробности, да еще и без сомнений, такого он раньше не делал и сейчас не мог, не готовился. Однако получилось у него легко, стоило только увидеть запутанную вязь отпечатков в грязи. Он прочитал их, как письмо. Ладно, об этом можно будет подумать позже, если оно у него вообще будет, это позже. Марк снова продвинулся к двери, он уже готов был войти, когда рядом мелькнул темный силуэт. Секунда на то, чтобы обернуться, и нет времени на то, чтобы что-то изменить. На него уже наставлен пистолет. Инстинкты требовали поднять руки, но Марк лишь досадливо поморщился. Он уже разглядел, кто к нему подкрался. «Убери, а?» — тихо попросил он. «Не до того сейчас». Мало кто сумел бы подобраться к нему вот так, быстро, неслышно, как тень. Легко ли отследить тень в ночи? Однако от Нико следовало ожидать такого уровня мастерства. Лучшая в свите императрицы, из семьи карьерных военных. Вот и все, что Марк о ней знал, больше ему не требовалось. Ах да, еще стервозный характер, тоже ни для кого не секрет. Нико напомнила об этом, когда не отвела от его лица пистолет. «Что ты здесь делаешь?» — спросила она. «Реагирую на сигнал тревоги. Ты, думаю, тоже, если ты не пришла перестрелять всех беженцев забавы ради». «Я только добралась». «Да и я ночую в другом месте. Мы будем болтать или все-таки разберемся, что случилось?» Ника бросила на него возмущенный взгляд, но пистолет отвела.
Убирать не стала, однако и Марк уже достал оружие. Может, следовало сейчас привезти с собой роботов, но подходящих по размеру рядом не оказалось, а тащить сюда стандартных офицеров или универсалов слишком хлопотно. Он двинулся вперед первым. Нико позволила это, пошла следом. Пожалуй, тот, кто оказался бы перед Марком, его спутницу даже не заметил бы. Нет, Ника не была такой же мелкой, как Леони. Ростом она лишь немногим уступала Марку, но отличалась поджарым телом. Особенность природы — ничего общего с голоданием. Сколько бы времени Нико не проводила в спортзале, груду мышц она бы не нарастила. Она была из тех женщин, которые выглядят хрупкими, какая бы сила в них ни таилась. Длинные ноги, плоская грудь, сухие мышцы. Лицо будто не из этой эпохи, а с какого-нибудь портрета, изображающего аристократку из далекого прошлого. Не похоже, что Нико стремилась сохранить эту красоту. Она вообще за внешностью не следила. Ходила с обветренной кожей и вечно пересохшими губами. Но пока молодость справлялась, и внешне Нико напоминала скорее нежный цветок пустыни, чем ту гарпию, которой на самом деле являлась. Впрочем, при всех ее недостатках Марк признавал, что она хороший воин и станет отличным мастером контроля. Нико могла вести себя как угодно в свободное время, на боевых операциях она тут же подбиралась, настораживалась и делала то, что нужно. Уже то, что она тоже решила проверить дверь, а не шастать по тоннелям, многое ему говорило. Дверь действительно оказалась открыта. Но замок не взламывали ни снаружи, ни изнутри. Похоже, его разблокировала система. Это было бы нормально, если бы в этом корпусе просто жили. Когда звучит тревога, замки отпираются автоматически, но тут выставили настройки карантина. Они такое не допускают. Получается, или Аделаида ошиблась, или диверсия масштабнее, чем предполагал Марк. «Где можно отключить охранные программы?» — спросил он, не оборачиваясь. «Много где. В медицинской лаборатории. На каждом из восстановленных этажей есть щиток». «Так просто?» «Совсем не просто», — возразила Нико. «Нужно не только отыскать панель управления, но и обладать соответствующими знаниями. Я бы не смогла. Ты бы тоже не смог». «Ты так уверена в этом?» «Да. Иначе я бы уже прострелила тебе ногу. Просто на всякий случай». «Предусмотрительная какая», — усмехнулся Марк. «Кто из наших такое мог?» «Плюс-минус весь преподавательский состав и многие военные, в первую очередь механики». «А не из наших?» «Не угадаешь. Беженцы, когда их спрашивают о прошлом, или врут, или молчат. Приучены». Внутри их ожидали следы испуганного бегства, но не нападения неведомого противника и даже не драки между людьми. Беженцы спешили к выходу, похоже, уже в темноте. Они налетали друг на друга, кричали, толкались, и было душно, и пахло кровью. Марк видел эту кровь. Разводы на полу, темные отпечатки ладони на стенах. Выглядит жутко, а на самом деле сущая мелочь. Когда испуганная толпа горной рекой проносится через узкий коридор, кто-то неизбежно пострадает. Но такое количество крови указывает на пару-тройку ссадин и разбитых носов, ничего серьезного, поэтому Марка все еще интересовало, от чего они бежали. Могло оказаться, что и не было причины для такой реакции. Тоже случается. Нервы напряжены до предела, звенят, как натянутые струны. Если в такой ситуации вдруг погаснет свет и кто-то крикнет «Монстр!», проверять, есть монстр или нет, не станут. Да еще и если открыты двери. Так что если продавец игрушек хотел замаскировать побег кого-то одного, верного ему, этого бы хватило. Но нет. Не обошлось малой кровью. Все-таки не обошлось. Марк понял это, когда, свернув за угол, увидел разводы на полу. В ночном мраке, рассеянном только долетавшим снаружи светом, они казались черными, хотя на самом деле были багровыми. Это уже не кровь и ссадины. Для такого количества как минимум одну крупную артерию нужно вскрыть. Человек бы не выжил. И запах в воздухе стоит сладковато-тяжелый, пронизанный металлическими нитями. Но не только, есть и что-то еще. С тех пор, как ему установили нейромодуль, Марк стал замечать перемены, не связанные с управлением машинами. Он лучше видел, слышал, воспринимал запахи. Геката предупреждала его, что так будет.
Компьютер усиливал разум точно так же, как мозг управлял компьютером. Правда, его внезапно проклюнувшиеся навыки следопыта это не объясняло, но они могли подождать. Что же до органов чувств, то это не чудо, а стандартная практика. Вон Ника в темном доме тоже не потребовала хотя бы фонарик включить. Ей, как и Марку, хватало ничтожных лоскутов света, пробивающегося в окна. С запахами все обстояло точно так же. Он различал их лучше, чем раньше, поэтому теперь к резкому доминирующему запаху крови прибавлялось и нечто большее, доказывающее, что человека уже не спасти. Не то чтобы Марк в этом сомневался, лужи на полу и брызги крови на стенах намекали, что тут не коленку содрали. И все же сейчас, по одним лишь запахам, он мог определить, какое убийство здесь произошло. На это намекало и то, что труп не бросили на месте, кровавый свет показывал, что тело даже не перенесли, а по-звериному оттащили. «Похоже, у нас тут прокаженный шастает», — предупредил Марк. «Что? Нет!» — возмутилась Ника. Так возмутилась, будто это он был виноват в случившемся. «Этого не может быть!» Он понимал, почему она не поверила. Всех беженцев проверяли на паразитов, иначе нельзя. Подцепить эту дрянь в пустошах проще простого, но и определяется она, к счастью, легко. Достаточно одного сканирования. Даже если паразит еще не захватил носителя, его видно чуть ли не с первого дня после заражения, а раз он появился этой ночью, там уже была знатно подросшая тварь. Так как же Аделаида ее упустила? Марк читал ее отчет, она не проявляла халатность, сканирование прошли все. Получается, Аделаида предала их? Этого только не хватало. Она вроде как не могла, но если допустить, что за всем стоит именно медичка, становится понятно, кто сбил систему изоляции в карантинном корпусе. Но Аделаида им сейчас в любом случае не навредит. Ему нужно было убедить свою спутницу в том, насколько реальна угроза. Здесь не просто кого-то догнали. Жертву сразу же выпотрошили. Этим обычно занимаются прокаженные. Разве они не пожирают добычу на месте? Не всегда. На начальном этапе, а это именно он, паразит сохраняет схему мышления своего носителя. На уровне простейших навыков и желаний, разумеется. И если он использовал кого-то из беженцев, он наследовал от этого человека стремление создавать запасы и сохранять что-то на потом, догадалась Нико. Именно. Мы не знаем, сколько здесь паразитов, но нужно сначала разобраться с тем, что несет угрозу, а потом перейти к тому, что не пытается перегрызть нам горло. Марк прекрасно помнил свою прошлую встречу с прокаженным. Не тот опыт, который хочется повторять, и все же не тот, который травмирует навеки вечные. Он тогда справился, выжил, поэтому новая встреча с одной из этих тварей оставалась угрозой, но в истерику его точно не вгоняла. Он по-прежнему двигался первым. Они с Нико больше не говорили, не хотели выдать себя раньше времени. Да и слух им сейчас необходим. Именно слух предупредил их, что они приближаются к цели. Марк ожидал, что существо все еще жрет, поэтому и выдаст себя тошнотворными звуками рвущейся плоти. Но нет, оно то ли насытилось, то ли сделало паузу. Впереди скрежетала мебель, сдвигаемая с места, грохотали столы и стулья. «Что оно делает?» — еле слышно произнесла Ника. «Гнездится». Похоже, жертва попыталась убежать вместе со всеми, но ей просто не повезло. Существо настигло ее в коридоре, убило, утолило первый голод, а то, что осталось, потащило в общий зал ожидания. Там как раз хватало столов и стульев. Из них оно и сооружало себе схрон в углу, увлеченное, не обращающее внимания ни на что вокруг. Когда эта сомнительная конструкция будет завершена, оно, вероятнее всего, спрячет туда останки первой жертвы и отправится за второй. Потом человеческий мозг окончательно перестанет работать, и про схрон оно забудет. Так могло бы быть, если бы не пришли люди. Когда они добрались до зала, существо возилось в углу, сдвигая столы и стулья. Его добыча пока валялась ближе к двери. Молодая женщина. На месте живота кровавый провал, но лицо не тронуто. Горло тоже. Большая редкость при атаках прокаженных. Марк ее не помнил, но это не имело значения. Он и так мог представить,
как она недавно радовалась, добравшись до безопасной территории, думала, что раз она сбежала от мутантов, судьба ее точно бережет. Могла ли она догадаться, что погибнет от руки кого-то из своих? Существо не обратило на них внимания, когда они вошли, но стоило им задержаться возле трупа, и оно тут же насторожилось. Оно замерло на вершине нагромождения мебели в странной позе, несвойственной для человека, делающей его похожим на насекомое. «Я ее знаю», — шокированно прошептала Нико. «Я проводила первичный опрос. Она была нормальной». «Это была не она», — отозвался Марк, наблюдавший за существом. «Ее зовут Полина». «Звали. Полина умерла. Ты смотришь не на нее». Он понимал, почему так подавлена его спутница. Полина оказалась совсем молоденькой девчонкой, куда младше, чем ее жертва. Тонкий прутик, чудом преодолевший дорогу, символ жизни, побеждающий смерть. Вчера, разумеется, сейчас-то уже нет. Пожалуй, Нику было особенно тяжело не от того, что Полина изменилась, а от того, что пока она изменилась, недостаточно. Прокаженные быстро становятся достаточно непохожими на людей, что перепутать невозможно. Для Полины этот процесс только начался. Да, мозг уже по большей части мертв, остались ничтожные всполохи, влияющие на решение паразита, но внешность почти сохранна. Все еще человеческая девушка, но уже двигающаяся странно, рывками, будто не управляющая до конца своим телом. Лицо пока что кукольно-прекрасное, но уже покрытое плотной кровавой коркой, искаженное хищной яростью. Передние зубы частично обломаны, левая щека порвана. Должно быть, поранилась, пожирая добычу. Ну и, конечно, глаза. То, что в будущем будет главной отличительной чертой, потому что не достанется паразиту от человека, а будет самим паразитом. Из глазниц появятся трубчатые наросты, в которых пульсирует собственное тело твари. Но для такого нужно несколько недель, а тут и суток не прошло. Глаза пока на месте, однако они уже мутные. Не просто смертью подернутые, а затянутые плотной пеленой. А еще они сдвинуты в сторону, и из-за них в образовавшиеся щели выглядывает паразит. Марк был готов к этому, Нико нет. Она неплохо держалась до последнего, но, увидев искаженное лицо девушки, которую знала живой, все-таки дрогнула. Она поддалась назад, не в силах выстрелить, и паразит почуял в этом слабость. Существо прыгнуло вперед резко, быстро, и казалось, что оно уже успело наделить носителя какими-то суперспособностями. Только вот Марк знал, что никакой сверхсилы у прокаженных нет. Они используют возможности человеческого тела по максимуму, ничего не берегут и ничего не боятся. Человека ведь все время сдерживает страх, и это нормально. Люди боятся прыгнуть с большой высоты, чтобы не переломать ноги, не суются туда, где опасно, не бегают там, где можно нанизаться на металлические ножки перевернутых столов. Полина, настоящая Полина, тоже двигалась бы по этой комнате осторожно. Но паразит в очередной раз продемонстрировал, что от настоящей Полины он очень далек. Он нацелился на Нико, не на Марка, потому что Марк стоял неподвижно, а Ника отступила. Существо одним прыжком преодолело разделяющее их расстояние, попыталось налететь на выбранную жертву всем весом. Нико опомнилась, выстрелила, но слишком поздно, не попала. Наблюдая за собой со стороны, она бы, наверное, и сама поразилась. Как можно промазать с такого расстояния? А вот можно, если мишень постоянно движется. Да еще и у тебя дрожат руки, потому что ты по-прежнему человек больше, чем оператор, лишь дополняющий боевых роботов. Она промахнулась. Существо нет. Оно повалило Ника, прижало к полу, щелкнули челюсти, и жертва вскрикнула. Пролилось больше крови. Марк этого не видел в темноте, но знал, что иначе Нико не закричала бы. Да и у прокаженных с таким быстро. Инстинкт требует поскорее пустить кровь. Теперь все зависело от Марка. Он видел, что существо зажало челюстями левую руку Нико, а правой-то пытается отбиться, но пока безуспешно. «Не вздумай стрелять!» — крикнул он так, чтобы перепуганная Нико точно услышала. «Я все сделаю сам!» «Так делай уже!» — огрызнулась она. Существо продолжало метаться, постоянно дергалось, даже получив жертву, поэтому и Марку пришлось убрать пистолет. Не хотелось, чтобы Нико пострадала еще больше. У него не было права ни на одну ошибку, ни на одно неверное движение. Собственные эмоции пришлось отложить. Он действовал так же четко, как действовал бы на его месте робот-хирург. Он достал нож, подошел сзади,
остановился над Нико прямо за спиной у беснующейся твари. Марк перехватил то, что осталось от Полины, за волосы, отвел голову назад, поднес нож к лицу и парой движений перебил челюстные суставы. Вот тогда существо, наконец, отпустило жертву. Иначе оно просто не могло. Марк ждал этого. Он все с той же уверенностью отшвырнул Полину в сторону, а когда она снова подхватилась, чтобы побежать к нему, на четвереньках, как животное, он был готов. Он, в отличие от Ника, не промазал. Он выстрелил ровно в середину лба, уничтожая и паразита, и обреченную девушку. Существо рухнуло на пол, и рассматривать его Марк не собирался, знал, что оно уже не поднимется. Он повернулся к Нику, а она как раз отползала в сторону, прижимая к себе изодранную руку. Вид у девушки был совсем ошалелый, и это плохо. Когда она посмотрела на него, Марк увидел, что зрачки у нее расширены. Понятно, что от темноты, но и от страха тоже. Глаза совсем зеркальные, нижняя челюсть неконтролируемо колотится. А ведь это не какая-нибудь тепличная Леони, которая всю жизнь только и делала, что училась. Ника успела поработать боевым оператором. Она видела многое, смерть видела, но не такую смерть. Так что, возможно, это не она слишком слаба, а с Марком что-то не так. Однако, если это отличие им всем на руку, нужно ли стыдиться? «Собраться можешь?» — спросил он. «Мы не знаем, сколько их здесь. Возможно, не один». «Я тоже теперь?» — с трудом произнесла Ника. «Я заражена?» «Нет». «Ты не «Знаю», — нетерпеливо перебил Марк. Паразит стал активен менее суток назад. Он, в принципе, еще не способен на размножение, поэтому получишь серию стандартных уколов и все. Но для начала нужно убедиться, что здесь нет других способов умереть очень болезненно. В какой-то миг ему показалось, что Ника совсем пропащий случай. Если уж поддалась панике, то не очухается. Но нет, она все-таки пришла в себя. На миг закрыла глаза, а когда открыла, она действительно была в норме. Она стряхнула с себя страх и боль, как шелуху. Она снова была той Ника, которая вошла с ним в здание. Она даже взяла пистолет обеими руками, хотя кровь из раны продолжала сочиться. «Я позволяю это до ближайшей аптечки». Марк кивнул на кровоточащую рану. «Это моя проблема». «А станет моей, если ты грохнешься в обморок от потери крови. Набора первой помощи у тебя ведь нет?» Ника заметно смутилась, и понятно почему. Операторам чуть ли не с первого дня обучения твердили, что набор первой помощи должен быть всегда, при каждой боевой миссии, да и тренировочной тоже. Но сейчас они проснулись посреди ночи, никто не был готов к тому, что произойдет. «Я не подумала, что он понадобится». «У меня тоже нет, не мне тебя критиковать», — признал Марк. «Так наша цель — аптечка?» «Нет, она подвернется по пути, их тут полно. Наша цель — вернуть электричество. Есть идеи?» «Есть», — отозвалась Ника. «Отключить могли много где, но вернуть можно в том кабинете, где установлено видеонаблюдение. Знаешь его?» «Я там был. Идем». Она подобрала отличный вариант. Кабинет располагался на этом же этаже, не нужно было связываться с узкими, напрочь лишенными света лестницами. Пока что все указывало, что прокаженный тут был только один. Люди разбежались, помешать вроде как никто не должен. Но, пожалуй, это было бы слишком просто. Когда они добрались до нужного коридора, ведущего напрямую к кабинету, путь им перекрыли роботы. И это были не инспекторы или офицеры, которых еще можно было тут ожидать. Нет, коридор металлической сетью блокировали роботы медицинского назначения. Тот, кто не понимал, что они собой представляют, решил бы, что это лишь разновидность баррикады, которую очень легко обойти. Однако Марк проработал с такими машинами большую часть жизни. Он знал, на что они способны. Оружия как такового у них нет, зато есть скальпели, лазеры и даже пилы, которые могут разделять кости за считанные секунды. Пока что роботы замерли на пути, как спящие насекомые. Может, это всего лишь блеф? Нет, не блеф. Конечно же, стоило Марку и Ника подойти поближе, и механическая бригада ожила. Зажужжали пилы. Начали резко и быстро двигаться манипуляторы, удерживающие скальпели, полыхнули лазеры разного цвета.
На дальнюю атаку они были не способны, перемещались тоже очень медленно, с трудом, но стоило подойти поближе, и они легко расправились бы с 2 людьми, даже вооруженными. «Это ведь не должно быть здесь, не так ли?» — напряженно спросила Нико. «Это и вести себя так не должно». «Как это устроили?» 2 варианта на самом-то деле», — пояснил Марк, не отрывая взгляда от машин. Либо кто-то воспользовался паникой, учиненной паразитом, и передвинул их сюда, либо задал нужную программу, и они доползли сами. «Кстати, о программах. Это же твои обычные игрушки. Ты можешь их отключить?» Отвечать Марк не стал, потому что ответ казался предсказуемым. Конечно, опытный хирург умеет управлять таким оборудованием, вот только он с самого начала подозревал, что никакой опыт ему тут не поможет, и оказался прав. Кто-то вскрыл и полностью перенастроил коды оборудования. Марк не просто не мог коснуться их, он их толком и не видел. Перед ним замер в неоновом мареве какой-то непонятный, принципиально новый сигнал. Можно было попробовать прорваться, надавить, однако Марк подозревал, что от этого станет хуже. «Уходим», — скомандовал он. «Не будем подыгрывать ему». «Кому?» «Тому, кто это устроил». Имя, даже условное, он называть не стал, не хотел. Да и какая разница? В любом случае нужно отступать, потому что спасать тут некого, а нарваться можно серьезно. Они действительно двинулись, однако далеко уйти не успели. Из-за поворота вывернула точно такая же металлическая масса, пронзительно до дрожи воющая пилами, сияющая лазерами. Она двигалась все быстрее, да и первая группа роботов на месте не осталась. Они зажимали людей смертоносными стенами с 2 сторон, готовясь уничтожить, обратить в кровавые фрагменты, когда лезвия окажутся близко. Это была ловушка. Непредсказуемая, опасная и вроде как безвыходная. Никакие выстрелы не позволят им пробиться через роботов. Ближайшее окно заблокировано металлическим щитом. Пол и потолок здесь крепкие, восстановленные, не пробьешь. Да еще и времени так мало, минута, не больше. Ника и сама понимала, насколько плохи их дела. Она все-таки попробовала выстрелить, но это не привело ни к чему, кроме фонтана искр, которые обожгли и людей. «Больше так не делай», — невозмутимо произнес Марк. «У тебя есть идея получше?» «Я работаю над этим». Он действительно работал, он искал. Отчаявшись получить контроль над медицинскими роботами, Марк искал других, любых. Подошли бы уже и громоздкие боевые, и шустрые сервисные, да что угодно, лишь бы получить путь к спасению. Но роботов поблизости не было, не на том расстоянии, которое можно преодолеть за ничтожные осколки времени, оставшегося в их распоряжении. Кроме разве что одного. Над корпусами парила небольшая стайка разведывательных дронов. Эти действовали автономно, потому что для управления любой летающей машиной требовались особые навыки. За то время, что Марк провел в объекте 21, уроков по контролю над летающими дронами не было ни разу. Это нестандартное снаряжение, у них другая система кодов. Поэтому он и не обратил внимания на них, когда подбирался к карантинному корпусу. Теперь у него не осталось выбора. Да, он по-прежнему рисковал испортить очень дорогое оборудование, но если альтернатива — смерть, какая ему разница, выставят счет его мертвому телу или нет? Марк старался не обращать внимания на лезвие, вращавшееся так близко, что он чувствовал движение потревоженного ими воздуха, потянулся к летающему дрону. А тот поддался неожиданно легко, словно только этого и ждал. Машина тут же аннулировала заданную программу и полетела к новому хозяину. Это произошло так быстро, что Марк даже засомневался, не ловушка ли это. Может, продавец игрушек изменил и разведывательные дроны? Нет, бессмысленно, да и потом... Он же не всесилен. Просто Марк точно знал, как управлять этой машиной. Он владел всеми нужными командами, ни разу даже не попытавшись их изучить. Очередная странность, с которой придется поработать, но потом. Для начала неплохо бы выжить и сохранить все конечности. Хорошо, что теперь это вполне вероятный исход. Дрон легко пробил металл, блокирующий окно. Такие роботы делались укрепленными, оружие на них не вешали, эту роль выполняли заостренные крылья. Поэтому теперь робот метался в ограниченном пространстве хищной птицы, легко отсекая медицинские манипуляторы. Да, это не было просто. Марку приходилось смотреть только на коды, прочерчивающие траекторию полета, чтобы не задеть самого себя или Ника. Им бы одним ударом руку снесло.
или половину черепа, как повезет. Но при всей сложности он справлялся. Дрон бил с филигранной точностью, отключая машины одну за другой и усеивая пол металлическими обломками. Ника тоже была достаточно опытна, чтобы правильно оценить происходящее. «Ого!» — присвистнула она. «Я не знала, что ты умеешь управлять птицами». «Потому что я не умею». Хотелось сказать ей об этом, однако Марк промолчал. Ника союзник, но не друг. Ей нужно доверять с осторожностью. Да и не до болтовни сейчас. Пора заканчивать. Если бы покорный его воле дрон тоже был ловушкой продавца игрушек, он бы уже продемонстрировал это. Но нет. Робот подчинялся до самого конца, до того момента, когда путь был открыт. Марк первым двинулся вперед по обломкам роботов, вроде как желая поскорее вернуть электричество, а на самом деле, чтобы избежать сложного разговора с Нико. Но она не собиралась сдаваться так просто. Очень скоро она поравнялась с ним. «Я допускала, что та непонятная форма жизни вернется за тобой», — заявила она. «Да, об этом все говорят, но чтобы так быстро? Или он готовился к этому?» «Мы до сих пор не знаем, он это или кто-то еще», — осадил ее Марк. «У черного города хватает врагов». К этому моменту они добрались до панели управления, и он думал, что спор закончится сам собой, они будут заняты делом, но там их поджидало очередное неприятное открытие, заставившее замереть в 2 шагах от цели. Ника опомнилась первой. «До сих пор не знаем, говоришь?» Рядом с панелью и кабинетом видеоконтроля располагалось окно с частично отогнутым щитом. Из-за этого сюда проникало достаточно света, чтобы прочесть надпись на стене. Всего 2 слова. Глава 3. В том, что после ночной катастрофы последует разбирательство, Марк даже не сомневался. Но он все равно не ожидал, что к этому привлекут его. С чего бы? Он всего лишь один из студентов, и он знатно нарушил правила этой ночью, когда отправился сюда, никого не предупредив. Поэтому он ожидал, что на него наорут или польют холодным презрением и отошлют обратно в жилой корпус. Однако Лендер решил иначе. Чувствовалось, что Марк ему по-прежнему не нравится, и ему стоило колоссальных усилий сохранить хотя бы минимальную вежливость в разговоре. Но при этом приказ был четким — присоединиться к совещательной группе. Возможно, он считал Марка чем-то вроде представителя воплощений, а может, не забывал, что именно он стал ключевой мишенью продавца игрушек. Да и врачебный опыт никто не отменял. Причина могла оказаться любой или объединить в себе все сразу. Отказываться Марк все равно не собирался, и не только потому, что выбора ему никто не давал. Нико отправили отсыпаться и привыкать к тому факту, что у нее, одной из лучших учениц, теперь есть выговор в личном деле. Марку выговор тоже подкинули, вместе с креслом в комнате для совещаний. Народу тут и без него хватало. Почти весь преподавательский состав, глава охраны и потный толстый мужчина, который заявил, что будет говорить от лица беженцев, поскольку был их лидером с самого начала. Глядя на то, как его трясет от ужаса, Марк в этом сильно сомневался, но других кандидатов на роль переговорщика все равно не нашлось. Люди, попрятавшиеся ночью, боялись вылезать из своих укрытий, а толстяк явился сам. Жаль, что не перенесли собрание. Марку больше всего хотелось завалиться в постель, отключиться, не думать ни о чем. Недостаток сна не был серьезной проблемой, пока что он обернулся лишь легким головокружением, но сон спас бы его от неприятных размышлений, тем для которых хватало. Впрочем, совещание давало повод отвлечься и от них, это как раз плюс. Первое слово взяла Аделаида Синс. Да иначе и быть не могло, хотя Лендер даже не успел ее ни в чем обвинить. Она сама все прекрасно понимала. Марк слышал, как она рыдала за стеной, когда сам он в туалете пытался отогнать сон ледяной водой. Но если бы он не стал случайным свидетелем ее срыва, сейчас он и не догадался бы, насколько ей тяжело. На собрание Аделаида пришла собранной, безупречно одетой и накрашенной. Хотя Марка это как раз не удивило. Он прекрасно знал, какие препараты она использовала, чтобы убрать отеки. «Я запустила анализ системы», — объявила Аделаида, остановившись в паре шагов от стола, за которым сидели остальные. «Компьютер проверит порядок и правильность моих действий. Но я хочу сказать вам сразу, я отнеслась к этому с должным вниманием. Я знаю, что вы думаете, ей было плевать, она проскочила через обязательные протоколы,
Такое могло бы случиться, если бы я работала в каком-нибудь центре для беженцев и видела такие толпы каждый день. Но для объекта 21 это большое событие. Я была поражена, я оставалась собранной. «Может, тебя настолько поразило, что ты сканер неверно настроила?» — предположила Марта Грей. Аделаида сжала кулаки, но ответила вполне спокойно. «Нет. Я знаю, чем чревато наличие зараженных в замкнутом пространстве. В этом и смысл карантина. И я не буду скрывать, что я сама боюсь ту падаль, которая может поселиться в человеческом теле. Я их всех боюсь. Когда мне было 8 лет, я случайно увидела, как человека жрет ловушка. Такое не забывается. Паразиты — первое, на что я проверила беженцев. Вирусы — второе. Спросите у Вергера, он читал мой отчет». «Вергер никто, и он вообще не должен был ничего читать», — поморщился Иовин Бардас. «Почему он здесь?» «Потому что я так решил», — ледяным тоном напомнил Лендер. «Мне интересно мнение практикующего врача. Так что там с отчетом?» «Обследование было проведено верно», — подтвердил Марк. «У каждого из беженцев нашли хоть какие-то травмы и болезни. Это не получилось бы сделать, если бы Аделаида проскочила сканирование». «Так как же она тогда пропустила паразита?» — поразился военный. «Он маленький был, что ли?» Марк ожидал, что объяснять придется ему, но нет. Его опередила Марта Грей, мастер-механик. «Дело не в нашей Аде и не в паразитах. Дело в оборудовании. Его подкрутили так, чтобы оно показывало нужный результат. Нужный не нам, разумеется». «Разве это возможно?» «Да как два пальца». «Больше фактов, меньше эмоциональных оценок», — прервал ее Лендер. «Если вскрыть программное обеспечение, то можно контролировать то, какой результат выдаст машина», — пояснила Марта. «Причем это может быть настоящий результат, но минус пятно от паразита, а может быть то, что к обследуемому отношения не имеет. Мне нужно рассказывать, что это означает?» Судя по тяжелому молчанию, повисшему в комнате, рассказывать было не нужно. Все и так поняли, хотя бы отчасти. Если результаты были неверными, то среди сбежавших чужаков могут быть носители чего угодно. Но и это полбеды. Марк прекрасно помнил, что предыдущее тело продавца игрушек оставалось поразительно человекоподобным до самого конца. Возможно, вторая такая же тварь прокралась в объект вместе с беженцами. Как раз подобный инструмент и требовался, чтобы легко, будто бы играючи, обойти все системы защиты и наполнить карантинный корпус хаосом. Но если они будут сидеть тут и сокрушаться, ни к чему полезному это не приведет. Такое простое открытие совершил не только Марк. Лендер предложил. «Давайте вернемся к ночному происшествию. Пока без подозреваемых и выводов». «Это значит, что с меня обвинения сняли?» — встрепенулась Аделаида. «А тебе их и не предъявляли. Молчи, пока это не исправили», — посоветовала Марта. Медичка обиженно передернула плечами, но совету все-таки последовала. Иовин тем временем запустил запись с камер наблюдения, которая транслировалась на экран в центре стола. Беженцы тем вечером долгое время не спали, даже когда персонал объекта ушел, оставив их в покое. Многие держались небольшими группами семьями или компаниями друзей. Одиночество старались избегать, но поздний час постепенно брал свое, люди стали расходиться. В общем зале осталось человек 5 от силы, в том числе и девушка, ставшая жертвой. Она беседовала о чем-то с другой молодой женщиной, кажется, утешала. Лендер поставил видео на паузу, повернулся к представителю беженцев и указал на женщин. «Кто они такие?» К этому моменту Марк припомнил, что зовут самоназначенного лидера Дмитрий Гаврилов. За то время, что персонал беседовал между собой, он постарался успокоиться, но теперь, когда к нему обратились, зачем-то подпрыгнул, отвечать начал неожиданно высоко, потом прочистил горло и заговорил нормально. «Я не общался с ними очень плотно. Я к ним не подходил, если что». «Это мне пока не интересно», — сдержанно отметил Лендер. «Вот эту?» — Гаврилов постучал пальцем по изображению женщины, которой очень скоро предстояло погибнуть. «Звали Рита. Рядом с ней Жанна, то ли подруга ее, то ли сестра. Они с самого начала путешествовали вместе». Их общую историю Марк слышал еще вчера. Судя по всему, беженцы были родом из одного города-государства. Так бывает не всегда, куда чаще к каравану прибиваются выходцы из разных земель, соединенные лишь трагедией. Но здесь путешествовала группа среднего размера, сплоченная, из тех, где не все дружат, однако все друг друга знают. Продавец игрушек выбрал себе сложную мишень.
Подослать своего человека в смешанный караван было бы куда проще, но он почему-то поступил иначе. Марк сильно сомневался, что это случайность, однако пока не мог разобраться, зачем их противнику идти на дополнительный риск. Города-государства без покровителей обычно долго не выживают. Выиграть несколько лет спокойной жизни им удается, либо накопив машин, либо собрав за своими стенами профессионалов, способных обеспечивать защиту. Тут был второй вариант. Жители города оказались достаточно умны, чтобы находить способ противостоять любым угрозам. Но они и сами, пожалуй, в глубине души догадывались, что это не навсегда и даже ненадолго. История таких городов заканчивается, когда опасность пробирается сквозь стены. Это могут быть мутанты, пораженные вирусом машины, болезни, неважно. Главное, что приходится бросать гнездо, оказавшееся таким защищенным, и двигаться в никуда, надеясь уже не на обретение счастья, а на саму возможность остаться в живых. Лендер снова запустил запись, и стало видно, как в комнату вошла та самая девушка, Полина. Тогда она еще была Полиной, последние минуты, но все же. Марк видел, как медленно она двигалась, одной рукой опиралась о стену, другую прижимала к животу. Ей казалось, что болит там, но при пробуждении паразита так и бывает. Существо захватывает мозг, мозг, в свою очередь, влияет на все тело, и у каждого последняя агония проявляется по-разному. Это тоже часть механизма выживания паразита. Он убеждает, что проблема в чем угодно, только не в голове. Он выигрывает себе время. Хотя это, конечно, перестраховка со стороны природы. Спасти человека можно разве что в первые часы после заражения личинкой, до того, как это существо закрепится внутри черепа. После этого жертве доступно лишь милосердие в виде быстрой смерти, не более. Полина кое-как добралась до общего зала. Она сказала что-то, привлекая внимание, попыталась дойти до двух молодых женщин, сидящих неподалеку, но упала, забилась в конвульсиях. «Почему она шла именно к Рите?» — спросила Марта. «Ритка была медсестрой», — угрюмо ответил Гаврилов. «Она всем помогала, если у кого что болит». «Она уже на финальной стадии», — заметила Аделаида. «Боли явно начались не 1 час назад, до моего ухода. Почему она не обратилась ко мне?» «Так кто же вам доверяет? Вам скажешь, что болит, а вы пристрелите просто на всякий случай». Пристреливать их никто не собирался. На границе такое еще могли провернуть. На карантине смысла нет. Просто поместили бы в изолированную палату. Но Полина об этом не знала. Она искренне боялась, что ее казнят, если сочтут недостаточно здоровой. Однако боль не проходила, она нарастала, и в какой-то момент девушка не смогла больше терпеть. Она еще не погибла, но Марк прекрасно знал. С момента падения у нее не было ни шанса восстановить контроль над собственным телом. Рита об этом не подозревала. Она видела, как ее товарищи по несчастью проходили обследование, потому и не сомневалась. Никаких паразитов в зоне карантина нет. Она искренне хотела помочь Полине, когда наклонилась над ней, и уж точно не ожидала, что девушка, всего секунду назад бившаяся в судорогах, бросится на нее диким зверем. Полина подмяла ее под себя, прижала руки к вискам жертвы и принялась колотить Риту затылком о деревянный пол. Это и объясняло, почему лицо осталось невредимым, куда чаще прокаженные метят в горло. Жанна, стоявшая рядом в момент нападения, помочь не пыталась. Она, должно быть, разглядела, как глаза Полины начали сдвигаться, уступая место паразиту. Она подняла крик и бросилась прочь, но Рита и не надеялась на нее. Она боролась сама. Если бы под ее затылком оказался камень, она бы потеряла сознание сразу, но дерево дало ей шанс. Она сумела сбросить себя прокаженную, кое-как поднялась на ноги, побежала прочь. Марк знал, чем это закончилось, а увидеть ему не довелось. В здании отключилось электричество, съемка прервалась. «Его в зале не было», — сказал Марк. Он допускал, что остальные это заметили, но решил подстраховаться. Как оказалось, не зря. Лендер кивнул, а вот Аделаида растерялась. «Кого?» «Диверсанта. Все люди одинаково напуганы, такое не подделаешь. Он должен был контролировать ситуацию лучше». «Вероятно», — согласился Лендер. «Но есть еще вариант, что он изобразил страх». Продавец игрушек ничего не изображал. Он просто говорил правду. «Наверняка мы не узнаем. Часть камер перестала работать до отключения электричества. Теоретически люди, которые выбежали из зала, могли добраться до панели управления достаточно быстро».
Марк и сам понимал, что могли, но только с одним условием. Диверсант должен был сохранять уверенность в том, что существо не погонится за ним. А он вряд ли управляет прокаженными, это не машина. Кто бы это ни сделал, он обладал впечатляющими знаниями. Он взломал систему, настроил медицинских роботов и оставил послание Марку. Надпись до сих пор не стерли, хотя забыть о ней и так не получилось бы. Когда Аделаида увидела это, она обрадовалась, решила, что тут диверсант ошибся, оставил прямое указание на себя, ведь у всех беженцев взяли генетический образец. Но Марк с самого начала мог сказать, что никакой ошибки не было, и оказался прав. Надпись сделали донорской кровью. Ее в карантинном корпусе хватало. «И каково наше положение теперь?» — уточнил Иовин. «Со стороны Черного города объявлен полный карантин объекта 21», — равнодушно отозвался Лендер. Вряд ли он действительно был настроен так спокойно, но иначе он отреагировать не мог. А вот Аделаида боялась и не скрывала этого. «Так что же, мы заперты внутри непонятно с чем? Он только пришел, и уже 2 трупа. Могло быть и больше». «У тебя такой тон, будто ты сейчас выдашь решение», — хмыкнула Марта. «Ты ведь за этим голосить начала так, а не просто пересказать то, что мы и так знаем». «Да, у меня есть решение», — гордо вздернула подбородок Аделаида. «Думаю, его видят все, просто другие не могут сказать из-за вежливости или страха. Что ж, а я не боюсь. Хватит игнорировать тот факт, что нам известна основная цель существа». Сказала это и тут же указала пальцем на Марка. Марк, ожидавший чего-то подобного, устало помахал ей рукой. «Опять факт обозначила. И с ним ты предлагаешь сделать что?» Вкратчиво поинтересовалась Марта. «Как минимум убрать с общей территории». «Она не так уж не права», — заметил Иовин, сложив перед собой механические руки. «Существо четко дало понять, что ему нужен Марк Вергер». «Оно написало «Привет, Марк», — возразила Марта. «Это не требование. Мы даже не знаем, для чего ему нужен Марк. Для страстных поцелуев или медленного расчленения. Ну, грохнем мы сейчас Вергера, чтобы обезопасить свои шкуры. Но тут окажется, что существо его нежно любило и будет мстить нам и нашим потомкам». «Причем такое существо не одно», — пробубнил себе под нос Иовин. «Достаточно», — хлопнул ладонью по столу Лендер. «Некоторые из нас начинают заговариваться, а это означает, что мы движемся не туда. Приказ Черного города предельно ясен. Полный карантин до того, как возникнут основания для иного решения. Что мы будем делать тут в это время, оставлено на наше усмотрение. Но я предполагаю, что грамотные действия увеличат наши шансы покинуть карантин живыми. И лучшее, что мы можем, вычислить, каким именно способом попал на нашу территорию враг и на что он способен». «Только как это сделать, если он портит наше оборудование?» — растерялась Аделаида. «Мы ведь не только его должны вычислить. Среди беженцев могут быть другие зараженные, причем не одними лишь паразитами. А мы это никак не определим». Сначала Марк еще надеялся, что она просто поддалась шоку, вот и ляпнула лишнего. Сейчас одумается, заметит очевидное. Нет, не вышло. Аделаида и дальше растерянно хлопала ресницами. Ничего она осознавать не собиралась. Пришлось вновь вмешаться ему. «Вообще-то способ есть». «Обязательно нужно мне возразить?» — окрысилась Аделаида. «Самая примитивная форма осмотра», — продолжал Марк, проигнорировав медичку. «С ее помощью можно найти не все проблемы, но кое с чем я справлюсь. То же самое с анализом крови. Если мы добудем старое оборудование, то, которое не контролируется кодами, а запускается вручную, у нас появится шанс выяснить, в каком теле находится диверсант». «Я понимаю все недостатки такого плана, но другого у нас нет», — кивнул Лендер. «Сколько беженцев уже найдено?» «Нас не искали, мы сами вернулись», — подал голос Гаврилов, до этого просто испуганно слушавший их. «Прошу отметить это». «Сколько?» — терпеливо повторил глава объекта. «Нас 7». «Изначально было 37, минус 2 погибших, минус 7 вернувшихся», — подсчитала Марта. «Получается, нужно достать 28 сусликов на довольно внушительной территории. В принципе, выполнимо». «Может, того самого диверсанта нет?» —
с надеждой предположила Аделаида. «В смысле, здесь нет. Он устроил переполох и ушел через границу, он же мог?» «Мы не узнаем этого, пока не найдем, и не проверим всех беженцев», — отметил Лендер. «Приступайте». Марк понимал, что теоретически диверсант мог уйти. Карантин установили не мгновенно, какое-то время потребовалось, чтобы разобраться в случившемся. Возможность ускользнуть была тогда, да и потом тоже с его-то талантами. Однако Марка не покидало ощущение, что он все еще рядом. Смотрит, ждет. Никуда он отсюда не денется, потому что с ночной резней ничего не закончилось. И на этот раз продавец игрушек пришел, чтобы остаться. Можно было настаивать на праве попасть за линию карантина, но Геката предпочла затаиться. Она не была уверена, что это такая уж хорошая идея, да и потом у нее возникло подозрение, что Черный город снова оценивает ее. Прямых указаний не было, однако он никогда не становился предсказуемым. Много лет назад такое уже было, и предчувствие, и оценка. Тогда она справилась и была достойно вознаграждена. Сейчас Геката готовилась сделать то же самое. Но это вовсе не значило, что она планировала смиренно ждать, выживет Марк или нет. Связываться с ним ей никто не запрещал, поэтому она потребовала защищенную линию сразу же, как только закончилось совещание. «Ты не спал», — мгновенно определила она, когда он появился на экране. «И не ел», — кивнул Марк. «И не делал много что из того, что мне хотелось бы». «Что у вас там происходит?» «Разве Лендер не прислал отчет?» «Прислал», — кивнула Геката, «но я его отчеты не люблю. У него что ни провал, то мелочь, так легкое неудобство, не стоит беспокоиться. Никогда не врет, но все сливает в одну яму. Да и потом, мне интересно твое мнение». «Я удивлю тебя, сказав, что продавец игрушек снова здесь». «Не особо». «Воплоти». «Чуть-чуть удивишь». Как она и просила, Марк пересказал ей все события, которые привели к карантину. Геката не просто слушала, она внимательно наблюдала за ним, оценивая реакцию. Устал он сильно, но чисто физически. Разум работает как надо, это хорошо. Да и страха он не испытывает, лишь допустимое волнение того, кого хотят убить. Он рассказал ей больше, чем всем остальным, Геката не сомневалась в этом. И хорошо, что он понимает, иначе их сотрудничество развалится само собой. А еще, благодаря этой откровенности, она теперь видела, что для него важнее всего. «Ты ведь не понимаешь, откуда это взялось, да?» — спросила она, когда он закончил. Марк не стал уточнять, что она имеет в виду. Он был удивлен, но удивлен тем, что она поняла его, что заметила. «Я никогда не управлял летающими дронами», — кивнул Марк. «И никогда не контролировал новую модель с такой абсолютной точностью. Я не знаю, как это объяснить. Дело не только в дроне». «В чем еще?» «У меня есть знания, которых не было раньше и которых я не получал. Именно знания, не навыки, хотя навыки тоже». «Ты догадываешься, откуда они?» «Да. Я просто не могу поверить, что это возможно». «Ну, как бы возможно. И это очень большое «как бы». Но да, ты получил знания умирающего мастера». Все воплощения знали, что подобное возможно. Мастерам контроля такую информацию открывали только если не было других вариантов. Всем, кто рангом пониже, об этом знать запрещалось. Причина была проста. В случае с передачей личных знаний через нейромодуль шансы на успех были куда меньше, чем шансы на неизлечимую травму мозга. Хотя принцип работы прост, если свести все к нему. Нейромодуль преобразовывает мысли и образы в цифровой код по желанию пользователя, потом посылает этот код на чужую модель в радиусе доступа, и уже совсем другой человек преобразовывает цифры в знания. Но это в идеале. На практике же именно на этапе преобразования случаются сбои, потому что люди мыслят по-разному. Тут взаимодействие между машиной и плотью может нарушиться. Было бы здорово, если бы система работала всегда. Сколько лет можно было бы сэкономить на обучении, потому когда-то Черный город проводил активные эксперименты. Тогда и выяснилось, что куда чаще мозг не получает новые знания, а вытекает через уши. Так что Геката запретила бы Марку принимать такой огромный объем данных, если бы он спросил ее об этом. Но там было не до разрешений, он не понимал, что делает, да и умирающий мастер тоже.
Он действовал интуитивно, знал, что времени у него осталось совсем мало. Ему было больно, страшно, он осознавал, что исчезает, и в момент, когда ему удалось дотянуться до другого сознания, он не просто сообщил о результатах разведки, он попытался передать как можно больше себя. «Расскажи мне о нем», — тихо попросил Марк. Она знала, что он спросит. Она уже давала ему личное дело Хавакана Птицелова и не стала напоминать об этом. Когда Геката была в Черном городе, она специально узнала больше. Ей это было не нужно, но делать что-то ради другого человека оказалось интересным опытом. «Много лет назад до Черного города добралась очень необычная группа беженцев», — сказала она. «Совсем маленькая, человек 20. Такие обычно не выживают, но эти были особенными. Они не только преодолели дороги, они потеряли за время пути лишь 3 человек. У исключительной живучести было 2 причины. В этой группе путешествовали только молодые мужчины и женщины, ни одного старика, ни одного ребенка, и все они хорошо обученные воины. А вторая причина — они были объединены не кровью, но этническим происхождением, верой, убеждениями. Как ты знаешь, не каждую группу беженцев, добравшуюся до стен Черного города, пускают внутрь. Куда чаще отбирают несколько человек, лучших. Остальных расселяют по пригородам и объектам, но эту группу пустили целиком. Да еще и позволили поселиться рядом. Что это была за группа? Лакота. Не из наших краев, с другого континента. Наследники племенных традиций, сумевшие вписаться в новый мир. «Далеко же они забрались», — присвистнул Марк. «Это часть их убеждений, у них сильно развита интуиция, хотя сами они именовали это волей богов. Они путешествовали, пока те самые боги не сказали им, что дальше идти не нужно. Черный город оценил это, он принял их всех. Хавакан был одним из них. Он был из их детей. Когда они поняли, что больше не нужно никуда идти, что они дома, они позволили себе быть не только воинами. Они завели семьи, у них родились дети, и среди этих детей всегда был очень высокий процент способности к тонкому нейроконтролю. Даже когда они ради генетического здоровья стали принимать в свою группу людей со стороны, это не изменилось. Хавакан был из тех мастеров контроля, чью историю можно назвать типичной. Рано замечен, отлично обучен, показывал настолько великолепные результаты, что им заинтересовалось одно из воплощений Черного города. Справедливость высоко оценил талант следопыта, которым был наделен Хавакан, и начал использовать это. Ну а прозвище «Птицелов» мастер получил, когда начал специализироваться на роботах класса морф под вид птица. Для него сделали целую стаю, которая погибла одновременно с ним. «У него кто-нибудь остался?» «Никого», — покачала головой Геката. «Ему никто не запрещал, если что, просто он не захотел заводить семью. Не знаю почему». Марк отвлеченно кивнул, раздумывая о чем-то. Геката предположила бы, что он сравнивает себя с погибшим мастером, но на него это не похоже. Слишком эмоционально. В то же время она понимала, почему ему важно было об этом знать. «Проводи самообследование, если начнутся проблемы», — посоветовала она. «Головные боли, травмы сосудов, такое вот. Но вообще не должно. Если тебе не навредила сама передача данных, они уже твои. С остальным освоишься». «Я знаю. Это сейчас не так важно, как карантин». «Что планируешь делать?» «Отоспаться», — слабо улыбнулся Марк. «Без этого толку от меня не будет. Дальше искать и проверять. А ты?» «Постараюсь помочь вам, не нарушая приказ Черного города». Ей нужно было узнать, как именно продавец игрушек протащил на охраняемую территорию своих червяков-переростков. Это ведь не то же самое, что семечку запрещенного растения в кармане припрятать. Или не в кармане. В любом случае, мутанты среднего размера в таком количестве не могли с неба свалиться. Поэтому Геката отправилась к границе. Ворота ее не интересовали, до них было далековато. Она поехала к одному из пунктов контроля, затерявшихся между дорогой и границей. Раньше тут была станция техобслуживания, так кажется. Самое большое здание для починки и заправки машин, рядом маленький отель, где можно отоспаться, и закусочная. По-настоящему все это не восстанавливали, сочли неважным, да и не ремонтировали толком, просто сделали пригодным для жизни.
Все равно военные тут постоянно менялись, никто надолго не задерживался. Так что теперь Геката вошла в просторный зал, заполненный рыжим светом заходящего солнца. Центральные столики были потертыми, но начищенными до блеска. О визите воплощения тут знали. На дальних столиках скопился слой пыли, в котором затерялась бы и блоха среднего мутанта. Тут старательно делали вид, что это не забегаловка, а кабинет. Цветов каких-то натаскали. Интересно, всегда так? Или пытаются ее порадовать? Геката не возражала, цветы были ей безразличны, а вот запах свежести радовал. У нее не было настроения придираться к мелочам, поэтому она невозмутимо опустилась на древний диванчик, покрытый темными пятнами, то ли соком растений, то ли кровью, навеки въевшейся в ткань. «Тебе сказали, что мне нужно?» — поинтересовалась Геката. Она общалась спокойно. Собеседник еще не сделал ничего такого, чтобы заслужить пару-тройку сломанных в педагогических целях костей. Но он все равно нервничал, хотя и старался это скрыть. Должно быть, вспоминал все те чудовищные слухи, которые ходили о великой жрице. Геката, разумеется, не поясняла, что половину этих слухов она же и распустила. «Найти возможные следы мутантов, намеренно привезенных извне», — послушно отчитался военный. «Мы ищем». «Я этого и хочу, чтобы вы действительно искали, а не делали вид, что ищете. Потому что в какой-то момент вас может посетить гениальная идея. А давайте скроем следы, даже если найдем их. Иначе нас обвинят в том, что мы проворонили прорыв границы. Так вот, не надо. Правду я все равно узнаю, а ложь не люблю». Ее собеседник замотал головой так энергично, что у Гекаты появилось вполне оправданные опасения за его шею. «Мы так не делаем, великая жрица, потому что нельзя, да и нужды нет. Охрана границы не наша работа, мы следим за дорогами и проверяем беженцев». «Так что, если проблема обнаружится, наказывать нужно не вас?» «Ловко», — хмыкнула Геката, а потом, вспомнив слова Марка, добавила. «Как именно вы проверяете беженцев? Мне интересно». Сверяем со списком, переданным нам из предыдущего пункта контроля. У них какие-никакие документы есть, все получают карточки, когда их на нашу территорию пускают». «По медицине что?» «Визуально осматриваем. Если есть подозрение на болезнь или паразита, вызываем фельдшера». «А если нет? Всех не сканируете?» «Здесь нет. Тут никогда не было подходящего оборудования», — пояснил военный. «Этот пункт контроля считается второстепенным. Видите, укреплений нигде нету. Это потому, что нам позволено его покинуть, если станет опасно. Приоритетные пункты отстаиваются». «А в таких пунктах, где вообще проверяют беженцев на уровень здоровья?» «Первый раз у внешней границы, конечно. Нужно ж посмотреть, не приволокли ли они чего из пустоши. Там большая часть зараженных отсеивается». «Но есть те, кто проходит границу в момент инкубационного периода». «Это правда, потому мы все маршруты рассчитываем так, чтобы примерно на 5-й день пребывания на нашей территории они снова прошли проверку. Тогда всякая дрянь точно вылазит». «А та группа, которая добралась до объекта 21, сколько проверок они прошли?» 2. «Точно?» «Я не стал бы обманывать вас, великая жрица», — оскорбился военный. Он, вероятно, хотел порадовать ее, а получилось паршиво. Одно дело, если продавец игрушек подсадил своих спутников сюрпризы в пустошах. Там никто ни за кем не следит, все сосредоточены на выживании. Но если они прошли проверки... Он обманул оборудование на всех пунктах? Нет, не сходится. Тогда прокаженная переродилась бы раньше. Но она дождалась объекта. И Геката даже не сомневалась, что среди беженцев найдется еще несколько носителей опасного живого груза. Вывод тут мог быть только один. Он заражал их в пути. Он все рассчитал. Он один знает, когда проявят себя паразиты. У него были личинки, а это такая же редкость, как мутанты среднего размера, хоть их и проще провести через границу. Получается, у него тут чуть ли не служба доставки работает прямо под носом у военных, а никто ничего не замечает. «Как именно твои люди выполняют мою просьбу?» «Я разослал патрули и все, что возможно, на указанную территорию». «Что они сказали?» «Я не знаю. Они еще не вернулись». «Получается, ты послал их совсем недавно?»
Она подпустила в голос немного холода, и военный тут же побледнел так, будто мысленно уже составлял завещание. «У меня было мало времени, и это большая территория, а мы недавно досматривали караван». «Ладно, не трясись», — отмахнулась Геката. «Я готов предоставить вам любой транспорт». «Как будто я стала бы спрашивать разрешения». Ей не обязательно было туда идти. Она вполне могла дождаться возвращения военных и на пункте контроля, но Гекате хотелось прогуляться. Леса здесь были на удивление красивыми. Она надеялась, что они успокоят ее. Движение не раз избавляло ее от тревоги. Она даже не стала брать транспорт. Решила пройтись. При необходимости она все равно смогла бы двигаться быстрее, чем любая из здешних машин. Ее еще и погода порадовала. Впервые за долгое время выглянуло солнце, пробивавшееся через массивные пушистые кроны острыми стрелами лучей. Никаких групп тут сейчас не ожидалось, и Гекату вполне устраивало это одиночество. Она двигалась по дороге, широкой, солнечно-желтой, с удовольствием вдыхая пряные ароматы смолы, хвои, мха и далеких цветов. Ну и, конечно, ее не смущал мусор на дороге. Обгоревшие остовы машин, роботы, перекрученные сероватыми жгутами лиан, старинный череп гипермутанта, в котором поселилась целая колония какого-то мелкого пушистого зверья. Жизнь побеждает, так или иначе. О месте нападения на группу беженцев до сих пор напоминали ямы на дороге. Изначально они, скорее всего, были темными от крови, но ее присыпали хвоей. На этом участке Геката свернула в лес, в ту сторону, которая вела к границе. Добираться туда она не планировала, но проверить маршрут хотела. Военных она пока не видела, хотя жизни тут хватало. Воздух звенел от птичьего щебета, чуть поодаль пробежал крупный зверь, может, лось или мутировавший олень. Говорят, тут двухголовые есть, но Геката их никогда не видела. Выпрыгнувший из кустов заяц попытался перехватить клыками мелкую печугу, не смог и снова затаился. Чуть в стороне медленно моргала древесная рыба, наверняка уверенная в том, что человек ее не замечает. Геката двигалась через траву, доходившую ей до пояса, то и дело лениво отбрасывая от себя насекомых, надеявшихся лишить ее пары конечностей. Она могла бы убить их всех и вообще любую жизнь в радиусе километра, она просто не хотела. Что с того, что они опасны? Она тоже опасна. Она наслаждалась одиночеством, как обычно, и все же в какой-то момент Геката поймала себя на том, что ей не хватает Марка. Это было странно. Она не нуждалась в нем, но ей было любопытно, как он отреагирует на это зеленое великолепие. В пустыне он такого явно не видел. Да и к пригородам такие грандиозные леса не подпускают, хотя, может, он помнит дороги. Задумавшись о нем, Геката упустила момент, когда мир начал меняться. Настоящей ошибкой с ее стороны это не было, потому что перемены не несли в себе прямой угрозы, и все же инстинкты сработали, она насторожилась, и мысли о Марке мгновенно развеялись. Она не сразу поняла, что именно ее беспокоит. Лес был таким же прекрасным, блики солнца, добравшись до Гекаты, все так же застенчиво целовали бледные щеки, трава шумела лишь под порывами ветра, никакого постороннего движения. Вот оно. Не только постороннего, вообще никакого движения нет. Лес впереди был идеальным, полным сочной травы, ягод, плодов. Так где же животные, которые обычно лакомятся этим? Раньше они были. А птицы где? Исчезли даже насекомые. Мир будто замер, затаился, задержал дыхание, ожидая, что будет. Ей даже захотелось отступить, но она тут же отругала себя за это. Воплощение она или кто? Хотя рисковать понапрасну Геката тоже не собиралась. Она оттолкнулась от земли и одним прыжком поднялась метров на 10 над поверхностью. Она закрепилась на массивной ветви шириной с вполне сносную тропинку, прошла вперед. Ничего подозрительного она по-прежнему не видела, но и странная тишина воцарилась совсем недавно, поэтому Геката продолжила движение по ветвям, уже не отвлекаясь, высматривая любую мелочь, притаившуюся внизу. Только это была не мелочь. Геката замерла, балансируя на сухой черной ветви. Хотелось выругаться, но смысла не было. Тот, на кого направлен ее гнев, слова все равно не понимает.
Высокая трава внизу сменялась густым мхом, темно-зеленым, как будто водянистым. Такое обычно встречается на болотах. Здесь, среди корней, его вроде как быть не могло, но он раскинулся, разросся, занимая внушительную площадь. Кажется, меньше обычного поселка, хотя сказать сложно. Эта тварь может и под травой таиться. Геката преобразовала палец левой руки в коготь и надрезала ладонь правой руки, позволяя нескольким каплям крови пролиться вниз. Она до последнего надеялась, что ошиблась, что тут действительно болото, потому звери и ушли. Ага, конечно. Слишком сказочный получился вариант. Произошло именно то, чего ожидала Геката. Получив свежую кровь, поляна пробудилась, пошла волнами. На том, что казалось таким уютным ковром из мха, один за другим открывались крупные, налитые кровью глаза, распахивались пасти, полные то клыков, то зубов. Глаза двигались в разные стороны, пасти беззвучно раскрывались и закрывались, не было ни единства, ни даже гармонии. Из-за этого возникала иллюзия того, что внизу притаилась целая стая хищников. Но Геката прекрасно знала, что это единый организм, просто он так охотится. В одной из пастей она заметила человеческие кости, покрытые еще свежей кровью и остатками военной униформы. Интересно, сколько патрулей сегодня вернется в пункт контроля? Существо внизу извивалось, изгибалось, пыталось сомкнуться на жертве, но не находило ее. Геката могла бы отступить, она ведь даже роботов с собой не взяла, но это не проблема на самом-то деле. Она провела одной рукой над другой, и на ее коже заплясали уже привычные изумрудные молнии. Этого должно хватить. Хлопот тут больше, чем риска. Беспокоило ее кое-что другое. Такие твари на контролируемой территории не водятся. Это порождение пустоши. Снова. Продавец игрушек не просто устроил диверсию, он выставил ловушки на их же земле. Он наглеет, показывает власть, он дает им знать, что пришел не пакостить, а стать хозяином. И если он действует настолько уверенно и бесстрашно, что же он... Глава 4. Обычно Нико просыпалась раньше будильника. Приучила себя, потому что терпеть не могла этот громкий резкий звук, слишком уж паскудные воспоминания он с собой приносил. Но накануне она устала. На слабость она не жаловалась, однако даже у ее молодости и силы был предел. Она все-таки дождалась звукового сигнала, который будто ледяной крюк выдернул ее из спокойствия сна. Конечно же, собственная память не преминула сыграть против Нико. Когда еще такая возможность будет? В комнате всего лишь прозвучал резкий звук, а ей вдруг показалось, что на нее снова льется грязная ледяная вода, а знакомый голос вкрадчиво шепчет: «Вставай, жирная тварь, чего разлеглась?» Но это еще ничего. Это даже хорошо, когда будил сам отец. Если он поручал это братьям, Нико доставалось куда больше. Рич любил запускать в воду мелких светло-серых пиявок, от которых еще попробуй увернись, когда они на тебя выплескиваются. Нико научилась не сразу. Поначалу, глотая злые, обиженные слезы, срывала с себя эту дрянь вместе с кожей. Ну а Ларик... Он ей и шанса не давал хоть что-то сделать, просто перехватывал за ноги и резким рывком стягивал с кровати. Она, конечно же, билась головой об пол, но это его лишь забавляло. Особенно громко он ржал, когда она сломала нос и проснулась, захлебываясь кровью. Отец такое не одобрял, однако иногда позволял, считая, что это подготовит Ника к жизни. Определенные результаты у столь экстремальных пробуждений были — она научилась просыпаться первой в доме и быстро собираться. Когда в ее комнату приходили, она уже была готова. Отец благосклонно кивал, братья злились, однако без позволения отца ничего сделать не решались. Дом с его строгими правилами остался в прошлом, а привычки сохранились на всю жизнь. Проснувшись по будильнику, Нико делала то же самое, что и каждое утро. Движения были заучены и рассчитаны по секундам. Сначала ледяной душ, возвращающий легкость движением, отгоняющий остатки онемения, принесенного сном, потом военная форма, всегда чистая. В объекте 21 дозволялась свободная форма одежды, однако Ника себе таких поблажек не давала. Отец всегда учил: одна маленькая слабость, и все рассыплется. Поэтому Ника доставала из шкафа отлаженные брюки, рубашку и китель, проверяла, чтобы на ботинках не было ни пылинки. Вечером опять придется отмывать их от грязи и... крови.
Но это будет потом, да и вообще не по ее вине, а утром она сделает все как надо. Иногда носила куртку деда, напоминавшую о доме, но теперь все чаще приходилось оставлять ее в шкафу. В боевых действиях одежда не по размеру мешала. Косметикой Нико не пользовалась. Отец говорил, что это бабья блажь, да и время понапрасну сжирает. С волосами такого послабления не было, и Ника заплетала в идеально гладкую косу, достаточно строго и удобно. Когда она покинула свою комнату, она была такой же, как и в любой другой день. Будто не было той страшной ночи в карантинном корпусе, не было кошмаров, терзавших ее до утра. Солдату кошмары не положены, поэтому Ника не собиралась обращать на них внимания. Им было велено работать только парами, подстраховывая друг друга. Нико не знала, правильно это или нет, над приказами начальства она не раздумывала. Когда оказалось, что для розыска беженцев в напарнице ей назначили Леони Жиро, она даже не удивилась. Самой Нико было все равно, с кем работать. Это Леони вечно льнула к ней, будто надеялась так зарядиться ее силой. Она не худший вариант на самом-то деле. Не хотелось бы снова оказаться рядом с Вергером. Леони оставалась собой даже теперь. Улыбалась, болтала о чем-то без умолку. Кто-то другой решил бы, что ситуация ее совсем не волнует, однако Нико слишком хорошо ее знала. Такое состояние она называла истеричное веселье, когда Леони улыбается натужно, когда смеется невпопад и часто моргает, если глаза вдруг застилают слезы. Сначала Ника еще терпела это, надеясь, что ее спутница возьмет себя в руки и перестанет позорить императрицу. Но когда Леони в очередном приступе хихиканья распугала всех птиц на выпавшем им участке леса, пришлось спросить: «Что тебя тревожит?» «Тревожит?» — переспросила Леони с таким видом, будто впервые услышала это слово и теперь пытается угадать его значение. «С чего ты взяла, что меня что-то тревожит?» «Нет, выполняю задание, как все. Может, чуть-чуть на карантин реагирую?» «Много болтаешь», — прервала ее Нико. «Ты так делаешь, когда у тебя нервы на пределе». «Ну, да. А у тебя разве нет?» «С чего бы? Ты так боишься карантина?» Леони бросила на нее укоризненный взгляд. «Что мне с него будет, с того карантина? Нет, я за людей беспокоюсь. Так их жалко. Они же преодолели дорогу, да еще семьями. Разве это не прекрасно, что они выдержали все испытания вместе? Они добрались до своей мечты, и тут на них обрушилось такое. Их мечта — это черный город, а не объект 21. Тогда почти добрались. В любом случае, они считали, что препятствий больше не будет. А тут вот. Ужас. Хотя неудивительно, что ты их не понимаешь. Почему это? Ты слишком сильная, заявила Леони с той детской убежденностью, на которую только она, пожалуй, и была способна. Тебе не понять, что значит столкнуться со смертельной угрозой, если ты слабый». Нико лишь криво усмехнулась в ответ. Да уж, не понять. В ее семье все были сильными. Это не вопрос выбора. Если уж родился ребенком самого Крезоса Тулиадди, будь любезен соответствовать. Потому что сам нынешний полковник тоже родился в семье с такими правилами. Единственным исключением стало то, что на этапе его поколения быть сильными требовали только у мальчиков. У девочек выбор был чуть богаче. Хочешь быть слабой — пожалуйста, развлекайся. Хочешь быть сильной — попытайся. Как получится, так получится. Когда у самого Крезоса родилась дочь, он решил, что для нее будут те же требования, что и для двух старших сыновей. Причина была проста. Если вовлечь третьего ребенка в военное дело, это увеличит шансы на исполнение заветной мечты самого полковника Тулиади. Плюс 30% вероятности — это ведь солидный бонус. Мечта его была в равной степени проста и трудновыполнима. Крезос отчаянно хотел, чтобы в роду Тулиади появился мастер контроля. Почему нет? Операторы боевых дронов уже были, причем довольно неплохие. Самому Крезосу этот дар не достался, он стал военным обычной армии, но уж его детям придется постараться и, наконец, достигнуть цели. Неизвестно, кто и когда сказал ему, что изнурительные физические тренировки повышают шансы стать мастером контроля. Возможно, вообще никто. Крезос пришел к такому выводу сам. Но ведь логично же. Если разовьется тело, разовьется и мозг. Он называл это достижение безупречности.
Все существующие образовательные программы казались ему слишком щадящими, и он составил свою, ту самую, при которой Нико каждое утро поливали ледяной водой, а порой и швыряли с кровати на холодный пол. Но если бы дело ограничивалось лишь этим, она бы выдержала. Ника всегда была терпеливой, куда больше ее угнетали поединки, которые назначал отец. Он сам выбирал, кто из его детей будет в этот день драться друг с другом. Победивший получал похвалы и возможность выбрать себе награду. Проигравший выполнял дополнительную работу по дому или любые другие поручения. Ника долгое время не знала, какой бывает награда, потому что всегда проигрывала. Если отец назначал поединок Рича и Ларика, интрига сохранялась до последнего. Эти два дуболома обладали примерно одинаковой силой. Но если в пару попадала Нико, вопрос был лишь в том, как именно ее изобьют сегодня. Она не сдавалась, она честно пыталась изменить хоть что-то, у нее просто не получалось. Она изучала боевые искусства, однако ее братья делали то же самое. Она искала приемы, которые дадут ей преимущество, но таких просто не было. Порой Ника смотрела старые фильмы, ей нравилось наблюдать, как отважная героиня, тонкая и хрупкая, одним ударом крошечного кулачка посылает в нокаут 2-метровых верзил. Только вот на фильмах чудеса и заканчивались. С годами Нико пришлось признать жестокую правду. Природные данные имеют значение. Ее вес, сила, на которую способны ее мышцы. Был предел, который Нико пересечь не могла, как бы она ни старалась. Увы, отец почему-то никак не мог этого понять. Даже мама, робкая, тихая женщина, во всем подчиняющаяся мужу, однажды решилась попросить: «Ты не мог бы сделать ей хоть какую-то поблажку? Она же девочка». «А жизнь сделает ей поблажку на то, что она девочка», — хмыкнул в ответ Крезос. «Никаких поблажек, а то сдохнет в канаве во время первого же боя». Он говорил достаточно громко, чтобы маленькая Нико его услышала. Он думал, что напугает ее этим, заставит работать усерднее. Зря он так, конечно. Она и без его угроз работала на пределе своих сил, да и потом, после очередного поединка с братьями, когда она рыдала на полу в луже крови и рвоты, возможность сдохнуть в канаве казалась вполне привлекательным вариантом. Зачем держаться за жизнь, если она состоит из боли и страха? Когда тестирование показало, что у нее отличные способности к контролю над роботами, Ника понадеялась, что станет легче. Просчиталась. Точно такие же способности обнаружили у ее братьев. Всех троих приняли на обучение в военную академию. Крезос сиял от восторга. Ника с тоской думала о том, каково это — навсегда покинуть дом и просто идти вперед до горизонта, который всегда будет слишком далеко, пока ее не настигнет одна из тех тварей, о которых рассказывал отец. Она до сих пор не понимала, как сдержалась. Поединки отменены не были. Ее жалели даже меньше, чем раньше, потому что разница между ней и братьями становилась все заметней. Если ее противником был Рич, она еще могла рассчитывать хоть на какое-то снисхождение. Похоже, ему и самому не нравилось требование отца, он просто не смел ослушаться. Но вот Ларик... Он наслаждался процессом, она знала. Ему нравилось смотреть, как кровь брызжет во все стороны. Он старался во что бы то ни стало сломать кость. Однажды во время одного из поединков, когда отец отвлекся и велел им заканчивать самим, Ларик вдруг сорвал с Нико одежду. Она такого не ожидала, причин не было, ничего подобного раньше не происходило. Ника, уже избитая, ослабленная сильным головокружением, просто замерла на полу, а брат не спешил отходить. Он смотрел на нее, не моргая, и глаза были такие странные, будто маслом изнутри залитые. Рич тогда вмешался, оттащил Ларика, и все закончилось. Она рассказала об этом отцу. Раньше Нико никогда не жаловалась, потому что толку не было, но сейчас инстинкты шептали ей «надо». Есть в мире вещи пострашнее боли и слабости. Отец, как ни странно, ей поверил. У того разговора были последствия. Ларика он избил ремнем так, что от мышц на спине осталось кровавое месиво. Кое-где даже кости проглядывали, пришлось врача вызывать, но из тех, кого Крезос хорошо знал и мог уговорить на молчание. Ричу тоже досталось, просто чтобы так себя не вел. А еще была наказана Ника. Она потом долго ходила с полностью закрытым кровоподтеком глазом. За что?
Да все просто, нечего докладывать начальству. Разбирайся со своими проблемами сама. Отчаяние нарастало. Сил оставалось все меньше. Мысли о том, чтобы искать возле горизонта покой, становились навязчивыми. А как иначе? Она уже забыла, каково это — быть небитой. Старые раны не успевали зажить, когда она получала новые, и мучения Нико превратились в зловещий замкнутый круг. Она даже почти решилась, но приближался Новый год обучения, и она дала себе шанс посмотреть, не принесет ли он чего-нибудь нового, без особой надежды, сама толком не понимая, почему. Просвет неожиданно появился, когда Нико узнала, что им предлагают добровольно, вне основной программы, изучить так называемый точечный бой. Эта техника делала ставку не на силу, а на скорость и ловкость. Бить тоже приходилось, но в определенные точки. Каждый удар получался особо болезненным, порой даже смертельно опасным. Это было как раз то, что нужно Нико. Она бросилась в тренировки со всем отчаянием, которое раньше манило ее к горизонту. Особенно она радовалась тому, что ее братья этой техникой не заинтересовались. Они выросли слишком крупными, им приемы, рассчитанные на гибкость, не подходили. Наставники были ею очень довольны, да и она сама чувствовала, получается как надо. Скорость уже помогала ей уменьшить травмы на поединках, теперь она готовилась к тому, чтобы победить. После 1,5 лет обучения Нико наконец решилась попробовать. Она дала себе полную свободу, атаковала идеально, так как учили. Она специально выбрала момент, когда ее противником стал Ларик, его не жалко. И она проиграла. Нельзя сказать, что все прошло как обычно, нет. Ника не допустила ни одной ошибки, она двигалась уверенно, она била как надо, она сумела причинить брату серьезную боль, один раз он даже взвыл, но это его не остановило. Он ведь тоже не был каким-то недоумком из подворотни, он был великолепно тренированным солдатом. Боль не могла сбить его с толку, он просто разозлился и в итоге сломал Нико челюсть, выбил из сустава. На этом поединок и закончился. И пока сестра замерла на полу, неспособная даже молить о пощаде, он в отместку издевался над ней как мог. Трогать больше не смел, урок отца запомнился, но уж в словах не сдерживался. «Знаешь, какой от тебя толк? Только рожать и сможешь. Нормальных людей, а не таких, как ты», — развлекался Ларик. «Ты сама просто предмет для этого, поняла?» Ника сильно сомневалась, что после нынешних событий она и на это будет способна, но в свои 16 так далеко вперед не забегала. Было больно и было горько. Она же действительно сделала все, на что способна, все силы отдала. Где та самая награда, которая полагается отважной героине? Челюсть ей все-таки вправили без протезирования, дали пару дней, чтобы отлежаться. О том, что происходит в семье Тулиади, все прекрасно знали, просто не считали нужным вмешиваться. Ника ведь никогда не жаловалась, значит, ее все устраивало. Да и потом, в чем-то Крезос прав. Мир и правда жесток, тут долго оставаться ребенком — непозволительная роскошь. Ника, впрочем, вообще не представляла, что это значит — быть ребенком. А когда теряешь то, чего у тебя и не было, уже не так обидно. Она все-таки решилась рассказать о случившемся своим учителям по точечному бою. Она не жаловалась и не надеялась на помощь, ей ведь никто никогда не помогал. Она просто хотела узнать, что сделала не так. Одна из наставниц перехватила руку Нико и заставила ученицу посмотреть на тонкие изящные пальцы, не единожды сломанные, но всякий раз неплохо сраставшиеся. «Ты все сделала верно, Николетта. Просто у тебя руки... не для боя они. Слишком тонкие косточки, птичьи. Слишком слабые мышцы. Не потому, что ты виновата. Просто так получилось. Значит, я никогда не смогу победить их? А зачем тебе их побеждать? Ты же будешь не солдатом, ты будешь оператором дрона, а в идеале мастером контроля. Своими руками тебе драться не придется, так что прими их такими, какие есть». Наставница ее не понимала. Да Ника и не надеялась объяснить. Ее не устраивало это никогда. Как ни странно, поражение, которое должно было окончательно ее сломить, вдруг отогнало мысли о последнем походе к горизонту. В душе Нико поселилось злое упрямство. Она должна победить.
Хотя бы раз. Не для того, чтобы доказать отцу свою значимость. Тут Ника уже отчаялась. Она обязана победить для самой себя, для девочки, которая снова и снова оказывалась на полу в крови. Она должна была не упасть хотя бы один раз, и если природа против, придется поспорить с природой. Нико отправилась в медицинский отдел. Она прямо объяснила, что ей нужно, но медик, не старый мужчина со старыми глазами, лишь головой покачал. «Никто не будет тратить ресурсы на ваши семейные забавы». «Но теоретически это возможно? Сделать меня сильнее? Я слышала, что солдатам что-то колят». «Некоторым. В основном после болезни, и жизнь им это точно не продлевает. Просто солдату нужна такая сила, иначе он умрет на поле боя, о старости и думать не придется, а ты потенциальный мастер контроля. Черному городу нужно, чтобы ты жила и работала долго. Меня никто не похвалит, если я прямо сейчас испоганю тебе почки, печень и сердце». Ника знала, что это не единственный вариант. Ей уже доводилось слышать о медиках, которые на свой страх и риск продавали военным нужные препараты без прямого назначения, но она не рискнула. Не потому, что это дорого, она могла бы накопить, во время обучения им выдавалось пособие. Она просто слышала, что за такое можно навсегда лишиться возможности стать мастером. Черный город не любит, когда его пытаются обмануть. А она не могла этого допустить. Мечта отца стала к этому моменту и ее мечтой, потому что Ника никогда не позволялись другие желания. Отступать она все равно не собиралась. Когда ей запретили химические усилители, она начала изучать кибернетические. Ими пользовались многие солдаты, женщины в том числе, и все они становились намного сильнее. Правда, это было так страшно. Потерять часть себя или впустить в себя нечто новое, чужеродное, она долго не могла решиться. Спасибо Ларику, помог, отбил все внутри так, что она сутки не могла подняться с кровати. Она пришла к тому же хирургу уже с новым желанием. Он отмахнулся от нее с раздражением. «Хватит сюда шляться. Любое усиление должно быть настроено на нейромодуль. Это долго, дорого». «Но это делается», — настаивала Нико. «По прямому назначению, если иначе нельзя. Ты здоровая кобыла. Живи, как жила». Но жить, как жила, Нико больше была не в силах. Понимание этого пришло предельно остро, как нож, вогнанный в сердце, едва хирург закончил говорить. Внутри будто что-то оборвалось. Наверное, связь с домом и семьей, о которой многие говорят, и которой положено сохраняться всю жизнь. Она подошла к подставке с инструментами. Хирург, сидевший за рабочим столом, нахмурился. «Ты что делаешь, эй?» Она не стала объяснять. Ника схватила с подставки непонятного вида инструмент, похожий на изогнутые ножницы, поднесла к собственному большому пальцу, сжала ручки, не позволив себе ничего обдумать. Щелк! И окровавленная фаланга летит на пол. «Бесноватая!» — нахмурился хирург. «Ты думаешь, этой детской выходкой ты чего-то добьешься? Я починю тебе палец, так и быть, а потом подам рапорт куда следует». Щелк! И указательный палец становится короче. До хирурга наконец дошло. Это не игра. Происходит нечто странное, непонятное ему, пугающее. Он заметно побледнел, наблюдая, как еще 3 фаланги с оставшихся 3 пальцев глухо упали на пол. «Этого достаточно?» — невозмутимо спросила Нико. Она чувствовала себя странно. С одной стороны, она понимала, что испытывает дикую боль, не ограничивающуюся рукой, пронизывающую все тело. С другой, она именно понимала это. Она не позволяла этой боли накрыть себя. Она умела терпеть, отец и братья научили. Да, тяжело, но примерно то же самое, что она чувствовала, когда придерживала руками выбитую челюсть, доползая до больницы. Хирург, наконец, подскочил на ноги, да так, что с грохотом перевернулся стул. «Это возмутительно! Тебе нельзя доверять никакое оружие, ни протезы, ни роботов. Тебя переведут в самый дальний объект, чтобы точно никому не навредило!» «Значит, нужно больше», — вздохнула Ника. Она кое-как переложила инструмент в покалеченную руку. На этот раз действовать было намного сложнее.
Изуродованные пальцы едва подчинялись ей, боль усиливалась, перед глазами плыли кровавые пятна. Но Ника не сдавалась. Ее не покидало ощущение, что она подошла к последней черте. За спиной у нее пропасть, поэтому назад нельзя. Ни шагу. Она заставила еще 5 щелчков прозвучать, прежде чем болевой шок свалил ее, погружая в спасительную тьму. Она очнулась в тесной больничной палате при военной академии. Ника была одна, но того самого хирурга к ней позвали почти сразу. Он с порога заявил: «Ты дура! Тупая, непроходимая идиотка!» Дальше список ее званий продолжился, но Ника уже толком не слушала. Она с удивлением рассматривала свои руки. Руки были прежними. Собственно, с самими руками ничего и не случилось, но пальцы... Перед собой она видела абсолютно целые пальцы. Полный набор фаланг, ногти на месте, здоровые, нет даже шрамов. Получается, она так и не решилась это сделать, не смогла покалечить себя. Изуродованные обрубки ей приснились. Но боль казалась такой настоящей, хотя, возможно, боль просто стала настолько естественной частью Нико, что теперь приходит, когда хочет, нагоняя миражи. «Вы пришили мои пальцы на место?» — спросила Ника. Голос звучал безжизненно и глухо. Хирург прервал свою гневную речь на полуслове, уставился на Ника с таким осуждением, будто она только что плюнула ему в лицо и с хохотом растерла. «Было только 2 способа остановить тебя, кретинку малолетнюю», — наконец сказал он. «Первый — перебинтовать и вызвать патруль. Сделать так, чтобы тебя действительно отправили на дальний объект, а то и вовсе изгнали. Без пальцев, разумеется, потому что тратить ресурсы на идиоток запрещено». «Но вы этого не сделали». «Вторым способом было дать тебе то, что ты хочешь. Мне не следовало бы. Я не знаю, почему сделал. Старый стал. Сентиментальный». «Но это же мои пальцы. Что вы мне дали?» «Я использовал твои мягкие ткани. Ну и ногти заодно», — пояснил хирург. «Под ними металлические протезы. Мы не меняем на протез больше, чем нужно, поэтому в больнице есть любое оборудование». «Вы не могли его дать просто так?» «Я ничего не крал, если тебе интересно. Идти за тебя под трибунал я не собираюсь. Все оформлено официально. Я указал, что произошел несчастный случай на индивидуальной тренировке, которую ты, дуреха, устроила по собственному желанию. Такое не поощряется, но и не запрещается». «Спасибо». «В жопу себе засунь свое «спасибо», — посоветовал хирург. «Хочешь отблагодарить меня? Жизнью своей докажи, что я сделал правильный выбор». С тех пор она доказывала. Из больницы Нико выписалась уже на следующий день. Еще через сутки отец велел ей вернуться к тренировкам, потому что нечего отлеживаться, отрастет огромная задница, никакой воительницы из Нико не получится. По жребию Нико выпало драться с Лариком. Отец, который прекрасно знал про их отношения, хотя делал вид, что не знает, впервые дал слабину, предложил заменить одного брата на другого. Они оба понимали, что Рич ее пощадит. Ника смиренно отказалась, заявив отцу, что она не хочет понижать планку. Он был горд ею. Но недолго. В тот день драка шла совсем не так, как раньше. Ника обрела силу, о которой мечтала. Металл усиливал ее удары и позволял получать максимальный результат, который способна была дать эта техника. Нико не просто победила, она, случайно, конечно же, перебила Ларику какой-то нерв так, что он на неделю загремел в больницу, а вышел оттуда уже с ограниченной способностью к управлению собственным нейромодулем. Жить он продолжил, а вот о карьере оператора можно было забыть. Орали на нее тогда всей семьей. Ларик выражения вообще не подбирал, но все его пламенные речи сводились в основном к пожеланиям сдохнуть. Рич заявлял, что ей вообще не следовало лезть в военное дело, как будто ее кто-то хоть раз спросил. Папа повторял, что она их всех подвела. Мама плакала и кричала, что Ника — девочка, она не имела права так поступать. Выяснение отношений закончилось тем, что Ника все-таки провела образцовый удар в челюсть, но не братьям, как обычно, а отцу. Этого хватило, чтобы он перелетел через всю комнату, рухнул в угол, да так и остался там, отплевываясь зубами.
Протезы работали безупречно. Наступившую тишину нарушил голос Нико. «Тому, кто придет за мной, я сломаю хребет так, что никакие импланты потом не помогут, несмотря на то, что я девочка и из вашей семьи. Прощайте». Она ушла, а они ей позволили. Жалобу подавать не стали. Может, братья и хотели, да отец запретил. Тут он остался верен себе. Но извиняться перед ней никто не собирался. Пару раз на связь выходила мать, только звонила, хотя идти было недалеко, боялась, видимо. Ника и сама не знала, какого исхода этой ситуации она хотела. Часть ее была рада тому, что удалось наконец-то отомстить. Часть надеялась, что за ней все-таки придут. Не для новой драки, разумеется, а чтобы попросить прощения. Ее позовут обратно, скажут, что она молодец, оценят ее жертву. Но они так и не пришли. Она продолжила двигаться по жизни дальше уже одна. Она хотела бы сказать, что освободилась, но врать Нику не любила даже себе. Она порвала связь с прошлым, а свободной так и не стала. Каждый раз при звуке будильника голос отца гремел у нее в голове. Перед глазами порой мелькала кровь, ее собственная, лужами собиравшаяся на полу. Она терпеть не могла ощущение ледяной воды на коже, поэтому заставляла себя каждое утро принимать холодный душ. Она сбежала от людей и из места, а от памяти сбежать не смогла. Память вгрызлась в нее, как паразит, и отказывалась отпускать. Это не помешало Ника жить дальше. Она окончила академию и стала оператором. Она не рвалась в ряды лучших, но оказалась там после первых же боевых операций. Объяснялось это просто. Она представляла на месте любого врага братьев, и все. Страх сразу сменялся гневом, слабость отступала, мышцы наливались силы, мозг работал предельно четко. Нико искала радость во всем, что составляло ее дни. В победах, похвалах, наградах. В возможности проводить свободное время как угодно. В новых вещах, которые она могла позволить себе по первому желанию. Только вот ничего не помогало. Ей было не нужно то, что становилось главными целями для других. С тех пор, как она ушла из дома, ее не покидала глухая, необъяснимая тоска. Из зеркала смотрела маленькая черноволосая девочка, залитая кровью. Она все ждала чего-то, и Ника бы с готовностью отдала ей что угодно, но она не знала, что именно. Императрица спасла ее. Не хотела, просто выбирала потенциальных мастеров контроля в свою свиту, только этим и интересовалась, но все равно спасла, потому что она придала жизни Нико хоть какой-то смысл. Она выбрала Нико из десятков, сотен желающих, впервые подняла над толпой и обозначила, что именно дочь способна осуществить мечту Крезоса Тулиади. Интересно, знает ли отец об этом? Гордится ли? Может, пока нет, ведь она еще не стала мастером. Но она делала все, чтобы это случилось. Ника оставалась одной из лучших студентов объекта 21. Ей казалось, что ее назначение мастером — просто вопрос времени. А теперь случилось вот это. Катастрофа. И вместе с тем лишь новое испытание, которое она должна выдержать. Поэтому ее не особо волновало то, что там Леони болтала о силе, слабости и ценности семьи. Жалеть беженцев и оправдывать то, что они удрали и доставляют новые проблемы, Нико не собиралась. Она прошла через многие кошмары и выдержала это. С чего ей жалеть тех, кто не смог? Впрочем, болтовня Леони ее не раздражала. Иногда даже наоборот, как будто успокаивала. Нико никому не рассказывала об этом, но ей нравилось думать, что Леони — это она сама, та, кем Нико смогла бы стать, если бы ее обучение не началось с избиения каждое утро. Легкая, жизнерадостная, веселая, добрая. Леони была доброй. Сама Нико такой уже не стала бы, из нее доброту выколотили, срезали вместе с пальцами, но она порой посматривала на Леони, прислушивалась к ней, отделяя правильное от неправильного. «Тут прекрасно, да?» — щебетала ее напарница. «Пока мы зациклены на уроках, повода сходить сюда и нет, а так хоть посмотрим». Леони снова была права. Они прошли через лес и оказались в дальней части парка, той, которую совсем не использовали.
Здесь все еще сохранялись аттракционы, но густо оплетенные зеленью, накренившиеся, утратившие былую форму. Ядовитый плющ петлями скрутил бегущих по кругу лошадей. На одной руке клоуна еще сохранялся фонарь, на другой было обустроено крупное гнездо из веток и пластиковых лент. Чуть поодаль просел на склон воронки павильон компьютерных игр. Над входом сохранилась лишь часть, покрытая грязными потеками вывески «Мы все будем...» Дальше маркетинговое пророчество обламывалось, тонуло в грязи. Здесь всегда было тихо и пусто. Студентам не запрещалось приходить в эту часть парка, они сами не хотели, смысла не было. Но теперь Нико с удивлением обнаружила, что здешняя тишина, сырая и прохладная, приносит странное умиротворение, особенно после той ночи. Да, ее чуть не сожрал монстр, рука до сих пор побаливает, но мир по-настоящему не изменился. В нем всегда были беды, и был покой. Они справятся, обязательно. Едва Ника подумала об этом, как прозвучал выстрел. Она не ждала такого. Не готовилась, не заметила движения, да и не было никакого движения. По ним стреляли из засады, обустроенной в том самом полуобвалившемся павильоне. Но Ника не поднялась бы так высоко, если бы ее легко было убить. Она всегда задавала роботам, с которыми работала, ряд программ по умолчанию, знала, что у машины реакция быстрее, чем у человека, поэтому при звуке выстрела Леони испуганно вскрикнула и закрылась руками, словно это могло хоть что-то изменить, а Ника осталась спокойна. Она знала, что ближайший универсал закроет их обеих металлической плитой, и не ошиблась. Но даже если бы робот этого не сделал, лазерный заряд пролетел бы мимо, это она тоже заметила. Не умеют стрелять или не хотят попадать? Скорее второе, потому что секунды позже со стороны павильона прозвучал испуганный женский голос. «Это наше единственное предупреждение! Убирайтесь и оставьте нас в покое!» «Вы на нашей территории и не можете диктовать условия», — напомнила Нико. «Выходите с поднятыми руками, оружие оставьте в здании». «Откуда у них вообще оружие?» — прошептала Леони. «Добрались до одного из наших складов. Полагаю, они шастают здесь довольно давно». Ника уже сообщили, что среди беженцев были люди с великолепным образованием, в том числе механики и инженеры. Это приобретение для Черного города и проблема для объекта 21. Они не вышли, но Ника удивилась бы, если бы все закончилось так легко. Значит, придется выводить их силой. У них с собой 2 универсала, 3 офицера и ловец. Этого должно быть достаточно. Ника не собиралась согласовывать свои планы с напарницей, она просто направила робота вперед, однако Леони тут же повисла у нее на руке. Хорошо еще, что на здоровой. «Подожди ты!» — взмолилась она. «Дай мне попробовать». «Попробовать что?» «Поговорить с ними. Люди должны говорить друг с другом, мы же не мутанты из пустошей». «Они выстрелили в нас». «Я уверена, они не хотели ничего плохого. Им очень страшно. Они не доверяют нам после того, что видели. Ты бы доверяла?» В памяти снова мелькнули окровавленные, изломанные зубы, щелкавшие у самого лица. «Я бы не считала, что люди, к которым я навязалась под защиту, что-то мне должны». «Не все такие праведные», — хмыкнула Леони. «Можешь порвать их, если я облажаюсь, но я уверена, что все будет хорошо». Ника не стала указывать, что это слишком оптимистичный подход. В мире Леони по-другому не бывает. Она лишь скрестила руки на груди, всем своим видом показывая, что готова ждать, но недолго. А дальше Леони была типичной Леони. Вместо того, чтобы использовать роботов как прикрытие, она бодро помаршировала к павильону с поднятыми руками. «Не стреляйте!» — крикнула она. «Я просто хочу поговорить! Я узнала ваш голос, вы же Лидия, да? Вы должны меня помнить, я помогла вам добраться до ворот. Ваши дети с вами? Я помню, их у вас 3, такие хорошенькие. Лидия, я понимаю, что вы напуганы, вы боитесь за своих детей, но сидеть здесь до скончания веков не выход, разве вы не понимаете? У вас там ни еды, ни воды, ни медикаментов. Что вы будете делать дальше? Охотиться на хорьков в лесу? Или пойдете на захват нашего продовольственного склада? Слушайте, давайте честно, не все тут дорожат вашей жизнью так, как я. Вон, Ника в вас уже стрелять собиралась. Но она остановилась, а другие не остановятся». Ника не слишком хотела становиться сравнительным рядом вселенского зла, однако и оскорбленной она себя не считала.
она бы действительно выстрелила. И, скорее всего, выстрелит, когда болтовня Леони предсказуемо ни к чему не приведет. Она уже приготовилась вмешаться, когда все пошло не по плану. По крайней мере, по ее плану. Леонита была в восторге, аж подпрыгнула на месте и захлопала в ладоши. А все потому, что беженцы вылезли из своей норы. Сначала молодая женщина, усталая настолько, что ее шатало. Она бы, может, и упала, если бы ее не поддерживали 3 детей. За ней шли мужчина средних лет и очень похожая на него девушка, наверняка дочь. Последней выбралась молодая пара, льнущая друг к другу. На Ника они все смотрели с ужасом, на Леони с надеждой. «Ты забери оружие, пожалуйста», — тихо попросила ее напарница, «а я отведу людей куда надо». «Останешься с ними одна?» — удивилась Нику. «Уж лучше так. Тебя они слишком боятся, понимаешь? А в страхе люди делают самые большие глупости». Ника лишь плечами пожала. Настаивать она не собиралась. Леони может сколько угодно вести себя как милая маленькая девочка, она все равно остается военным оператором, да еще и свиты императрицы. Справится, если надо. Ника же направилась в павильон, чтобы забрать оружие. Они неплохо подготовились. Обустроили себе хорошо защищенный пункт для обороны, нашли теплое одеяло, умыкнули из карантинного корпуса немного лекарств. Даже воду собрать успели. Дорога их многому научила. Но с едой они прокололись. Все равно бы долго тут не просидели. Их борьба за жизнь не раздражала Ника, а внушала определенное уважение. Даже настроение поднялось. Может, беженцы и устроили неприятности, но среди них есть люди, которых стоит защитить. Так что в карантинный корпус она вернулась уже чуть повеселевшей, хотя знала об этом она одна. Для остальных выражение лица Нико оставалось неизменным. В карантинном корпусе вновь стало людно. Они привели 7, Лей и Зоран нашли 3, уже больше половины обнаружено, а некоторые группы пока не вернулись. Тоже, может, кого отыщут. Нико, как и остальных, напрягало то, что им противостоит неизвестный враг, однако прямо сейчас ей нравилось верить, что они справятся. Хорошее настроение, как водится, долго не продержалось. Судьба вообще редко давала Нико передышку, а потом подкидывала новых бед. Вот и теперь. Пока беженцев готовили к осмотру, к Нико подошел Марк Вергер, которому, собственно, и полагалось этот осмотр проводить. Ей сложно было сказать, как она относится к Вергеру. Ника в целом не любила мужчин, не кричала об этом, потому что такое не поощрялось, однако не могла избавиться от невольного напряжения, появляющегося в обществе незнакомцев. Еще один элемент семейного наследия. Для нее неприязнь была реакцией по умолчанию, а иное мнение она формировала лишь о тех, кого знала. Так что Марк сначала не понравился ей просто потому, что мужчина, а потом уже осознанно, когда он начал лажать на всех испытаниях и позорить объект 21. Он казался откровенно чужеродным элементом здесь, и Нико искренне не понимала, почему его, такого слабого и ничтожного, терпят. Просто потому, что он игрушка великой жрицы? Но как долго можно на такое закрывать глаза? Когда из-за Вергера пострадала императрица, Нико ненавидела его. Так отчаянно, так сильно. Добраться до самого Вергера она не могла, потому и попыталась выместить злость на Леони. Почему именно на ней? Да тут все просто. Она и не скрывала от остальной свиты, что влюблена в него. Нашла в кого, дура малолетняя. «Что, он все еще лучший человек на земле?» — шипела на нее Нико. «После того, что он сделал с нашей госпожой?» «Но он же ничего не сделал», — слабо оправдывалась Леони, тоже пораженная случившимся. «Там ведь нож в живот, без предупреждения, а про жрицу никто не знал?» «Молчи, пока о твоей болтовне не узнала императрица». Ника уже тогда знала, что доводы разума бесполезны. Леони влюбилась крепко и бессмысленно. Но если с ней все было понятно, то в себе Ника не сомневалась. Она точно знала, что никогда не изменит отношение к этому неудачнику. А пришлось, когда именно он справился с существом, способным навредить самим воплощением черного города. Да и на экзамене он неплохо себя показал. Ника вынуждена была признать это, хотя она тоже пострадала от его действий.
Ну а после ночных событий ей пришлось смириться с тем, что Марк Вергер, возможно, не так уж плох. Для мужчин, разумеется. Теперь, когда он направился в ее сторону, Нико не стала испепелять его взглядом, считая, что он проходит мимо. Однако он двигался именно к ней. Остановился и тихо, чтобы больше никто не услышал, попросил. «Я знаю, что это прозвучит странно и точно тебе не понравится, но выслушай меня до конца. Это должно быть сделано. Мне нужно, чтобы ты кое-кого убила». Марк не хотел этого делать. Сам осмотр его не смущал. Он работал достаточно долго и в куда худших условиях, но тогда у него был шанс помочь кому-то, а здесь оставалось всего два исхода — жизнь или смерть. Он, получается, выносил приговор, а такая власть его никогда не привлекала. Только вот никто другой этим заняться не мог. Машины вмиг стали бесполезны, но без них Аделаида никогда не работала. Сейчас она пыталась всех убедить, что справится без всяких там студентов, только вот непонятно, зачем она тратила энергию. Может, просто хотела сохранить гордость, прекрасно зная, что Марк на ее болтовню не отреагирует, а остальные, если повезет, запомнят, что она не забилась в угол, она готова была действовать. Еще и Ника в это пришлось втянуть. Но больше некого. Вторым вариантом был Мустафа, однако он мог поддаться религиозности или отцовским чувствам. Марк по опыту знал, что они не угасают даже у тех, кто перестал быть отцом много лет назад. Может, подошел бы и кто-то еще из студентов, однако их Марк толком не знал, не успел изучить, а рисковать не имел права. Ника тоже может не справиться, но из всех, с кем он тут сталкивался, только в ней он почувствовал нужную жестокость. Да и его просьбу она восприняла спокойно, сначала удивилась, потом поняла, что он предлагает верное решение. Марк не знал, насколько ей тяжело, она не позволила ему увидеть, и это тоже много говорило о ней. Однако беженцы, похоже, не до конца понимали, какая угроза над ними нависла. Да, они были испуганы ночной резнёй, они долго прятались, но когда они все-таки вышли и увидели, что никто их не запирает, им даже помогают, людям явно стало легче. Они не верили, что больны, каждый из них. Люди мыслят предсказуемо, им кажется, что они почувствовали бы в себе паразита, что вирус дал бы ранние симптомы. Марк не собирался их разубеждать. Он делал то, что должен. Страшнее всего было с детьми. Их пока что было 3, но все маленькие. Они цепляют паразитов быстрее всего, и им, вечно голодным, не докажешь, что нельзя есть все, что растет в лесу, нельзя пить любую воду. Хотя они пережили дорогу, может, и научились чему-то. Осмотр всегда проходил стандартно, что у взрослых, что у детей. Марк проверял крупные артерии, все, которые можно было прощупать. Сканеру теперь веры нет. Смотрел, не увеличены ли лимфоузлы, нет ли новообразований под кожей. Люди всегда перед осмотром говорили, что это лишнее, что ничего у них нет, и многие оставались честны, но хватало и тех, кто врал. Они боялись, что их пристрелят на месте за любую подозрительную черту, однако вскоре убедились, что Марк умеет отличать опухоль от паразита, и расслабились. Они даже молча терпели пункции, если нужно было провести эту процедуру, и безропотно сдавали кровь. Последним этапом становился осмотр головы. Ушей, носа, глаз и рта. Марк использовал разные световые фильтры, чтобы определить всех возможных паразитов. Он чувствовал, как люди замирали под его руками, как боялись даже дышать. Некоторые плакали. Чаще всего он ничего не говорил, знал, что не поможет. Первой на проверку согласилась мать 3 детей, которую привела Леони. Похоже, они чуть ли не подружиться успели. Марк в такое не лез, он просто выполнял свою работу. Женщина дергалась, нервничала, пыталась что-то ему рассказать, хотя он ни о чем не спрашивал, да еще постоянно повторяла, что точно здорова, только непонятно, ему или себе. Здорова она не была, но и следов паразитов Марк не нашел. Дальше пришел черед детей, и их мать, успокоившись, подбадривала их. Правда, подбадривала так надрывно, что еще больше нервничали все, включая Марка, но она хотя бы старалась. Дети тоже оказались в порядке.
Правда, у мальчика из уха Марк извлек карликового паука-паразита, и на следующие 15 минут пришлось сделать паузу, потому что дети визжали, а взрослые отчаянно ковырялись пальцами в ушах. Но это Марк воспринял как неизбежное зло и просто продолжил работу. Он надеялся, что все обошлось. Заразить сумели только одну женщину, паразит показал себя, беспокоиться больше не о чем. Зачем продавец игрушек это затеял? Да просто поиграть с их сознанием. Вполне в его стиле. Ну а потом оно проявилось. Небольшая выпуклость в верхней части горла, белесое пятно в свете синего фильтра. Марку показалось, что оно даже шевельнулось, хотя правдой это не было. Шевелятся они перед перевоплощением, пока еще рано. Марк понятия не имел, каким чудом ему удалось остаться спокойным, не вздрогнуть, не прекратить осмотр, даже не схватить иглу. Он хотел, чтобы все шло как обычно, но и убедиться в своей правоте тоже хотел, поэтому он перестраховался, отложил фонарик, потянулся за шприцем. Молодой мужчина, которого он осматривал, тут же насторожился. Да и как иначе, если никому больше шприц в рот не совали? «Это что?» — спросил он. «Гнойная ангина», — невозмутимо соврал Марк. А может, не соврал? Может, она и есть. Да, не похоже, но болезни тоже мутируют, проявляются по-новому. Он понятия не имел, зачем отвлекался на такие размышления. Он в любом случае утратил на них право, когда через иглу в шприц полилась бело-желтая жидкость, а уплотнение чуть заметно шевельнулось. «У меня ведь все в порядке», — заглянул ему в глаза пациент, когда Марк закончил осмотр. Марк знал, что никогда не забудет этот взгляд. Он заставил себя улыбнуться. «Все в порядке. Лекарства вам подберут, когда закончится осмотр». Мужчина как будто посветлел, он радостно закивал. «Да, это мелочи. У меня ничего не болит. Спасибо. Спасибо огромное». Марк пожал поданную ему руку и бросил быстрый взгляд на Ника. Поймет или нет? Подведет или нет? Не подвела. Универсал, которого она контролировала, атаковал резко и быстро. В воздухе сверкнуло лезвие, алые капли прочертили линию на белой стене, и вот уже голова с глухим стуком падает на пол. А за ней падает тело, истекающее кровью. Может, не следовало обрушивать это на Ника? Марк мог бы сам завершить осмотр, настроиться на контроль, нанести тот самый идеальный удар. Но он боялся, что не сумеет сделать все достаточно быстро, чем-то выдаст себя, и тогда этот человек все равно погибнет, а перед этим еще и успеет испугаться. Ника избавила его от такого. Смерть зараженного была быстрой, безболезненной и неожиданной. Он не подозревал, что на него нападут, он был счастлив. Он только что узнал, что здоров. Ничего лучше Марк для него сделать не мог. На пару мгновений все замерло, и голоса, и движения, и даже дыхание. Ну а потом расправил крылья тот хаос, которого ожидал Марк. Беженцы начали метаться, решив, что их всех убьют точно так же. Всем ведь сказали, что они здоровы. Лендер и остальные преподаватели перебивали друг друга, выясняя, что тут вообще происходит. Другие студенты смотрели то на Марка, то на Нику, пытаясь понять, вместе они действуют или только девушка сошла с ума. Марку пришлось прикрикнуть на всех сразу. «На голову смотрите!» Он специально велел Нику убить зараженного именно так, чтобы человек умер, но паразит остался нетронут. Он знал, что эта тварь будет цепляться за жизнь изо всех сил, она покажет себя. Долго ждать не пришлось. Он еще говорить не закончил, а шокированные наблюдатели получили возможность следить за тем, как из рассеченной шеи и распахнувшегося рта появляются мягкие светло-розовые щупальца. Очень скоро глазные яблоки начали двигаться, паразит пытался взглянуть на мир, понять, кого атаковать. Марк дал им шанс не только увидеть существо, но и осознать, на что они смотрят. Ему нужно было убедиться, что беженцы не решат, будто их убивают просто так, в темных углах. Они имеют право знать, ради чего их всех посадили на карантин. Решив, что люди увидели достаточно, Марк кивнул Нико. Она вроде как не отреагировала, даже не моргнула, однако секундой позже универсал раздавил существо вместе с головой. Людям все еще было страшно. Они кричали и плакали, однако Марк видел, что ненависть в их взглядах мелькнула и угасла.
Они прошли дороги, они знают, что зараженному человеку можно помочь лишь одним способом, таким как сейчас. И тем, кто будет проходить осмотр дальше, придется столкнуться с еще большим ужасом, ведь они поймут, что слова врача ничего не значат. Однако от осмотра они не откажутся. Ситуация останется под контролем. По крайней мере, в... Глава 5. Все-таки Нико Тулиади очень хороший оператор, да и мастер контроля из нее выйдет отличный. Для Марка это открытием не стало, он просто в очередной раз убедился, что не ошибся в ней. Само по себе приглашение в свиту императрицы мало что значило, она не скрывала, что побеждает статистическую вероятность, набирая в ряды своих потенциальных союзников всех, у кого есть хоть какой-то потенциал. Но иногда ей попадаются такие жемчужины, как Нико. Она тоже не ожидала взрыва, его никто не ожидал. Но только Нико отреагировала мгновенно, потому что только она в этот момент держала контроль над роботом. С помощью универсала она сделала все, что могла. Уберечь зал для осмотров она не сумела бы, да и не пыталась. Она развернула робота так, чтобы прикрыть людей, выпустила все щиты, что у него были, а когда с потолка начала обваливаться металлическая пластина, использовала и ее. Возможно, даже этого было бы недостаточно, если бы в тесном помещении активировали полноценное взрывное устройство. Но когда затих грохот и осели первые облака пыли, Марк разглядел, что против них, похоже, использовали малую противопехотную гранату. Ее еще и бросили не в людей, а в дальний угол, потому что целью на самом деле была не расправа над персоналом объекта, а отвлекающий маневр. Так что люди не пострадали, просто некоторые остались в зале, а некоторые поспешили удрать. Уже это многое говорило о случившемся. Оставалось лишь просмотреть записи камер наблюдения, чтобы понять, кто именно это устроил и как. Марку снова позволили присутствовать. Никто не объяснял, почему, он и не спрашивал о причинах. Он вместе со всеми смотрел на экран. «Вон он!» Марта первой заметила нужного человека, постучала пальцем по экрану. «Закрутился, сучонок!» Марты Грей и некоторых других преподавателей на осмотре не было. Они с самого начала понимали, что ничего хорошего там не произойдет. Скука, если паразитов не найдут, страх и горе, если найдут. Но теперь, когда дело завершилось диверсией, оставаться в стороне они не могли. Марта все определила верно. Камеры и правда сохранили момент, когда мужчина средних лет, не отступавший ни на шаг от юной дочери, достал из внутреннего кармана куртки гранату. «И почему их не досмотрели после задержания?» — ледяным тоном поинтересовался Лендер. «Приказа не было», — буркнул Иовин. «Считалось ведь, что это не задержание», — напомнила Аделаида. За то, что произошло в карантинном корпусе, беженцев действительно не винили. Они были напуганы, они спасались как могли, и даже то, что некоторые из них попытались стрелять в студентов, решили не рассматривать как преступление. Та же Леони 100 раз повторила, что они намеренно промазали, они никому не желали зла. Сейчас мужчина, взорвавший гранату, тоже постарался никого не убить. Но он понимал, что мог бы, не говоря уже о том, что им всем велели оставаться на местах, однако все разбежались. Кто-то знал о плане, кто-то по инерции, чтобы не стать козлом отпущения. Марк до сих пор не был уверен, правильно ли поступил, убив того мужчину на глазах у его недавних спутников. Ему казалось, что так будет лучше, показать, почему они казнят людей, убедить остальных, что иначе нельзя. Но они то ли не поняли этого, то ли не хотели лишаться даже того ничтожного времени, что оставалось до проявления паразита. Похоже, четкого ответа не было не только у него. Лендер тоже его ни в чем не обвинял, да и потом у них появилась проблема посерьезнее. Запись камер наблюдения не оборвалась в момент взрыва. Она продолжилась, показывая, как Леони все-таки задела. Она бы толком не пострадала, если бы не умудрилась при падении удариться головой о стену, и это не навредило ей по-настоящему, однако лишило сознания. Мужчина, который устроил взрыв, воспользовался этим. Он подхватил худенькую девушку, взвалил на плечо и потащил с собой, а за ним дрожащей тенью двигалась его дочь. Вместе с ними, чуть помедлив, побежала молодая пара, остальные беженцы двинулись в другую сторону. Они взяли заложницу. Этот мужчина не дурак, он, скорее всего, уже слышал про карантин и про то, что объект 21 заблокирован. Способов обеспечить безопасность у него не так много, вот он и решил прикрыться одной из ценных студенток. Только зря он так. Леони будут щадить, пока это возможно, и ликвидируют, если придется.
«Что известно об этих людях?» — поинтересовался Лендер, обращаясь к Гаврилову. Тот, очевидно, уже и не рад был, что назвался лидером беженцев. Он-то думал, что это даст ему преимущество, а в итоге его вызывали на каждое собрание, смотрели как на виноватого и выпускать из зоны карантина не собирались. Гаврилов переносил это плохо. Он трясся, обильно потел и забывал слова. Чем дольше Марк наблюдал за ним, тем больше убеждался. Никакой он не лидер. Но это не важно, потому что он все равно знает всех, кто путешествовал в уничтоженном караване. «Это Назар Волков и его дочка Лиза», — отчитался Гаврилов. «Он над ней трясется уже давно. Он был в нашем городе из военной верхушки. Хороший спец, отвечал за оборону». «Нет, такой уж хороший, если город пал, а выжившие жители стали беженцами», — заметил Иовин. «Мы не знаем всех подробностей того, что там произошло», — осадил его Лендер. Он снова повернулся к Гаврилову. «Прошу, продолжайте». Вот про Волкова еще. Он был из тех, кто держал оборону до последнего, позволяя людям уйти. Хотел свою семью отправить с первыми караванами, но жена уперлась. У них какая-то там такая любовь была, что не разорваться. Решили ждать, пока он освободится. В итоге вся семья оказалась в нашем караване. А знаете, что тут самое смешное? Эта Лиза изначально Волкову не очень-то нравилась. Жену свою он просто до безумия любил, сыном гордился. А Лиза это его никакая. Слабая совсем, явно готовилась всю жизнь прожить в безопасном городе, поэтому большую часть дороги ныла так, будто это не мы все дома лишились, это ее кто-то обидел. Отец на нее еще пытался прикрикивать, но мать запрещала, мол, Лизочка хорошая, но в итоге у него только Лизка и осталась. Гаврилов угодливо захихикал, но взгляд его при этом оставался тревожным, мечущимся. Он проверял, сочтут ли собеседники историю настолько смешной, как он надеялся. Но когда никто не отреагировал, он торопливо продолжил, лишь бы поскорее прервать тяжелую паузу. «Первым его сын погиб. Он был в охране каравана, молодой, крепкий. На нас напали роботы. Из тех, знаете, ржавых железяк, которые в земле прячутся, потом выскакивают в последний момент. Мы кое-как отбились, но многие тогда погибли. Парень тоже. Его оставили, как водится, у дороги, не было времени копать, да и опасно это. Волков уже тогда дерганым стал. Ну а как умерла жена, совсем двинулся». «Как именно это случилось?» — поторопил его Лендер. «Хищники налетели. Ночью. Они стали утягивать людей прямо из лагеря. Вцепились в Лиску, потому что она как дура стала перед ними, не шевелится, трясется вся. Но мать заметила, вмешалась. Там они эту девку перетягивали. Волков подоспел и попытался спасти жену. На Лиску он и не смотрел даже. Но его жена так не хотела. Она сама ему эту девку прямо в руки впихнула. А больше ничего не успела. Ее все-таки утянули. Сожрали прямо у него на глазах. С тех пор он и носится с этой Лизой, как одержимый. Не знаю почему. То ли хочет хоть так остатки семьи сохранить. Хотя, как по мне, так лучше б новую завел. У нас в караване одиноких женщин хватало, любую бери. А может, жена с него обещание стрясла, вот он и выполняет. В любом случае, для себя он с тех пор не живет. Только для Лизы. «Какие именно хищники напали на вас тогда?» — уточнил Марк. «А какая разница?» «Отвечайте на вопрос», — велел Лендер. Он даже не собирался скрывать, что Гаврилов его раздражает. «Ну, крупные такие, которые похожи на гигантские головы, а у них еще из пасти жгуты вьются, как щупальца. Они людей утягивают. Да какая разница-то?» Он действительно думал, что это не так уж важно. Марк же начинал видеть картину в ином свете. «Эти существа часто становятся переносчиками паразитов», — пояснил он. «И если они тогда ранили девушку, она может быть заражена». «Может быть, или точно», — нахмурилась Марта. «Этого я не знаю, я не успел ее осмотреть. Но ее отцу, если он действительно военный и отвечал за охрану от порождений пустоши, многое известно о паразитах. И если он считал, что его дочь, скорее всего, будет убита сразу после осмотра, это объясняет, почему он устроил диверсию и сбежал», — задумчиво кивнул Лендер. «Но разве он не понимает, что она все равно умрет?» — удивилась Аделаида. «Он отец. Он не может просто отмахнуться от ее смерти».
«Особенно при том, что смерть — не единственный исход», — добавил Марк. «Такие хищники заражают разными видами паразитов, не только проказой. Удаление некоторых можно пережить, но он не знал, как мы отреагируем на обнаружение любого из них, и решил не рисковать». Теперь уже собственное решение убить беженца на глазах у остальных не казалось Марку оправданным. Но откуда он мог знать, что с этими людьми произошло такое? Все обстоятельства не предугадаешь. «Хорошо, а эти двое кто?» Лендер указал на молодую пару. «Друзья Волкова?» «Нет у него друзей. Это Яков и Алина, муж и жена. В городе были инженерами. В караване просто выживали, как и все». Они были ранены. Подвергались нападению существ? «Не знаю», — пожал плечами Гаврилов. «Мы с ними ехали в разных машинах большую часть дороги, только на границе поменялись». Почему? Кто-то успел сдружиться за время пути, хотели ехать вместе. Пошло перераспределение мест. А мне было все равно, где и с кем ехать. Понятно. Про других что-нибудь сказать можете? «Вот это...» — Гаврилов указал на женщину с 3 детьми. «Лидия Еворская. Раньше была военным инженером, потом сосредоточилась только на детях. Их у нее было 4 вообще. 1 погиб. До того, как добрался до эвакуации. Муж еще раньше умер, с нами не путешествовал. Боевая подготовка у нее есть, но такая, устаревшая. Она сначала от ранения оправлялась, еще на службе полученного, потом рожала». С Волковым знакома была? «Только в путешествии. Они не служили вместе. Это Тарасовы, муж и жена, а это его сестра, с ними таскается. Муж и жена нормальные. Сестра вроде за решеткой была, но я не знаю, за что ее посадили. Это семья Орел». «Не нужно про всех», — прервал Лендер. «Есть среди беженцев люди с военной подготовкой или серьезными навыками программирования, кроме уже названных». «Да так, чтобы навскидку. Вроде никого больше нет. Я вам всех назвал. Но вы ж сами понимаете, когда много дней проводишь в дороге, в пустошах, так и учишься многому». Тут он был прав. Марк не знал, сколько именно беженцев выбралось из города, однако подозревал, куда больше, чем добралось до контролируемой территории. Выжили только сильные, и теперь у этих сильных есть оружие и заложница. Плохо, но не критично. Это понимал не только Марк. Лендер не выглядел даже взволнованным, не то что напуганным. «Нам необходимо вернуть их всех. Для начала мы сделаем объявление по громкой связи. Те, кто сдастся добровольно, получат особые условия содержания и далее не будут восприняты как преступники. Господин Гаврилов, я даю вам возможность донести это до своих спутников». «Почему я-то?» — растерялся толстяк, но быстро собрался. «В смысле, я всегда все сделаю, рад служить черному городу». «Большинство его не послушает», — отметила Марта, «и из нор своих не вылезет». «Тогда мы выкурим их из этих нор. Я составлю несколько команд. Преподаватели плюс студенты. Вашей задачей станет поимка беженцев и заключение их под стражу. Я также разрешаю командам стрелять на поражение, если придется. Всем все понятно?» Это был хороший план. Не гениальный, так ведь гениальный и не требовался. Ситуация оставалась под контролем, возвращение беженцев казалось лишь вопросом времени, нелепым побегом они навредили только сами себе. Так что остальные готовились к распределению по группам, и Марк сначала тоже дожидался этого, но он первым заметил, как Аделаида отошла в сторону. Она достала личный компьютер, похоже, получила сообщение. Само по себе это ничего не значило. Обо всех плохих новостях сообщали бы сначала Лендеру, а потом ей. И все равно Марк продолжил наблюдать. Он не упустил момент, когда Аделаида заметно побледнела, когда ее руки задрожали так, что она едва не уронила компьютер. Что бы ей ни сообщили, это здорово ударило по ней, заставило позабыть, где она и с кем находится. Марку пришлось обратиться к ней первым. «Аделаида, что-то случилось?» Он намеренно задал вопрос громко, так, чтобы услышали все, и теперь взгляды тех, кто находился в комнате, были обращены на Аделаиду. Она же будто и не замечала их,
Не поняла, кто именно с ней заговорил, она все еще была скована страшным смыслом, таившимся за одним коротким сообщением. И все-таки она ответила. «Это лаборатория. Моя лаборатория. Она открыта. Все клетки пусты. И все мутанты теперь свободны». Чистка границы затягивалась, и Гекате это отчаянно не нравилось. Не потому, что это сложно. Теперь, когда патрульные службы были предупреждены и получили соответствующее оружие, серьезных жертв можно было не опасаться. Просто пока что работа казалась бесконечной. Едва они убивали одних тварей, прокравшихся из пустоши, как через границу пробирались другие, обустраивались на контролируемой территории, и все начиналось сначала. В какой-то момент даже мелькнула шальная мысль, что продавец игрушек нашел способ контролировать мутантов пустошей. Да, на такое не способен даже черный город. Ну и что с того? Это магия, ее и не надо понимать. Впрочем, иллюзия мелькнула и исчезла. Нет тут никакой магии. Хотя бы потому, что ее не существует. Продавец игрушек просто загоняет мутантов туда, куда ему нужно, да еще и злит их, или выращивает для определенных целей. При этом они остаются животными, но ему достаточно. Он уже проделал такое не единожды. Например, на заброшенном вокзале, когда он натравил стаю хищных тварей на 2 мастеров контроля. Или тот трюк, который он провернул с беженцами. Он не остановится, а поскольку недостатка в мутантах среди пустоши нет, ресурсов ему не занимать. Геката перекинула эту проблему на военных. Продавец игрушек и так наверняка торжествует. Не хватало еще, чтобы он надолго задержал подобными пустяками воплощение. Она допускала, что через эти мелкие диверсии он отвлекает ее от чего-то. Получается, есть от чего отвлекать. Она чувствовала. Указание на то, как он доставил к дороге мутантов, где-то рядом, и неспособность его найти злила Гекату еще больше. Она прекрасно знала, какая чертовщина творится на объекте 21, а она застряла тут и ничем не может помочь. Вот и вся хваленая сила воплощения. В какой-то момент она поняла, что поддается эмоциям, от которых отвыкла. Пришлось взять паузу, заставить себя собрать все посторонние мысли и отсечь их. Она не должна беспокоиться о Марке. Он не ребенок, оставшийся без мамочки. Он позаботится о себе сам. Он, вероятнее всего, и мысли не допускает, что она прибежит его спасать. Он справляется. И она тоже должна. Перезагрузка помогла. Геката сумела успокоиться, настроиться на мысли продавца игрушек. Как бы она поступила на его месте? Направилась бы через лес? На первый взгляд, да, на второй — нет. Они не просто упустили доставку крупных тварей, для которых потребовался бы не менее крупный транспорт. Спутниковая система тоже ничего не засекла. Они по умолчанию предположили, что продавец игрушек обманул ее. Он уже проделывал подобное. Вот только раньше он обманывал камеры наблюдения, а это куда проще, чем добраться до спутника. И Геката подумала, не слишком ли они демонизируют его. Он почти до веры в магию дошло. Он хочет, чтобы они боялись, это понятно. Он сбивает их с толку, и это явно часть одного сложного плана. Продавец игрушек действительно силен, но не всесилен. Как бы она поступила, если бы ей нужно было протащить на контролируемую территорию транспорт с 3 мутантами среднего размера? Она бы как раз сделала это у всех на виду. Ворот, через которые пропускаются такие грузы, мало, и там всегда царит суета. Что, если продавец игрушек подделал документы? Подкупил или заменил людей? Да еще и устроил отвлекающий маневр в день, когда прибыл нужный ему груз. Марк говорил, что он каким-то образом манипулировал результатами медицинского сканирования. Он мог проделать то же самое на границе, только уже со сканером грузов. И все равно машины должен был лично, собственными глазами осмотреть один из операторов. Хотя фактор предателей никто не отменял. В любом случае, это была более жизнеспособная версия, чем применение заклинаний, и Геката решила все проверить сама. Карта подсказывала, что ближе всего к нужной точке находятся ворота 3. Именно через них на контролируемую территорию прибыл разгромленный караван.
Конечно, можно было предположить, что для маскировки продавец игрушек предпочел другие ворота, а потом протащил своих питомцев через внушительную территорию, да так, что никто ни о чем не догадался. Но это снова делало его образ неоправданно дьявольским. Да и потом, эти тупые слизняки ждать бы не стали. Они от голода сожрали бы любых конвоиров. Нет, это должны быть ворота 3, если след вообще верный. Поэтому Геката направилась туда, оставив возню с границей военным. Ворота 3 были крупным пунктом пропуска, таких мало. Чаще всего речь идет об укрепленных военных фортах, которые отбивают атаки пустошей или хотя бы предупреждают об угрозе. Если же являются беженцы, их все равно отправляют туда, где есть условия для их досмотра. Жестоко? Может быть. Ведь доходят в итоге не все. Некоторые погибают у самой границы, в 2 шагах от спасения. Но Черный город обещает защиту лишь на своей территории и выполняет это обещание в том числе и такой ценой. Здесь жизнь кипела всегда. Естественной границей служила река, широкая и в прошлом, а после перезагрузок ставшая глубже, быстрее и злее. Она бежала настоящим горным потоком, хотя гор поблизости не было. Высокими ее берега люди сделали искусственно. Воды постоянно несли какой-то хлам, бревна, куски металла, даже обломки домов. С высоты берега они казались такими ничтожными, маленькими соринками, которые точно никому не навредят. Но любой, кому не посчастливилось бы упасть в реку, понял бы, что это лишь иллюзия. Из-за скорости течения тяжелый мусор превращался в грозное оружие, убивавшее, дробившее, топившее, не оставляющее шансов никому и ничему. Почти. При всем уровне угрозы река все равно была обитаемой, и порой невозможно было определить, что за темное пятно подернуло ее воды. Тень от облака или спина грандиозного хищника. Люди старались не соваться к воде. Спускали туда роботов, да и то, если очень надо, а путешествовали по мосту. В прошлом он был великолепен. Одна из вершин инженерной мысли — потрясающее строение из металла и камня. По этому мосту когда-то с легкостью одновременно проезжали и машины, и поезда, но прямое попадание ракеты не выдержал даже он, середина давно рухнула в воду. Часть обломков унесло, часть так и осталась печальным курганом в центре реки, символом былого величия. Оставшиеся фрагменты моста напоминали оголенные кости неведомого зверя, который однажды упал тут и обратился этой рекой. Уже во времена Черного города 2 части моста снова соединили, но не навсегда. Военные использовали разводные плиты, которые давали дорогу только тем, кто прошел проверку. Изначально мост разделял на 2 части величественный мегаполис. Город был настолько большим, что многие здания уцелели и теперь, просто далеко не все использовались людьми. На внутренней стороне, той, что относилась к контролируемым территориям, восстановили пару улиц. Здесь люди жили как раньше, занимали светлые солнечные квартиры многоэтажек, налаживали магазины, кафе, мастерские, даже школы для детей. Семьи старались не разлучаться. Ну а на целые кварталы почерневших от времени зданий, похожие на гигантское кладбище, все уже привыкли не обращать внимания. Человек ведь и не к такому привыкает. Вторая половина города, та, что осталась за мостом, выглядела куда менее цивилизованной. Восстанавливать ничего не спешили. Несколько зданий укрепили досками и металлическими прутьями, просто чтобы они не рухнули людям на голову. Однако оставаться там на ночь не хотели даже военные, разве что беженцы задерживались, те, у кого не было выбора. Потому что город все больше тонул в зелени, наползающей, неудержимой. Природа брала свое, дробила металл корнями, заселяла пентхаузы последних, не рухнувших небоскребов летающими мутантами, наполняла пустые коридоры гулом ветра, похожим на многоголосое пение призраков. Последний реквием того, что было и не вернется никогда. Именно там и проводили первую проверку караванов. Военные приходили туда днем, потом плиты разводили, обычная мера безопасности. Для Гекаты, разумеется, рвались все обустроить в лучшем виде, но она отказалась. Она ненадолго задержалась у разлома, смотрела не вниз, смотрела вверх и вперед, на серебристо-серое небо и тонувший в зелени горизонт. Она, в отличие от многих подопечных Черного города, бывала там не раз,
Знала, что пустоши — это не только смертельная опасность, но и свобода. Геката глубоко вдохнула прохладный воздух, пропитанный речной свежестью и прелыми травами, медленно выдохнула, стало спокойней. Можно начинать. Она разогналась, оттолкнулась ногами от края и прыгнула вперед. Для большинства людей это было бы непреодолимое расстояние, и не только для людей, для мутантов тоже, но Геката умела рассчитывать свои силы, знала, что доберется, и чувство полета привлекало ее куда больше, чем необходимость гулко маршировать по металлическим плитам. Правда, в прыжке ничто не закрывало ее от реки, она оставалась на виду. В большинстве случаев это ничего не значило, теперь вот привлекло внимание. Кипящие воды разверзлись, выпуская крупную тварь, не меньше 7 метров в длину, похожа на помесь угря и ящерицы с недоразвитыми лапами. Хищник. Это сразу видно по распахнутой на 180 градусов пасти, заполненной рядами острых клыков. Геката слышала, как закричали люди на обитаемой стороне, как кто-то запустил роботов. Сама же она смотрела на речного монстра скорее с любопытством. Страха не было. Она знала, что он не дотянется до нее, и шанса нет. Его эта похожая на зонт пасть как раз тормозит. А если бы и добрался, кому от этого хуже? Но убивать его не пришлось. Уродец допрыгнул лишь до середины грандиозных колонн, поддерживающих мост, неловко дернулся, захлопнул пасть и рухнул в воду, обдав берега пенистыми брызгами. Боевые роботы, только-только стартовавшие, полетели обратно, а Геката ловко приземлилась на другую сторону моста. Все произошло за несколько секунд, ничтожное время для людей, внушительный срок для воплощения. Геката успела разглядеть, что существо из реки выглядело так, как и полагается выживающему охотой монстру, покрытое шрамами, поросшее какими-то паразитами, совсем не похожее на тех откормленных уродцев, которые преследовали людей. Нет, их точно провезли здесь. Они даже в лесу толком пожить не успели, потому что если бы успели, на них набросились бы другие твари, вроде того гигантского плоского червя, притворявшегося поляной. На другой стороне Гекату уже ждали, к ней поспешили офицеры, предупрежденные о том, что к ним пожаловала великая жрица, и все равно не знающие, как на нее реагировать. Она облегчила им жизнь, сразу обозначив: «Мне нужен доступ ко всем архивам пропуска. Немедленно». «За какой срок, великая жрица?» «Начнем с месяца, а там видно будет». Как и следовало ожидать, ее отвели в самое крепкое здание из всех, что находилось по эту сторону моста. Геката понятия не имела, использовалось оно постоянно или предназначалось для почетных гостей. Ее такое не интересовало. Даже тут на особый комфорт рассчитывать не приходилось. Но местным удалось неплохо сохранить и очистить древнюю мебель, созданную где-то между второй и третьей перезагрузками. Так что теперь Геката могла работать в просторной комнате на 5-м этаже, за окном которой открывался великолепный вид на захватывающий город-лес, так похожий на море. На столе ее дожидался компьютер, на удивление современный в этих странных декорациях потерянного прошлого, и огромный букет белых цветов. Явно для нее расстарались. Геката сильно сомневалась, что военные нуждаются в таких вот приятных мелочах. Может, порадовать ее хотели, а может, прикрыть запах крови, пропитавший эти стены. Нет, скорее первое. Запах крови человеческим обонянием уже не уловить. Люди даже не знают, что он сохранился. «Мы можем что-нибудь сделать для вас, великая жрица?» — осторожно спросил один из сопровождающих ее офицеров. «Станьте вон там», — Геката указала на дальнюю стену. «И не говорите ни слова, пока я не позволю». Она не стремилась злоупотреблять властью воплощения. Удовольствия ей это никогда не доставляло. Геката просто организовала все так, как ей удобней, и эти трое действительно могли ей понадобиться. Она не собиралась просматривать все отчеты и записи камер наблюдения одну за другой, на это у нее не было времени. Геката подключилась напрямую к компьютеру и запустила все одновременно. Пожалуй, офицеры были удивлены тем, что она просто замерла на месте и смотрит в никуда. Им такое не понять. Хотя Марк на своем нынешнем уровне уже справился бы. Снова Марк? Он здесь при чем? Геката легко отогнала лишние мысли, но определенный след они все же оставили. Ей было на чем сосредоточиться.
В архивах хранились все данные: имена беженцев, даты прибытия, номера всех транспортов, грузы, количество, вес, состояние, что угодно. Чаще всего в связке с соответствующими роликами. Могло показаться, что Геката гоняется за черной кошкой по темной комнате, но, во-первых, великая жрица в темной комнате могла найти что угодно, в свете она не нуждалась. А во-вторых, 3 средних транспорта или 1 очень большой, они поприметнее кошки будут. Она нашла их. Все-таки несколько, 4, не 3, и это настораживает. Намекает, что на контролируемую территорию притащили что-то еще. А может, в 4-м как раз был настоящий груз, чтобы машины с хищными тварями не смотрелись такими подозрительными. По документам там перевозились особо ценные компоненты древних орудий, собранные в пустошах. Умно. Это объясняло большой вес грузовиков и то, что осматривать их нужно с осторожностью, сканировать тем более. Но их все равно проверили. Впрочем, если бы не проверили, они бы привлекли на дороге куда больше внимания. На результаты компьютерной проверки Геката не обратила внимания, и их как раз подделать предельно просто. Ее интересовало кое-что другое. Она вывела на экран изображение грузовиков и связанных с ними документов. Со стороны казалось, будто это произошло само собой, без каких-либо усилий с ее стороны, и она слышала, как у стены зашептались о чем-то люди. «Подошли сюда», — нетерпеливо позвала она. В отчете сказано, что этот груз лично досматривал только 1 человек. Почему? Положено 2. «В этот день приходилось работать быстро», — пояснил офицер. «Накануне платформа сломалась, и на этой стороне скопилось многовато машин и людей. А когда все снова заработало, пошла атака мутантов. Стая свернула, они так мигрируют иногда. Нам пришлось разделиться, кто-то защищал периметр, кто-то проводил досмотр». Какое удобное совпадение. Геката не выдержала, усмехнулась, зная, что это еще больше насторожит офицеров. Ну и пускай, слишком они нервны для такой профессии. Если бы продавец игрушек не был их врагом, она бы лично ему поаплодировала. Умён стервец. Но чем умнее противник, тем он опаснее. «Кто такой Гамри Гаэтана?» — спросила она, бросив беглый взгляд на отчет. «Дайте угадаю. Новичок, который поступил на службу за пару месяцев до того происшествия». «Что? Нет, Гамри, в смысле лейтенант Гаэтана, работает с нами уже много лет. В Ворота 3 он перевелся 4 года назад, до этого был в патрулях, в разведке. Великая жрица, я не знаю, в чем вы его подозреваете, но лейтенант Гаэтана хороший военный, он верен Черному городу». Какой любопытный поворот, но не шокирующий. Геката за свою жизнь поймала слишком много предателей, чтобы появление нового застало ее врасплох. «Где он сейчас?» — только и спросила она. «Не просила о переводе?» «Нет, что вы, работает, как работал». «Отведите меня к нему». Геката допускала, что он окажется на другой стороне реки. Тогда, даже если она снова прыгнет, его успеют предупредить. Но предполагаемый хороший военный Гаэтана находился на дежурстве. Он по-прежнему работал в пункте досмотра грузового транспорта. Именно там он не так давно пропустил на контролируемую территорию мутантов. Или не пропустил. Версия, изначально казавшаяся безупречной, все-таки дала трещину. Если Гаэтана предатель, разве не логично ему было удрать отсюда? Он знал, что сделал, знал, что кровавый след может привести к нему. Не обязательно даже увольняться, вызывая подозрения. Можно вполне законно перевестись. Он проработал на границе достаточно долго для этого. Да и продавец игрушек куда смотрел? Ему следовало убить своего союзника, устроить несчастный случай вроде падения в реку, и все. Как минимум допроса не будет. А если это был не он, то почему именно в день, когда на досмотр прибыли подходящие грузовики, случилось нападение мутантов? Геката быстро смирилась с тем, что не угадает. Однако она не сомневалась, что обмануть ее Гаэтана не сможет. Один допрос, и все встанет на свои места, никто еще не выдерживал. На этот раз Гаэтан работал не один, с напарником, как и положено. Насколько удалось разобраться Гекате, после того случая в его поведении ничего не изменилось. Он всегда был приветливым, по выходным напивался с друзьями, однако ни разу не ляпнул ничего подозрительного. Он был расслаблен. Еще одна трещина на идеальной версии. Нужно ждать допроса. Только вот допроса не было. Гаэтана не предупреждали о том, что она придет, и все равно он узнал ее.
Не потому, что они хоть раз общались. Может, он видел ее издалека, а может, просто догадался, что лишь воплощение способно так выглядеть, да еще и заставить офицеров кланяться. Гаэтано ничего не сказал, ничего не пояснил, не попытался притворяться. Он сразу сорвался на бег. Такого не ожидал никто. Офицеры и напарник Гаэтано беспомощно замерли, пытаясь понять, что происходит. Геката это как раз понимала, и если бы она стояла достаточно близко, эти его беговые упражнения закончились бы, едва начавшись. Увы, обстоятельства сыграли против нее. Лейтенант находился на другом конце просторного зала для досмотра грузовиков, на пути стояли роботы-погрузчики. Геката все равно бросилась в погоню мгновенно, но когда она добралась до двери, через которую удрал Гаэтано, его уже не было поблизости. Неважно. Она могла отыскать его по шагам, по запаху, по грохоту испуганного сердца. Догонялки Гекату раздражали, но они же помогали ей. Теперь не придется тратить время на вежливую часть допроса. А еще она успела почувствовать, что лейтенант — человек, не какой-нибудь робот-двойник, подменивший настоящего военного. Получается, очередной предатель, а их жалеть не надо. Однако оказалось, что Гаэтано и сам не собирался себя жалеть. Он не пытался убежать от воплощения. Геката нашла его очень скоро. Он свернул в соседний зал. Ну а там располагалась большая утилизационная печь, предназначенная для уничтожения любых форм жизни, пробравшихся из пустошей. Обычно в просторной бочкообразной камере оказывались шипящие мутанты или безмолвные паразиты, бросавшиеся на прозрачное наблюдательное окошко металлического люка. Теперь там замер человек в военной форме. Геката просто не успела ничего сделать. Лейтенант запустил программу сразу же, как только вошел в комнату. У него оставалось 3 секунды, чтобы скользнуть в люк. С этим он справился. Дальше замок заблокировался, и в печь хлынуло пламя. Могучее, всепоглощающее, уничтожающее Гамри Гаэтано, который теперь метался по камере с криками, надежно заглушенными изоляцией. Минута, и нет никакого хорошего лейтенанта, служившего черному городу много лет. Есть только прах на раскаленном металле. И есть разговоры о предательстве за спиной у Гекаты. Это болтают только-только подоспевшие офицеры. Они ничего не знали, не подозревали, не верили, и теперь они чувствуют себя обманутыми. Они прячут горечь и обиду за оскорблениями. Какой подонок! Слишком быстрая смерть. Всего-то пару секунд помучился. Ну, хоть не ушел безнаказанным. Но они добрались слишком поздно, когда он уже горел. Геката стала единственной, кто успел заглянуть в печь за миг до того, как вспыхнуло пламя. Единственной, кто видел глаза Гаэтано перед смертью. И лишь она могла сказать. Глава 6. Зоран Лазик никогда не хотел становиться мастером контроля. И во всю эту историю он вляпался по глупости. Ну, сколько там лет ему было, когда ему подсунули первый тест? 7, 8? Он просто хотел снова стать лучшим, зная, что это порадует маму и бабушку. Он даже не догадывался, что это определит всю его дальнейшую жизнь. Уже когда он попал в военную академию, многие курсанты рассказывали об ужасах дороги и опасностях жизни в дальних объектах. Зоран слушал это как страшную сказку, замирал, страдальчески морщился, порой даже мучился от ночных кошмаров. Он всегда был впечатлительным. И все же в глубине души он долгое время не мог поверить, что мир бывает еще и таким, потому что его личный мир оказался куда более приятным и безопасным. Испытание дорогой познала только его бабушка, и даже она была тогда маленькой девочкой, от которой ничего не зависело. Ее родные защищали ее, кормили, не давали уйти с охраняемой территории, позже построили для нее дом, в котором всегда было уютно и тепло. Ее мать приучила ее спать в специальной повязке, закрывающей глаза и уши, поэтому даже если на лагерь беженцев нападали, девочка могла благополучно это все не заметить. Мама была психологом, знала, что в ту пору личность формируется, рассказывала потом бабушка. Ну а еще, думаю, она хотела, чтобы я умерла во сне, так ничего и не поняв, если бы они не сумели меня защитить. Мама родилась уже в эпоху Черного города. Нельзя сказать, что ей было просто, но у нее был дом, и было право надеяться, что завтрашний день для нее все-таки наступит. Бабушка стала врачом, мама тоже этому выучилась, и получалось у обеих неплохо. Даже то, что отца у Зорана никогда не было, младенец просто появился на свет, когда его матери захотелось,
Никого не смутило, это лишь спасло их от горечи утраты. Очень немногим друзьям Зорана удалось сохранить отцов до зрелого возраста, так что уж лучше и не привыкать. Получилось так, что Зоран стал первым мальчиком в этой семье за 3 поколения, поэтому его любили с какой-то особенной, гордой силой. Недостатка в еде не было, и в доме сразу обустроили маленькое убежище, чтобы Зоран точно выжил, даже если все остальные погибнут. Гулять его пускали только под присмотром и только на территории объекта. Вон, 5 мальчишек с соседней улицы сбежали недавно в лес, а вернулся только один и без ноги. Зачем семье Лазик это надо? А Зорану зачем? Он даже не любит бегать и прыгать, и карабкаться на деревья. Он умный мальчик, избавьте его от этих ваших глупостей. Поэтому Зоран много ел и мало рисковал. В результате, к тем самым 7-8 годам, когда проводилось первое тестирование, он стал необычно округлым. Других таких детей в объекте не было. Нет, они все вырастали поджарыми, сильными и смуглыми от солнца. Зоран же, сидевший в своей комнате, был пухлым бледным херувимчиком. Он даже знал от бабушки, что такое херувимчик. Образ дополняли золотистые круглые кудри и искристые глаза, светло-карие, на солнце сиявшие, как дикий мед. Дома его чаще всего звали Пирожочком. Мама и бабушка хотели только одного — уберечь его от всех бед мира. Зоран старательно помогал им в этом, выполняя все родительские наказы и не нарываясь на неприятности. При этом нельзя сказать, что он был совершенно бесполезен и приготовился вести паразитический образ жизни, уютно устроившись на спинах мамы и бабушки. Они бы, может, даже не возражали, Пирожочку все прощали за один умильный взгляд. Но у Зорана неожиданно обнаружился талант, который попросту увлекал его, даже если делать что-то не было необходимости. Он очень хорошо разбирался в технике. Он уже и не помнил толком, как это началось. Кажется, у бабушки на кухне что-то сломалось. Она злилась, кому-то звонила, кого-то звала, но они не приходили, потому что уроды криворукие. Зоран так и не понял, при чем тут одно к другому, однако определение запомнил. Пока бабушка ругалась и металась по дому, маленький Зоран пришлепал к открытой панели управления, окинул все дивным медовым взглядом, перехватил оборвавшиеся провода пухлыми пальчиками, а через 5 минут система вновь заработала. Мама и бабушка долго не могли понять, как он это сделал, его ведь никто ничему подобному не учил. А Зоран оказался не в состоянии объяснить, говорил он тогда не слишком хорошо. Он лишь помнил ощущение неправильности от взгляда на порванные провода. В любой системе есть гармония, и если она нарушена, ее нужно восстановить. То, что изначально предстало приятной случайностью, оказалось признаком таланта. Зорану захотелось попробовать снова, разобраться, что и как работает. Мама и бабушка, разумеется, видели его в будущем только врачом. Вся эта возня с оборудованием их насторожила. Но не сильно. Они рассудили, что это просто мальчишеская забава. Зоран наверняка это перерастет или получит интересное хобби, которое только на пользу его блестящей медицинской карьере. Они радовались, когда он разбирался в технике и чинил что-нибудь дома. Радовались, когда он делал больше, чем другие дети. Зоран ожидал, что после тестирования они тоже будут радоваться, но когда выяснилось, что у него самые высокие способности к нейроконтролю среди всех детей поселка, радости почему-то не было. Бабушка так кричала тогда на маму, так кричала. Зоран раньше ничего подобного не слышал. Он, перепуганный, ничего не понимающий, забился в угол и, обхватив голову руками, рыдал, пока бабушка громыхала. «Ты должна была ему объяснить! Я ведь говорила тебе! Ты не научила его, как поступить правильно!» «Я думала, он покажет средний результат!» Пыталась оправдаться мама, тоже утиравшая слезы. «Я боялась, что если у него ничего не найдут, нас переведут в менее значимый объект!» «Ты со мной перед этим посоветоваться не могла?» Думала она, вот и что нам теперь делать? Ему так и не объяснили, в чем он ошибся. Они и правда перебирали разные варианты, даже бегство рассматривали. Но бабушка вовремя вспомнила дорогу, и они остались в том же объекте. Они не решились противиться воле черного города. Понадеялись, что Зорану позволят присоединиться к инженерам-изобретателям. Это почетно и безопасно. Ну какой из него военный? Это же смешно. Он по-прежнему рос пирожочком. Хорошо он разбирался только в технике, а позже контролировал роботов.
Со всем остальным у него было не очень. Только вот это никого в руководстве не смутило, и Зоран Лазик был зачислен в военную академию на пару лет раньше нормы. Он даже радовался. Сначала. Когда говорили про рекордные показатели и большое будущее, но когда начались занятия, радоваться он перестал. Во-первых, Зорана впервые в жизни избили. До этого самым суровым наказанием, которое он получал, был шлепок или подзатыльник от бабушки. Ничего большего не требовалось. Зоран был послушным мальчиком и не доставлял особых проблем. Он и сейчас их доставлять не хотел. Он просто попытался объяснить наставнику, что ему нежелательно бегать, у него слабое сердце и одышка. Но оказалось, что удар сапогом — это тоже аргумент, причем на удивление распространенный. Во-вторых, Зорану поспешно пришлось перестать быть сладким пирожочком. Никого тут не волновало, что он быстро устает, на сквозняке он простужается, а от перегрузок у него болит голова. Он выяснил, что не обязательно любить бегать, прыгать и карабкаться, чтобы все это уметь. В первые годы ему назначили в 2 раза больше тренировок, чем другим курсантам. На усталость не обращали внимания, при травмах быстро ставили на ноги, а на слезы отвечали любимым аргументом в виде сапога. В-третьих, выяснилось, что отказаться от этого нельзя. Он пробовал, пытался объяснить, что не хочет быть даже боевым оператором, не то что мастером контроля. Да, это почетно, но ему даром не упало. Так не лучше ли предоставить возможность заниматься таким тем, для кого это мечта? Но выбора ему никто не давал. Черному городу требовались не желания, а способности. Не хочешь действовать в полную силу? Ну, тогда ты просто умрешь на первом же задании и станешь начинкой для другого пирожочка, обитающего где-нибудь в пустоши. Зорану пришлось измениться, чтобы выжить. Годы в академии обтесали его, в самом буквальном смысле. Исчезли округлые бока херувимчика, налились силой мышцы, иначе было нельзя. Сканер проверял каждого курсанта на процент жира в организме, и к Зорану из-за его первых попыток протеста было приковано особое внимание. Он научился уверенно бить и метко стрелять. Он мог несколько часов бежать без остановки. Он терпел усталость и боль. Только вот все это ему по-прежнему не нравилось. И когда он вошел в 10 лучших курсантов выпуска, это его не порадовало. Он давно усвоил, не каждый успех ведет к чему-то хорошему. Зоран даже осторожно пытался занизить собственный результат, но так, чтобы снова не получить сапогом, и ему порой удавалось. Но на его беду сокурсники оказались на порядок глупее. На фоне такого сравнительного ряда не войти в 10 лучших просто не получилось. О том, что ему полагается учиться дальше и стать мастером контроля, Зоран узнал в день выпуска. Чувства были странные. С одной стороны, получать первого боевого робота и отправляться на задание ему не хотелось. С другой, он понимал, что новое обучение — это просто отсрочка, и когда он справится с этим, его ожидают куда более серьезные миссии, чем простых военных. Так что это был бы сложный выбор. Если бы вообще был, но от Зорана ожидали не решений, а подчинения. И он подчинился. Первые дни на объекте 21 он был насторожен. Здесь все было не так, как в военной академии, и он не представлял, чего ожидать. Но постепенно он расслабился, понял, что новый этап жизни может получиться даже интересным. Его талант к работе с техникой оказался востребованным, и Марта Грей сказала ему, что далеко не каждый мастер в итоге оказывается на поле боя. «Под огонь первыми подставляют те задницы, которые поглупее», — пояснила она. «А ты докажи, что тебя нужно сберечь, и получишь уголок поприятней». У него появилась цель, и Зоран уверенно к ней шел. Нет, вернуться к образу всеобщего любимца-ангелочка он бы не смог. Когда тебе чуть больше 10 лет, это непозволительная блажь. Так что он поддерживал себя в форме, обязательной для боевого оператора. Однако он ни от кого не скрывал, что ненавидит насилие в любом проявлении. Он уже усовершенствовал несколько стандартных учебных роботов, он был на хорошем счету. Ему казалось, что хотя бы до конца обучения он защитил себя от столкновения с внешним миром. Только вот внешний мир неожиданно сам пришел к нему. Вторгся в устоявшуюся рутину, принял образ сначала загадочного продавца игрушек, в сути которого Зоран так и не разобрался, а потом целого каравана из беженцев, мутантов и паразитов.
Он впервые столкнулся с реальной жизнью, и она ему уже не нравилась. Зоран надеялся лишь на то, что ему позволят отсидеться где-нибудь в стороне. И так ведь хватает самоназначенных героев, которых хлебом не корми, дай проскакать галопом по передовой. Пусть они и отдуваются. У Зорана и так все в порядке, спасибо большое. Кое-что у него получалось. Когда назначили команды, призванные найти и вернуть беженцев, Зоран удачно затерялся в кабинетах. Марта Грей называла такое «притворился мебелью». Но он расслабился рановато, появился в коридоре один, а это то самое уязвимое положение, при котором порученное тебе задание перекинуть попросту не на кого. Откуда ж ему было знать, что именно сейчас на его пути окажется Аделаида Синс? Она явно куда-то спешила, поэтому не просто подозвала к себе Зорана, а заставила шагать рядом с ней. «Ты ведь тот техник, так?» — спросила она. «Особо одаренный». «Не звучит как комплимент», — вздохнул Зоран. «А комплименты тебе делать никто и не собирался. Держи ключ. Мне необходимо, чтобы ты проверил мою лабораторию». «В смысле проверил?» «Ситуация с беженцами еще не решена», — пояснила Аделаида. «Меня вызвали на важное совещание. Я не могу заняться этим сама. Лаборатория заблокирована всегда, когда меня нет внутри. Но с учетом нынешних обстоятельств нужно активировать аварийный режим. Сможешь?» Хотелось сказать, что нет. Пусть поищет кого-нибудь получше, поумнее и посмелее, а он, Зоран, с удовольствием примет звание бесполезного дурака и закроется в своей комнате. Только вот он знал. Работать его все равно заставят, просто потратят больше времени на инструктаж. Если сделать это все равно придется, то лучше поскорее совсем покончить и забыть. «Я разберусь». «Хороший мальчик», — хмыкнула Аделаида. «Доложишь мне, когда закончишь». Зоран смиренно склонил голову, потому что иначе было нельзя. Бывают спокойные, уверенные в себе преподаватели, которые за свою жизнь сделали так много, что у них просто нет ни малейшего желания укреплять самооценку за счет студентов. Но Аделаида определенно была не из их числа. Она ведь и сама еще молода, ничего толкового не достигла, наобещала начальству непонятно чего. Она была нервной, дерганой, и каждый не понравившийся ей взгляд воспринимала то как оскорбление, то как домогательство. Поэтому Зоран лишний раз на нее не смотрел и выполнял задания так, чтобы от него поскорее отвязались. Бывали поручения, с которыми справиться несложно, нужно лишь преодолеть лень. Однако на этот раз ему не повезло по-крупному. Нужно было отправиться в лабораторию, да еще и в одиночестве. Зоран терпеть не мог это место. Он решительно не понимал, зачем тащить в объект источник смертельной угрозы. Хочешь строить научную карьеру? Дуй туда, где этим занимаются все, а не обустраивай зверинец в школе. Аделаида любила повторять, что ее лаборатория безопасна, мутанты не сбегут оттуда ни за что на свете. Однако Зоран по-прежнему разбирался в технике куда лучше, чем другие жители объекта. Он прекрасно видел, клетки обустроили кое-как, методом проб и ошибок. Пока им везет, все работает. Однако, если вести перестанет, предупреждение будет недолгим, и не факт, что они успеют починить систему достаточно быстро. Там еще и посыпаться все может по принципу домино. Лучше и не думать об этом. Направляясь к лаборатории, Зоран сумел подавить недовольство. Он решил, даже к лучшему, что задание досталось именно ему. Какой-нибудь туповатый Мельхор Федак и вовсе не справился бы, а всеобщие любимчики вроде Нико Тулиади предпочли бы выполнить приказ, и не более, ни шагу в сторону от инструкций. Зоран же успел придумать, как перенастроить систему так, чтобы мутанты точно никуда не делись. Правда, после этого Аделаида хрен откроет клетки, даже если ей будет нужно. Но всегда можно сказать, что это беженцы что-то испортили, он не при делах. Он настроился только на это. Расслабился. Беженцев он не боялся. Знал, что многих уже отловили, ну а те, что остались, запуганные доходяги, которые сами не высунутся. Так что Зоран вошел в здание спокойно, даже насвистывая прилипчивую мелодию, не отпускавшую его который день. И уже на пути к панели управления он поперхнулся этим свистом, замер, не веря своим глазам, пытаясь найти тому, что видел, любое объяснение, кроме очевидного. Клетки были открыты.
Все чертовы клетки, которые можно было наблюдать со стороны входа, оказались распахнуты. И не выломаны изнутри, как он давно уже опасался. Похоже, кто-то намеренно их открыл через центральный компьютер. Быстрая проверка настроек через нейромодуль подтвердила это. Объект, запертый на карантин, теперь наполнился монстрами из пустошей и, возможно, стал самым опасным местом на контролируемой территории. Зоран застыл, не решаясь двинуться ни дальше, ни обратно. Да он даже дышать боялся. Он ни к чему подобному не готовился. Он не знал, как это произошло, как с этим справиться. Он пытался вспомнить всех уродцев, которых собрала тут Аделаида, но мешала паника, мысли путались, пульс ускорялся. Такого не может быть. Не с ним. Он же ничего не сделал. За что ему это? Так, стоп. Нельзя поддаваться. Он и сам не заметил, как дыхание стало слишком быстрым, неглубоким, и уже закружилась голова. Понятно, что у него большие проблемы, но он не может просто умереть здесь, да еще так глупо. Для начала нужно было обеспечить собственную безопасность, получить хоть какую-то паузу в нарастающем ужасе. Хотелось метнуться обратно к двери, но она скрылась за поворотом. До панели управления куда ближе, рядом с ней защитная капсула, предназначенная как раз для таких случаев. Зоран заставил себя поверить, что это всего лишь тренировка. Никаких монстров рядом нет. Худшее, что с ним может случиться, это низкий балл, но не смерть. А с тренировками он всегда справлялся блестяще. Зоран двинулся вперед, постоянно оглядываясь по сторонам, зная, что хищники могли притаиться где угодно, хоть на стенах, хоть на потолке. У него ведь даже оружия с собой нет, поэтому ему особенно важно найти укрытие. Похоже, они уже убрались куда-то. Хорошо для него, плохо для объекта. Это лишь означает, что они выбрались давно, успели разбрестись по территории. И хотя Зорана интересовала в первую очередь собственная жизнь, он хотел как можно скорее предупредить остальных об опасности, зла им он точно не желал. Он добрался до капсулы, тут же заблокировал ее, обнаружил, что все-таки задержал дыхание, хотя обещал себе этого не делать. Зоран выдохнул, раздраженно смахнул со лба крупные капли пота и начал набирать сообщение Аделаиде. Он не был уверен, что удрали все мутанты, но написал, что все. Лучше готовиться к худшему. Предупредил, что это наверняка диверсия, случайно такое произойти не могло. Ответ Аделаиды был коротким. «Вали оттуда». Вряд ли она действительно восприняла все настолько спокойно. Уже сам побег мутантов — катастрофа для объекта, а Аделаида оказывается еще и под двойным ударом. Она наверняка взяла на себя ответственность за лабораторию, чтобы получить разрешение на эксперименты. Теперь, если ее не сожрут мутанты, ей вполне может открутить голову черный город. Но ко всему этому Зоран отношения не имел. Ему нужно было разобраться, как быть дальше. Валить — заманчивый вариант, который он и собирался сделать основным, просто не сразу. Он попытался подключиться к системе наблюдения лаборатории и не смог. Мастерства ему хватало, не работала сама система. Похоже, кто-то отключил ее в тот момент, когда выпустил тварей. Зорану удалось дотянуться лишь до жалких остатков архива, которые сообщали, что защиту взломали примерно час назад. Но кто это сделал? Как? Подсказок не было. Впрочем, у какого-нибудь любителя это не получится. Тут нужны впечатляющие знания. У беженцев они есть. Черный город давно уже пропускает на свою территорию только лучших. Теперь это привело к проблемам. Насколько тупым нужно быть, чтобы устроить такое? Имя виновного все равно установят, так или иначе, и будущего на безопасной территории не будет ни у него, ни у его семьи. Виноватый не понимал этого? Или понимал, но ему было плевать? Такое тянет на диверсию. Однако этот вариант Зоран отбросил. У беженцев нет причин устраивать диверсии в объекте 21. Бессмыслица какая-то. Он задержался в капсуле, потому что выходить было слишком страшно. Зоран убеждал себя, что сюда вот-вот явится Аделаида с подкреплением, тогда угроза отпадет, да и он сможет сказать, что дождался ее намеренно. А чтобы подтвердить эту версию, он занялся панелью управления. Любой из студентов сказал бы, что все сломано безнадежно, восстановить систему просто так не получится, но только не Зоран. Он как раз один вариант видел. Он открутил защитную плиту, добрался до микросхем, скрытых внутри.
Непонятное нагромождение техники для кого-то другого, знакомый и понятный узор для него. Чуть посомневавшись, Зоран просто вырвал одну из плат. Компьютер вывесил обиженное предупреждение, которое Зоран раздраженно смахнул. Так-то лучше. Теперь он все-таки мог добраться до камер и сканеров, установленных внутри лаборатории. Ему хотелось знать, где притаились хищники, те, что не покинули здание. Свой грядущий подвиг Зоран собирался ограничить предупреждением только и всего, а бороться с мутантами по его плану полагалось кому-нибудь другому, но неожиданно он получил больше, чем ожидал. В лаборатории были люди. То есть, конечно, беженцы, однако они в некотором смысле тоже люди. 3 человека, молодой мужчина и 2 женщины. Одна очень похожа на него, другая не похожа совсем. Мужчина был травмирован, на лице засохла кровь, на боку прямо поверх одежды наклеена изоляционная повязка, прозрачный гель, способный остановить кровь, но не скрыть чудовищную рану. Видимо, его уже грызанул кто-то из здешних постояльцев. Не похожая на него женщина, блондинка, поддерживала его. Вторая женщина, темноволосая, как и раненый мужчина, возилась с установленным на стене компьютером. Зоран понятия не имел, как они тут оказались. Скорее всего, решили спрятаться. На фоне других зданий лаборатория внушала доверие. Откуда им было знать, что это место уже занято? Проверив другие камеры наблюдения, Зоран обнаружил в ближайшем коридоре труп полупрозрачной твари, похожей на обваренную крысу. Но это так, элемент мутации. Еще этим утром она была здоровой и бодрой. Кровь совсем недавно перестала растекаться, так что существо наверняка убили беженцы. Да и алые пятна на изогнутых зубах намекали, где мужчина распрощался с куском мышц и ребром. От этого уродца они отбились и приманили других. Интересно, знали ли они, что рядом с мутантами кровь просто так проливать нельзя? Если ты не вооружен, разумеется. К операторам боевых дронов это не относится, и им как раз выгодно выманить и уничтожить как можно больше тварей. А вот со стороны людей, которые просто сражаются за свою жизнь, куда разумнее сдержать существо или убить так, чтобы кровь не пролилась, потому что иначе набегут другие. Но даже если беженцы об этом знали, должны были выяснить за время дороги, у них не осталось иного выбора. Зоран уже разглядел, что они отбивались чем могли, какими-то металлическими прутьями, стульями, даже ведром, одним из тех, в которых мутантам приносили мясо. Сейчас у них получилось, так ведь немалой ценой. Мужчина своим спутницам не поможет. Лучшее, на что он сейчас способен, не свалиться в обморок. Ну а к комнате, в которой они укрылись, уже подползают уродцы, похожие на лишенных панцирей улиток, только очень-очень больших улиток. Выглядят безобидными, но это иллюзия. На самом деле их скользкие, пульсирующие жгутами артерий тела способны выпускать в воздух облака ядовитого тумана, парализующего все живое. Они обездвиживают жертву, а потом пожирают заживо, и спасения уже нет. Зорана все это не касалось. Беженцы вообще-то сами виноваты. Им где сказали сидеть? Правильно, в карантинном корпусе. Как только они выбежали за его пределы, вся ответственность за их судьбу оказалась в их же руках. Студенты имеют право их арестовать, а вот защищать не обязаны. Особенно Зоран, который на все это не подписывался, который никогда не хотел стать мастером контроля, который пообещал бабушке, что обязательно вернется домой. Он помнил об этом, когда покинул защитную капсулу. Он поклялся себе, что направится напрямую к выходу, но в итоге он свернул к лестнице, как последний дурак. Он надеялся, что первый шаг будет самым сложным, а потом придет решимость, вроде как свойственная всем героям, не вышло. Слово «дурак» звенело и переливалось в сознании на все лады. Зоран ни на миг не забывал, что он не обязан делать этого. Он никому не смог бы объяснить, зачем же тогда делает, но и остановиться тоже не смог. Было страшно до дрожи, до слез на глазах, до головокружения. Он знал, что не сможет не бояться, поэтому просто разрешил себе это, чтобы сохранить хоть какую-то иллюзию контроля. Он дрожал от страха и действовал. По пути к комнате он перехватил контроль над несколькими сервисными роботами. Боевых тут не было, по крайней мере, не на этом этаже, а вот универсалов хватало. Изначально они предназначались для ухода за пойманными мутантами. Аделаида написала для этого целую кучу автономных программ. Теперь же Зоран выбросил из памяти роботов весь этот услужливый шлак.
он заставил их действовать по-новому. Универсалы налетели на мутантов быстро и уверенно. Подхватили с пола, не позволяя пролиться ядовитой крови, и швырнули за ближайшую дверь. Зоран уже изучил планировку, знал, что там холодильник. А даже если нет, не выберутся. Тварюги эти, конечно, успели выпустить газ, но оператор увеличил мощность вытяжки, он знал, что до него отрава не доберется. Даже если бы он сделал вдох, усовершенствованный нейромодуль, такой, как у него и других студентов, сам бы справился с этим через прямое влияние на иммунную систему. Он провел боевую операцию идеально, как по учебнику, все получилось. Зоран даже обрадоваться успел, но радость эту не удержал. Потому что секундой позже он почувствовал, как под его ногами дрожит пол. Вибрация не была постоянной, скорее мерные толчки, как при землетрясении. Или от шагов кого-то очень тяжелого. И треск бетонных плит намекал, что куда более вероятен второй вариант. Зорану не хотелось смотреть, кто именно приближается к нему, а не смотреть было нельзя. Это не симуляция, где можно просто отключить компьютер. Это его жизнь, которая прямо сейчас рискует стать очень короткой. С помощью камер он заглянул за угол и выругался так, что бабушка наверняка отхлестала бы его по губам придорожной крапивой. Зоран понимал, что ругань практической пользы не несет, и все равно ему стало легче. Он будто выпустил из себя часть страха, как выпускают излишек пара, чтобы избежать взрыва. То, что к нему приближалось, было опасней слизней. Намного. Оно было крупным и едва умещалось в коридоре, из-за этого и двигалось медленно. Зоран подозревал, что оно способно на куда большую скорость. На первый взгляд казалось, что это одно тело на ногах, или одна голова, как посмотреть. Скорее голова, потому что это нечто напоминало деформированный человеческий череп, покрытый остатками сгнившей серой кожи. Откуда-то снизу, из основания черепа и из дыры, образованной исчезнувшей нижней челюстью, росли 3 пары странно изогнутых ног, заканчивающихся неким подобием копыт. Впрочем, сходство с человеком было лишь маскировкой, странным подражанием, которое вполне возможно сформировалось уже в лаборатории. Настоящее тело существа, мягкое, склизкое, бесформенное, металось внутри панциря, то и дело приникая к окнам-глазницам. Зоран не видел его полностью, но прекрасно помнил, с какой ловкостью оно пожирало мясо и дробило кости брошенных ему во время кормежки животных. Становиться такой же жертвой он точно не хотел. Он не собирался подпускать это существо близко, он послал универсалов ему навстречу. В его распоряжении оказалось 3 робота, все вполне крепкие. Дальнобойных орудий нет, кто бы их установил, но есть инструменты, которые сойдут за оружие. Лезвия, щиты, металлические петли. Этого должно быть достаточно. По крайней мере, Зоран надеялся, что будет достаточно. Если он не победит эту тварь, то хотя бы задержит, выиграет время, ну а потом сюда подоспеют Аделаида и остальные, и все будет кончено. Однако реальность показала, что у самого Зорана вероятность завершить свой жизненный путь повыше, чем у монстра. Его роботы не смогли ровным счетом ничего, потому что не успели. Едва они скользнули за поворот, как из пасти существа выплеснулся грандиозный поток мутной густой жижи. Она выглядела отвратительно. Воняло так, что у Зорана, стоявшего пока далеко, глаза за секунду слезиться начали, а главное, она уничтожала все на своем пути. У универсалов защитные корпуса, не каждая кислота им навредит, но это справилось. Она не растворила роботов полностью, однако пережгла схемы, необходимые для управления. Этого было достаточно. Зоран остался 1 на 1 с хищной тварью. Без оружия, без укрытия. Глаза слезились все сильнее, становилось трудно дышать. Ему едва удавалось сдерживать кашель. Пол покрывался трещинами, рискуя обрушить и человека, и мутанта на этаж ниже. Если Зоран окажется под обломками, он уже не выберется, не сможет просто. Да и долго не проживет, а умирать не хотелось так остро и отчаянно. Ему оставалось лишь одно — прижаться к двери, за которой укрывались беженцы, стучать по ней обеими руками, думая о спасении и не думая о том, что осталось у него за спиной. «Откройте!» — крикнул он. «Скорее!» Они слышали его, он знал. Он ведь по-прежнему мог наблюдать за ними через камеры. Он видел, как они собрались у двери, обсуждая что-то. Кажется, они спорили.
Да и понятно о чем. Они не знали, друг он или враг. Сумеют ли они закрыть дверь до того, как существо последует за ним? Не впустят ли они в защитное пространство ядовитый газ? Он мог бы подслушать, о чем они говорили, но на это не было времени и сил. Зоран слишком сильно хотел жить. Сама его природа будто перестроилась для службы одной единственной цели — спастись во что бы то ни стало. Он все еще боялся, но этот страх не мешал ему принимать решения и двигаться так быстро, как никогда раньше. Он достал из-за пояса нож, который не навредил бы крупному бронированному мутанту, но мог легко сбить компьютерный замок у двери. А дальше провода, схемы, знакомая картина. В иных обстоятельствах он действовал бы изящнее, даже не повредил бы защиту, но сейчас он задыхался от ядовитой вони, он спиной чувствовал на себе взгляд притаившейся внутри брони твари, поэтому он перерезал первый провод, показавшийся ему подходящим. Это открыло дверь, но это же сделало ее бесполезной, потому что закрыть ее было нельзя. «Валим!» — объявил Зоран, увлекая за собой ошалевших от такого поворота беженцев. Повезло ему в том, что непривычный режим выживания пока действовал. Именно это состояние позволило Зорану вспомнить план здания, определить, в какую из двух смежных дверей войти, пробежать по коридору к залу архива. Там автономная система жизнеобеспечения. Отличная дверь и достаточно места для 4 человек. Там они смогут укрыться надолго. Сколько вообще времени нужно Аделаиде, чтобы донести сюда свой тощий зад? Он не тянул беженцев силой, но это оказалось и не нужно. Мужчине стало заметно хуже, однако сила его спутниц хватило, чтобы дотащить его до архива достаточно быстро. Зоран позволил им войти и лишь после этого запер дверь. Когда с этим было покончено, он осмотрел зал, убедился, что тут нигде не притаилась очередная маскирующаяся под лампу тварь, и повернулся к своим вынужденным спутникам. «Какого хрена вообще?» — выдал он. Эту же мысль хотелось сформулировать совсем другими словами, и тут бабуля наверняка похвалила бы его за вежливость. «Ты мне скажи!» — тут же огрызнулась брюнетка. «Мы пришли просить о помощи, а нас пытаются убить самыми изощренными способами!» «Вы в конец офигели!» — поразился Зоран. «Или еще так, промежуточная стадия!» «Мы беженцы! Вы сами приперлись, вас сюда никто не звал! Можно было просто не пускать нас, а не истреблять! Вас уже истребляли под нашими дверями! Нам столько удобрения не нужно, особенно в пустыне!» «Да вы с вашим черным городом!» «Достаточно!» — наконец вмешалась вторая женщина. Зоран только сейчас разглядел, что она чуть старше. «Лара, ты сейчас договоришься до того, что нас выкинут обратно на дорогу. И пускай выкинут, там у нас хоть какой-то шанс будет». «За себя говори, а?» — с трудом произнес мужчина, и Зоран успел разглядеть, что зубы у него уже окрашены алым. Верный признак внутреннего кровотечения. Брюнетка тут же смутилась, виновато посмотрела на раненого. «Прости, я не хотела. Как ты?» «Как выгляжу, так и чувствую себя». Когда гневные вопли прекратились, Зорану наконец удалось разузнать, кто оказался в заперти вместе с ним. Семья Тарасовых старалась держаться вместе с самого начала пути. Мужчина и светловолосая женщина — муж и жена. Брюнетка — его младшая сестра. Им, в отличие от их спутников, повезло, они никого не потеряли в дороге. Они и тут терять не хотели, и когда на территории объекта началось нечто непонятное, они решили спрятаться. Только вот выбор они сделали очень уж неудачный. Им казалось, что они попали в медицинскую лабораторию. Того, что тут снуют мутанты, никто не ожидал. «Когда мы прибыли, они уже были свободны», — пояснила блондинка, Вита Тарасова. «Поэтому мы их и не заметили. Тут же все выглядит как аттракцион». «Из ада», — мрачно добавила младшая Лара. «Мы прошли слишком далеко, когда стало ясно, что происходит на самом деле. Мы попытались уйти, но тогда на Петю напали». Мужчина слабо махнул рукой, подтверждая, что Петя — это он. Из сочувствия к раненому Зоран не стал указывать, что и вариантов-то не было. Лара, между тем, решила снова подключить требовательный тон. «Нас вообще спасут или нет? Где ваши хваленные мастера контроля?» «В зародыше», — вздохнул Зоран. «Я не знаю, где они. Но они не спешат, потому что думают, что я ушел, а про вас вообще не знают». «Так они будут спасать нас? Или просто ударят по зданию какой-нибудь ракетой?» — забеспокоилась Вита. «Нет тут подходящей ракеты».
Подходящее оружие на самом деле было, но Зоран все равно сомневался, что проблему решат таким путем. Они ведь там, снаружи, и сами понимают, что большая часть мутантов давно удрала. Так зачем же терять отличное здание? Нет, они придут. Просто сейчас у них есть дела поважнее. Ему дело поважнее тоже требовалось. Сейчас, когда Зоран обеспечил им всем хотя бы минимальную безопасность, снова начала подкрадываться паника. Как он вообще вляпался в такое? Зачем полез? Сердце, будто подыгрывая этим мыслям, разгонялось, спасительная ясность разума отступала. Ему срочно нужно было отвлечься, иначе он рисковал превратиться в бесполезную истеричку. Хорошо еще, что в архиве способов отвлечься хватает. Пока женщины обрабатывали рану своего спутника, Зоран подошел к компьютеру. Основной архив был уничтожен, но это новостью не стало. Зоран даже не пытался его восстановить, он сразу начал развинчивать основной блок, чтобы подключиться к резервному диску. Не все знали, что такой диск существует. В базовой программе обучения этого не было, однако Зоран перестал бы себя уважать, если бы не разобрался, как работает техника одного из приоритетных объектов. Он давно выяснил, что в большинстве компьютеров есть такие вот диски, которые сохраняют данные в случае уничтожения основного программного обеспечения. Получить к ним доступ не так просто, одними кодами не отделаешься, нужно поработать руками. А это лучшая защита от большинства искателей приключений. Но работал Зоран гораздо лучше, чем дрался, и у него все получилось. Его интересовали в первую очередь данные со сканеров биологической активности. Если добыть их, можно определить, когда именно были освобождены мутанты и кто находился в здании в этот момент, кто тут все испоганил. Зоран наболтал в споре с Ларой лишнего и уже сожалел об этом, хотя ни за что не признал бы. Но на самом деле он не считал, что беженцы не заслуживают помощи и должны умереть. Не все так точно, а вот тому, кто выпустил мутантов, придется ответить. И чем быстрее определят, кто это сделал, тем быстрее он получит свой последний полет в пустоши с подарочным пинком под зад. Пришлось чуть повозиться, но Зоран все-таки справился. Он все еще находился в архиве и смотрел на пустой экран, а перед глазами мелькали коды, полученные из диска. Мутантов действительно выпустили почти 1,5 часа назад, тут он не ошибся. Большая часть покинула здание, но 10% еще внутри. Плохо, хотя и не критично. Осталось только выяснить, кто этим развлекался и куда он потом удрал. А никуда. Зоран не сразу в это поверил, потому что отчаянно не хотел верить. Он перепроверял данные снова и снова, но система каждый раз давала один и тот же результат. В какой-то момент сомнения стали походить то ли на безумие, то ли на детское упрямство, и Зорану пришлось признать правду. В миг, когда выпустили мутантов, в здании находились только 3 человека. Те же, что и сейчас, которые, по их словам, явились сюда намного позже, и с которыми Зоран оказался заперт в крошечном зале без единой возможности выбраться. Он знал, что монстры окружили их убежище снаружи. Он просто не догадывался, что монстры еще и внутри. Марк не хотел поддаваться упадническим настроениям, но и отрицать очевидное не собирался. С ними играют. Сначала казалось, что они контролируют ситуацию, но теперь он усомнился и в этом. Возможно, все, что происходит сейчас, было планом продавца игрушек, если за этим действительно стоит он с самого начала. А может, он умело подстраивается под ситуацию. Итог один. Он обходит их на их же территории. Сначала было нападение на беженцев, потом заражение, всеобщий карантин, побег, внутренняя вражда, похищение Леонии, а теперь еще и огромное количество мутантов. И на помощь к ним никого не пустят, они должны справиться сами. Даже при том, что на территории объекта 21 хватает и преподавателей, и будущих мастеров контроля, Марк начинал сомневаться, что этого достаточно. Он не собирался вызывать коллективной совести и заламывать руки, ему хотелось остаться одному, чтобы подумать. Он просто ушел в свою комнату. У него был перерыв. Считалось, что эти 2 часа на сон, но уснуть Марк даже не надеялся, а вот найти решение хотел. Может, и получилось бы, если бы в его распоряжении действительно были 2 часа. Однако одиночество продлилось от силы минут 20, а потом в его дверь постучали.
И судя по тому, что действительно стучали, они пытались проломить металл, явились к нему не мутанты. Хотя гостья была почти такой же неожиданной. На пороге стояла предельно мрачная Нико. «Ты разве не собиралась искать Леони?» — удивился Марк. «Собиралась. И буду, как только меня перестанут использовать для доставки сообщений. Ридли хочет, чтобы ты явился на склад. А вызвать меня по сети он не мог. Проявляет осторожность. Иди уже, не затягивай нашу и без того неприятную встречу». Марк догадывался, почему Лендер не позвал его через компьютерную сеть. Не доверяет технологиям, и это правильно. Их враг уже показал, как легко он способен взломать систему. Что-то не слишком важное еще можно было послать в эфир, а раз Лендер использовал Нико, ему нужно, чтобы на склад явился только Марк, без дополнения в виде бесноватых диверсантов. Нико с ним не пошла, она и правда стремилась как можно скорее вернуться к поискам. Но Марк в ее компании не нуждался, дорогу он знал. Он понятия не имел, зачем вдруг понадобился главе объекта, не строил никаких предположений и лишь поэтому не был удивлен, когда обнаружил на складе только Лендера, стоящего рядом с большим металлическим контейнером. Контейнер был из новых, тех, что делаются из бронебойного металла, да еще и обеспечиваются сложной системой защиты, распознающей личные коды. Благодаря этому открыть подобный контейнер может лишь небольшая группа людей, порой и вовсе один единственный получатель. Ну а взломать их почти нереально. У них и система самоуничтожения имеется. Лендер встречал Марка с таким видом, будто попросил студента принести ему кофе, и Марк действительно принес. Только предварительно выпитый и переработанный. Но если в мимике и взглядах глава объекта позволял себе демонстрировать истинное отношение к собеседнику, речь его была безупречна. «Это вам, господин Вергер. Я хотел лично убедиться, что вы получили послание, раз на его доставку были затрачены такие ресурсы». Марк окинул изумленным взглядом контейнер, в котором могло поместиться человек 5. «Мне? Это еще как понимать. Вопрос не ко мне. Я в ваши отношения не лезу. Я лишь с удивлением обнаружил, что с карантинным грузом теперь передают и личные послания. Не все и не всем. Но мы живем в мире привилегий, не так ли?» Марк наконец сообразил, что к чему, хотя было бы проще, если бы Лендер обошелся без намеков и поигрывания бровями, а сказал бы все прямо. То, что объект 21 закрыли на карантин, вовсе не означало, что Черный город отказался от него и предоставил замечательную возможность решать свои проблемы самостоятельно. Через границу никого не пропускали ни в одну из сторон, а вот грузы присылали регулярно. В первую очередь продовольствие, но могли подкинуть лекарств и оружие, если был запрос. При этом любая личная переписка оставалась под запретом, подарки тем более. Так что несложно представить всю гамму эмоций Лендера в момент, когда он обнаружил контейнер для одного из своих студентов. Да еще такой огромный, да без какой-либо информации о том, что находится внутри. Наверняка глава объекта воспользовался бы приоритетным допуском, наплевав на приватность, и заглянул внутрь, если бы это было технически возможно. Однако контейнер недвусмысленно блокировала печать Великой Жрицы, и удовлетворение любопытства оказалось для Лендера не таким важным, как сохранение головы на плечах. Теперь он испытующе смотрел на студента, ожидая пояснений, но Марку нечего было сказать. «Я понятия не имею, что там», — покачал головой он. «Она меня ни о чем не предупреждала. Возможно, это вообще не от нее, очередная ловушка. Если тот, кто нам противостоит, с такой легкостью подделывает печать воплощения, есть ли смысл сопротивляться? Я оставлю вас, Вергер. Великая жрица требовала, чтобы вы открыли это в одиночестве». Просто замечательно. Сначала он предоставил Марку возможность выдать секрет Гекаты, если бы таковой был, а потом только потрудился сказать, что была и оговорка. Но реагировать на это нельзя. Лендер все еще глава объекта, да и смысла нет. В том, что подглядывать он не будет, Марк не сомневался, не в его стиле. Он выждал пару минут, чтобы Лендер точно отошел подальше, и только потом приблизился к контейнеру. Как он и ожидал, в замок был встроен сканер биометрических параметров 3 уровней. Он не просто просветил Марка, он затребовал образец крови и только потом расшифровал код. Короткое письмо, вспыхнувшее неоновой вязью в пространстве. «Верность работает в 2 стороны.
Потрудись не опозорить меня своей смертью, иначе я найду твою душу в любом из миров и порву на части». Она не подписалась, но это и не требовалось. Последние сомнения в том, что послание действительно от Гекаты, растворились сами собой. Марк все равно не понимал, почему она не предупредила его. Тоже боялась, что их разговор перехватит? Или хотела устроить сюрприз? Вполне в духе Гекаты. Он подтвердил открытие контейнера. Он не подозревал, что там, но когда увидел содержимое, не выдержал, улыбнулся. И чувство было странное, но желанное, нужное сейчас. Не только потому, что Геката действительно помогла. Просто ощущение того, что продавец игрушек опережает их по всем пунктам, давило на Марка больше, чем он готов был признать, создавало иллюзию захлопнувшейся ловушки. А Геката напомнила ему, что он не обязан справляться со всем этим один, ему помогут. Она поможет, сквозь любые запреты и преграды. Значит, допустимая цель всего одна. Глава 7. Иногда бабушка, а потом и мама брали Зорана с собой на работу, в медицинский корпус. Для него накрывали одеялом стол или пару сдвинутых стульев, оставляли несколько безнадежно сломанных приборов и сажали в импровизированное убежище мальчика. Там он и сидел много часов подряд с перерывами на еду и сон. Иногда что-то чинил, но даже если нет, к пациентам он не приставал. Бабушка с умилением говорила: «Это потому, что он умничка». На самом деле он был просто замкнутым, а порой и трусоватым. Его пугали все эти обожженные женщины, покрытые шрамами мужчины, существа, в которых и люди-то узнавались с трудом. Но они до истерики пугали, и он наблюдал за ними через складки одеяла, но и, разумеется, слушал. Он запомнил, как охотники, осмеливавшиеся выходить в пустоши, рассказывали: «Там нужно очень четко понимать, с кем ты имеешь дело, даже если вид не знаешь. Когда ты кого из этих выродков в угол загоняешь, они себя по-разному ведут. Одни дерутся, как бешеные, насмерть, иногда побеждают, даже если не могут. Вторые быстро сдаются, притворяются мертвыми, потом и умирают. Очень важно отличать одних от других по первым же признакам, потому что когда ошибаешься, у тебя не так много конечностей на новые попытки». Зоран и сам не знал, зачем сохранил слова в памяти. Почему-то это вдруг всплыло теперь. Пожалуй, потому что он и сам оказался загнан в угол, и ему предстояло узнать, к какому типу пустынных зверей он относится. Результат его не порадовал. Он был из тех, которые умирают быстро и без боя. Когда до него дошло, что рядом с ним не просто беженцы, а очень опасные диверсанты, ему стало совсем плохо. Сердце забилось так быстро, что казалось, оно не выдержит. Вот-вот разорвется на части и стечет кровью внутри. Мышцы налились тяжестью, голова гудела и кружилась, во рту появился неприятный горьковатый привкус. Зорану захотелось положиться на переговоры, рассказать этим троим, что он все знает, умолять их о пощаде, объяснить, что он очень ценный заложник, убивать его ни в коем случае нельзя, потому что его дома мама и бабушка ждут. Он даже открыл рот, чтобы начать слезную мольбу, а потом закрыл, не издав ни слова. Разум, пусть и пронизанный ужасом, продолжал работать. Да, Зоран с сожалением признавал, что родился трусом, но при этом умным трусом. И он был способен просчитать, что его мольбы ни к чему не приведут. Речь идет о диверсантах, выпустивших мутантов. Они никого уже не пожалели, даже себя. Если бы им нужен был заложник, они бы сами отправились на его поиски. Если Зоран сознается, что выяснил нечто важное, его устранят как помеху. Нет, рыдать нельзя. А что можно? Как справиться? Он ведь даже не знает, с кем имеет дело. То, что они сказали, скорее всего, ложь, минимум наполовину. Зорану нужна была помощь, срочно, а он понятия не имел, как ее получить. Судя по тому, что они сотворили с системой лаборатории, в компьютерах они разбираются. Если он сейчас отправит сообщение кому-то из своих, диверсанты вполне могут перехватить его. Получается, тупик? Или нет? Попытка использовать традиционные способы связи грозила быстрой смертью, но ведь были еще пути, о которых беженцы не знали, потому что это слишком странно, слишком необычно, а сейчас, возможно, спасительно. Зоран прекрасно помнил экзамен, на котором опозорился вместе со всеми, и помнил, что случилось позже.
Марк Вергер уже не раз демонстрировал, что обладает какой-то непонятной способностью к прямому восприятию сигнала. А Зоран, в свою очередь, знал, что мастера контроля в чрезвычайных ситуациях могут использовать закрытую линию, доступную только им. Правда, изучал он эту связь лишь в теории, попробовать ему не довелось, но когда на кону оказывается твоя жизнь, научиться можно многому. Ты чего там завис?» — подозрительно поинтересовалась Лара. «Что мне делать, стоять рядом и дуть на ранку?» — отозвался Зоран. Он понятия не имел, как у него получилось скрыть дрожь в голосе. «Так смысла нет. Через повязку не почувствует». «Какие же вы тут все уроды!» — тут же вспыхнула брюнетка. «Решили, что если вы не первыми заняли этот клочок земли, весь мир принадлежит вам?» «Лара, хватит!» — устало бросила Вита. «Пусть возится со своими игрушками, если ему от этого легче». Ему и правда было легче, хотя бы потому, что от бездействия становилось совсем плохо. Зоран сделал вид, что действительно пытается починить компьютер, хотя любой более-менее толковый инженер определил бы, что он занимается ерундой. К счастью, беженцы не присматривались к нему. Они держались вместе у дальней стены, там располагалась кушетка, на которую уложили Петра. Зоран же продолжал звать. Так, как учили на семинарах. Ответа он не получал и понятия не имел, все ли делает правильно. Он даже допускал, что выходит у него истерично, и надеялся, что через систему компьютерных кодов это останется незамеченным. С другой стороны, плевать, пусть замечают, лишь бы было кому замечать. «Вергер, твою мать, чем ты вообще занят?» В отчаянии отправил очередное сообщение Зоран. И неожиданно получил ответ. «Чуть более важным делом, чем отслеживание эфира. Кто ты и что тебе нужно?» Это было так странно. Зоран понятия не имел, как работает прямая связь. Туманные объяснения преподавателей позволяли выяснить не так уж много. Он ожидал, что будет похоже на считывание сообщений из системы. Тексты, изображения, зависшие в пространстве. И он оказался не так уж далек от истины. Это и правда было. Однако в то же время ему казалось, что он слышит спокойный голос Марка Вергера, произносящий эти слова. Интересно, слышал ли Вергер его голос? Понимал ли, в каком он состоянии? Это Зоран выяснять не собирался. Он мог принять любой вариант. Торопливо, пока связь не оборвалась, он объяснил, в какой ситуации оказался. Правда, этим он слишком увлекся, и Лара снова взвелась. «Что ты там дергаешься? Тебя током бьет!» Зоран обернулся к ней, смерил уничижительным взглядом. Неважно, что он сейчас чувствует, насколько безжалостно страх выгрызает его изнутри. Лучшее, на что он способен, это оставаться солдатом до конца. «Твое какое дело?» — поинтересовался он. «Тебе что-то от меня нужно?» «Оставайся на связи», — велел Вергер. «Я выясню, кто они такие». Но Лара об этом диалоге не знала. Она продолжала бушевать. «Мне нужно, чтобы ты хоть что-то исправил. Мой брат умирает, а ты тут косички из проводов плетешь. Вы изгадили, а я исправлять должен». «В смысле мы изгадили?» — хищно прищурилась Вита. Он и не заметил, как ляпнул лишнего. Пришлось срочно выкручиваться. Сбили привычный порядок. Теперь на объекте одна катастрофа за другой. И вам, между прочим, помогают. Отсюда тоже вытащат. Лучшее, что вы можете сделать в качестве благодарности, не вякать мне под руку». «В чем-то он прав», — тихо согласился Петр. «У меня от вашей болтовни голова еще больше раскалывается». Брата Лара тут же послушалась. Она продолжала злобно зыркать на Зорана, однако обвинять его во всех бедах мира больше не пыталась. Он же отошел в сторону, устроился на полу и сделал вид, что дремлет. Как оказалось, вовремя, потому что от Вергера к этому моменту пришла целая серия сообщений. «Я нашел их главного. Тарасовы действительно путешествовали с караваном, они не самозванцы. Они жили в городе и были там хорошо известны. За время дороги они не сделали ничего подозрительного». «Ну и к чему это все?» — разозлился Зоран. «Они такие хорошие, что не могут быть предателями?» «Нет, но есть вероятность, что предатели не все. Петр Тарасов до разрушения города работал архитектором. При побеге был очень тяжело ранен, потерял руку. Большую часть пути провел в медицинском транспорте. Странно, что его не вышвырнули. Уровень человеколюбия понижается по мере продвижения по дорогам пустошей», — заметил Зоран. Может, и хотели, но не посмели. Его жена медик, она ценна для каравана. Но нам интересней его сестра». «Злобная истеричка!»
Возможно. Но при этом еще и хакер. В родном городе вскрыла систему и обеспечила себе немало материальных благ, прежде чем была арестована. Ей тогда было 18 лет, как я понял, по местным законам ее должны были казнить, но снова сыграла роль относительная ценность. «В смысле?» Ее брат и его жена были важны для города, пояснил Вергер. а они угрожали уйти, если бы ее убили. Поэтому ее сделали их личной ответственностью. Если бы она взялась за старое, казнили бы уже 3, но она то ли отдумалась, то ли не успела. «И ты предполагаешь, что именно Лара за всем этим стоит?» Мне это кажется более вероятным, чем то, что с продавцом игрушек связались все 3. Вергер вполне мог оказаться прав. Если Петр Тарасов в момент бегства и правда лишился руки, его жене стоило немалых усилий выходить его. Да, сейчас у него есть протез, так ведь протез не цепляется на свежую рану. Вите нужно было сделать все, чтобы муж окреп, чтобы сохранил культю, на которую потом установили механическую копию руки. Сомнительно, что в такой тяжелый период она сумела бы познакомиться с продавцом игрушек, поверить ему, предать людей, которых знала всю жизнь, которые не покинули ее семью даже в тяжелый период. Другое дело Лара. Она явно из тех одаренных подростков, которые рождаются с легкой долбанцой. Зоран и сам был из талантливых детей, но тихих, а потому считал себя в полном праве оценивать остальных. Лара доставляла проблем и в сытые времена. В период бегства она осталась без присмотра. Ее брат умирал, его жена заботилась только о нем. Лара как раз могла спеться с кем угодно. Она и сейчас не скрывала, что считает всех вокруг обязанными ей. Что, если продавец игрушек предложил ей войти на чужую территорию не незваной гостьей, а чуть ли не будущей королевой? Она бы согласилась. «Да, скорее всего, это Лара», — отправил очередное сообщение Зоран. «Ну и что мне делать? Ничего, да. Сейчас меня не считают угрозой». Сейчас для этого нет оснований. Но если за тобой придут, они вынуждены будут реагировать. Ты 1 против 3, даже если за всем стоит Лара. Родные не поверят в ее предательство и попытаются ее защитить. У тебя есть роботы? «Нет, тут с этим не густо. А тех, что были, немножко растворили слюнями». Не уверен, что хочу знать подробности, да они и не важны. У тебя нет толковых преимуществ, кроме одного – эффект неожиданности. Постарайся обезвредить Лару до того, как я приду, или сразу после начала операции. Не дай ей использовать тебя как прикрытие. «Как я это должен сделать?» Не знаю. Действуй по ситуации. «Он что, серьезно?» Да, похоже, серьезно, потому что других сообщений Вергер не присылал. Он и правда верил, что Зоран совсем справится сам. Вроде как у него было право на подобные рассуждения, он и Зоран считались студентами одинакового уровня, Зоран даже более опытным, он ведь учился дольше. Но так нельзя. Уже понятно, что Марк предназначен для роли мастера, его вон сама великая жрица выбрала. А Зорана втащили во всю эту историю насильно. Он не готов и не хотел, нельзя ему такое поручать. Только вот жаловаться оказалось некому. Да, он мог упереться и ничего не делать, но за это, скорее всего, ему пришлось бы заплатить жизнью, и вряд ли Черный город сочтет такое большой потерей. В глубине души мелькнула обида мальчика, о котором заботились всю жизнь, внушая, что он особенный, а тут вдруг перестали. Но это так, остаточный каприз. Зоран обреченно признавал, выжить можно только собственными усилиями, на удачу лучше не надеяться. Он и сделал, что мог. Он не набросился на Лару сразу, видел, что она хоть и тощая, а сильная, может и отбиться, особенно при том, что остальные 2 ей помогут. Поэтому пришлось сдержаться, снова переместиться к панели управления. Там Зорана поджидал привычный мир проводов, кабелей, схемы блоков питания, уютный островок порядка в распространяющемся океане хаоса. Увы, то, что он так резко бросился от стены к компьютеру, не осталось незамеченным. Лара покосилась на него с подозрением. «Придумал что-то?» «Хочу попробовать один вариант», — уклончиво ответил Зоран. «Мы ведь не можем торчать здесь вечно. Рано или поздно придется рискнуть. А твои друзья уже списаны со счетов?» «Лучше подождать», — нахмурилась Вита. «Если твои эксперименты нарушат защиту, мы не убежим. Некуда уже». «Да все под контролем».
Лара, почувствовав поддержку от родных, обычно ее успокаивавших, сейчас оживилась. «Тебе же сказали, не надо! Сядь и сиди на жопе ровно!» «Я смотрю, кому-то понравилось отдавать приказы», — огрызнулся Зоран. «А что, нельзя?» «Гостям нельзя! Тут никто не воспринимает меня как гостью. Так на кой мне эта вежливость?» Она быстро поддавалась гневу, это Зоран без труда заметил. И теперь он намеренно провоцировал ее, даже если это не хотелось. Потому что им на лекциях не раз повторяли: спокойствие — путь к победе, гнев — слабость, которую тяжело преодолеть. Самому Зорну до истинного спокойствия тоже было далеко. Ужас от того, что ему предстоит сделать, никуда не ушел. Мысли стали рваными, и среди четких планов достойных воина то и дело мелькали ругательства, недостойные вообще никого. А в какой-то момент захотелось просто кричать. Бессмысленно, не останавливаясь, чтобы этим криком отогнать подкрадывающуюся смерть. Лара обо всем этом не знала. Она явно воспринимала его как угрозу. Она подошла ближе, чтобы оттащить его от компьютера, раз он даже повернуться к ней не потрудился. В этот миг Зорану и пришлось действовать. Нравилось ему это или нет. Он дождался момента, когда Лара потянулась к нему. Он знал, что в движении она будет наиболее уязвима. Он перехватил ее за запястье, резко дернул вниз, и она, не ожидавшая ничего подобного, не удержала равновесия. Зоран толкнул ее и тут же отскочил, а она с испуганным криком полетела на оголенные провода, уже подготовленные им. Раздался специфический, ни на что не похожий треск электричества, запахло синтетической свежестью озона и сжёными волосами. Лара несколько раз дернулась и замерла, как робот, лишившись контроля оператора. «Ты что наделал?» — взвизгнула Вита. «Ты же убил ее!» «Ублюдок, я тебя придушу своими руками!» — процедил сквозь сжатые зубы Петр. Но он определенно переоценивал свои возможности. Тяжелое ранение удерживало его лучше любых оков. Вита же и вовсе не решалась отойти от мужа, вопить она предпочитала со стороны. Зоран, в отличие от них, знал, что Лара не умерла. Она даже серьезно не пострадала. Да, он чуть поиграл с системой, однако основные блоки безопасности работали четко. Они отключили подачу тока, когда был зафиксирован контакт с формой жизни. Лара получила незначительный удар, который всего лишь лишил ее сознания, да и то ненадолго. Зоран не сомневался в том, что она очнется очень скоро и в очень плохом настроении. Он поспешно срезал моток проводов, завел руки девушки ей за спину и связал. Вита к этому моменту опомнилась, попыталась ему помешать, но он с легкостью отшвырнул ее в сторону. Неважно, насколько страшно сейчас было Зорну, тело, вымуштрованное долгими избиениями и бесконечными тренировками, реагировало как надо. Он даже ни о чем не задумывался, нужные движения приходили сами собой. Благодаря этому ему не пришлось долго отбиваться от разъяренной женщины. Он одним ударом добился того, что она, разрыдавшись, прильнула к мужу, который неуклюже и пока безуспешно пытался подняться. Но если они угрозой не были, то Лара оставалась верна себе. Едва оправившись, она начала извиваться всем телом, да так яростно, что Зорану пришлось отступить, чтобы не получить по ногам. Сдерживаться в словах девица тоже не собиралась. О себе он узнал много нового. А главное, ни в ее голосе, ни во взгляде не было и тени раскаяния, ни намека на страх. Зоран понятия не имел, как это толковать. «Что ты творишь?» — спросил Петр, которому, наконец, удалось приподняться. «У нас что, за пределами этой комнаты врагов мало? Зачем нападать друг на друга?» «Появилось подозрение, что враги не только снаружи, но и внутри», — холодно отозвался Зоран. «Мне передали послание о возможном предательстве». «Какое хреном послание?» — прорычала Лара. «Система сломана, а то, что шепчут голоса в твоей башке, посланием не считается». «А почему сломана система? Мутанты такое устроить не могли». «Потому что вы неудачники, у которых все изначально на соплях сделано». «Лара не могла предать», — вмешалась испуганная Вита. «Как? Чего она могла бы добиться одна против всех?» «Если так, то ничего. Но ведь она была не одна против всех, не так ли? Как ты умудрилась связаться с продавцом игрушек?» «Ты совсем конченый!» — поразилась Лара. «Слышишь себя вообще? Какой еще продавец игрушек? Это даже звучит смешно!» Зоран уже передал Вергеру сообщение о том, что она схвачена. Ответа он не получил, он понятия не имел, услышали ли его, придут ли на помощь.
Ему только и оставалось, что выиграть как можно больше времени, отвлекая предательницу разговором. «Что он тебе пообещал в награду?» — допытывался Зоран. «И почему ты поверила ему? Почему решила предать Черный город, даже не добравшись туда?» «Да ты полный псих, как и все вы тут, урод! Я не собираюсь с тобой разговаривать!» Она по-прежнему кричала на него и извивалась в путах, и все-таки что-то изменилось. Зоран заметил это. То, что ее голос вдруг зазвучал громче, в глазах появился торжествующий блеск. Заметил, а истолковать не смог. Не понял, что так вдохновило ее. Ну а потом стало слишком поздно. Он уловил отражение в темном мониторе компьютера за миг до того, как получил удар. Никакие тренировки не могли подготовить его к такому, а опыта ему остро не хватало. Зоран не успел даже сгруппироваться, когда его сшибли с ног и отшвырнули к дальней стене. Он ударился о нее с такой силой, что на металле осталась вмятина, а у него перед глазами все поплыло. Каким-то чудом он не потерял сознание, но на пару секунд будто выпал из жизни. Он ничего не мог изменить, он даже толком не чувствовал свое тело, осталась одна лишь боль. Когда он пришел в себя, дела обстояли хуже некуда. Зоран оказался прижат к стене, приподнят над полом так, что коснуться его мог лишь вытянув ноги, да и то носками ботинок. За спиной у него была прогнутая ударом стена, а его горло сжимал Петр Тарасов собственной персоной, да с такой силой, что Зорану едва удавалось дышать. Он такого не ожидал, даже мысли не допускал. Получается, Тарасов лишь притворялся раненым. Хотя нет, вот же кровь. Резкое движение потревожило рану, повязка сместилась, и кровь вишневыми ручьями струилась по боку мужчины, но он словно и не замечал этого. Он, еще недавно такой слабый, держал Зорана уверенно и будто лишился самой способности чувствовать боль. Да еще взгляд у него был такой странный. Не удивленный, не победный, а наделенный уверенностью того, кто знал, чем эта история кончится с самого начала. Получается, они все-таки работают вместе, все трое. Но ведь и это не походило на правду. Зоран видел, что Вита бросилась освобождать Лару, и теперь обе женщины смотрят на Петра с благодарностью и тревогой. Они рады, что он справился, однако они не понимают, как, откуда у него такая сила. Это ведь ненормальная сила, если задуматься, даже для здорового человека, а раненым и говорить не стоит. Зоран прижал обе руки к сжимавшим его горло пальцам, стараясь освободиться, но ничего не добился. Он даже предположил, что Тарасов использовал против него протез, но нет. У него протез примитивный, визуально заметный, а это здоровая рука. При этом нельзя сказать, что Петр превзошел человеческие способности. Сила, которую он демонстрировал, была похожа скорее на аффект, когда организм задействует все ресурсы, лишь бы спастись. Однако для этого нужен стресс. Тарасов же совершенно спокоен. Его состояние шокировало не только Зорана, женщины тоже о чем-то перешептывались. Наконец Вита сказала: «Родной, тебе нужно лечь. Ты потерял слишком много крови». «Я еще не закончил», — невозмутимо отозвался Петр. «Лара уже свободна. Помоги нам связать его, дальше мы сами». «Я не собираюсь его связывать. Он не покинет эту комнату живым». «Мысль годная», — кивнула Лара. «И все-таки нам лучше его оставить. Его дружки наверняка такие же ублюдки. Они попытаются нас убить, если мы избавимся от него». «Нам выгоднее использовать его как заложника и расчистить себе путь», — подхватила Вита. «Все равно мы сами не выберемся из этого здания. Тут повсюду мутанты». Надо же. Похоже, Вергер оказался прав, хотя в какой-то момент Зоран перестал в это верить. Однако теперь, наблюдая за Тарасовыми, он убеждался. Они не в сговоре. Предатель действительно один, и он ни о чем не предупреждал женщин. И все-таки как он это делает? Неужели он так одержим верностью продавцу игрушек, так фанатично предан, что готов ради него пожертвовать собой? Или Петр понимает, что вряд ли выживет, и делает все, чтобы поскорее выполнить свою часть сделки, в надежде, что в благодарность продавец игрушек позаботится о дорогих ему женщинах? Это было похоже на правду, и Зоран даже поверил в нее, но потом Петр обернулся к своим спутницам и бросил: «Вы мне мешаете». Они не хотели ему помешать, они хотели его спасти.
Они приближались к нему с проводами, которыми собирались связать пленника, освободить Петра от нагрузки, снова уложить на кушетку, сменить повязку. Он не позволил им. Он убил их до того, как они успели сообразить, что происходит. С собой у него оружия не было. Оно было на нем. Зоран знал, что даже в примитивные протезы можно встроить разные инструменты и устройства. Ему просто казалось, что раз Петр ничем не воспользовался при нападении мутанта, у него ничего и нет. Однако Тарасов почему-то выжидал. Зато сейчас смог выстрелить 2 металлическими гвоздями, скрытыми где-то в глубине протеза, достаточно длинными и выпущенными с достаточной силой, чтобы пробить человеческую голову насквозь. Зоран знал это наверняка, потому что именно такая судьба постигла Лару. Она была более сильной, более решительной, более яростной, потому и умерла первой. Гвоздь вошел в ее лоб ровно посередине, разрушая мозг и вынуждая уже бесполезное тело рухнуть на пол. Вите пришлось хуже. Она успела осознать предательство, поняла, что ее ждет. Она даже попыталась что-то сказать, но Петр не собирался ее слушать. На этот раз он попал в глаз, и лицо женщины, только что искаженное ужасом, начало обмякать, сделалось каким-то кукольным. То, что было Витой Тарасовой, превратилось в остывающий труп. На Петра все это вообще не повлияло. Он убил женщин, которые были его семьей, которые заботились о нем и любили, а потом отвернулся от них так, будто ничего не произошло. Все его внимание снова было сосредоточено на пойманном операторе, и Зорану вдруг показалось, что на него из человеческих глаз смотрит совсем не человек. «Прекрати дергаться», — велел Тарасов. «Прямо сейчас с тобой ничего не случится. Мы должны дождаться одного друга. Ну а потом... Потом ты умрешь». Не каждый мастер контроля использовал особых роботов, созданных специально для него. Куда чаще они пользовались стандартными машинами, пусть и высшего уровня, но изготовленными по единому образцу. Так было удобнее. Они не сосредотачивались на особых приемах, им проще было найти новое оружие, если собственное они теряли в бою. Но были и исключения. Те, кто подбирал уникальную модель, разработанную на заказ. У такого подхода были как преимущества, так и недостатки. Преимуществом, разумеется, становилась неожиданность приемов, полезная при битве с разумным противником или роботами, которым известны стандартные схемы. Да и потом, контроль над специализированными дронами тяжелее перехватить, это тоже важно. К недостаткам же относилось то, что при полном уничтожении запаса оружия мастеру приходилось переключаться на стандартных роботов, которыми он владел чуть хуже. Недостаток с точки зрения мастеров контроля сомнительный, надо сказать. Поэтому многие отказывались от личных роботов не из-за него, им просто лень было изобретать собственную технику управления. Однако если они озадачивались такими, уникальных роботов изготавливали с запасом. Часть мастер брал с собой на задание, еще часть хранилась на складах какого-нибудь объекта или пригорода, чтобы отправиться к своему хозяину при необходимости. Хавакан-птицелов погиб слишком неожиданно, быстро, и боевые дроны у него были до последнего. Поэтому он не запрашивал дополнительное оружие, и оно осталось на складах. Все эти птицы, изготовленные специально для него, несколько видов, боевые, разведчики, посланники, их бы не уничтожили, просто упростили бы и использовали для других целей. Слишком уж они ценны, слишком редкие компоненты были применены при их изготовлении. Однако Геката решила иначе. Она распорядилась прислать роботов Марку. Он подозревал, что ее не поняли, сочли это блажью, попыткой побаловать свою игрушку. Но Геката привычно наплевала на чужое мнение и поступила так, как хотела. За это Марк был ей благодарен. Он пока что чувствовал дронов куда хуже, чем Хавакан, и ему далеко было до расшифровки всех знаний, которые он получил от погибшего мастера. Но он знал, что способен ими управлять, и он нуждался в них. Летающие дроны всегда становились особым вызовом для операторов. Далеко не у всех получалось их контролировать, поэтому и изготавливалось их меньше. Любых, а уж таких, как у Хавакана, просто так не найти. Марк рассчитывал, что у него будет время освоиться с ними. Никаких инструкций и подсказок просто не было, ему предстояло учиться самому. Но уж это хотелось бы сделать в покое, только где его взять, покой этот? Птицы пригодились ему куда раньше, чем он ожидал. Он отправился в лабораторию один.
Лендер велел пока туда не соваться, уже ведь обнаружили, что большая часть мутантов разбежалась по территории. Глава объекта вполне справедливо решил, что нужно сначала уничтожить их и найти беженцев, а потом уже заниматься очисткой лаборатории. Здание там большое, со сложной планировкой, понадобится немало сил, чтобы никого не потерять при боевой операции. Но все это было до того, как выяснилось, что внутри остались люди. Аделаида предупредила их, что послала туда Зорана, а потом сказала, что велела ему убираться подальше. Он должен был выполнить приказ. Не похоже, что медичка пыталась их обмануть, она искренне верила, что он спасся. Впрочем, искренность ее заблуждений Зорану точно не помогала. Марк мог бы рассказать обо всем остальным, и не стал. Он допускал, что Лендер отстранит его от дела, направит туда кого-нибудь другого, а Марку нужно было встретиться с новым посланником продавца игрушек, и не проще ли сделать так, чтобы приказа вообще не было, чем этот приказ нарушать? Да и потом, он планировал использовать летающих дронов, которых прислала Геката. Это дополнительный риск для любых его спутников. Марк не был уверен, что получится. Он мог бы взять других роботов, более привычных, но, судя по тем данным, которые ему удалось добыть через внезапно заработавшие в лаборатории камеры наблюдения, именно маневренные и небольшие птицы подходили для зачистки лучше всего. Он взял не всех, всех бы он и не удержал. Но 5 должно быть достаточно, он ведь видел через камеры, что именно притаилось в покинутой лаборатории. Марк не сомневался, что сумеет выжить, а вот в том, что удастся спасти Зорана, уверенности не было. Ему только и оставалось, что действовать. Он вошел через дальние двери. Не те, которые вели к капсуле, из которой изначально выходил на связь студент. Марку был неинтересен доступ к центральному компьютеру. Там уже ничего не исправишь. Сейчас нужно было драться с живыми существами, это куда опаснее. В холле возле дверей пространство уже было перетянуто паутиной, крупные сероватые жгуты, такие клейкие, что избавиться от них почти невозможно. Куда проще не касаться. Марк и не касался, ни своими руками, ни птицами. Те, которых он выбрал, были покрупнее остальных, благодаря этому на них можно было установить разные виды орудий. Сейчас лучше всего подошли лазеры. Их тонкие белые лучи разрезали паутину, освобождая путь вперед. Марк предполагал, что избавиться придется и от пауков, но нет. На них запах сожженной паутины произвел должный эффект. Они разбежались, затаились, не желая связываться со слишком уж подвижной добычей. Он не стал задерживаться. У него не было цели обязательно уничтожить всех тварей, что попадались на его пути. Марк слишком хорошо помнил, время истекает. Может, оно вообще давно закончилось, но такой вариант он принимать не желал. Лестница, которую ему пришлось использовать, тоже превратилась в чье-то гнездовище. Нет, выглядела-то она нормально, даже слишком. Свет горит, нет крови и почти нет мусора. Но именно эта чистота, в месте, где мутанты пожирали друг друга, и смутила. Заставила присмотреться внимательнее. Тогда Марк разглядел все, что нужно. Четкий узор из трещин на стене, белесую пыль на ступеньках. Надо же, какой старательный выродок. Марк остался у порога. Он послал вперед лишь одну птицу. Когда дрон добрался до узора из трещин на стене, произошло именно то, чего и следовало ожидать. Стена рухнула. Она была пробита с самого начала, а потом существо, привыкшее охотиться в пустошах, обустроило там свою ловушку, закрыло проход обломками, скрепило, как получилось, застыло, ожидая. Теперь вот напало. Оно не высунулось полностью, напротив, оно закрепилось внутри тонкими паучьими лапами, чтобы его точно не вытащили из убежища, если враг окажется слишком силен. Оно неплохо обосновалось. Марк даже издалека видел, что оно успело покрыть стены смежного зала ветвями и обрывками ткани, наклеенными на какую-то слизь. Само оно было крупным, бесформенным, похожим на наполненный водой мешок. Только вот челюсти у него были совсем неподходящие ни для такого внешне несуразного создания, ни для хищника вообще. Крупные челюсти, покрытые пластинами, выдвигающиеся вперед. Оно распахнуло их предельно широко, выпустило мясистый язык, покрытый все той же клейкой слизью. Оно перехватило дрон, да так, что он, дернувшись, не сумел вырваться. Секунда, и оно уже заглотило добычу, отступая в свое гнездо, чтобы ее переварить, а еще чтобы подпустить к себе новую. Только вот Марк ожидал, что так будет, и миссия дрона не была исследовательской.
Оказавшись внутри, маленький робот изменился, выдвинул из корпуса 7 лезвий, похожих на циркулярные пилы, запустил на полную мощность. Он оказался в окружении кислоты. Датчики это показали, но и корпус у него был защищенным. Хавакан подбирал себе отличное оружие. Существо задергалось и зашло криком, но изменить оно уже ничего не могло. Его шкура явно была плотной, укрепленной снаружи, однако не изнутри. Оно само впустило в себя угрозу, оно раньше не сталкивалось ни с чем подобным, так ведь с этим и сталкиваются всего один раз, больше не надо. Минута воя, 2 минуты агонии с хаотично дергающимися паучьими лапами, и вот уже в гнездовище взрывается кровавый фонтан, а маленький робот, вернувший себе первоначальную форму, возвращается к новому хозяину, как ни в чем не бывало. Марк надеялся, что бронированный мутант, о котором рассказывал Зоран, за это время отступит. Он ведь не получил никакой добычи, он ее даже не чувствует. Зачем ему торчать здесь? Но хищник оказался из тех, которые склонны к выжиданию. Можно было догадаться, с учетом того, что он медленно двигается. Быстро убить эту тварь можно было только одним способом — пожертвовав птицей, превратив миниатюрный дрон в ракету. Марк знал, что Хавакан иногда так делал, но у мастера не было причин беречь роботов, а Марк не хотел их терять. Он понятия не имел, получится ли добыть новых. Пришлось действовать сложнее. Контроль по-прежнему давался ему тяжело, он пользовался чужими кодами, полученными случайно, чуть ли не украденными у умирающего, ведь Хавакан не понимал до конца, какие именно знания он передает. И все равно Марк не отступал, хотя неоновые нити перед глазами порой ослепляли, а голову будто сжали металлические тиски. Он заставил дронов выпустить лезвие и направил их вперед. Существо тут же отреагировало, попыталось поймать их, плюнуло кислотой, однако на этот раз не попало, противники были слишком юркими. Пару раз они ударили по панцирю, просто чтобы проверить его плотность. Как и ожидал Марк, дроны лишь выбивали искры, они толковых царапин оставить не могли. Значит, нужно действовать по-другому, только и всего. У существа все равно была уязвимость. Участки, где с панцирем соединялись ноги и щупальца. Марк посылал роботов именно туда, и там как раз их лезвия оказались вполне эффективны. Полилась первая мутная кровь, не красная даже, а коричневая. Существо задергалось, пытаясь отбиться. Марк продолжал следить за ним, не упуская контроль ни на миг. Ему нужно было лишь дождаться, когда оно перевернется на бок, когда откроется мягкое брюхо. Так получилось всего один раз, но он не упустил этот шанс. Роботы добрались до уродца, непобедимого изначально, однако внутри такого уязвимого и смертного. Когда хищник дернулся в последний раз, Марк не почувствовал почти ничего. Ни радости, ни восторга от своей победы, разве что глухое раздражение. Пока он тут побеждал, человек, за которым он пришел, возможно, умер. И предатель предупрежден о его приближении. Он явно укрепил дверь, теперь еще и с этим возиться. Но все оказалось как раз наоборот. Когда Марк, с трудом миновав пролившееся на пол кислотное озеро, добрался до архива, дверь была открыта. Ее никто не выламывал, замок просто отключили. Марк знал, что его уже ждут. Он оставил роботов в коридоре, в зал вошел один. Ему казалось, что так будет правильнее. В архиве его дожидались 4, 2 живых, 2 мертвых. Впрочем, те, кто пока оставался в живых, от мертвых были не слишком далеки. Петр Тарасов, сделавшийся посланником продавца игрушек, истекал кровью. Его кожа к этому моменту не просто побледнела, она посерела. Глаза казались погруженными в вечную тень, он дышал тяжело и хрипло. Но сам он будто всего этого не замечал, он двигался уверенно, он не собирался себя щадить. Он, кажется, не понимал, что проживает свои последние часы, а может, понимал, вместе с тем, что исправить уже ничего не получится, даже если он передумает. Раз так, к чему сомневаться? Нужно гнуть свою линию до конца. Однако он принял такую судьбу добровольно, тогда как страдание его спутника было навязанным. Тарасов использовал против Зорана те же массивные гвозди, которыми убил женщин. Но если с ними он расправился сразу, то пленника лишь прибил к стене, вогнав металлические штыри в ладони, плечи и запястья. Зоран был жив, даже сознание не потерял, однако двинуться он не сумел бы. Марк, общаясь с ним, никак не мог соотнести имя с внешностью. Теперь вот увидел, вспомнил его.
Кудрявый такой мелкий блондинчик, улыбается все время, как будто не понимает, во что вляпался. Хотя сейчас он улыбаться перестал. Парень, надо отдать ему должное, держался неплохо, и все равно было заметно, как его колотит нервная дрожь, как часто ему приходится моргать, чтобы сдержать унизительные для будущего мастера слезы. Тарасов на своего пленника даже не смотрел. Он сдержанно кивнул вошедшему. «Привет, Марк». Он не был посланником продавца игрушек. Он и был продавцом игрушек. Не больше, чем старик, которого уничтожила Геката, но и не меньше. По крайней мере, так показалось Марку. И не важно, что старик был безымянным созданием, пришедшим из ниоткуда, а Петр Тарасов — человек с семьей и прошлым. С этим можно будет разобраться позже. Главное, Марк понял сразу же, с первой фразы. Перед ним был точно такой же носитель воли уже известного ему существа. А еще он понял, что ему нужно бежать. Продавец игрушек убеждал его, что у них будет беседа, то самое злодейское переманивание на свою сторону, которое сохранили книги и фильмы прошлого. Но ведь это нерационально. Марк — один из немногих, кто уже не единожды доказал, что опасен для него. Опасность убивают, с ней не кокетничают. «Я пришел не к тебе, я пришел за ним», — Марк кивнул на распятого на стене парня. «Но если нужно, уйду и один. У меня нет времени на болтовню». Он обращался к продавцу игрушек, однако говорил на самом деле с Зораном. Обратиться к нему напрямую Марк не мог. Он не представлял, какую именно западню приготовил продавец игрушек. Не нападет ли он сразу же, почуяв неладное? Ему оставалось лишь надеяться, что студент, измученный, с мутными от боли глазами, сообразит, что к чему. А если нет, он умер бы и в случае, если бы Марк не пришел. Никто другой ему бы не помог. К счастью, парень его понял. То ли умом обделен не был, то ли очень хотел жить. Продавец игрушек продолжал игру, он снова обратился к Марку, начал задавать какой-то вопрос, а закончить не успел. Потому что Зоран глубоко вдохнул, резко выдохнул и рванулся вперед. Он не смог бы освободиться просто так. Если бы мог, не дожидался бы Марка, даже не зная, придет ли он. Он понимал, какую чудовищную цену ему придется заплатить за свободу, и сейчас он был к ней готов. Ему было больно с самого начала, а теперь боль лишь усилилась, ударила плетью, прошила насквозь. Но он не остановился. Он из последних сил оттолкнулся от стены, оставляя на ней кровавые лоскуты собственной плоти и возвращая себе свободу. Долго двигаться с такими травмами он бы не смог. Он знал об этом, и все же ему хватило сил и отчаяния, чтобы добраться до Марка. Ну а Марк подставил ему плечо, принял на себя большую часть его веса и вместе с ним начал отступать. Продавец игрушек не готовился к такому, но сориентировался он мгновенно. Он усмехнулся и насмешливо покачал головой, будто укоряя Марка за слишком быстрый уход. Ну а потом он просто взорвался. Марк понимал, что он вроде как не мог, и все равно взрыв был, хотя чему тут удивляться? Разве его предыдущее тело постигла иная судьба? Взрыв был сильным, не разрушающим здание, но порождающим волну пламени. Она могла серьезно навредить людям, если бы добралась до них, однако Марк ей не позволил. Он уже знал, куда и как отступить. До изгиба коридора они бы не добрались, не успели, и он направил дронов на пол. В иных обстоятельствах они могли и не пробить его, а если и пробить, то взорвавшись. Однако сейчас плиты подточила кислота, которую перед смертью выпустил из себя мутант. Поэтому роботы порвали бетонную преграду, как размокший картон, защитили людей от ядовитой жижи, дали шанс отступить туда, где не поджидает пламя. И вовремя. Взрыв прогремел уже у них над головами. Оказавшись внизу, Марк первым делом перетащил своего спутника в ближайшую лабораторию, убедился, что там никто не поселился за последние часы, начал разыскивать аптечку. Полностью исцелить здесь раненого он не мог, но мог избавить от боли. Зоран лежал на удивление тихо. Марк даже не ожидал от него такого. Никаких воплей, слезы тоже высохли. Он задумался о чем-то, напряженный до предела. Когда Марк снова подошел к нему, он спросил: «Это ведь был их главный, да?» «Похоже на то. Он подчинил себе Тарасова или заменил его на кого-то другого?» «Я пока не знаю». «Да, конечно», — нервно улыбнулся Зоран. Его взгляд становился все более блуждающим, и Марку это категорически не нравилось.
Он поспешно сделал укол стимулятора и занялся ранами на руках. Препарат сработал, приглушил боль, нагнал сонливость. Но прежде чем отключиться, Зоран все-таки успел спросить. «Если погиб главный, получается, все уже закончилось?» «Нет, не все, но то, что он затеял, оно сорвалось, больше ничего не будет?» Скорее всего. Марк не врал. Факты указывали, что продавец игрушек действительно просчитался в чем-то. Он сдал свое тело слишком рано, диверсий больше не будет. Осталось лишь разобраться с последствиями предыдущих, но, говоря это, Марк и сам себе до конца не верил. Его не покидало... Глава 8. Хорошо все-таки, что получилось забрать тех роботов. Геката успела в последний момент, их уже собирались распределить между другими мастерами, работающими с летающими дронами. А это было бы обидно. Она подозревала, что роботы Хавакана дадут Марку куда больше, чем машины из общего фонда. Вся эта история с заимствованными знаниями по-прежнему интриговала и требовала более тщательного изучения. Жаль только, что пока у Гекаты не было на такое времени. Она лишь надеялась, что появится потом. Но других хороших новостей не было. Дело с Гамри Гаэтана застопорилось. Ей важно было узнать, почему этот человек предал Черный город, как продавец игрушек на него вышел, что пообещал. Только вот пока следы просто обрывались. Все, кто был знаком с лейтенантом, в один голос твердили, что он был хорошим человеком. Геката прекрасно знала такой типаж, средний во всем. Не дурак, но и не гений, который однажды достиг бы впечатляющих карьерных высот. Человек, который любил комфорт, однако без особых амбиций. Ему важно было иметь крышу над головой, вкусный ужин, удобную одежду, в будущем семью, которая ни в чем не нуждается. Не больше. Такие, как Гаэтана, даже боятся богатства. Им кажется, что с серьезными деньгами обязательно приходят какие-то подозрения. Он не был связан ни с какими мятежными движениями даже в юности, не то что сейчас. Худшее, что могли сказать его знакомые, он вел себя как-то не так. И даже это не было правдой, просто они видели, что Гаэтана в чем-то подозревают и пытались угодить воплощению, не понимая, что еще больше все запутывают. А главное, он не хотел умирать. Чем больше Геката думала о том, что видела, тем больше убеждалась в этом. Пока официальная версия именовала лейтенанта предателем, который поставил неизвестного врага выше Черного города и в итоге умер за него. Только вот Гекату не покидало ощущение. Он сам не понял, как оказался в печи. Он удивленно оглядывался по сторонам. Он пытался выбраться, а когда хлынуло пламя, он кричал от боли. Но длилось это слишком недолго, чтобы использовать как аргумент. При этом Геката видела, что он убегал добровольно, в печь его тоже никто силой не заталкивал. Что же получается, он передумал в последний момент? Но она точно распознала шок в его глазах. От приятелей Гаэтана не было большого толка. Одни были честны, просто ничего не знали, другие пытались угадать, что же хочет услышать великая жрица. Они непередаваемо злили. Гекате казалось, что она увязла в болоте. У Марка там непонятно, что происходит, а она тут топчется на руинах самого перспективного следа. Пока что надежды ей внушал лишь допрос любовницы Гаэтана. Помолвлены они не были, официально друг к другу никакого отношения не имели. Девушка вообще жила в другом объекте, примерно в получасе езды от ворот, но записи показывали, что именно ей Гаэтана звонил чаще всего, и Геката приказала доставить к ней Карлу Бахаду. Женщина оказалась чуть моложе погибшего лейтенанта, но не слишком. Некрасивая, зато очаровательная, по крайней мере, обычно. Теперь-то ее трясло от страха. Глаза покраснели, она долго плакала и давно не отдыхала. Геката даже опасалась, что это сорвет допрос, но нет. Карл сумела взять себя в руки, хотя чувствовалось, что близость воплощения пронизывает ее животным ужасом. Они встретились в кабинете, который временно выделили Гекате. Он нравился воплощению из-за великолепного вида на зеленое море леса. Так прекрасно, так умиротворяюще. Если, конечно, отстраниться от того факта, с какой легкостью это море пожирает город и людей. Но об этом Геката не думала, она смотрела на пышные зеленые кроны с вкраплениями золота и багрянца. Карлу она тоже не упускала из виду, ей хватало отражения в оконном стекле. «Ты веришь, что он был предателем?» — спросила Геката. «Я думаю, что да».
«Нет, великая жрица, нет, я в это не верю». Карле было сложно возразить, это чувствовалось. Она, как и многие другие, с детства усвоила, что с воплощениями не спорят. С ними нужно соглашаться во всем. Но когда речь зашла о памяти человека, который был ей дорог, она соврать не смогла. Эта маленькая смешная женщина сжала кулачки и расправила плечи слишком резко, рывком, выдававшим усилия над собой. Она думала, что будет наказана, но это зря. Гекату вполне устраивала ее честность. «Почему?» — только и спросила жрица. «Я бы знала». «Он мог не сказать тебе. О таком просто так не говорят». «Дело не в этом. Гамри просто не умеет. Не умел врать. Не такой человек. Он даже скрывать ничего толком не умел. Поэтому, если бы у него был секрет, я бы знала. Но он был совершенно спокоен. Он говорил со мной, как обычно. До самого конца». Карла всхлипнула, откидывая голову назад. Таким нехитрым способом она пыталась сдержать слезы. Геката допускала, что она права и что это важно, но сказала она о другом. «Твои чувства и ваши отношения ничего не доказывают. Он мог продаться». «Мог, но зачем ему это?» «Ради наживы?» — пожала плечами Геката. «Идей, славы. Мало ли причин». «Причин много, но ни одна из них не была близка Гамри. Ему хватало того, что у него было, и... Мы собирались пожениться. Нам бы дали разрешение на ребенка. Может, даже приняли бы в какой-нибудь из пригородов. Он специально попросился остаться на границе подольше, чтобы наработать опыт. За такое часто награждают хорошим переводом». Он был верен черному городу. «Да, и... Я скажу нечто кощунственное, простите меня, но... Для Гамри черный город никогда не был божеством. Но это было место, которое он хотел сохранить, его дом». Если бы Карла сказала такое о собственных убеждениях, пришлось бы ее арестовать. Или убить, чтобы долго не возиться. Но она поступила правильно, приписав подобные мысли мертвецу. Для него суда больше не существует. Даже от его тела ничего толком не осталось. Он хотел поселиться в черном городе. Он не был замечен ни в каких подозрительных компаниях. И он был недостаточно умен, чтобы скрыть фанатизм, который требовался для такого чудовищного самоубийства. Куда ни посмотри, сплошные противоречия. «Останься в жилой части ворот», — велела Геката. «За мостом торчать не обязательно. Главное, не уезжай. Ты еще можешь мне понадобиться». «Конечно, великая жрица». Геката не спешила уезжать, потому что ехать было некуда. След продавца игрушек обрывался здесь. Дальше поджидали пустоши, где затеряться может кто угодно. И никакой ясности, никаких причин. Оставалось только размышлять, а это Гекате больше нравилось делать в окружении буйной зелени, пусть даже опасной для большинства живых существ. Она часто прогуливалась по заброшенной территории города за мостом. Здесь деревья причудливым образом врастали прямо в здания, остатки асфальта шли пузырями, приподнятые могучими корнями. Металлические холмики машин превращались в безумного вида цветники, над которыми кружили насекомые размеров с кулак. Однажды Геката даже наткнулась на улей, полностью облепивший величественную статую, пятиметровую девушку, когда-то задумчиво смотревшую на горизонт, а теперь едва различимую за бежевыми сотами. Мед искрился и золотым водопадом стекал вниз по мраморному постаменту и серым от времени человеческим костям, собранным под ним. Во время одной из таких прогулок с Гекатой и связался Марк. Обычно связь в подобных местах оставалась под запретом, она могла привлечь и чужие машины, и некоторые виды мутантов, но Геката соблюдала далеко не все запреты, этот ее не волновал. Если кто-то попытается напасть на нее, его проблемы. «Сообщи мне что-нибудь хорошее», — потребовала она, принимая вызов. «Потому что если хочешь меня расстроить, то лучше не надо. Я сегодня злая и нервная». Мы нашли продавца игрушек. «Чего? Если это какой-то розыгрыш, вспомни про злую и нервную». «Это не розыгрыш», — спокойно отозвался Марк. Он был единственным живым существом не из числа воплощений, способным говорить с ней так уверенно. Геката это ценила. Но и, подозреваю, не единственная правда. «Ладно, теперь мне нужны подробности». Он отчитался о том, что произошло в лаборатории.
Марк не гордился собой и не тратил время на описание того, что он чувствовал в этот момент, как страшно ему было и какой он теперь молодец. Он просто перечислял события и факты, а выводы Геката делала сама. Он быстро учится управлять дронами, это просто отлично. И то, что удалось спасти жизнь будущему мастеру, тоже очень хорошо. Геката до сих пор помнила ту острую боль, которую приносит принятие смерти одного из своих. Она не жаловалась тогда, но Марк, кажется, понял. По крайней мере, сейчас он уточнил, что Зоран будет жить и даже сохранит руки. Ну и, конечно, был еще Петр Тарасов. «Лендер уже знает обо всем случившемся», — сказал Марк. «Он считает, что в пустошах сформировалось некое подобие культа продавца игрушек. Понятно, что там это создание зовут иначе». «Дай догадаюсь. Он так считает, потому что Тарасов оказался человеком, а не роботом с тележкой, как тот дед?» «Именно». «Ага. У меня тут тоже недавно бегал один такой служитель. Что с телом? В Черный город его пока не отправят, но где-то хранить должны, или там не осталось тела?» «Осталось кое-что». Выяснилось, что Тарасов пытался покончить с собой и с окружающими. На его теле изначально было закреплено взрывное устройство, которое он умудрился спрятать даже от собственной жены. По крайней мере, она до самой смерти не предлагала использовать это оружие ни против Зорана, ни против атаковавших их тварей, что совсем уж странно. Похоже, Лара и Вита Тарасовы до последнего не подозревали, что путешествующий с ними мужчина может быть предателем. Точно так же в это теперь не верила Карла. И в обоих случаях тела пытались уничтожить. Какая любопытная тенденция. «Я хочу, чтобы ты лично провел вскрытие того, что осталось от Тарасова», — объявила Геката. Марк молча отвел в сторону камеру, позволяя своей собеседнице увидеть, что он уже находится в лазарете, а позади него на столе размещены обгоревшие останки. Геката не была удивлена. Ей нравилось, когда он превосходил ожидания, будто доказывая, что она сделала верную ставку. «Провел уже?» — только и спросила она. «Сейчас буду. Решил, что твое незримое присутствие лишним не станет. Тебе нужен совет, или ты опасаешься, что Лендер выйдет из состояния адекватности и начнет путаться под ногами?» «И ты во всем права», — усмехнулся Марк. Он закрепил камеру на специальной подставке над столом и приступил к работе. Геката тоже отыскала себе место поудобнее, предпочла гигантское соцветие розового колокольчика, отдаленно напоминавшего по форме кресла. Правда, возле него дежурил похожий на краба уродец, изначально полностью мимикрировавший под поросшую мхом стену, а потом попытавшийся отхватить Гекате голову крепкими клешнями. Но это стало его последней ошибкой. Очень скоро он превратился в невразумительную дымящуюся груду, а Геката откинулась на упругие плотные лепестки и придала движение своим импровизированным качелям. Марк тем временем работал с останками. Геката не сомневалась, тело сначала исследовала Аделаида Синс, а потом уже уступила место Марку. Но это ничего. Вряд ли она нашла хоть что-то такое, что упустит он. Лендер просто пытается таким образом укрепить свою власть, хотя это он зря. После происшествия в лаборатории на Аделаиду не следует делать ставку. Геката уже видела, что голова Петра Тарасова полностью уничтожена взрывом. Рядом на подносе лежат какие-то угольки, но с ними особо не поработаешь. Плечи и грудная клетка тоже сильно пострадали, однако там хоть что-то сохранилось. Руки, живот и вся нижняя половина тела по большей части уцелели. Чуть обожжены, чуть порваны осколками, но это ерунда. Рану он не имитировал. Его действительно порвали мутанты, задумчиво отметил Марк. Это было еще до прихода Зорана и задолго до моего. То есть, когда он даже не знал, придешь ты или нет. Именно. Но для него было важно освобождение мутантов, поэтому он готов был рискнуть. Ранение не принесло ему никакой выгоды. Явная ошибка с его стороны. «Я тоже так думаю», — кивнул Марк. «Знать бы еще, чем она вызвана. В остальном же, помимо дыры в боку и в последующем отсутствующей головы, он был здоров. Никаких паразитов, никаких опасных болезней. И никаких неопознанных механизмов». Да, на его счет сканер оказался прав, никакой подставы. Но есть и опознанный механизм, который вызывает у меня определенные вопросы.
Марк сдвинул к центру стола обгоревший протез руки, чтобы его было лучше видно через камеру, хотя Геката искренне считала, что не на что там смотреть. Протез был средненький, из тех, которые не примешь за настоящую конечность, даже если очень хочется, и обладающий ограниченным списком функций. Бесконечно далеко от технологий черного города, но типичное устройство для пустошей. «Нашел там что-то необычное?» — на всякий случай уточнила Геката. «Уже то, что протез у него был. Насколько я понял, руку он потерял при падении города, в котором эти люди жили раньше. Кстати, от чего пал?» «Совместная атака бесконтрольных роботов. Хазары, потрошители, кроты. Короче, стандартный набор», — прервала Геката. «Давай дальше». Стандартный набор и в целом истощившиеся ресурсы города. Люди держали там оборону до последнего, поэтому многим удалось эвакуироваться. Но о том, чтобы сразу же поставить ему протез, и речи не шло. И я вот все думаю, где он его взял? У его семьи уже не спросишь. Возможно, он потому их и убил, чтобы сохранить тайну. Сомнительная тайна. На пути караванов давно уже выросло немало независимых городов. Просто некоторые из них не принимают беженцев, а в некоторых беженцы сами не хотят оставаться. Все сначала шуршат в черный город, потом ноют, что здесь недостаточно хорошо. Но обзавестись таким вот простеньким протезом можно, если есть чем заплатить. Так, стоять. Оставайся на связи, мне срочно нужно кое-что уточнить. Ковыряй там пока угольки. Продолжу вскрытие с твоего позволения, еле заметно усмехнулся Марк. Геката быстро кивнула, поставила звонок на паузу и использовала вторую линию. Догадка, появившаяся внезапно, казалась бесконечно важной. Гекате срочно нужно было ее проверить. Она теперь не понимала, как не заметила это раньше, хотя бы в момент, когда Марк завел речь о протезе. У Гамри Гаэтана тоже был протез, только ноги, а не руки. И сами по себе эти события ничего не значили, но вместе образовывали хоть какую-то связь между предполагаемыми сообщниками продавца игрушек. Правда, пока что связь эта была очень условной и значила меньше, чем хотелось бы. Тарасов получил протез в каком-то диком самострое. Гаэтано работал на черный город, ему поставили отличную модель, ничем не отличающуюся от настоящей ноги. Он бежал быстро и не хромал, это Геката прекрасно запомнила. Да и в медицинской карте не было на этот счет никаких особых указаний. Но она прекрасно знала, что в медицинских картах отмечают не все. Особенно, когда дело касается протезов. Многие боятся, что за ненадлежащее обращение с машиной ее могут отнять, и тогда все. Ножку от табуретки себе прибивай. А вот люди порой знают куда больше, чем документы. На это и делала ставку Геката, вызывая на связь Карлу. Та ответила почти сразу. «Слушай, великая жрица, куда мне явиться на допрос?» «Никуда являться не надо, так ответишь», — отмахнулась Геката. «У твоего жениха были проблемы с протезом?» «Какие еще проблемы? Это был очень хороший протез. Гамри был благодарен...» «Нет, хвалебные песни мне не нужны. Сама спою, если настроение будет. Ты клялась, что знала о жизни своего жениха все. Так докажи мне это. Происходило с протезом нечто странное или нет?» Она знала. Еще до того, как Карла заговорила, Геката поняла, что-то было. Что-то такое, о чем она вспоминала без особого труда. Значит, это было важно. Но при этом нечто способное навредить репутации Гаэтана, потому что любившая его женщина выдержала тяжелую паузу, прежде чем заговорить. Гамри нарушил инструкцию. Иногда он присоединялся к группам, уходившим дальше в пустоши, на разведку, проверку, ради помощи кому-то. Вы ведь и сами это знаете. Знаю, дальше. Такие вылазки часто проходили не слишком опасно. Наши отряды держатся у дорог на исследованных территориях. Новички все равно трясутся, а вот опыт расслабляет. И порождает небрежность. К сожалению, вздохнула Карла. Во время ночлега Гамри выпил лишнего, угодил в пустую нору какой-то твари и сломал протез. Происшествие было настолько постыдное, что выдать его за подвиг никак не удалось бы. Гамри сомневался, что ему починят протез, боялся, что в наказание переведут на другой объект, подальше от меня. Он обратился за помощью к кому-то в пустошах. Ничего такого уж страшного. Он починил протез в 7 ветрах. Там все сделали быстро, без проблем.
Его сослуживцы знали, это никого не смутило. У нас же с ними нет вражды, да?» Отвечать Геката не стала. Она отключила связь и тут же вернулась на канал, который они использовали с Марком. «Очисти протез от сажи в верхней части. У места подключения. Поищи символ», — велела Геката. 7 маленьких завитушек, расположенных рядом как бы узором. Он не стал спрашивать, зачем ей это нужно. Еще одна великолепная черта Марка. Раз попросила, надо делать. Он чуть покрутил протез, но все-таки нашел то, о чем говорила Геката. Вот и сошлось. «Есть», — сообщил Марк. «Не объяснишь, что это означает?» «Ты знаешь, что такое 7 ветров?» «Впервые слышу». «Самопальный город-государство», — торопливо пояснила Геката. «Образовался в пустошах стихийно. До черного города ему как комку плотоядной слизи до человека. Внешней территории нет, только внутренний периметр. Но достаточно развит, чтобы обладать собственными технологиями». «В том числе и простыми протезами». «Соображаешь. Там, насколько я знаю, не только протезы ставят. Там проводят разные операции, кое-что лечат. За плату, разумеется, куда без нее». «Если беженцы там были, почему они там не остались?» «Места мало, и порядки те еще». «Ты думаешь, 7 ветров теперь контролирует продавец игрушек?» «Ни в коем случае. Там немножко анархия. Если бы что-то изменилось, наши шпионы уже доложили бы. Но он мог там обосноваться. В первую очередь, в квартале врачей». «И если к нему приходили на установку протезов, он мог поставить и кое-что еще», — согласился Марк. «Но это же... Насколько это возможно?» «Управление разумом человека через имплантированное устройство? Возможно. Хотя это чертовски опасное устройство». Геката прекрасно знала, что такие технологии существуют. Просто ей нравилось верить, что существуют они только в Черном городе, а если предположить, что подобным разжился могущественный враг, ничего хорошего не последует. Но закрывать глаза на правду она не собиралась. Гекате было привычнее готовиться к худшему. «Это все объясняет», — сказала она. «То, что ни Гаэтана, ни Тарасов даже не подозревали о собственных поступках. Это лучшая маскировка для диверсии. Они прошли бы любой допрос, не выдав себя. То, что они с легкостью пожертвовали собой и близкими, такое даже при крайнем фанатизме сложно сделать. Даже то, что твой краткосрочный друг Тарасов бегал с прокушенным боком, понимаешь?» «Понимаю», — подтвердил Марк. «Удерживать контроль на расстоянии через передатчик сложно. Думаю, это примерно то же самое, что управлять незнакомыми моделями дронов. Освобождение мутантов в лаборатории было трудной задачей, и он не удержал контроль над окружением Тарасова, позволил кому-то из хищников подобраться слишком близко. Теория неплохая, но в ней есть грандиозный провал». «А так все хорошо складывалось». «Могу и не говорить, если тебе нужно еще несколько минут, чтобы насладиться моментом». «Нет уж, говори», — потребовала Геката. «Все равно уже испортил праздник детективного таланта». У Гаэтана, как я понимаю, был нейромодуль, так им и управляли. Но у Тарасова не было. Можно ли взять человеческий мозг под контроль с помощью протеза руки?» Геката знала, что его замечание ей не понравится, и не ошиблась. «Нет, нельзя. Но у него мог быть нейромодуль. Их устанавливают не только в Черном городе, сам знаешь». Он был архитектором. Зачем ему нейромодуль? Они используются не только для контроля над роботами. Если Тарасов оснащал дома системой контроля, модуль бы пригодился. Расспроси беженцев, может, кто-то знает. Наверняка это было известно только семье, которую он предусмотрительно убил. И по той же причине взорвал себе голову, напомнила Геката. Возможно, там находилось нечто посложнее понятного нам нейромодуля. Этого мы пока не узнаем. Давай поступим вот как. Как только отловите беженцев, тех, которых еще не сожрали, сразу проверяйте на протезы. Любые, которые найдете, потому что все они установлены за пределами Черного города. Не только в 7 ветрах. Ты меня не слушаешь? Вообще любые. У нас пока 2 указания на 7 ветров, но не факт, что все ограничились этим местом. Проверяйте таких людей на скрытое оружие. Потом сажайте в полностью изолированную от любых сигналов камеру. Желательно еще и в искусственную кому погружайте.
Тогда у нас есть шанс хоть в чем-то разобраться. А если таких людей больше нет? Сомневаюсь, но, возможно, Тарасов действительно был единственной марионеткой. Продавец игрушек допустил ошибку. Статистически это возможно. «Сделаю», — кивнул Марк. «А ты? Останешься там?» Смысла нет. Я узнала все, что могла, пора перестать наслаждаться красотами пустошей. Я отправлю отчет Черному городу и снова попрошу о переводе в объект 21. Ситуация стала серьезней, так что меня вполне могут пустить». Она не пыталась подбодрить Марка, потому что он в этом не нуждался. Геката верила, что объекту сейчас нужно воплощение. Продавец игрушек вывел игру на новый уровень. Однако ответом на повторное прошение стал повторный же отказ. На этот раз с прямым приказом явиться в Черный город. «Зачем?» — растерялась Геката, не ожидавшая такого поворота. «А опять какое-то собрание?» «Нет, это личное приглашение», — невозмутимо пояснил совет. «Я могу узнать, с чего вдруг?» «Не здесь и не сейчас. Все станет ясно в надлежащий момент». Она пыталась убедить себя, что ситуация под контролем до последнего. Да, прямо сейчас не получится объединиться с Марком, но это временная задержка. Возможно, на сей раз при личной встрече она докажет совету, что ее присутствие необходимо. Она держалась за эту надежду сколько могла. А потом ей сообщили, в какую именно точку Черного города ей надлежит явиться. И у Гекаты впервые мелькнула мысль, быстрая, шальная, но оставившая неприятный след. О том, что Марка она не увидит больше никогда. Леони проснулась с ножом в животе. И это, пожалуй, можно было считать самым грандиозным провалом за всю ее жизнь. Стыд в этот момент был настолько велик, что затмевал даже боль. Леони еще не стала мастером контроля, но уже считалась оператором боевых роботов. Ей не положено все это. Терять сознание, становиться жертвой, с ужасом смотреть на лезвие, пробивающее ее тело. Она проявила себя хуже, чем любая из гражданских. Что с этим делать, Леони пока не знала. Когда она пришла в себя, у нее даже не было сил осмотреться, понять, где она находится. Слишком велик был шок. Она никак не могла поверить, что это действительно произошло с ней. Потом первая волна ужаса отступила, к Леони вернулось хоть какое-то самообладание. Она, наконец, сумела оценить свое положение, и ей не понравилось то, что она обнаружила. Ее уволокли в одну из самых дальних частей парка. Официально эта территория входила в объект 21, однако школа ее никак не использовала. Беженцы выбрали удачный вариант. Обустроились в кабинке навеки застывшего аттракциона. Кабинка была выполнена в форме ракеты, сквозь ближайшие заросли плюща просматривались оптимистичные записи о том, что человек покоряет космос. Иронично. Леони не только ранили, ее приковали к лавке, размещенной внутри аттракциона. Постелили под спину какие-то тряпки, заботливые какие. Еще обложили нож лекарственными травами. Леони некоторые знала, но на этом поблажки закончились. Естественно, одну ее не оставляли. В кабинке собралось немало народа. Главным в этой группе явно был мужчина средних лет, к которому испуганно жалась совсем юная девушка. Чуть поодаль разместилась Лидия с детьми. Угол кабинки заняла молодая пара. Худые, грязные мужчина и женщина, обнимавшие друг друга. Леони их всех видела. Они проходили проверку в лазарете, но пройти не успели, прогремел взрыв. Теперь уже Леони не верила, что он был случайностью. Лидия первой заметила, что пленница пришла в себя и поспешила к ней. «Постарайся не двигаться», — предупредила она. «Рана, которую тебе нанесли, не смертельна, но только если ты ее не усугубишь». «Зачем вы так?» — тихо спросила Леони. Лидия смущенно отвела взгляд. Зато главный их, Назар Волков, ответил без тени стыда. «Потому что так нужно. И не притворяйся, что не понимаешь. Я прекрасно знаю, что у операторов при ранении нейромодуль запускает программу по умолчанию сохранения жизни, которая, в свою очередь, мешает тебе нахватать роботов и убить нас всех». «Я вас и так убивать не собиралась. Откуда вы вообще знаете такое? В вашем городе роботами не управляли». «Назар служил в военной разведке», — пояснила Лидия. «Ей не обязательно это знать», — рявкнул Волков.
А что мне обязательно? Что со мной будет? Тебя это не касается. Меня не касается моя судьба? Сейчас лучше помолчать, мягко произнесла Лидия. Леони решила не нарываться, она и так все понимала. Похоже, Волков действовал импульсивно. На него повлияло то, как Марк убил зараженного мужчину. Он испугался, что с ним и его дочерью случится то же самое, поэтому устроил взрыв и удрал вместе с заложницей. Теперь ему предстояло справляться с последствиями принятого в панике решения. Назар понимал, что исправить это уже не получится. Его точно в живых не оставят. Не за прямое нападение на студентку. Да и взрыв этот ему не простят. Поэтому он искал другой путь к свободе, но пока не находил. Остальные вляпались точно так же, как он. Может, они совсем не того хотели, когда убегали из лазарета, может, даже осуждали Назара, когда он пробил Леони живот, но противостоять ему никто не решился. Да и кто бы смог? Второй мужчина? Он совсем худой, измученный, и не похоже, что он когда-либо умел драться. Его спутница, кажется, уже впала в апатию, она в сознании, но смотрит в никуда. Лидия беспокоится в первую очередь о своих детях, она не станет рисковать ими. Дочь Назара только ему и доверяет. Они ждали решения от него, на Леони старались не обращать внимания, а он почему-то предпочел затаиться. Пережидает, когда закончится карантин? Это он зря. Или хочет проверить, кого пришлют на переговоры. Только вот не прислали никого. Леони понятия не имела, почему. Даже при том, что Назар выбрал неплохое убежище, найти их все равно не составило бы труда. Получается, у остальных появились проблемы посерьезней. В то, что ее просто некому спасать, Леони верить не собиралась. Беженцы тоже не готовились к долгому пребыванию здесь, теперь им пришлось подстраиваться. Назар первым отправился на поиски еды и воды. Он прихватил с собой второго мужчину, Якова, а Лидию предупредил. «Не вздумай отвязывать ее, слышишь?» «У нее нож в животе», — укоризненно заметила та. «И что?» «Мы добыли сведения о том, что такие, как она, выздоравливают быстро. Но мы не знаем, как быстро. Не смей рисковать». «Просто уйди, а?» Лидия не скрывала, что ей происходящее не нравится. Леони не позволила себе обмануться, приняв это за дружелюбие. Нож оставался на месте, вот и все, что важно. А то, что Лидия при этом ходила со скорбным видом, не особо утешало. Хотя сама Лидия изо всех сил пыталась заключить сделку с собственной совестью. Когда Назар наконец убрался, она села поближе к пленнице, протянула в ее руку фляжку с водой. «Я могу тебя напоить, хочешь?» «У меня внутренности перерезаны, мне пить нельзя», — напомнила Леони. «Прости за это. Ты, наверное, считаешь меня неблагодарной сукой. Это еще самое доброе, что я о тебе думаю». «Ты, пожалуй, права», — грустно улыбнулась Лидия. «Но какой выбор у меня был?» «Даже и не знаю. Не похищать меня? Нож подальше держать? Это все Назар. Как будто ты его останавливала». «Мы должны держаться вместе. Я надеялась, что территория Черного города станет нашим домом, но если нет, если и здесь мы чужие, разве не проще держаться со своими?» «Благородно звучит», — оценила Леони. «Но это если забыть, что Черный город вас не звал. Стоит ли жаловаться, что прием был недостаточно теплым?» «Никто не хочет становиться беженцем. Поверь мне, я знаю, о чем говорю, но выбор невелик. Бежать или умереть. И не просто умереть, а перед этим увидеть, как страдают твои дети. У меня была нормальная жизнь, Леони. Хорошая жизнь, очень хорошая. Был муж, которого я любила, был дом. Я сама красила этот дом, я подобрала мебель, я вырастила у его дверей цветы. Я не хотела все это оставлять, но меня погнали прочь, как животное. Я знаю, что ни ты, ни Черный город не виноваты в этом. А я разве виновата? И ответа я требую не у вас, а у судьбы. Что я сделала не так? И что должна была сделать?» Леони просто отвернулась. Ответа у нее не было. Она видела, что Лидия в отчаянии, ее дети плачут, то ли от воспоминаний о доме, то ли из-за того, что плачет мать. Но в то же время разве все это оправдание? Это дает им право похитить Леони, мучить и убить ее? Горе порождает горе. И ничего не оправдывает.
Ей нужно было хоть что-то исправить, сбежать, спасти себя, в идеале еще и задержать беглецов. Это не отмыло бы ее репутацию окончательно, так ведь уменьшило бы ущерб. Однако Леони не могла ровным счетом ничего. Боль в животе стала привычной, ноющей и постепенно нарастающей. Молодость и здоровье пока что помогали, но она не знала, сколько это будет продолжаться. А еще у нее не было ощущения, что нейромодуль действительно излечивает ее, и это напрягало не меньше, чем плен. Но Леони успокаивала себя тем, что дело в ноже. Если его убрать, все обязательно наладится. Назар вернулся с какой-то мелкой подстреленной дрянью, похожей на лишенных шерсти крыс. Леони не была уверена, что он действительно убил этих существ. Возможно, они сами погибли от болезни или старости, а он просто небрезгливый собиратель. В любом случае, она была рада, что ей не придется это есть. Да и остальным сомнительный ужин на пользу не пошел. Они даже рискнули обработать мясо, разожгли ненадолго костер. Если это и спасло их, то не до конца. Отравились все, кто ел. Не смертельно, просто теперь на месте оставаться не получалось. Да и время ожидания резко сократилось. Меньше всего досталось Алине, жене Якова. Но она этих крыс и не ела толком. Кажется, не ела вообще. Ее не отпускала апатия. Большую часть времени Алина сидела в углу, сжавшаяся, замкнутая. Она двигалась только если муж ее о чем-то просил. Леони даже заподозрила неладное, однако женщина была способна отвечать на вопросы, разум она сохранила. Она просто была этому не рада. Остальные же то и дело метались в кусты. Причем по одному ходить было нельзя, особенно детям, и жизнь в заброшенном аттракционе превратилась в бесконечную череду вылазок. Леони бы пожалела этих людей, если бы ей самой не было так плохо. Она чувствовала, как в теле полыхает жар нарастающей лихорадки, как живот странно твердеет. Нейромодуль не справлялся. Она не справлялась. А ее похитителям было не до нее. С другой стороны, кому сейчас вообще до нее? Марк так и не пришел за ней. Никто не пришел, но лишь то, что не пришел Марк, причиняло настоящую боль. «Сколько вы намерены здесь торчать?» — устало спросила Леони. «Тебе жить надоело?» — огрызнулся Назар. «Мне вы надоели. Давайте все успокоимся», — нервно улыбнулась Лидия, которую снова непробиваемыми доспехами облепили испуганные дети. «А смысл? Я погибну, вы погибнете. Так хоть буду знать, из-за чего». «Я не позволю убить мою дочь», — отрезал Волков. «Разве кто-то на это вызывался?» «У Лизы высокие шансы заражения», — пояснила Лидия. «В дороге происходило всякое». «Подождите, дайте убедиться, что я правильно понимаю», — нахмурилась Леони. «У меня тут лихорадка, мне сложно отличать, где кончается мой бред и начинается ваш. Вы пытаетесь загубить нас всех, чтобы не умерла Лиза? При том, что Лиза все равно умрет, если она заражена. Вопрос только в том, где». «Да, мы бы вернулись. Мы просто не можем». Яков укоризненно посмотрел на Волкова. «Мы слишком далеко зашли». «Вы как раз больше сидели, чем заходили. С этим разведчиком недоделанным все понятно, но вы еще можете спастись, если вернете меня к своим». «Леони, хватит провоцировать драку», — возмутилась Лидия. «А что мне еще делать? Мне нужна помощь. Я уже на грани, и я даже не уверена, что не пересекла эту грань. Да и потом, разве с Лизой что-то не так? Да будь она заражена проказой, уже переродилась бы». Чем-то Лиза заражена точно была. Девушка заметно похудела, у нее дрожали руки, кожа покрылась крупными красными волдырями. Но все это не было симптомами проказы или чего-то опасного. Теперь Леони пыталась показать, что шанс на мирное решение еще есть. Назар и сам это понимал. Он к такому не готовился, он устал не меньше остальных. «Детка, ты как себя чувствуешь?» — спросил он у дочери. «Все ведь в порядке, да?» Леони искренне надеялась, что сейчас Лиза угомонит его, и они, наконец, смогут вернуться в цивилизацию. Не вышло. Нет, с самой Лизой все было в порядке, и превращаться в монстра она не собиралась. Но на ее лице застыл такой ужас, что Леони невольно почувствовала в душе его холодное прикосновение. Не в силах произнести ни слова, Лиза лишь указала дрожащей рукой в дальнюю часть кабины.
Туда, где сидела покинутая всеми, даже мужем, наседавшим на Назара, Алина. До этого сжавшаяся. Теперь, когда на нее обратили внимание, поднявшая голову, посмотревшая на них мутными глазами, истекающими кровью. «Кажется, мне нехорошо», — еле слышно прошептала она. От нее шарахнулись все. Инстинктивно, еще не понимая, что происходит. А вот Леони как раз все знала. Догадалась по симптомам и теперь с ужасом осознавала, что спастись уже не получится. Прямо перед ней. Глава 9. Нужно было действовать четко, перехватить все группы одновременно. Это снижало риск для всего объекта. Марк прекрасно понимал, как только продавец игрушек поймет, что его тайну разгадали, он начнет действовать решительней. Планы он меняет легко. Именно поэтому всех обладателей протезов нужно было поймать и нейтрализовать до того, как он во всем разберется. Проблемой тут стало лишь одно. Им пришлось потратить чуть больше времени, чтобы найти укрытие всех беженцев без исключения и подготовиться к одновременной атаке на них. В иных обстоятельствах это не волновало бы Марка, однако сейчас он ни на миг не забывал о Леони. Ее следовало освободить сразу же. Но сначала многие ожидали, что она вернется сама. Разве так сложно сбежать от чужаков на своей территории, где роботов для контроля хватает? Однако Леони так и не вернулась, и стало ясно. Беженцы нашли способ ее удержать. Марку это просто не нравилось, Нико и вовсе металась, как раненая пустынная львица, хотя изо всех сил старалась сделать вид, что ей на самом деле все равно. Но одно накладывалось на другое, и действовать немедленно было просто нельзя. На финальном этапе подготовки они, конечно, уже знали, где находится Леони и почему она не освободилась. Беженцы действовали жестко, безжалостно даже, однако в эффективности им не откажешь. Просмотрев кадры наблюдения, Марк, как врач, мог подтвердить. Они не ранили Леони смертельно, чтобы не сделать собственное положение безнадежным. Однако они обеспечили все меры предосторожности, чтобы пленница с ними не справилась. «Императрица ее убьет за это», — процедила сквозь сжатые зубы Нико. «Какой позор! Торчать в плену у каких-то забулдык!» «У нее нож в животе», — напомнил Мустафа. «Это не оправдание!» Они отправились на спасательную операцию втроем. Считалось, что выпавшая им группа беженцев относительно безопасна. Они оказались в стороне от стратегически важных зданий и боевых роботов, у них не было толкового оружия. Из преимуществ у них оказалась лишь заложница. Вот только никто не говорил об этом прямо, однако все знали. Если Леони погибнет в плену, мало кого это расстроит, потому что это верный показатель того, что она не способна стать мастером. Именно поэтому Марк уточнил. Императрица действительно ее убьет. «Ну нет, конечно», — закатила глаза Ника. «Наша госпожа, в отличие от некоторых, калечить людей не спешит. Но мало ли они не покажется, чтобы на всю жизнь урок усвоила». «Не думаю, что она когда-либо это забудет. У кого-нибудь в группе есть протезы?» Жердяй сказал, что нет. Гаврилов может не знать про них всю правду. «Визуально протезов не видно», — сказал Мустафа, наблюдавший за группой через камеру стелс-дрона. «Насколько я понял, те, что нас интересуют, должны быть заметны». «Предположительно». «Сейчас перехватим их и посмотрим лично, зачем гадать?» — огрызнулась Ника. Сложный план им действительно не требовался. Они наблюдали за группой достаточно долго, чтобы понять, никого по-настоящему опасного там нет. Да, Леони ожидание на пользу не пошло, выглядела она откровенно плохо. Однако затянувшаяся пауза измотала и беженцев. Они выглядели бледными, осунувшимися, заметно похудевшими. Даже мужчина, который все это затеял, Назар Волков, смотрелся так, будто умер день назад, просто еще не осознал этого. Так что все должно было закончиться тихо и быстро. Вот только громко стало до того, как началась атака. Из навеки замершей кабинки аттракциона, в которой укрывались беженцы, послышались испуганные крики. Секундой позже люди начали выбираться оттуда, причем выбираться в панике, и это оказалось на редкость неудачным решением. Использованная ими кабинка находилась на середине аттракциона, на высоте примерно 7 метров над землей. Обычно они вылезали оттуда по ржавому креплению, соединяющему ракету с основным корпусом, или по плетеной лестнице, которую они сами же приладили возле выхода. Но любой из этих способов требовал осторожности, внимания и неспешных движений. Сейчас людям оказалось не до того.
Они рвались на свободу, отталкивая друг друга, и падение оставалось лишь вопросом времени. Причем падение не только людей. От суеты сама дряхлая кабинка начала скрипеть и раскачиваться. Такое не должно было произойти. Марк наблюдал за аттракционом вместе со всеми, он видел, внутрь никто не забирался. Если только одна из тварей, способных на такую идеальную маскировку, что они кажутся почти невидимыми. Так эти в основном охотятся, выжидая, а еще они терпеть не могут солнечный свет, которым сегодня решила побаловать людей природа. Тогда что же там произошло? Первым ответ нашел Мустафа, который по-прежнему контролировал разведывательного дрона. В одной из девушек пробудилась ловушка. Он произнес это спокойно. Ни один мускул на лице не дрогнул. Так, будто это не имело для него значения, будто это было лишь очередным порождением пустошей, таким же опасным, как все остальные. Хотя даже в теории все мутанты пустошей не считаются одинаковыми. Среди них есть относительно безопасные, те, которых убить могут даже гражданские, и есть существа, с которыми не каждый робот справится. Ловушки относились к худшим не потому, что они всегда побеждали, а потому, что они были из числа паразитов. Такие твари не просто становятся угрозой. Они будто покушаются на саму человеческую природу, отнимают не только жизнь, но и имя, прошлое, достоинство смерти. Они превращают человека в оружие против тех, кто был ему дорог. Ловушки оставались незамеченными до последнего. Их носитель не чувствовал момент заражения, ровно как и развитие внутри себя хищных тварей. Из крошечных личинок формировались сильные черви, отдаленно похожие одновременно на пиявок и клыкастых миног из далекого, еще до перезагрузок прошлого. Чтобы обрести взрослые тела, они питались ресурсами организма носителя, но одновременно впрыскивали в кровь обезболивающие и стимуляторы. В итоге человек ощущал себя больным, однако ему казалось, что болезнь обычная и контролируемая. Кто вообще остается здоровым после дорог? Когда развитие червей достигало финальной стадии, они добавляли ко всем веществам еще и наркотик, постепенно разрушающий мозг. Носитель впадал в апатию, он лишался даже страха, собственная жизнь становилась ему безразлична. Значение имело лишь одно желание — уйти. И он уходил, рано или поздно, забредал подальше, умирал в одиночестве и всегда стоя. Его тело не падало и не разлагалось. Его кожа постепенно превращалась в тонкую твердую пленку, процесс сродни кальцификации. В итоге место мертвеца занимал блеклый кокон в форме человека, внутри которого паразиты пожирали оставшиеся ткани и готовились к атаке. Свое название ловушка получила из-за того, что становилась серьезной угрозой лишь после смерти носителя. Внутри кокона черви могли выживать годами, пока к ним не приближалось достаточно крупное теплокровное существо. Тогда они прорывали оболочку и нападали на жертву всей стаей, так что спастись было практически нереально. Они пожирали добычу за считанные минуты, добирали нужный вес и нужные вещества для перевоплощения. После этого они расползались в разные стороны, забирались в густую листву, сочные плоды, даже в залежи дикого меда. Там паразиты погибали, оставляя на своем месте десятки, сотни, тысячи личинок, которых рано или поздно съест вместе с медом и фруктами новый носитель. Жизненный цикл ловушки завершался и одновременно начинался вновь. Ловушками могли становиться и люди, и животные. Был период, когда они пробирались и на контролируемую территорию. Любопытство влекло к ним новых жертв. Но потом людей начали обучать, рассказывать им, что от коконов нужно держаться подальше, ни в коем случае не подходить самим, а сразу вызывать военных, которые уничтожат эту дрянь огнеметом. Так что жертв стало меньше, но они не исчезли совсем. Один из таких коконов увидела когда-то дочь Мустафы, девочка, которая была слишком мала, чтобы разобраться в представшей перед ней угрозе. Ей стало любопытно, почему это такой странный светлый человек стоит посреди леса. Она подошла ближе, и ловушка атаковала без жалости, уничтожив не только девочку, но и пытавшуюся спасти ее мать. Всю семью Мустафы, создав пропасть между его прошлым и будущим. Он понимал, что прямо сейчас в кабинке аттракциона пробуждается другая ловушка, не имеющая никакого отношения к той, которая убила его семью. И все равно, как бы силен он ни был, он оставался человеком, вынужденным бороться со своей памятью. Марк лишь надеялся, что он продолжит действовать правильно и не подставится под удар. «Я не понимаю. Ловушка не может атаковать мгновенно.
Ей необходимо превратиться в кокон», — растерялась Нико. Может, если организм носителя слишком сильно голодает, и паразиты чувствуют, что в нем не хватит ресурсов для полноценного выкармливания колонии», — тихо пояснил Мустафа. Как и ожидал Марк, он знал об этих выродках больше остальных. «Тогда они выползают до полного созревания». «Когда носитель жив?» — с ужасом прошептала Нико. «Да, когда носитель жив». Единственной милостью, которую природа отмерила зараженным паразитами существам, обычно оставалась безболезненная смерть. Они даже не понимали, что с ними происходит, они просто отправлялись на прогулку, которая становилась последней в их жизни. У нынешнего носителя, кем бы он ни был, такую милость отняли. На первом месте для хищников всегда было собственное выживание, и сейчас они пробивались на свободу, с кровью, с болью, пусть и не готовые к этому миру окончательно, но все равно надеющиеся его завоевать. Оставаться в стороне они не имели права. Марк прекрасно помнил, что в этой группе есть маленькие дети, да или они привязаны к лавке. Она даже сбежать не сможет, им срочно нужно было вмешаться, и он лишь спросил: «Кто носитель? Та девушка, ради которой ее отец все затеял?» «Нет, с той все как раз в порядке, другая». И в этом тоже была чудовищная ирония. Если бы не побег, у этой девушки было бы больше времени. Марк мог упустить паразитов на ранней стадии, а мог и найти их, и тогда у несчастной оставался пусть и крохотный, но реальный шанс на спасение. Теперь-то уже точно нет. И она в этом не виновата. Она думала, что защищает себя. А может, не думала вообще ни о чем, просто делала то же, что и все. Теперь единственным, что они могли ей обеспечить, стала быстрая смерть. Когда они добрались до аттракциона, оттуда как раз выбиралась женщина с детьми. Она старалась помочь им всем, удержать их, однако у нее одной просто не получалось. Ни в панике, ни на раскачивающейся из стороны в сторону лестнице. Одна из девочек все-таки сорвалась. Она должна была упасть, в лучшем случае на твердую землю, в худшем на ржавые штыри, торчащие неподалеку. И Марк не должен был успеть ей на помощь, он и сам не понимал, как успел, как перехватил тощенькое тельце в воздухе. Девочка весила слишком мало. Она так ослабла, что не могла даже кричать, просто тихо плакала, но она была жива. Только это и имело значение. Марк передал ее подоспевшей матери и предупредил: «Оставайтесь здесь, никаких больше забегов по территории. Если за вами снова придется гоняться, убьют и вас, и детей». Он даже не пытался запугать ее. Он сказал ей правду. Ситуация в объекте становилась все более напряженной, и любую попытку сопротивления могли счесть контролем со стороны врага. Тут уже не важно, есть протез, нет его, убьют просто на всякий случай. Женщина то ли поняла это, то ли просто слишком устала убегать. Она лишь судорожно кивнула, отводя детей в сторону. Марк не стал задерживаться рядом с ней, он поспешил наверх, за ним последовала Нико. Но Мустафа все равно опередил их, потому что выбрал другой путь. Он сразу двинулся вверх по металлическим балкам, в прошлом поддерживающим аттракцион и приводившим его в движение. Его нисколько не пугало то, что металл дрожит под его ногами, и возраст не замедлял его. При этом нельзя сказать, что им двигало яростное желание мести. Нет, никакой ярости, только холодный расчет. Он правильно подобрал роботов, достаточно легких, чтобы ничего не сломать, достаточно быстрых, чтобы успеть, и они теперь скользили рядом с ним. Марк без сомнений привлек летающих дронов, Ника привела с собой крупного офицера, и это как раз было ошибкой. Она вынуждена была оставить его на земле, и все равно она последовала за Марком. Выбраться из кабины успели только женщина с детьми. Марк не сразу понял, почему. Наверху он слышал лишь крики. Но когда он заглянул в кабину, все стало на свои места. Молодая женщина, в которой поселилась ловушка, уже не могла уйти, ноги ее не слушались. Но она все еще была жива. Паразиты попытались ее обездвижить, накачали наркотиком, однако они сами не развились до конца и не смогли произвести достаточно вещества. Они двигались прямо под ее кожей, и она кричала, испуганная, ничего не понимающая. Она умоляла о помощи мужчину, который все это время был рядом с ней, ее мужа, насколько было известно Марку. И муж вроде как пытался ее поддержать, но это только на первый взгляд. Если присмотреться внимательнее, стало видно, что это она повисла на нем, а он отбивается изо всех сил. Никакой жалости он не испытывал. Он был не в том состоянии. Он видел лишь паразитов, прорывающих кожу, знал, что они вот-вот освободятся. Он хотел сначала спастись, а потом уже скорбеть и сожалеть, если получится.
Но она не позволяла ему. Она вряд ли понимала, что делает. Она просто привыкла искать у него защиты и сейчас думала лишь об этом. Но если эти двое застряли, то Волкову уйти вроде как ничего не мешало. Кроме его дочери. Той самой, из-за которой все и началось. Лиза не пострадала, она просто впала в буйную истерику. Она отбивалась от любого прикосновения, кричала, визжала, кусалась, норовила забиться в угол. Она не понимала, что этим делает хуже всем, и объяснять ей что-либо было бесполезно. Отец пытался говорить с ней, пытался мягко удержать, однако это ни к чему не приводило. Они и без того чудовищно задерживались. Колония паразитов готовилась освободиться в любой миг. Марк сильно сомневался, что Волкову позволят выжить, но сейчас это не имело значения. Он подошел к суетящимся отцу и дочери, ударил всего один раз, так чтобы Лиза мгновенно затихла и обмякла в руках Назара. «Ты совсем охренел?» — тут же разозлился Волков. «Жить будет, уноси ее отсюда», — приказал Марк. «Внизу разберемся». Ника уже возилась с цепями, удерживающими Леони, Мустафа окружил оставшихся двух людей дронами. Ситуация вроде как была под контролем, но не до конца. С ловушками так бывает. Паразиты все-таки прорвались. Еще не готовые к самостоятельной жизни, слишком мягкие, слишком уязвимые, но уже достаточно сильные, чтобы не просто пробивать кожу носителя, а прыгать на пару метров вперед и впиваться в новых жертв. Первой из таких жертв стал муж пострадавшей женщины. Он вырывался до последнего, Мустафа готовился ему помочь, но не успел, не смог просто. Паразит вцепился в горло мужчины, начал стремительно прогрызать путь внутрь, и с этого момента судьба жертвы была предрешена. Второй червь, освободившийся из носителя, выбрал своей мишенью Волковых, оказавшихся близко, но Назар отреагировал мгновенно, сработали инстинкты бывшего военного. Он на миг выпустил из рук дочь, позволил ей упасть на пол, а сам подтащил поближе Ника, прикрылся ею как живым щитом. Нехитрый и безжалостный прием сработал. Червь впился в плечо девушки, а Назар тут же оттолкнул ее, забрал дочь и продолжил путь. Ника наверняка хотела поквитаться с ним, но сейчас ей было не до того. Она обеими руками ухватилась за извивающегося червя, пытаясь скинуть его с себя. Да куда там? Его покрытое кровью и слизью тело невозможно было удержать. Его челюсти двигались слишком быстро, легко прогрызали и форму, и кожу. Секунда, и вот уже льется кровь, а существо пытается забраться в новую жертву. Марк прекрасно знал, она не справится. Ни одна так точно. И никто бы не справился на ее месте, поэтому решение пришлось принимать ему. Если бы он был таким же студентом, как и все, с ранних лет готовившимся стать оператором боевых дронов, ничего бы у него не получилось. Нет, основы медицины им тоже преподавали, однако основ тут было недостаточно. Опыт хирурга пригодился Марку куда больше. «На пол! Плоско на спину! Быстро!» Ника судорожно кивнула. Она побледнела пока что от страха, но скоро к этому прибавится синюшная бледность кровопотери. Глаза у нее были шальные, зрачки расширены, и все равно ей хватило самообладания, чтобы поступить правильно. Марка только это и интересовало. Когда она легла на пол, он наклонился, уперся коленом ей в грудь, чтобы она оставалась неподвижной. Знал, что она вот-вот начнет дергаться, тут никакая выдержка не поможет. У Марка не было времени объяснять ей, что происходит, или действовать осторожней. Боль она выдержит. Ника действительно сильная, и потерпеть сейчас лучше, чем провести остаток дней с искусственной ключицей. Он разрезал форму, чтобы лучше видеть зону поражения, а потом ударил ножом. Но нет, не паразита, нет. Эту тварь он не собирался трогать до последнего, чтобы уменьшить вероятность чудовищной инфекции, с которой даже оператор при всей поддержке нейромодуля может не справиться. Марк пробил мышцы Нико так, чтобы нож вошел в грудь под углом, двинулся на перерез паразиту, чтобы металл преградил путь его челюстям. Это не было легко. Да и не могло быть. Ника наверняка готовилась оставаться смиренной и терпеливой, истинная служительница императрицы. Но когда дошло до дела, и на нее обрушилась реальная боль, она взвыла раненым зверем, выгнулась, пытаясь сбросить с себя Марка. Правда, надо отдать ей должное, поддалась она только основным инстинктам. Разум оставался ей верен, она не использовала против противника ни одного боевого приема. Она плакала, кусала губы так, что по ним уже струилась кровь, но не упрекала Марка и не умоляла его поторопиться. Она давала знать, что понимает, он прав, это необходимо. Он и рад был бы пощадить ее, упростить все, да не мог. Тварюга уже успела впиться в кость, и это паршиво, но подгрызать не начала.
Марку приходилось строго контролировать каждое действие, каждый удар, силу, которую он прикладывал. Он заставил себя не думать, кто сейчас под его ножом и к каким последствиям приведет ошибка. Была только задача в чистом виде — убрать червя. И с этой задачей он справился. Да, изрезав мышцы Нико так, что шрамы без специального оборудования уже не устранить. Да, пролив столько крови, что она растекалась вокруг них зловещим зеркальным озером. Но при этом, отделавшись лишь легкими царапинами на кости и раздавив паразита после того, как он оказался вне тела. Когда угроза была устранена, Марк снял с пояса изоляционную повязку, перекрыл кровоточащую рану на плече Нико и только после этого позволил себе оглядеться по сторонам. Они все выжили исключительно потому, что Мустафа справился. Сосредоточившись на помощи раненой, Марк совсем забыл о ловушке. А напрасно. Она могла уничтожить их всех, ведь не каждый оператор способен победить ее в одиночку, но Мустафа смог. Он никогда не рассказывал о таком, и все же Марк понимал, что старший оператор наверняка готовился к подобной битве уже много-много лет. Он знал о ловушках все. Их жизненный цикл, их слабости и преимущества. Поэтому и теперь он использовал роботов идеально. Перехватил и женщину, ставшую носителем, и ее мужа, которого уже было не спасти, прижал их друг к другу и пропустил через них такой заряд электричества, который сработал не хуже огнемета. Мертвы были люди, но мертвы были и черви. Все до единого. Нико не потеряла сознание, она даже смогла подняться на ноги, пусть и заметно пошатываясь. Мустафа тут же подставил ей плечо, а Марк направился к Леони, которая смущенно улыбалась ему. «Ты все-таки пришел», — сказала она. «Это значит, что все закончилось?» Прежде чем ответить ей, Марк проверил общие каналы связи. Похоже, все прошло неплохо. Им удалось перехватить всех беженцев. Люди, у которых есть протезы, изолированы, с ними можно будет разобраться позже. На свободе никого не осталось, мутанты еще не отловлены, однако это скорее вопрос времени. Раненые только в их маленьком отряде, да и то все выживут. Пока что казалось, будто они действительно победили, план сработал как надо, и Марк хотел бы сказать об этом Леони, она ведь явно нуждалась в поддержке, но он почему-то так и не смог. Геката не беспокоилась на пути к Черному городу. Она знала, у срочного вызова может быть много причин, особенно сейчас. Самое вероятное из них — очередное общее собрание, на котором будут присутствовать не все воплощения, а только те, кому делать больше нечего. Однако и их хватит, чтобы потрепать ей нервы и потратить время впустую. Но если совету такое нравится, проще потерпеть, чем выпендриваться. Особенно при том, что ей требуется от него одолжение. Гекате предстояло доказать, что ее нужно отправить в объект 21, а для этого пригодится скорее смирение, чем напор. Беспокойство появилось, когда она пересекла границу города и узнала, где именно ее ожидают. Ей сообщили сразу, но она, чтобы не потерять контроль, заставила себя поверить, что произошла ошибка. Сердце на миг замерло, и как бы Геката не убеждала себя, что это недостойная реакция для воина, биться в прежнем ритме оно не желало. Внутри появился холод, который струился теперь по венам речной водой. Гадать было бесполезно, и все равно она пыталась вычислить, почему все сложилось именно так, что это может означать. Такова уж человеческая природа. Отвлекаться на действия, даже напрасное и бессмысленное, проще, чем принять абсолютную пустоту неизвестности. Спокойно сейчас было только в жилых кварталах, однако там Геката никогда не задерживалась. Она все это видела сотни раз и не находила хоть сколько-то интересным. Да и горожане при ее появлении привычно бухались на колени, жизнь замирала до момента, пока она не отдалялась. Геката знала, что многим воплощениям такое нравится, а люди не разбирались, кому именно, они предпочитали подстраховаться. Так что ей проще было скрыться от них, миновать их улицы быстро, завесив лицо капюшоном длинного плаща. Дальше начиналась территория небоскребов, и туда не ходили как раз обычные горожане, если не было острой необходимости. Чаще всего путь Гекаты лежал к дому общих собраний, величественной высотки, на крыше которой размещалась круглая обзорная площадка, нравившаяся большинству воплощений. Изначально ей не хотелось сюда идти, пустая болтовня ей наскучила, но теперь, когда она узнала, где ее ждут на самом деле, дом собраний показался непривычно желанным. Не нужно поддаваться.
Ничего плохого не случится. Она ничего не сделала. Но сколько бы Геката не повторяла себе это, страх, уже вцепившийся в нее паразитом, отказывался отпускать. Все, что она сейчас могла, это изобразить уверенность, не позволить себе слишком торопливых движений, сохранить гордость и достоинство. Поэтому она так же невозмутимо, как обычно, прошла по улице к самому высокому из небоскребов, непроницаемо черному, будто пожирающему солнечный свет. Окон в нем не было, и не было способа выяснить, что происходит внутри, особенно при том, что живые даже приближались к этому зданию очень редко. Но движение там все равно было. Мертвых. Именно туда съезжались капсулы с трупами, собранными по всей контролируемой территории. О том, что происходило с ними дальше, мало кто знал. Геката как раз знала. Однако это ее не успокаивало. Величественные двустворчатые ворота распахнулись перед ней, пропуская внутрь. Эти предназначались только для воплощений. Капсулы провозили через другой вход, и Геката помнила, что увидеть их можно лишь снаружи. Внутри нет. Живые с мертвыми не пересекаются. До определенного момента. Она оставалась верна себе до конца. У ворот она не сделала ни единой паузы, миновала их с гордо поднятой головой, пошла дальше, не останавливаясь. Окон здесь действительно не было, но света хватало. Казалось, что он льется сразу отовсюду. Магия. Настоящая магия. Геката же знала, что светильники скрыты на стыках зеркальных черных плит, которыми оформлены стены, потолок и даже пол. Оттуда он поступает, а потом рассеивается в отражении, создавая эффект воздушного сияния. Она будто оказалась внутри обсидиановой шкатулки, хотя Геката прекрасно знала, что это на самом деле не обсидиан. Материал казался скользким. Одно неверное движение, и ты упадешь. Но она уже проходила здесь, помнила, что это лишь иллюзия, и шла быстро, не беспокоясь, что ее подведут высокие каблуки. Человек, случайно оказавшийся внутри, сказал бы, что здесь тихо, пусто, жутко. Только длинные коридоры, нет окон, да еще и дверей нет, и непонятно, чем занято пространство. Не слышно голосов и дыхания, лишь одинокие шаги Гекаты нарушают тишину. Однако Геката была воплощением. Она знала, что здание живет, просто по-своему. Оно не предназначено для людей, поэтому дверей совсем мало. Однако пустот здесь нет. Пространство занято тем, что делает его бесценным. Небоскреб постоянно вибрирует. Он полон движения, все это часть реальности черного города, где жизнь и смерть едва различимы. Геката пересекла коридор и остановилась перед дверями лифта. Они с мелодичным звоном открылись перед ней, предоставляя доступ в обитую черным бархатом кабину. Никаких кнопок здесь не было, потому что не гость решал, куда ему ехать. Она по-прежнему делала то, что нужно, хотя память вовсю работала против нее. У этой башни нет названия и не было никогда, но Геката прекрасно знала, как небоскреб между собой прозвали «воплощение». Сюда приходят умирать. Не сами приходят, а потому что зовут. Но ведь не просто так же. И не только за этим, не только. Есть и другие причины. Лифт поднял ее очень высоко, она это почувствовала. Над большинством механизмов, над безостановочно бьющимся сердцем черного города, в то ограниченное пространство на высоте, которое было предназначено для людей или тех, кто был людьми. Лифт выпустил ее перед черным зеркальным коридором, интерьерным близнецом того, по которому она уже прошла. Здесь Геката впервые позволила себе небольшую слабость. Она остановилась возле закрывшихся дверей лифта. Она ждала, что к ней обратятся, что совет или кто-то еще даст пояснение. Она ведь имеет право знать. Надеялась она напрасно. Да и зря обманывала себя. Зачем ей знать? Если она умрет, знания станут бесполезны. Если выживет, все поймет сама. На другом конце коридора распахнулись двери, ведущие в темноту, но свет Гекате было не нужен. Она знала, что там, слышала плеск воды. Что ж, если черный город так решил, ее задача подчиниться, а не метаться тут, как испуганная курица. Геката сделала шаг вперед, и с этого момента больше не останавливалась ни на миг. Все ее движения были уверенными и плавными, одно переходило в другое, ничего лишнего.
Не замедляясь, она скинула плащ, на ходу, умудрившись не запутаться, сняла сапоги, платье, все, что на ней было, чтобы предстать перед черным городом такой, какой он ее когда-то создал. Она знала, что весь просторный зал за дверями занят черной водой. Один сплошной бассейн, упирающийся в стены. Выбраться можно только через порог, который она только что перешагнула. Она не задержалась, помнила, что спуск пологий, нырять не обязательно. Вода приняла ее, обняла, как старый друг, с которым они не виделись слишком давно. Собственного света тут не было, он просачивался только из коридора, однако двери уже начали закрываться, погружая зал в кромешную тьму. Геката просто отстранилась от ставших бесполезными глаз, сосредоточилась на других чувствах. Она помнила, на что способен этот зал. Знала, что тут умирают, но знала, что и выживают. Она уже бывала в этой башне и вышла отсюда. Геката держалась за эти воспоминания, убеждала себя, что все повторится снова, даже если у черного города есть поводы для недовольства ею. Ей ведь не больно. Вода не холодная. Температура идеально совпадает с температурой тела, из-за этого кажется, что она не плывет, а парит. Все будет хорошо. За что ее наказывать? За то, что она до сих пор не поймала продавца игрушек? Так ведь никто не поймал. За ее увлеченность Марком? Но это не мешает черному городу. Марк полезен. Все хорошо. Геката даже убедила себя в этом. Сумела поверить, улыбнулась в темноту, ожидая, что же будет дальше. Боль обрушилась на нее в момент, когда она... Глава 10. Всего нашли 4 человек. 3 мужчин, 1 женщина. Самые тяжелые травмы у одного из мужчин. Он передвигался исключительно благодаря сложному протезу, заменившему ему обе ноги. Самые легкие у женщины. Ей не хватало 3 пальцев и части ладони на правой руке. При задержании никто из них не сопротивлялся, они позволили отвезти себя в камеру. Разумеется, все они отрицали, что работают на продавца игрушек. Они даже не знали, кто это. Но это было бы правдой в любом случае. Он не спрашивает, хочет ли кто-то на него работать, он просто берет то, что ему нужно. Лендер даже предположил, что теория не была верна с самого начала. Да, у 2 людей, которые несли волю неведомого существа, были протезы, но у одного вполне легальный, который просто починили в 7 ветрах. Да и у беженцев протезы были сделаны в разных местах. Не означает ли это, что их нужно отпустить? «Можно», — согласился Марк. «Но как только они смогут вспомнить все, что с ними было». «В смысле?» — растерялся Лендер. «Насколько я понимаю, когда продавец игрушек берет их под контроль, их настоящее сознание отключается. Соответственно, воспоминания об этом времени у них не сохраняются. Если у них нет многочасовых провалов в памяти, шансы того, что они невиновны, куда выше». Однако провалы были. Не только о времени, проведенном в дороге, о днях, которые прошли в объекте 21, тоже. Как и следовало ожидать, люди не сочли это признаком беды. То, что они не могут вспомнить, они списывали на стресс, травмы и усталость. Но даже если бы все ограничивалось только этим, Марк уже не рекомендовал бы выпускать их. А тут еще и добавился другой настораживающий фактор. Их спутники тоже не могли сказать, куда порой направлялись эти люди. В случае с каждым из 4 задержанных были ситуации, когда человек исчезал непонятно куда. Просто уходил и все, а если его спрашивали, отвечал нечто невразумительное. «Вот и что нам с ними делать?» — спросил Лендер. Он больше не смотрел на Марка, как на живую помеху или даже на студента. Он действительно ждал совета. Обследовать? Понять, как он это делает? Слишком опасно. Комната, в которой они находятся, глушит сигнал, но как только они выйдут оттуда, он наверняка воспользуется этим. Необходимо просто сообщить черному городу, пусть пришлет оборудование, которое подходит для их перевозки. «Ясно. Можете идти, Вергер». Судя по тому, что задержанные остались в камере, Лендер действительно передал расследование черному городу. Марк понятия не имел, чем это обернется, но сам он в любом случае уже сделал все, что мог. В соседней камере с задержанными разместились Назар и Лиза Волковы. Арестовали только его, дочь просто попросила оставить ее рядом. Марк не представлял, что с ними будет, да и не спрашивал, знал, что ему не понравится ответ. Какие тут могут быть варианты? Назара, скорее всего, казнят, Лизу пощадят,
Но без него она долго не протянет, так что милосерднее сразу убить обоих. Защищать Волкова Марк не собирался, он слишком хорошо помнил, с какой легкостью этот человек обрек на смерть Нико. Да, ради дочери, но разве Нико от этого легче? Разве она соглашалась отдать жизнь за Лизу Волкову? Быть хорошим за чужой счет очень легко, нет в этом особого благородства. После завершения миссии в лазарете оказались и Нико, и Леони. Обеих хотели поместить на ускоренное исцеление, однако Нико от этого сразу отказалась. Она, похоже, была смущена тем, как легко ее удалось ранить. Теперь она будто наказывала себя за это. Она позволила Аделаиде зашить рану, не более, и с решительным видом терпела боль. Марк считал это глупостью, но не вмешивался. Он уже усвоил, что Нико упряма как ослица, и если она настроилась страдать, помешать ей невозможно. А вот Леони никто не спрашивал, чего она хочет. Ее сразу поместили в капсулу с гелем. Марк признавал, что состояние у нее и правда паршивое. Изначально ножевое ранение не было опасным, однако его оставляли без внимания слишком долго. Она еще и подцепила какую-то инфекцию, плюс обезвоживание и истощение. Пока все указывало, что Леони все-таки справится, однако это будет непросто. Марк чувствовал определенную вину перед ней. Он знал, что ничем ей не обязан, но понимал он и то, что она ждала его. Не дурак ведь заметил. А он вынужден был выдерживать мучительно долгую для нее паузу, сначала отвлекаясь на другие задания, потом планируя одновременное нападение. В том, что случилось, вроде как не было ничего страшного. Леони положено терпеть то же, что и остальным. Однако Марка не покидало чувство, что для нее это все неестественно. Ей вообще не место здесь. Как бы умна она ни была, из нее вряд ли получится хороший мастер контроля. Она просто не создана для войны. Однако его мнение никто не спрашивал, а сама Леони явно не собиралась уходить. Он не знал, зачем пришел к ней. Сначала Марк заглянул в зал, хотел проверить, не будет ли он лишним, но Леони обрадовалась ему, и просто захлопнуть дверь уже не получилось бы. Леони размещалась в той же капсуле, что и он. Без одежды. Так нужно для работы аппарата, но при этом сверху она была прикрыта панелями с датчиками. Смущаться было нечему. Марк обратил внимание на то, что в случае Леони машине пришлось работать куда активнее, чем когда был ранен он. Навещая его, Геката привела с собой робота, которого бесцеремонно использовала как стул. Марк до такого не додумался, поэтому остался стоять возле капсулы. «Как ты?» — спросил он. «Нормально», — с нарочитой бодростью отозвалась Леони. «Заживаю активно». «Тебе больно?» «Нет, ты что? Конечно же нет». Это было странно. Она лгала ему. Марк не был тонким знатоком человеческих душ, он не умел определять ложь по полунамекам и отведенным взглядам, но здесь это и не требовалось. Леони была вся на виду, как маленький ребенок. Он понимал, почему она врет, все еще смущена, хочет всем доказать, какая она на самом деле сильная. Вопрос в том, почему ей больно. Он прекрасно помнил свое пребывание в машине, боль ушла довольно быстро. Да и ресурсов для Леони не жалели, аппарат запустили на полную мощность. Марку совсем не нравилась такая аномалия, но он отогнал тревожные мысли. Он ведь слишком мало знает про работу аппарата и про традиции объекта 21. Возможно, так Леони наказывают за то, что она стала заложницей. Это плохо, но хотя бы не опасно для жизни. Она не горела желанием обсуждать собственную слабость, Леони поспешно сменила тему. «Как там дела? Уже поняли, чего еще бояться?» Хотелось бы, но нет. Каждый из людей, которых мы задержали, отсутствовал несколько часов, но где и для чего, не знает никто, включая их самих. «Может, с их помощью просто проводили разведку?» Может быть. И оба понимали, что это лишь один из вариантов. Точно так же эти люди могли вести подготовку к чему-то, но к чему? Марк знал, что всех боевых роботов уже осмотрели, к ним беженцы не прикасались. Пропаж на складе оружия тоже давно не было, после того первого раза, когда Волков разжился гранатой. Территорию еще осматривали, однако пока что не нашли ничего похожего на ловушку. Разведка, значит. Но для разведки не нужно так много человек. Что бы он ни задумал, тебе не о чем беспокоиться, сказал Марк. Все возможные маяки изолированы. Без них он это не осуществит. «Ты не можешь знать этого наверняка.
И хватит меня подбадривать, я не умираю. Я скоро буду в строю, опасности я не боюсь. Марк, я хотела спросить. Ты не считаешь, что мы упустили один из элементов плана с самого начала? Или хотя бы недооценили? «О чем ты?» «Мутанты», — пояснила Леони. «Мы решили, что они нужны были для того, чтобы согнать беженцев с дороги и втянуть нас в игру». «Все на то и указывает». «Я не отрицаю, что так и было, но, может, их цель не только в этом. Смотри сам, для того, чтобы запугать беженцев, которые путешествуют на каких-то ведрах, хватило бы мутантов попроще, таких можно наловить у границы. Да и на приграничной территории в наших лесах, что скрывать, всякое бывает. Но он заморочился тем, чтобы доставить сюда нечто новое». В чем-то она права. Мутанты были сложными, выведенными специально, и на это, и на доставку ушло немало сил и средств. Зачем, если для нападения действительно подошли бы хищники поменьше и попроще? Но тела мутантов давно забрали, поэтому чем бы ни занимались тут маяки, с хищниками это не связано. Я думаю, Черный город с этим разберется, и... Ему пришлось прерваться, когда в дверь постучали. Ответить Марк не успел, дверь уже открылась, стук был скорее условностью, чем реальной просьбой пустить. Нико вошла без лишних вопросов, окинула капсулу с Леони равнодушным взглядом. «Вы уже дошли до той стадии отношений, когда он над тобой, а ты голая?» — поинтересовалась она. «Да, но совсем не так, как мне хотелось бы», — вздохнула Леони. «Раз он для тебя бесполезен, я его на время заберу». «Что-то случилось?» «Ничего серьезного, просто деловой разговор». Марк слабо представлял, какие деловые разговоры у него могут быть с Нико. Если бы на территории отыскали нечто важное, его бы уже вызвали через компьютерную связь. Да и Нико до недавних пор находилась в лазарете. Что она могла узнать? Тем не менее, возражать он не стал. Он даже рад был покинуть зал. Рядом с Леони его не покидало чувство, что он дает ей меньше, чем мог бы, а больше дать не может. У двери Нико не осталось. Кивком позвала его пройти дальше по коридору. Выглядела она при этом мрачной, однако Марк не придал ее настроению значения. Это же Нико. Она всегда угрюмая ходит. «Что случилось?» — спросил он, когда они повернули за угол. Гулять по зданию ему не хотелось. «Я хочу сказать тебе кое-что важное». Ника отвела взгляд. «Я не обязана, но я чувствую, что в долгу у тебя, и я бы на твоем месте хотела узнать». Марк был на своем месте, ему знать как раз не хотелось. Так странно. Он понятия не имел, о чем хочет поговорить Нико, явно ведь не о работе, и все равно его не покидало чувство, что ему не стоит это слышать. Ничего хорошего за ее откровениями не последует. Это, пожалуй, тоже можно счесть дурным предчувствием, а они его в последнее время не подводили. Но дурные предчувствия нужны для того, чтобы готовиться к беде, а не отворачиваться от нее, и Марк остался на месте. Что произошло? «Ты знаешь, что такое Вальхалла?» — спросила Нико. «Что-то мифологическое?» «Да, с точки зрения первого значения этого слова, да. Это мифология. Это мир смерти, в который попадали великие войны. Но сейчас это название используется в другом значении. Ты бывал в Черном городе?» «Никогда». «Там есть зона для людей и зона, куда людям вообще соваться нельзя, только воплощением. Это великие башни, с которых начался когда-то Черный город». «И одна из них называется Вальхалла», — догадался Марк. «Они все никак не называются, но между собой воплощения зовут ее именно так. Это запретная башня, самая важная», — так сказала императрица. «Никто не знает, что именно там находится, но туда отвозят все мертвые тела. Ты знаешь, что ничего нельзя оставлять и хоронить, а еще туда иногда призывают воплощения». Желание остановить Нико постепенно набирало силу. Не слушать, не знать, сделать так, чтобы она больше ничего не сказала. Но Марк сдержался. Он спросил, для чего их туда вызывают? «Понимаешь, быть воплощениями — это большая ответственность. Ты сам видел, какие грандиозные способности им дает Черный город, но именно по этой причине власти Черного города хотят убедиться, что созданное ими оружие не обернется против них же. Воплощением многое прощается, зато если возникает необходимость их наказать, вариант только один — смерть». «Нико, ты не ответила на мой вопрос». «Я на него ответила». Он и сам это понимал, просто отказывался верить.
отталкивал от себя ту реальность, в которой подобное возможно. Ему и сейчас хотелось обвинить Нико в попытке обмануть его, но он сдержался, она бы не стала. Судя по виноватому виду, Ника действительно считала, что делает ему одолжение. Смерть — это единственное, зачем приводят в Вальхаллу. Нет. Иногда воплощения заходят туда и выходят живыми. Но они никогда не рассказывают, что с ними произошло. Императрица внутри не была, про Вальхаллу она знает не очень много, но вчера она видела, как туда вошла великая жрица. И не вышла. Он знал, что Нико это скажет. Почти дословно ожидал. Однако, когда слова прозвучали, он почему-то оказался к ним не готов. Она еще может выйти. Императрица сказала, что если живые выходят, то обычно через час-другой, не больше. «Обычно», — повторил Марк. «Но ты ведь сама сказала, что это большая редкость, а точнее, она сказала тебе. Можно ли вывести какую-то норму и на основании редкости, череды уникальных случаев?» «Я не буду делать вывод. Я просто сказала тебе, что узнала сама». «Вывод ты уже сделала. Но ты ведь понимаешь, что в этом нет смысла. Жрица никогда бы не пошла против Черного города. Она действительно верна ему, не из страха. Это для нее важно. Ты сама знаешь, что она среди самых сильных воплощений. Зачем ему убивать ее?» Ника снова не смотрела на него, она нервно терла рукой то место, где под одеждой скрывались окровавленные повязки. «Марк, я не знаю, что тебе сказать. Я понимаю немногим больше твоего, но императрица сказала, что великая жрица недавно много времени провела на границе. Она ищет след продавца игрушек, она это и должна делать». «Должна, да, но делала ли? Мне доводилось видеть замечательных людей, которые все равно предавали. Причем по причинам, которые им самим казались благородными. Я не знаю, что произошло на границе, не знаю, почему Черный город отправил жрицу в эту башню, но я знаю, что я на твоем месте хотела бы услышать об этом как можно раньше. Извини». Она ушла, не дожидаясь его ответа. Ника устала, она рановато покинула лазарет, зря отказалась от более совершенного лечения. Марк понимал, что она не враг ему. Она действительно старалась ему помочь, и все равно он винил ее. Ей следовало узнать побольше, а потом только болтать. Она ошиблась. Да никто не верен Черному городу так, как жрица. Ее не могли убить, это нелепо. Марк решил убедиться во всем прямо сейчас, чтобы как можно скорее посмеяться над этим. Он вызвал Гекату сразу же, как только отошла Нико, и не получил ответа. Но это ничего, не страшно и даже не странно. Геката наверняка занята. Он использовал открытый канал связи. Она могла и заблокировать такие вызовы. Марк сосредоточился на этом, не позволяя себе вспоминать, что совсем недавно Геката быстро и без проблем ответила ему у самой границы. Он вернулся в свою комнату, воспользовался другим компьютером, применил код, намекающий на сообщение повышенной важности. Он сделал все, чтобы Геката восприняла его всерьез, и нарвался на тишину. Ответа не было. Гекаты не было. Теперь уже поиск истинных мотивов продавца игрушек отошел на второй план. Да и какой смысл гадать, если там не осталось улик? Хотя в деле Гекаты намеков тоже не было. Когда Марк разговаривал с ней последний раз, все было в порядке. Она оставалась расслабленной. Не похоже, что она рисковала или планировала рисковать. Он даже не заметил, как мимо пролетали не то что минуты, часы. Когда Марк убедился, что сам ничего не добьется, он отправился к кабинету главы объекта. Лендер по-прежнему находился внутри, однако к неожиданному визиту отнесся по меньшей мере прохладно. «Вергер, вы от стресса забыли распорядок дня?» Марк лишь теперь обратил внимание на то, что время близится к полуночи. Но он не покидал здание, перемещался между ними по тоннелям, поэтому упустить закат было не так уж сложно. Особенно при том, что ближе к вечеру налетел густой туман, стирающий границу между днем и ночью. «Мои извинения», — Марк чуть склонил голову, но дело срочное. «Что еще у нас случилось?» «У нас ничего. Мне просто необходимо связаться с великой жрицей, но ничего не получается». Лендера такое объяснение не устроило, он насторожился еще больше. «Зачем с ней связываться? Что вы планируете сообщить ей в обход меня?» Настроение и без того было не очень, а теперь еще и хотелось рыкнуть на этого параноика, но Марк сдержался. «Это не касается объекта.
Речь идет об одном эксперименте, который мы начали еще до моего прибытия сюда. Тогда зачем вы втравливаете в это меня? Потому что, подозреваю, у вас есть свои пути связи с Черным городом. Чувствовалось, что Лендеру по-прежнему не хочется ему помогать, не потому, что он был настроен против Марка, нет. Он определенно испытывал благодарность за помощь, но он помнил, что мир воплощений — это мир интриг, в который у него не было никакого желания соваться. Так что он не спешил с решением, он сомневался, однако в конце концов согласился помочь. Правда, не так, как хотелось бы Марку. Он выпроводил студента за дверь и использовал личные коды. Аудиосвязь не задействовал, ограничился текстом. Разговор все-таки был, и это обнадеживало. Неважно, что сказала ему Геката, важно, что она сказала. Раз может говорить, жива, логика нехитрая. По крайней мере, за веру в это Марк держался до последнего, а потом из кабинета вышел Лендер, куда более мрачный, чем прежде. «Я связался с представителями совета. Это правление Черного города. Я передал им вашу просьбу». «Что они ответили?» — поторопил Марк. «Они были не рады вашей любознательности. С этого момента вам запрещено обсуждать великую жрицу с кем бы то ни было и пытаться с ней связаться». «Что? Нет, почему?» «Вы в своем уме, Вергер?» — укоризненно посмотрел на него Лендер. «Ладно, вы границ не видите. Но не все же такие. Я не буду спрашивать о причинах. Если приказ отдают, я его выполняю». «И что, вам кажется нормальным, что великая жрица исчезла?» «Великая жрица будет всегда, а уж кто это будет? Итак, рано или поздно узнаем. Идите к себе, отдохните. Ночью будет ядовитый дождь, покидать здание запрещено. Когда он закончится, мы вернемся к котлову мутантов». Отдыхать Марк не собирался, не смог бы просто, однако и дальнейший разговор потерял смысл. Он действительно направился к себе, пытаясь понять, что произошло. Геката упоминала, что каждое воплощение — это роль, которую всегда будет кто-то играть. Меняются актеры, но не роль. И все же Марк мысль не допускал, что ее могут заменить на кого-то. Да, воплощения тоже смертны, и Геката рисковала погибнуть в любой опасной битве, но чтобы ее просто так ликвидировали, как отслужившую свою вещь? Лендер, похоже, верит, что такое могло произойти, если причина была. Однако Марк абсолютно точно знал, причины не было. Ему нужно было знать правду. И в другое время он бы сорвался, поехал к стенам Черного города, ждал бы там, пока она не вернется, или пока ему хоть кто-то не ответит. А сейчас никто не выпустит его за пределы карантинной зоны. К нему еще и присматриваться внимательней начнут после всех расспросов. Однако и работать, как раньше, он уже не мог. Нельзя уйти и нельзя остаться. От этого веяло безысходностью. А безысходность Марк не любил и отказывался принимать. Он устроился у окна, наблюдая, как на мир обрушивается ядовитый дождь. В прошлом вода с неба означала лишь жизнь, теперь возможны варианты. Лендер не сказал, какая именно разновидность им досталась. Судя по отблеску в облаках, слабая кислота, такая заживо не растворит, но ожоги на коже оставить может. Оно, пожалуй, и к лучшему. Избавит их от пары-тройки сбежавших мутантов. Марк размышлял об этом, когда за окном мелькнул светлый силуэт. Снаружи было темно, да еще и дождь завис в пространстве белесой стеной, и все же Марк не собирался списывать все на простое «показалось». Он прильнул к окну, всматриваясь в сырой ночной мрак. Точно. Кто-то есть. И знакомый кто-то бежит быстро, зная, что в такую погоду дежурных не будет, да и камеры работают отвратительно. Тоннели охраняются, поверхность нет. Ведь никто добровольно не сунется под кислоту. Никто, кроме того, кому плевать на свое тело, потому что это не его тело. Нет, не может быть. Они проверили всех беженцев, ни у кого больше не было протезов. Или продавец игрушек теперь подчиняет всех подряд. Но тогда его невозможно победить. Марк знал, что не успеет перехватить человека, вышедшего под дождь. Соваться в кислотную взвесь он не собирался, а по тоннелям путь длиннее. Он толком не разглядел, кто именно это был, однако догадка появилась. Неприятная такая догадка, тревожащая. Но проверить ее надо. Так, быстрее. Беженцы из тех, что на хорошем счету, живут в одном здании со студентами.
просто на другом этаже, и Марк поднялся туда, постучал в нужную дверь. Он только сейчас сообразил, что уже 2 часа ночи. Ну и ладно, беженцы причинили достаточно неудобств, потерпят. Он был бы рад, если бы ему открыли, если бы все оказалось его ошибкой, но нет. На его стук, ни на первый, ни на второй, куда более громкий, никто не отреагировал. Отступать Марк не собирался. Он просто вскрыл компьютерный замок и вошел внутрь. Люди в комнате были. Но не все, кому полагалось. Только дети, забившиеся на одну кровать, обмотавшиеся одним одеялом. На Марка с ужасом глядели 3 пары блестящих глаз, а больше в комнате никого не было. «Где ваша мать?» — спросил он. «Ушла», — тихо отозвалась старшая из девочек. «Сказала ждать». «Куда она ушла?» «Не знаю». «Давно?» «Нет». «Мама вернется!» — с вызовом объявил мальчик. «Обязательно! Она всегда возвращается!» «Значит, всегда и уходит. Зараза, но как они ее просмотрели!» Марк окинул детей тяжелым взглядом. «Скажите мне вот что. Вашей маме доводилось терять часть тела, а потом обретать вновь? Вот не было, а вот она сходила куда-то и вернулась как новенькая». Мальчик насупился, явно не желая обсуждать маму, зная, что ей это не понравится. Девочка тоже ничего не сказала, она просто показала на себе. Они решили, что все протезы будет видно. Напрасно. Да, ради экономии в вольных городах чаще всего применяли достаточно примитивные протезы, легко опознаваемые, очевидные даже. Но в некоторых случаях протезирование требовало и пластической операции с восстановлением кожи, иначе человек не смог бы нормально жить. Именно такую операцию и пережила где-то в пути Лидия Еворская. А может, это и была та травма, из-за которой она покинула службу еще в родном городе. В любом случае, ей на протез заменили нижнюю челюсть. Отлично это скрыли, и Марк при осмотре видел шрамы, но в жестоком мире дорог и пустошей оставить их могло что угодно. Об искусственной челюсти он почему-то не подумал, слишком уж редкий случай. А в итоге у продавца игрушек все-таки осталась одна марионетка. Зорану всегда лучше спалось в дождь. Он не задумывался, почему так, но было что-то уютное в мягком стуке воды по окну. Даже когда эта вода ядовитая. Особенно, когда ядовитая, даже так. Потому что яд, льющийся с небес, угрожает тебе, только если у тебя нет укрытия. Но когда ты под надежной крышей, ядовитый дождь означает, что к тебе никто не подкрадется, не решится просто. Так что от этой ночи Зоран ожидал лишь хорошего, недолгих часов покоя среди нарастающего хаоса. Наивно, наверное. Разбудил его вой сирены и настойчивый, почти угрожающий стук в дверь. Сирена была явлением, если не нормальным, то, по крайней мере, понятным. Ее включали, когда появлялась хотя бы минимальная угроза объекту. При этом предназначалась сирена для всех, и кое-кто мог даже отсидеться, если очень хотелось. А вот стук в дверь означал, что пришли именно к нему. Зоран подскочил на кровати так, будто его полили той самой ядовитой водой, огляделся по сторонам, но, конечно же, никого не увидел. Его комната была пуста, за окном мелькали странные всполохи, а вот дверь заметно сотрясалась. «Лазик, открывай!» — наконец рявкнули на той стороне. Ясности не прибавилось, ее стало меньше. Зоран узнал голос Марка Вергера, которого тут быть не должно. После той истории в лаборатории Зоран обходил его стороной. Второй раз нарываться на тяжелые раны ему не хотелось, а этот тип вечно ввязывается в мутные истории. Нет уж, спасибо, планы Зорана на будущее были нехитрыми. Дождаться выпуска и вернуться к маме с бабушкой. Но Марк намеков не понимал, он зачем-то явился к спальне Зорана сам, да еще и под звук тревоги. Очень плохое сочетание. «Меня нет дома!» — возмущенно отозвался Зоран. «Я ушел на дежурство!» Оспаривать это Вергер не стал, он просто вскрыл замок и распахнул дверь. Зоран испуганно замер на кровати, зачем-то прикрывшись одеялом до самого носа. Он понимал, что выглядит как девица, но вести себя иначе пока не получалось. Вергер окинул его недовольным взглядом, взял со стула валявшуюся там форму и швырнул Зорану. «Одевайся быстро», — приказал он, — «на нас напали». «А ты здесь при чем?» «При том же, при чем и ты. Мы будем этому противостоять». «Да с каких пор мы работаем вместе?» — простонал Зоран. «Я так не хочу.
Мы не договаривались. Что за ерунда вообще?» Он ворчал, но все равно одевался. Зоран понятия не имел, что творится в объекте, однако он знал, Вергер не из тех, кто устраивает дебильные шуточки. Если он говорит, что ему нужна помощь именно Зорана, должна быть причина. Долго искать эту причину не пришлось. Когда он закончил одеваться, Вергер кивнул на окно. «Посмотри туда, вопросов станет меньше». Обманул, как и следовало ожидать, вопросов стало только больше. То, что Зоран увидел за окном, не было типичной сценой боя, нападением мутантов или атаки чужих роботов. Куда больше это напоминало ночной кошмар того, кто случайно забрел на территорию объекта 21 и заснул среди увитых растениями руин. На них нападали роботы. Все-таки они, но какие? Зоран понял, кто противостоит им не сразу, потому что они были ближе к монстрам пустоши, чем к творениям рук человеческих. Он не представлял, зачем это сделали, но кто-то умудрился починить роботов, которые были частью парка развлечений. Все эти маленькие роботы-курьеры, похожие на людей сервисные дроны, а главное гиганты, которые когда-то таскали машинки со счастливыми детьми, а теперь сотрясали каждый своим шагом мокрую землю, приближаясь к жилым зданиям. Эти роботы погибли много лет назад. Вышли из строя, погрузились в грязь, и крысы перегрызли им провода, а люди утащили большую часть деталей. Они ржавели, прорастали лианами насквозь, становились домом для крупных насекомых. Казалось, что это теперь единственная польза, которую они способны приносить. Нет, починить их было можно, Зоран бы сумел, но зачем? Долго бы они не прослужили, они не смогут ничего такого, на что не были бы способны современные роботы. Однако кому-то они все-таки понадобились, и теперь сквозь ядовитый дождь шагала армия механических мертвецов. Из-за по-прежнему покрывающих их тела островков мха или шайника, да еще комков земли, они выглядели так, будто уже начали разлагаться. В черном городе кладбищ не было, однако Зоран просмотрел достаточно старых фильмов, чтобы знать, восстание из могилы выглядит именно так. Боевые роботы объекта противостояли порождениям ночного кошмара, но получалось пока скверно. Тяжелых орудий тут не было. Выстрелы из малых корпуса старых машин пробить не могли. Их сила была именно в примитивной конструкции, выдержавшей испытания временем. А еще в количестве. Зоран всегда знал, что в парке этого хлама хватает. Восстановить удалось лишь половину, однако и этого было достаточно, чтобы на каждого современного робота нападали по 5-6 старых, и это при том, что нужно было как-то сдерживать гигантов, способных своим весом уничтожить любое здание целиком. «Я туда не пойду», — заявил Зоран. «Придется». «А ты почему не сражаешься вообще? Что, командовать мной важнее?» «Потому что прямое сражение выгодно только нашему врагу. Ему терять нечего, и имущества у него нет. Все потери будут с нашей стороны, и люди, и оружие. Мы с тобой должны это исправить». «Да откуда взялись эти «мы с тобой»? Мы же не команда. Ты мне даже не нравишься». «Ты мне тоже», — равнодушно сообщил Вергер. «Но нам обоим придется потерпеть. Единственный способ завершить все это с минимальными для нас потерями — полностью заглушить любые беспроводные сигналы». Зоран собирался ляпнуть, что это невозможно, но он даже в гневе не мог так глупо соврать. Возможно, конечно. Да, для такого нужны специальные технологии, но в объекте, предназначенном для обучения мастеров, они есть, на случай, если кого-то из новичков начнет заносить. «Это заглушит и наш сигнал», — на всякий случай предупредил Зоран. «Мы тоже не сможем управлять роботами». «Я знаю, но если мы отключим эту рухлядь, противников у нас останется всего ничего, сами справимся». «Тогда иди и справляйся, я тут вообще при чем?» К сожалению, наш противник подумал о том же, о чем и я. Антенна, блокирующая сигнал, уничтожена. Мне нужно, чтобы ты ее починил. «Стоп! Чего? Почему я-то? Тут есть квалифицированные механики, а я бедный студент, мне такое сложно!» «Прекрати припираться, время поджимает», — напомнил Марк, указывая на окно. «Пока ты выпендриваешься, там гибнут люди. Мне не нужно объяснять тебе, почему ты, а не механики, ты и сам это знаешь». Зоран действительно знал. Он на таком частенько шутил, о том, что здешние механики обучены действовать исключительно по инструкции. Сначала написать отчет, потом только вытащить зад из кресла. Работать быстро и под давлением они не сумеют. А Зоран сумеет. Наверное.
Он точно не знал и не хотел проверять. «Там же кислотный дождь», — жалобно произнес он. «Я растворюсь». «Это дождь малой кислотности. Ты выжил бы в ней, даже не теряя сознания, около получаса. Но на тебе будет защитный костюм, ты вообще не пострадаешь». Зоран страдал прямо сейчас, просто не хотел говорить об этом. Знал, что Вергер его не послушает. Он пошел к выходу лишь потому, что иначе его потащили бы силой. У двери уже ждал защитный костюм, а за дверью ждала преисподняя. Пока Зоран припирался и шел сюда, роботы добрались до жилых зданий, битва разгоралась в полную силу. Громыхали взрывы, шипел, испаряясь от жара, дождь, скрипели, царапая нервы, едва поворачивающиеся металлические суставы. Там все время что-то падало, двигалось, полыхало. Зоран не хотел становиться частью этого. Когда он соглашался пройти обучение, никто его о таком не предупреждал. Да еще и его миссия выглядела не просто безнадежной, самоубийственной. Он уже видел, что на ту самую антенну, которая сейчас так нужна объекту, пришелся удар, сплющивающий ее, частично раздробивший. Похоже, ее приложил своей ручищей один из металлических гигантов. Она располагалась высоко, мало кто достанет. Как Зорану полагалось чинить эту груду обломков? «Нет, я не хочу, определенно не хочу!» — замотал головой он. «Я лучше присоединюсь к сражению, как все. Где мои роботы? Не вижу свободных!» «Не трогай роботов, тебе они не понадобятся. Для тебя они даже опасны». «Что? Почему это?» «Тот, кто нам противостоит, легко считывает сигналы контроля», — пояснил Вергер. «Пока ты не пользуешься роботами, ты для него не то что не виден, не важен. Он наверняка примет тебя за кого-то из беженцев. Он и мысли не допустит, что оператор не воспользуется своим главным оружием. И правильно не допустит, потому что это тупо. Я не хочу умирать». «Ты не умрешь. Я тебе не позволю». «Ага, красиво звучит, когда ты останешься под прикрытием дронов, а я там загибаться буду». «Я не останусь под прикрытием. Я, да и многие другие, сосредоточимся на обеспечении твоей безопасности. Твоя задача — добраться до башни и починить антенну. Мы тебя прикроем. Я тебе клянусь, ты переживешь эту ночь». Клятва была так себе. Если она не будет исполнена, разве мертвый Зоран сумеет призвать кого-нибудь к ответу? Нет, у мертвецов обычно с правом голоса беда. И все же, несмотря на все это, Зоран вдруг поверил собеседнику. Взял и поверил, хотя это было глупо. Не нашлось ни оснований, ни доказательств. Однако вера порой и не нуждается в них. Зоран застегнул защитный костюм, повесил на пояс стандартный набор инструментов. Он замер у порога, не решаясь шагнуть туда, сменить пусть и маленький, но уютный мирок защищенного корпуса на пронизанную кислотой мясорубку. Выбор у него в итоге отняли. Зорана вышвырнули из здания резким толчком. Или пинком, потому что не в спину. Эта скотина только что послала его на миссию по спасению всего объекта пинком под зад. Оставлять подобное зашкаливающее хамство без наказания Зоран не собирался, но заняться таким можно будет позже. В одном Вергер был прав. Пересечь черту слишком сложно, и если бы Зоран сейчас вернулся, он мог бы не отважиться на миссию. А теперь он заставил себя идти вперед, внушил себе, что оборачиваться попросту нельзя. Смерть за плечом. Посмотри на нее, и она тебя достанет. Значит, не надо смотреть. Зоран действовал так, как ему было велено. Не тянулся к роботам, просто бежал вперед, туда, где сквозь завесу дождя темнела вышка. Конечно же, его заметили. Даже эти развалюхи хоть какими-то сканерами были наделены. Только раньше они замечали людей, чтобы развлечь их, теперь же готовились убить. Увидев падающую на него громаду из ржавого металла, Зоран невольно замер, закрыл голову руками, ожидая неизбежного, однако Вергер свое слово сдержал. Громада не успела коснуться человека, ее в движении перехватил другой робот, а Зоран поспешно продолжил путь, потому что стоять на месте оказалось куда страшнее, чем хоть что-то делать. «Твою мать, твою мать, твою мать!» — яростно бубнил он куда-то в недра шлема. Зоран не смог бы объяснить, чью именно мать он поминает и что с ней нужно сделать, с учетом того, что противостояли ему машины, явно лишенные родителей. Однако он о таком и не раздумывал. Слушать свой голос было проще, заглушая им вой и взрывы. Он добрался до вышки, начал карабкаться наверх. Проклятый дождь чуть поутих, но не закончился окончательно. А даже если бы закончился, менее скользкой металлическая лестница, поросшая какой-то дрянью, от этого не стала бы. Она уже успела основательно промокнуть.
В прошлом светлый костюм Зорана был покрыт жутковатыми пятнами, напоминающими то ожоги, то лишенную кожи плоть. Он знал, что это неправильные мысли, что их диктует страх, но ничего поделать с собой не мог. Когда он был на середине пути, с крыши ближайшего здания на него метнулось нечто, напоминающее живой узел исходящих искрами кабелей. Зоран понятия не имел, что с ним будет, если хоть один из кабелей его коснется. Проверить ему не довелось. Древний робот был сбит в полете боевым дроном. Зоран даже не подозревал, что у них на вооружении есть такие птицы. Посмотрев вниз, он обнаружил, что Вергер тоже натянул костюм и вышел под дождь. Так проще было следить за битвой. Да и птицу наверняка контролировал он. Это в его стиле. Перехватив взгляд Зорана, Вергер махнул ему рукой и требовательно указал на антенну. «Мудак!» — объявил Зоран. Да, Вергер не мог его услышать, так оно и к лучшему. И точку зрения высказал, и бить потом не будут. Он продолжил движение. Все тело было напряжено до предела, и все же ему удавалось удерживаться на скользкой лестнице. Он был даже благодарен за все мучительные тренировки из прошлого. Впервые в жизни. Он все-таки добрался наверх. Судьбе сейчас не мешало бы вознаградить его за усилия и храбрость, но она, очевидно, об этом не знала. Антенна была расплющена, сломана настолько варварски, что, кажется, и при лучших условиях не могла быть восстановлена. Тут уже у Зорана даже подходящих ругательств не нашлось. Он просто заорал изо всех сил, выпуская с криком и страх, и гнев. Не было смысла и пытаться. Его послали на смерть. Никто бы на его месте не справился. Зоран думал обо всем этом, а сам, между тем, доставал инструменты и осторожно перебирал обломки антенны. Потому что, как бы ему ни хотелось взять и отступить, он не мог. С высоты он видел, что древние роботы постепенно оттесняют современных. Да, они вооружены хуже, они толком и не вооружены, но их намного больше, а современные роботы не просто борются с ними, они еще и пытаются уберечь людей и здания. Им нужна эта антенна. Ничего без Зорана сделать не могут. Подавив гнев, он заставил себя взяться за работу и обнаружил, что антенну все-таки можно починить. Долго она не продержится, часа 2 от силы, так ведь это на 2 часа больше, чем сейчас. Он бесцеремонно скидывал с площадки все лишнее, стараясь попасть при этом в древних роботов. Он оставлял только самые важные детали и даже их соединял по-новому. Да, так не задумывалось, но Зоран тем самым взглядом, доставшимся ему еще при рождении, видел, что среди деталей возможна и иная гармония, замена одного на другое, главное, что работало, а как, уже не важно. И все шло неплохо до тех пор, пока не настал момент возиться со сложными схемами. Он все подготовил, он знал, что справится, и не справился. Потому что толстые защитные перчатки совершенно не подходили для такой работы. Как Зоран ни пытался, он не мог подхватить нужные детали и удержать провода. Значит, тупик. Он старался, а что не смог, так никто б не смог. Нечего поручать ему невозможное, он не виноват, что роботы победят. Наверняка всех не убьют, но убьют многих. Вергера этого обнаглевшего, который вообще-то недавно спас Зорану жизнь, Марту Грей, которая давала ему дополнительные уроки механики и восхищалась его талантом, ту симпатичную девчонку Леони, она до сих пор прикована к медицинской капсуле, она не спасется. Да и роботы вряд ли остановятся. Они пойдут дальше, в другие объекты, в жилые поселки, туда, где его детство, где мама и бабушка. Он захочет вернуться, а вернуться будет некуда. «Да чтоб вас всех!» Процедил сквозь сжатые зубы Зоран, быстро моргая, чтобы очистить глаза от предательских слез. «Задолбали! Ненавижу!» Он стянул перчатки. Зоран прекрасно знал, что за этим последует. Он просто запретил себе думать о таком. Сколько там Вергер сказал? 40 минут? Но это до потери сознания. Ему нужны руки, способные на точные движения, идеальная мелкая моторика. У него минут 20 от силы. Должен успеть. Работа отвлекала от боли, но боль все равно была. Она не обрушилась на Зорана треснувшим небом, она была скорее насекомыми, пробирающимися под кожу, прогрызающим себе путь на глубину мерзкой тварью, обретающей все большую власть. На руках появлялись крупные водянистые волдыри, лопались, оборачиваясь кровавыми язвами. Кожа на пальцах трескалась, и Зорану приходилось то и дело вытирать перчатками провода, кровь слишком мешала. Ему хотелось кричать, и он кричал, не останавливаясь, глядя, как растворяются его руки.
Но он отказывался сдаваться. Он не мог допустить, чтобы все это было зря. Наконец антенна, до этого лежавшая перед ним мертвым грузом, заискрилась, начала пульсировать огнями. Она заработала. Сразу, без внешней команды. Зоран специально так устроил. Она набросила на объект невидимое покрывало блокировки, и роботы-мертвецы вмиг превратились в безобидные декорации для фильма ужасов. Многие рухнули на землю, а Зоран рухнул на площадку. Сил не было. Он сумел лишь спрятать под себя израненные руки, чтобы дождь не покалечил их еще больше. Кое-как подобравшись к краю, он посмотрел вниз. Ему хотелось узнать, видел ли Вергер его победу, ощущает ли ту грандиозную благодарность, которая с него причитается, спешит ли на помощь. Только вот старался Зоран напрасно. Площадку между зданиями усеивали лишь сломанные роботы. Людей не было вообще, а на том месте, где недавно стоял Марк Вергер... Глава 11. Одной Лидии было бы недостаточно для того, чтобы осуществить план. Марк изначально догадывался о том, что такое внушительное количество марионеток не подстраховка, а потребность. То, что затеял продавец игрушек, требовало стабильного сигнала, который можно было обеспечить только несколькими живыми передатчиками, так что они почти справились, но не до конца, а почти никогда не считается. Продавец игрушек затаился. Он не трогал Лидию до последнего, он позволил ей быть искренней матерью, спасающей своих детей. Она, в отличие от Назара Волкова, не нарывалась и даже сотрудничала. Ей с детьми позволили жить среди студентов, ее не пытались изолировать. А когда настал нужный момент, на Лидию не обращали внимания, кислотный дождь принес иллюзорную безопасность. Продавец игрушек снова перехватил контроль. Он провел марионетку по открытому пространству, прекрасно зная, что это навредит ей. Его такое не волновало, он в любом случае мог ударить только один раз, и он сделал это в полную силу. Лидия выпустила остальных марионеток, а уже вместе они активировали роботов, которых и налаживали с момента своего побега. Когда Марк увидел эту полусгнившую армию, он сразу понял — победить не получится. Не по-настоящему так точно, потому что в такой ситуации победа — это сохранение людей и имущества. Продавец игрушек ничего не терял, ему ничего не было жаль, и никого. Он заранее был готов к тому, что уничтожит и марионеток, и роботов. Но перед этим ему важно было разрушить объект 21 как можно сильнее, а главное — убить мастеров, нынешних и будущих. Их черному городу не восстановить, так что план был понятен, однако Марк не собирался просто принимать это. Об антенне, блокирующий сигнал, он подумал сразу. Если бы им удалось активировать эту защиту, продавец игрушек просто потерял бы контроль над людьми, их бы тогда даже побеждать не пришлось, они пришли бы в себя. А если бы и нет, если бы он задал им какую-нибудь автономную программу или работал с ними на уникальной частоте, разве так сложно победить 5 уставших человек? Увы, подумал обо всем этом не только Марк. Антенна стала первым объектом атаки. Ее просто раздробили и двинулись дальше. «Она что, одна такая?» — поразился Марк. «Запасных нет?» «Это редкое устройство специфического назначения, опасное в том числе и для нас», — напомнил Лендер. «Даже одна антенна не на каждом объекте есть». «Тогда нельзя было ее защитить нормально?» «Она и была защищена, как вы выразились, нормально». Марк сообразил, что движется не туда. Какой смысл терять время на споры, от которых нет пользы? Решение проблемы куда важнее. «Тогда назначьте бригаду механиков, чтобы они починили антенну, пока мы отвлечем роботов», — предложил Марк. Но Лендер лишь покачал головой. «Нечего там чинить, и уж точно не в таких условиях. Ваши механики работают только если им ковер постелить. Вы забываетесь, Вергер, или по-прежнему думаете, что вас кто-то прикрывает?» Напоминание о Гекате ударило больно. К такому он еще не привык. Да и не собирался, он ведь пока не получил никаких доказательств, что она действительно мертва. Но Лендер в это верил и теперь будто мстил Марку за все предыдущие победы. Доказывать ему, что в этом нет смысла, Марк не собирался. Он уже видел, что глава объекта уперся. Хорошо еще, что он со своими нежными механиками был не единственным вариантом. Марк прекрасно помнил, как ловко тот парнишка, Зоран Лазик, обошел блокировку, устроенную продавцом игрушек. Да, боец из него не лучший, но у него явно другие таланты. Насколько было известно Марку, для Лазика Марта Грей даже организовала какие-то дополнительные уроки в собственной мастерской.
Лазик умел мыслить нестандартно. Сейчас это могло их всех спасти, особенно при том, что других вариантов все равно не осталось. У Лазика не было никакого желания геройствовать, и Марку пришлось подтолкнуть его в прямом и переносном смысле, чтобы он, наконец, взялся за дело. При этом он не считал Лазика трусом из-за попытки отказаться. Он и сам прекрасно понимал, что требует от парня рискнуть жизнью, да еще так, что шансы умереть повыше будут. Поэтому Марк не просто просил об одолжении, он собирался сделать все, чтобы Зоран выжил. Причем работал над этим не только он. Марк предупредил и остальных. Сейчас никто не отсиживался в стороне, сражались и преподаватели, и студенты. Просто их силы оказались рассеяны между защитой людей и зданий. Теперь же Марк попросил их намеренно сосредоточиться на Лазике. Они не подвели. Как бы тяжело им ни было, они всегда прикрывали одинокую светлую фигуру, пробирающуюся к вышке. Правда, полностью оградить Лазика от боя они не могли. Ему порой сложно было удержаться на ногах, когда со всех сторон налетали волны близких взрывов, и роботы подбирались слишком близко. Однако никогда достаточно близко. И скоро он начал подъем. Марк хотел бы довести его до конца, обеспечить его безопасность и возле антенны. Он даже успел сбить прыгнувшего на него робота, а потом пришлось отвлечься. Продавец игрушек остался верен себе. Он использовал не только роботов, он заставлял их гнать вперед мутантов, сбежавших из лаборатории. При этом мутанты не подчинялись, они пытались вырваться, однако машины без труда выдерживали их атаки. Хищники оказались злы и напуганы, и когда они увидели перед собой живую добычу, такую слабую, пульсирующую свежей кровью внутри, они напали сами. Лишь тогда Марк отвлекся от Лазика, не ради своей безопасности. Продавец игрушек сделал ставку на управление мутантами? Хорошо, но в эту игру могут играть двое. Он доверил другим операторам защиту Лазика, надеясь, что он справится. Собственных дронов Марк перевел только на охоту за мутантами. Для начала он подпустил одну из тварей предельно близко к себе. Несуразное существо с мягким бочкообразным телом и тощими лапками. Впрочем, пасть у него была совсем не смешная. Существо бы с легкостью перекусило Марка пополам, если бы он это допустил. Но он убил уродца, когда тот был рядом, так что волна мутной крови накрыла человека. К этому моменту Марк уже был в защитном костюме, только так он рискнул бы выйти под кислотный дождь. Он не знал, ядовитая кровь у существа или нет, но это не имело большого значения. Он не сомневался, защита выдержит. Зато свежая кровь однозначно привлечет других уродцев. Марк станет их главной целью, это даст остальным операторам возможность сосредоточиться на роботах. Расчет Марка оправдался, теперь мутанты бросались на него со всех сторон. Он даже не успевал их толком рассмотреть, не до того было. Нужно было действовать предельно быстро, не упускать контроль над дронами ни на миг, чтобы хоть как-то справиться. Марк не позволял себе ни секунды покоя, и все же его возможности были ограничены. Он видел, что кольцо тварей смыкается вокруг него все плотнее, оказывается, все ближе, как бы он ни старался. Ему оставалось лишь надеяться, что Лазик скоро блокирует сигнал, и тогда Марку помогут, потому что он ведь тоже лишится роботов, и он понятия не имел, как долго сможет противостоять хищникам без машин. Впрочем, узнать это ему так и не довелось. Марк следил за мутантами, подступающими к нему со всех сторон, однако он совсем забыл о летающих. Он их просто не ожидал, ему казалось, что в лаборатории таких не было. Выяснилось, что были. Как минимум одна тварь, похожая на ящерицу с крыльями, прорвалась сквозь завесу дождя и набросилась на Марка сверху. Он понятия не имел, почему она до сих пор летает. Аделаида пожалела, не подрезала очередному питомцу крылья? Или существо восстановилось, оказавшись на свободе? Для Марка это ничего не меняло в любом случае. Он почувствовал, как когтистые лапы подхватывают его и поднимают над землей. Здесь он все-таки дал слабину. Может, опытный мастер на его месте сориентировался бы мгновенно, а Марк не сумел. Опора ушла у него из-под ног, мир закружился, а из-за защитного костюма обзор изначально был ограниченным. Так что, когда мутант только подхватил его, Марк сумел лишь задергаться в когтях, как пойманное животное. Хорошо еще, что страх удалось подавить, напомнить себе, что избиваться бесполезно, что человек никогда не победит настолько грандиозную тварь, а вот дроны могут. Поэтому он призвал птиц, в очередной раз поблагодарив Гекату за такой подарок. Робот не только перешиб крылом хищника, поймавшего Марка, он еще не позволил оператору рухнуть на землю. К этому моменту Марка перенесли в лесистую часть территории, неподалеку от жилых зданий.
Он готовился спуститься и бежать обратно к своим, за это время он пропустил не так уж много, и у него все получилось бы, если бы птица, за которую он держался, не превратилась в неподвижный кусок металла. Марку повезло лишь в том, что произошло это, когда он был примерно в метре над землей. Он упал на мягкий мох, не расшибся, тут же поднялся и обнаружил, что Лазик все-таки справился. Сигнала не было. Нигде. Дело было не только в том, что рядом с Марком неподвижно замерли птицы. Он вообще не находил неоновых нитей ни от какого оборудования. Полная блокировка, совсем как он хотел. Он бы радовался этому куда больше, если бы застал такой момент в окружении союзников, а не в лишенном света лесу. Теперь же Марку нужно было сосредоточиться на том, чтобы как-то вернуться к людям. Потому что роботы отключились, а мутанты нет. Для многих из них лес как раз представляет идеальное укрытие. У Марка же с собой из оружия было... Да ничего не было. Только привычный нож за поясом. Но чтобы до него добраться, нужно снять защитный костюм. Он такое не продумывал, когда в спешке выходил под дождь. Не ожидал просто. И даже при том, что дождь заканчивается, все вокруг пока покрыто отравой. Так что без костюма нельзя. Оружие придется добыть. Но с этим проблем не было. Марк наклонился над одним из ставших бесполезными дронов и скрутил с крыла крепкое, чуть изогнутое лезвие. Не лучший вариант, но сойдет. Он готовился бежать, потому что осторожное продвижение ничего бы ему не дало. Затаившиеся мутанты как раз осторожную жертву и принимают за добычу. Он даже двинулся с места, но далеко уйти не успел. Что-то перехватило его за ногу, дернуло в сторону, повалило на землю. Изогнувшись, Марк обнаружил, что он не упустил ловушку. Он и не мог ее заметить. В лесу поселились существа, которые прорывали в земле небольшие норы, закрывали их сверху дерном и терпеливо ждали, пока добыча окажется достаточно близко. В этот момент они высовывались и перехватывали жертву. Марк понятия не имел, как они выглядели целиком, но верхняя половина напоминала тело человека, да еще и с руками, но при этом с жуткой головой, чем-то средним между рыбой и насекомым. Шеи нет, глаза на выкате и будто залиты ночной тьмой изнутри, широченная пасть наполнена игольчатыми клыками, которые теперь уверенно тянутся к ноге Марка. В том, что существо сумеет пробить защитный костюм, Марк даже не сомневался. Скорее всего, сразу кость сломает или даже оторвет ступню по линии сустава. Проверять, какая догадка окажется верной, Марк не собирался. Его не устраивал ни один из вариантов. Он не пытался вырваться из цепких лап уродца, Марк двинулся ему навстречу. Свободной ногой он пнул существо между глаз, а когда оно подняло морду, чтобы угрожающе клацнуть клыками, Марк подвел лезвие снизу под обнажившееся горло и ударил. Что ж, умирало это существо так же, как любое другое, тут никакой мистики. Получив серьезную рану, оно отпустило Марка, прижало лапы к шее, пытаясь остановить поток крови, но это, конечно, ни к чему не привело. Оно задергалось и упало на край ямы, еще подрагивающее, однако уже не живое. Задерживаться Марк не собирался, он все равно считал, что побег — лучший вариант сейчас. Однако в этот момент совсем близко прозвучал знакомый голос. «Хорошо, что ты оказался здесь. Так будет легче для всех». Марк, отвлеченный сражением, не заметил, как они нашли и окружили его. Все 5. Не только Лидия. Марионетки, которых она освободила, тоже, просто она выглядела хуже всего, почти потеряла человеческий облик и этим мгновенно приковала внимание. Дождь прекратился, однако в судьбе Лидии он уже сыграл свою роль, решающую. Оставил черту, из-за которой не возвращаются. Он и правда был из слабых. Самый опасный уже растворил бы ее полностью. Этот же не тронул мышцы, однако уничтожил почти всю кожу женщины, превратив ее в жуткое, едва ли похожее на человека создание. Выжить после такого ей было не суждено. Да что там, если бы она оставалась человеком, она бы уже потеряла сознание от боли, но продавец игрушек без жалости использовал последние силы, которые еще оставались в искалеченном теле. Лидия как личность не имела для него значения с самого начала. Остальные 4 выглядели чуть лучше, они наверняка до последнего прятались под крышей, вышли лишь, когда пропал контроль над роботами. Продавец игрушек знал, что это конец его боевой операции. Но не похоже, что это его злило, особенно при том, что кое-чего достигнуть он все-таки смог. Да и власти над марионетками не лишился. Его сигнал слишком сильно отличался от стандартного, кое-как налаженная антенна с ним не справлялась. «Я теперь основная цель, не так ли?»
— усмехнулся Марк, поднимаясь на ноги. Он не позволил себе обмануться тем, что его противники всего лишь уставшие, покалеченные беженцы. Нет, его противники — это 5 тел, которые непонятно как может использовать ничем не рискующая тварь. «Теперь?» — удивленно переспросила Лидия. «Нет, ты был основной целью с самого начала. Разве ты этого не понял?» «В лаборатории? Решил, что ты действуешь вынужденно». «Нет, тебя необходимо убрать». «Чем же я тебе так мешаю?» Его не интересовал ответ, ни этот, ни какой-либо другой. Ничего по-настоящему стоящего продавец игрушек ему не скажет, а философские бредни этого создания интересовали Марка меньше всего. Ему просто нужно было выиграть немного времени, чтобы его отсутствие успели заметить, чтобы ему помогли. Жаль, что на такой примитивный трюк продавец не повелся. Это ожидаемо, но ведь стоило попробовать. Увы, все слова уже прозвучали, теперь пришло время ударов и выстрелов. Как и предполагал Марк, подчиненные беженцы дрались куда лучше, чем можно ожидать. Да, возможности их тел были ограничены, и травмы играли свою роль, но то, что ему досталось, продавец игрушек использовал по максимуму. Да еще и умудрился добыть 2 пистолета, один древний совсем, стреляющий пулями, другой с лазерными зарядами. Марка не устраивал ни один из вариантов. Он должен был проиграть. Кто идет с лезвием на пистолет? Так что ему требовалось нечто большее, и он это получил. Когда очень нужно выжить, замечаешь даже то, что раньше от тебя ускользнуло бы. Именно поэтому Марк, уклоняясь от очередной атаки, не упустил момент, когда мокрая трава начала двигаться. Похоже, тварь, которая напала на Марка, была из тех, что селятся стаями. Сначала атакует кто-то один, остальные наблюдают, ждут, не посягают на чужую добычу. Но теперь первый хищник был мертв, остальные затаились. Они чувствуют, что враг силен. Они готовы были его отпустить, однако подоспела новая добыча, и голод готовится победить осторожность. Только это Марк и мог использовать. Он пошел на риск, бросился вперед, сбивая с ног одну из марионеток. Упали оба, но Марк тут же рванулся в сторону, а его противник не успел. Земляной люк мгновенно открылся, хищная пасть вынырнула из темноты, сомкнулась на голове мужчины, потащила вырывающуюся добычу за собой. Вырваться этот человек не мог, для продавца игрушек стал бесполезен, и тут же прогремел новый взрыв. Такого Марк не ожидал. Да, он помнил, как продавец игрушек провернул нечто подобное в лаборатории, однако ему казалось, что там противник готовился, использовал какое-то оружие. Здесь оружия точно не было. Беженцы просто не успели бы достать нечто настолько сложное. Получается, оно было внутри с самого начала. Где-то на уровне шеи или грудины он вшил в них малое взрывное устройство. Недостаточно мощное, чтобы уничтожить тело полностью, это же не утилизационная печь, как на границе, однако способный обратить голову марионетки в неопознаваемые угли, окончательно заметая следы. Теперь у Марка осталось 4 противника, однако преимуществом это не стало, рано еще. Для него мало что изменилось, ему приходилось постоянно двигаться, укрываясь от выстрелов за массивными стволами деревьев, следить за тем, чтобы у него под ногами не оказались норы мутантов. Он уставал. Как бы хорошо тренирован он ни был, слишком уж сложными оказались условия. Дышать в костюме защиты трудно, снять его нельзя, ноги скользят по грязи и мокрой траве, но он хотя бы защищен от кислоты. Именно это и подвело его противников. Продавец игрушек не собирался сохранять жизнь своим марионеткам, поэтому и решил, что достаточно лишь избавить их пока от боли, остальное неважно. Однако кислота приносила не только боль, она приносила травму. Вторая девушка, Марк не знал ее имени, в какой-то момент повалилась в лужу. Тогда она сумела подняться, однако ее голые ноги плотно облепила черная грязь. Если бы это была обычная грязь и обычная девушка, ничего бы не случилось, но вышло так, что черная жижа лишь создала базу для долгого воздействия кислоты, а сама девушка изначально была чем-то больна. Кости на ее ногах поддались слишком быстро, подломились, оставив ее беспомощно барахтаться на земле. Этим тут же попытался воспользоваться ближайший мутант, но взрыв покончил с ней раньше. -2. Осталось 3. Не так уж плохо. По крайней мере, Марк заставил себя поверить в это, потому что от внутреннего нытья толку все равно не было. Умереть он всегда успеет. До этого момента он готов был сопротивляться. Когда один из оставшихся мужчин бросился на него, казалось, что это обычная атака из тех, которые Марк отбивал уже не раз.
Но продавец игрушек и сам сообразил, что его время заканчивается. Он решил пожертвовать одной из марионеток, чтобы добиться своего. Взрыв прогремел внезапно, без причины. Мужчина не был ранен, не был даже в опасности. Он просто стал оружием, и хотя убил взрыв только его, Марку тоже досталось. Его отшвырнуло в сторону, к деревьям. Удар был сильным. Он вышиб воздух из легких, обернулся кругами перед глазами. На это и был расчет, потому что оставшиеся марионетки не убили Марка, а попытались перехватить его. Надо же, он все-таки нужен продавцу игрушек живым. В идеале, конечно, и это вовсе не означает, что его не убьют, если идеал окажется недостижимым. Да все равно убьют, при любом раскладе. Интрига лишь в том, раньше это произойдет или позже. Марк не питал иллюзий насчет того, что от него нужно продавцу игрушек. Он прекрасно помнил, что находилось внутри старика, которого использовали для первой диверсии. Люди для этого существа неравные, они набор запчастей, более или менее ценных. Получается, у Марка появился и второй выход. Главный — остаться в живых. Но если не получится, умереть так, чтобы мозг точно не достался этому существу. Он должен был справиться. Их ведь всего двое. Тело Лидии в отвратительном состоянии. Да, оставшийся мужчина крупнее Марка, и все равно его можно победить. Когда все только начиналось, два таких противника стали бы подарком. Однако сейчас Марку и самому досталось, он вымотался, он давно уже не мог нормально дышать, и это тоже ослабляло. Да еще и костюм порвался на груди и на боку. Теперь кислотный ожог — просто вопрос времени. Получается, вероятность победы снова не в его пользу. Продавец игрушек первым нашел выход. Подчиненный им мужчина неожиданно рванулся в сторону от Марка, и тот растерялся, не зная, как на это реагировать. Хотя нельзя сказать, что он допустил ошибку. Он бы все равно ничего не успел. Марионетка прижался к и без того покосившемуся стволу дерева, а мгновением позже прогремел взрыв. Дерево рухнуло, резкой линией рассекая поляну и погребая под собой Марка. Он все-таки попытался уйти от удара, хотя у него на такое была от силы секунда. Марк подался в сторону и этим сберег себе жизнь, но не свободу. Дерево упало на него, придавило поперек груди и талии, не переломало кости лишь потому, что под Марком была мягкая грязь, в которую его и вдавил навалившийся вес. Однако сухие ветви дерева держали цепко, как крючья, и освободиться он уже не мог. Значит, финал. И уже не важно, что в распоряжении продавца игрушек осталось совсем слабое, израненное тело. Лидия протянет достаточно, чтобы выполнить свою миссию до конца, только это и имеет значение. Она подошла ближе, неспешно, наблюдая за Марком с безразличием, которое для только что победившего человека было противоестественным. Хотя есть ли смысл искать в этом существе хоть что-то человеческое? Оно даже Лидию Еворскую превратило в лишенного кожи монстра. «Почти ничья, да?» — усмехнулся Марк. Дышать было тяжело, из-за этого голос звучал сдавленно, но боли он не чувствовал. Он бы выжил, если бы сумел выбраться из-под проклятого дерева, но какой смысл думать об этом теперь? «Почему ничья?» — спросило существо без тени удивления. «Ты не получишь все, что нужно было тебе». «Да, инструмент уже не пригоден к извлечению деталей. Очень жаль». От того, что умереть ему придется так глупо, по венам разливалась бессильная злость, перекрывающая даже ярость. Казалось бы, ну какая ему разница? Смерть есть смерть, финал. Но нет, обстоятельства тоже имели значение. Возможно, так проявляла себя последняя психологическая защита, и все же Марку в этот миг было важнее не то, что он исчезнет, а то, что он не сможет остаться и помочь остальным. Глупо? Может быть. Но сознание порой выбирает непредсказуемые пути. Он не сомневался, что продавец игрушек убьет его безо всяких торгов. Это существо слишком умно, чтобы оставлять такую угрозу. Лидия даже двинулась к нему, она бы все сделала, если бы успела. Черный силуэт появился за ее спиной внезапно, будто из воздуха материализовался, хотя на самом деле просто выскользнул из лесной тьмы. Человеческий силуэт. Тонкий, но из-за скорости движения казавшийся демоном. Лидия не заметила его сразу. Она не заметила его вообще. Да и продавец игрушек, видевший только ее глазами, наверняка так и не понял, из-за чего она умерла. Он ощутил только смерть и утрату контроля над марионеткой,
Ну а Марк разглядел, как неожиданный противник вырвал что-то из ее спины, то ли взрывное устройство, то ли позвоночник, то ли все сразу. Вырвал и отбросил в сторону, позволив уже мертвому телу рухнуть в грязь. Человек вытер руку о мокрую траву. Кислота его нисколько не беспокоила. Лишь после этого он подошел ближе, так, чтобы Марк смог его рассмотреть. «Ты...» — выдохнул он. «Я?» — усмехнулась Геката. «А ты чего ждал? Что сюда черный город всеми домами свалится тебя спасать? Не наработал». «Мне сказали, что ты умерла. «Прям так и сказали». Сказали, что ты вошла в нечто под названием Вальхалла и оттуда не вышла». «Ясно. Да, она сунула не в свое дело нос и глаз. Я ей шею не сверну только потому, что она, похоже, беспокоилась обо мне. Это почти мило». «Так и не было никакой Вальхаллы». Геката страдальчески поморщилась. «К сожалению, была. Но это никакая не Вальхалла. Так эту башню называют разве что те, кому не мешало бы сентиментальность укоротить. Это просто мастерская, скажем так, где черный город работает со своими воплощениями. Иногда убивает, но не всегда. Ты там как? Насквозь поленом не пробит? Кислоты не нахлебался?» «Приятно видеть, что твоя фирменная забота никуда не исчезла». Она меняла тему слишком демонстративно, чтобы не понять намек. Значит, Вальхаллу обсуждать нельзя, равно как и то, что там случилось. А жаль. Марк не отказался бы узнать, ради чего туда призвали Гекату и почему на это ушло так много времени. Но теперь-то понятно, что она не ответит. Интрига лишь в том, как именно он будет послан, если попробует настаивать. Пока он ничего не спрашивал, Геката не ворчала. Она без труда подняла дерево и отшвырнула ствол, который превосходил ее размером раз в 10 в сторону, возвращая Марку свободу. Геката окинула его оценивающим взглядом и кивнула. «Так, ты точно не развалишься. Это хорошо. Мне нужен медик, а ты поумнее Аделаиды будешь. Не обольщайся, планка невысока». «Зачем тебе медик?» «Недогадливость я спешу на то, что ты только что лесом по туловищу получил. Мы ведь добыли вот это». Геката указала на замершее среди грязи тело Лидии. Взорваться она не успела, так что мы наконец-то выясним, что твой старый друг так хотел от нас скрыть. Мало кто знает, что представляет собой черный город на самом деле. А хотят знать все. Человеческий разум не терпит пустоты. Пробелы заполняются фантазией, часто очень далекой от действительности, и возникают самые разные, порой откровенно безумные теории. Это диктатура компьютеров. Это магический портал в другой мир. Это цитадель инопланетян, которые почти уничтожили человечество. Удобную теорию можно было подобрать под любые потребности, и выбор этот, как правило, зависел от того, насколько хорошо человеку жилось в черном городе. Геката тоже не знала всю правду, однако она, как и другие воплощения, оказалась допущена ближе всего, и сейчас главным и для нее, и для всех остальных было то, что черный город — это гибкая система, которая реагирует на все, начиная с угроз. И чем страшнее угроза, тем более активной будет реакция. Продавец игрушек изначально сумел замаскироваться под нечто неважное, скорее неудобство, чем беду. Он атаковал в основном беженцев, которые не имели принципиального значения. Теперь, получив больше сведений о нем, Геката подозревала, что это неудача, это часть сложного плана. Продавец игрушек хотел разобраться, что его ждет, набраться опыта и проявить себя в полную силу, когда его нельзя будет остановить. И вот в этом он как раз ошибся. Он изучил то, чем черный город был в момент, когда он пришел. Но когда он ударил, черный город отреагировал, подстроился, а не рухнул. Он подобрал способы противодействия новой угрозе, и одним из таких способов стала Геката. Она понятия не имела, изменил ли он другие воплощения. Если и так, отчитываться перед ней он не будет. Но ее он приспособил для противостояния. Дал возможность двигаться быстрее, бить сильнее, а главное — глушить и перехватывать все виды сигналов, маскируя при этом свой собственный. Геката понятия не имела, будет ли этого достаточно для окончательной победы, но за новые ресурсы она была благодарна. Если бы перенастройка не была настолько болезненной и ее заранее предупредили о том, что не убьют, было бы куда легче, но жаловаться на такое бесполезно. Себе же хуже сделает. Пока что обновление помогло.
Она без труда осталась незамеченной очередной куклой продавца игрушек и сумела добыть им более-менее целое тело для вскрытия. Разумеется, подпускать к своему трофею узколобых куриц вроде Аделаиды Синс она не собиралась. Вскрытие предстояло проводить Марку, причем в ее присутствии. «Ну как?» — полюбопытствовала она, устроившись в гамаке под потолком. Гамак был сделан из паутины гигантского паука, который пытался превратить лазарет в свое гнездо и даже преуспел, пока его не утащили боевые роботы. «Еще работаю над этим», — отозвался Марк, возившийся с телом Лидии. Он переносил всю эту ситуацию хорошо. Не жаловался, не ныл. Казалось, что он вообще не задет случившимся. Геката понятия не имела, каких сил ему стоило преодолеть все это на самом деле. Ей был важен лишь результат. Он справился. Его собственные травмы можно было считать незначительными, на их полное устранение ушло около 2 часов. Пока Аделаида занималась этим, сервисные дроны перетащили в лазарет все, что осталось от Лидии. Останки других марионеток Геката велела собрать в изолированную капсулу. С этим пусть черный город разбирается. Пока что во всей этой ситуации ее не устраивало только одно — то, что черный город не позволил ей преследовать продавца игрушек. Да, ее пустили в объект 21, разрешили спасти Марка, карантин отменили. Они отстояли школу, многие беженцы выжили, среди студентов и преподавателей жертв нет. Это победа, но малая. И это точно не финал противостояния. Геката считала, что нужно собрать полноценную экспедицию и отправиться по следам продавца игрушек, перенести битву на его территорию. Совет Черного города пока что считал это нецелесообразным. Риск, который несет неизвестный элемент, недостаточно велик, чтобы устранять его такими средствами, объявили ей. «Мы не знаем толком, какой там риск». По предварительной оценке, уровень недостаточен для того, чтобы рисковать воплощением. Экспедиция без воплощения еще менее оправдана. Короче, мы ждем непонятно чего с его стороны. Ожидание остается нашим приоритетом. Геката заставила себя промолчать. Жизнь научила. Хотя ее безумно раздражало это вот стремление дождаться, пока большая беда станет огромной бедой. Нет, нужно действовать, и ей необходимо было найти доказательства своей правоты, которым черный город поверит. «Кое-что есть», — наконец объявил Марк. «Смотри». Она ловко выскользнула из гамака и подошла поближе. Геката уже видела, что взрывное устройство, которое она вытащила из марионетки вместе с хребтом, Марк отложил на отдельный столик. Там не было ничего интересного. Кустарный снаряд, сделанный по чертежам прошлого. Такие и на контролируемой территории применялись. Это было угрозой лишь в ближнем бою. Для черного города это не открытие, а информационная погрешность. Куда большее значение имел мозг марионетки, который на этот раз удалось сохранить. «Официально у Лидии Еворской не был установлен нейромодуль», — сказал Марк. Точнее, сама она его не устанавливала и была уверена, что его нет. Его имплантировали помимо ее воли. Модель, которую он обнаружил, была странной. Похожа на нейромодули черного города, но не слишком, в той степени, в какой все модели роботов похожи друг на друга, просто потому что они роботы. Геката уже видела, что этот прибор вряд ли мог подчиниться Лидии, даже если бы сам продавец игрушек это допустил. Он изначально был сделан для того, чтобы служить ретранслятором. Ну а чтобы Лидия не сопротивлялась, датчики были внедрены во все доли мозга, да еще и идеально. Марку не нужно было объяснять, что это значит. Геката и так поняла. Слишком сложная операция, чтобы выполнить ее в какой-нибудь палатке полудикого города. Да и незаметно такое не провернешь. Одно дело подключиться к уже имеющемуся модулю, другое — установить новый, взрослому человеку. Вон Марк после замены своего долго отлеживался, еще дольше в себя приходил. Есть догадки, как он такого добился? Есть. Полагаю, с помощью вот этого. Марк осторожно извлек из мозговых тканей нечто, напоминающее маленький белесый камень. Геката врачом не была, и все равно она прекрасно знала анатомию, но сейчас это не помогало. Она понятия не имела, на что смотрит. «Что за хрень?» С ответом Марк не спешил. Он положил камень на керамический поднос, достал лазерный скальпель и осторожно надрезал.
Внутри тоже находился камень, но причудливой формы, в которой Геката, пусть и не сразу, но опознала сжавшееся насекомое. «Это что?» «Это кальцинированный паразит», — пояснил Марк. «А изначально был просто паразит. Похоже, некоторое время он обитал внутри мозга, но иммунитет его подавил. Дальше его тело для обеззараживания превратилось вот в такое новообразование. Это не уникальная реакция на паразита со стороны организма». Это уникальная ситуация. Что это за жук? Как он туда попал? Что за жук, без понятия. Я таких прежде не видел. А попал, думаю, вместе с модулем. Ты хочешь сказать, что продавец игрушек научил жуков устанавливать оборудование? Слишком мистично даже для него, усмехнулся Марк. Я не могу определить, что именно произошло, но могу описать наиболее вероятный сценарий. Протез ей установили давно, в городе, в котором она жила, но в пути он сломался. Я вижу намек на повреждение в зоне сустава. Она обратилась за помощью в Семи Ветрах, и тот, кому она доверилась, установил нейромодуль и запустил паразита. Так зачем вообще паразит? Чтобы сохранить произошедшее в тайне. Установить такой модуль можно за пару часов, но вот скрыть то, что произошло масштабное вмешательство в мозг, куда сложнее. Паразит же мог оказывать обезболивающее и стимулирующее воздействие на организм. Возможно, продавец игрушек сам вывел его именно для этой цели, заметила Геката, вспомнив мутантов, которые преследовали беженцев. Очень может быть. Тогда он мог не сомневаться в том, что в какой-то момент паразит умрет. Но к этому моменту нейромодуль уже приживется, и в паразите отпадет необходимость. Именно. Вряд ли это было совсем уж безболезненно для Лидии и других носителей. Скорее всего, были головные боли, слабость и тошнота. То есть симптомы, на которые беженцы не обращают внимания. Да, потому что тогда им достанется от своих же за нытье. Печально улыбнулся Марк. Напоминаю, не факт, что все было так. Но с учетом того, что он уже манипулировал мутантами пустоши, теория становится куда более вероятной. Он не только мутантами манипулировал, но и людей превратил в свои инструменты, но вряд ли этого будет достаточно для миссии в пустоши. Скорее, Черный город предпочтет парировать собственным новым оружием. Для него продавец игрушек — враг. Геката же находила это определение опасно расплывчатым. Какой именно враг? Они уже сталкивались с другими городами, повстанцами, вирусами, но все они вели себя иначе. Картина не сходилась. Разве сам факт новизны недостаточен для того, чтобы устроить разведку, а еще лучше зачистку? Она велела переслать и устройство, извлеченное из головы Лидии, и окаменевшего паразита в специализированную лабораторию. Вряд ли удастся узнать нечто полезное, но вдруг. Когда они покидали лазарет, Марк спросил: «Что будет с детьми Лидии и с остальными беженцами?» То же, что и должно было произойти изначально. Их еще раз осмотрят, они пройдут тестирование, дальше они будут распределены по объектам в соответствии со своими навыками. Естественно, это не касается особых активистов вроде Волкова. Его вроде собирались отдать императрице. Зачем ей эта ерундовина, без понятия. За его дочерью, равно как и за детьми Лидии, будут присматривать. Во всех смыслах. «Их в чем-то подозревают?» — поразился Марк. «Ладно, Лиза Волкова, она уже вполне взрослая, но эту малышню...» В этом возрасте не хватает знаний и опыта. С эмоциями все в порядке. И Черному городу нужно убедиться, что никто из них не вздумает мстить за мамочку. На данный момент это маловероятно, но подстраховка лишней не будет. Главное тут вот что. Никто не закопает их в лесу. Им дадут шанс на нормальную жизнь. Рискнул предположить, что такой исход порадовал бы их мать. Геката не считала подчиненных беженцев виноватыми во всех бедах, однако и скорбеть о них не видела смысла. Она редко оборачивалась на прошлое, сейчас ей было куда важнее настоящее. Она выбрала себе комнату получше и потребовала предоставить ей все отчеты по произошедшему в объекте 21. Геката и так знала их содержание, но она надеялась, что упустила какую-нибудь важную деталь, то, что сможет все изменить. Все равно альтернативой было лишь ожидание, так уж лучше ждать в действии. Успехов не было.
И когда в ее дверь постучали, отвлекая ее от чтения, Геката не почувствовала обычного в таких случаях раздражения. Она проверила, кто к ней заявился, и позволила. «Заходи. Что нужно?» Аделаида пришла не с хорошими новостями. Это Геката поняла сразу. У медички был нарушен пульс, щеки лихорадочно красные, зрачки чуть расширены. Стресс. И страх. Для Гекаты это значило не так уж много. Местные пугаются до смешного легко, но с проблемой стоило разобраться. «Великая жрица, ситуация с Леони Жиро, к сожалению, развивается не так, как мы ожидали. Я не могу провести исцеление». «Изначально ты утверждала, что оно просто идет медленнее, чем обычно, но списывала это на общий уровень измождения девушки», — напомнила Геката. Она тоже отметила, что студентка зависла в капсуле. Так не должно быть. Даже более серьезные ранения обычно требовали от силы 5 часов работы аппарата, но в целом Гекате было не до того, и судьбу Леони она предоставила врачам. Она не думала, что это важно, а оказалось вот как. «Я надеялась, что это медленное исцеление», — признала Аделаида. «Потом я, конечно, заметила неладное, но я хотела попробовать разные варианты. Я меняла настройки, провела несколько тестов. К делу». «Она не исцеляется, великая жрица. В ее организме нет никакой болезни. Он просто ничего не делает. Но при серьезности ее травм это смертный приговор. Жить с таким она не сможет». «Интересно», — заявила Геката, хотя на ум просилось совсем другое слово. «Ее модуль работал, когда она была в плену?» «Да, модуль работал как надо. Он направил внутренние ресурсы организма на спасение жизни Леони. Проблема в том, что новые ресурсы организм не вырабатывает и не берет их извне. Она жива, но никакой регенерации». Геката не стала спрашивать, попробовала ли Аделаида другие виды лечения. Медичка пыталась объяснить это с самого начала, пусть и несколько спутанно, да и потом она слишком боялась великую жрицу, чтобы явиться к ней с плохими новостями, не убедившись на 100%, что этих новостей нельзя избежать. Причина? С ней что-то сделали, когда она была в плену? Я тоже так подумала и решила обсудить это с ней, но она сказала, что проблемы начались раньше, просто в другом масштабе. Она была ранена при нападении мутантов, тех, которые пригнали к нашим стенам беженцев. Леони нарушила запрет и вышла к ним лично. Отчета об этом нет. Она никому не говорила, покачала головой Аделаида. Там действительно крошечная царапина, которую она обработала и стала ждать. Но не было ни воспаления, ни каких-либо аномальных последствий. Леони решила, что дело обошлось, отвлеклась на боевые операции, и прошло достаточно много времени, прежде чем она почуяла неладное. И что именно подразумевается под неладным? Та рана не зажила. Еще до того, как Леони получила ранение в плену, исцеление остановилось. Просто это была царапина без изменений. Без изменений к лучшему и худшему, значит. Что по крови? Любые аномалии. Ничего такого, что можно выделить и объяснить. Я не могу сказать, что ее чем-то заразили. Возможно, игла или чем там она поранилась, несла на себе дозу вещества, которое сыграло свою роль, а потом было выведено из организма. Но сам организм оно при этом оставило навсегда измененным. Марк согласен с твоими выводами? «Я не обязана привлекать к такому студентов», — возмутилась Аделаида. «Но его ты привлекла. Не только потому, что он мой протеже. Тебе в любом случае хотелось разделить с кем-то ответственность, да и просто услышать второе мнение. Если ты еще раз заставишь меня проговаривать очевидное, я тебе все пальцы переломаю». «Марк согласен», — поспешила заверить ее медичка, на всякий случай спрятав руки за спину. «Мы вместе провели повторное обследование, он согласен с моими выводами». «Где он сейчас?» «Остался с Леони. Я сказала, что сама вам обо всем сообщу». «Девочка знает правду?» «Нет. Марк предложил не говорить ей. Я с ним, в принципе, солидарна». И снова она прикрылась Марком. «Неважно. Сейчас необходимо думать о том, что обнаружилась новая угроза, даже более серьезная, чем насильно внедренные нейромодули, потому что для операции нужно время, нужны особые обстоятельства, иначе ее не проведешь тайно. А Леони заразили легко, будто играючи, и сделали это мутанты, созданные продавцом игрушек.
что наконец-то объясняло, зачем он тащил сюда именно этих, а не использовал местных уродцев. Геката собиралась упомянуть все это в срочном послании Черному городу, но даже срочному посланию предстояло подождать. Пока что ей нужно было попасть в лазарет. Аделаида с ней не пошла. То ли догадывалась, что сейчас произойдет, то ли просто не хотела оставаться рядом с воплощением. Оно и к лучшему, Геката все равно отослала бы ее прочь. Она шла туда даже не ради Леони, она хотела поддержать Марка. Она понимала, что он воспринимает многое не так остро, как обычные люди, особенность психики, которая помогла ему обрести редкую способность к нейроконтролю. Однако он не был полностью лишен эмпатии. Если уж он сходился с людьми, то умел переживать за них. А эта девочка еще и влюблена в него, причем давно. Он знает об этом, даже если не хотел бы знать. Именно поэтому он остался с ней, отправив к Гекате только медичку. Когда Геката вошла в лазарет, Марк сидел на стуле рядом с капсулой и о чем-то разговаривал с Леони. Он не был похож на себя, по крайней мере, себя обычного. Он улыбался широко и очаровательно. Он смотрел девушке в глаза так, что она мгновенно краснела, и он держал обеими руками ее руку. Он старался. Конечно, он ведь знал правду. Как ни странно, глядя на него, Геката чувствовала лишь одно — благодарность. Он делал для этой несчастной девочки то, что должно быть сделано, на что способен он один. И хорошо, что на долю Леони выпала эта наивная первая влюбленность. Ничто другое, пожалуй, не смогло бы ее сейчас отвлечь. Она умирала. Это Геката поняла сразу. Причем умирала тяжело. Сердце, уже надорванное долгим страданием, колотилось отчаянно, быстро, то и дело теряя ритм. Легкие едва работали, дыхание стало пугающе тяжелым. Кровь, скользнувшая из носа, пугала черно-коричневым оттенком. Беда с насыщением кислородом. У Леони отказывали почки, печень. Да все отказывало. Организм пожирал сам себя. Если бы она осталась наедине со своими мыслями, ей пришлось бы принять неизбежное, осознать, как много у нее отняли, как нелепо все завершилось. Но она была не одна. И она улыбалась, а в ее глазах пламя лихорадки немыслимым образом сочеталось с искрами радости. Когда вошла Геката, Леони умолкла первой, отвела взгляд и даже чуть покраснела, как ребенок, которого поймали за шалостью, но не за преступлением. А вот Марк как раз взглянул на воплощение уверенно. «Я как раз рассказывал Леони, что мы с тобой будем курировать ее перевозку в Черный город». Сказал он только это, но Геката получила от него еще и закодированное послание. «Ты сможешь все закончить? Или это сделать мне?» «Закончу я», — отозвалась Геката. Она знала, что он справился бы, если бы она ему поручила, но это не обязательно. Он не любит девочку, однако она ему симпатична. Геката не находила удовольствия в том, чтобы сделать ему больнее, чем необходимо. «Это верно», — кивнула она. «Марк также подал прошение о том, чтобы я разрешила ваши отношения». Леони вздрогнула. Румянец на ее щеках разгорелся сильнее, приобретая совсем уж нездоровый багровый оттенок. Она посмотрела на Марка с такой абсолютной, искренней любовью, что даже у Гекаты душа заныла от сострадания, а такого не случалось много лет. Марк вряд ли готовился к подобному повороту, но с испытанием он справился достойно, улыбку на лице удержал. «Да, я считал, что это нужно проговорить». «Не знаю, кто там распускает слухи о том, что воплощения всегда делают своих подопечных любовниками», — хмыкнула Геката. «Я не претендую. Хотите быть вместе? Совет да любовь, если это не помешает работе». «Не помешает», — тут же пообещала Леони. «Честное слово. Спасибо вам». Какой все-таки ребенок. Марк наклонился к ней и уверенно поцеловал сухие бледные губы. Девчонка только этого и ждала. Она поддалась к нему, хотя за движение наверняка пришлось заплатить невероятной болью. Что ей та боль, если она счастлива? Геката знала, что лучшего момента не будет. Она все сделала быстро. Марк наверняка ожидал, что ей придется двигаться, нанести удар, а она даже не подошла. У нее был контрольный доступ к нейромодулям студентов, даже преподавателям такой не предоставлялся, а вот воплощением, пусть и не всегда, но часто. Она сделала так, чтобы Леони умерла мгновенно. Да, это означало, что Марк почувствовал ее смерть, и первый поцелуй вдруг стал прощальным,
Но, отстранившись, он не упрекнул Гекату ни словом. Он смотрел лишь на девушку, которая не оторвала от него взгляд даже после смерти. Она улыбалась этому поцелую и ушла тоже с улыбкой. «Что будет с ее телом?» — спросил он. «То же, что и со всеми остальными. Иначе нельзя. Я знала ее не так хорошо, как ты, но, думаю, она выбрала бы как раз стандартный путь. Черный город будет ее ждать. Марк, я знаю, что ты не поймешь этого сейчас, но ее смерть имела огромное значение для всех нас. Это было не зря». Он действительно не понял, но он достаточно доверял ей, чтобы принять неведение. Марк коротко кивнул и первым покинул лазарет. Геката не пошла за ним, она чувствовала, его скорбь требует одиночества. Или не совсем одиночества. Леони будет с ним сегодня. Только в его мыслях, но будет, чтобы он потом сумел отпустить ее навсегда. Геката же сразу занялась делом. Отдав распоряжение, она отправила то самое срочное послание, которое должно было все изменить. И оно изменило. Утром она получила ответ. Болезнь, поразившую Леони, признали слишком опасной, чтобы и дальше считать продавца игрушек угрозой среднего уровня. Отныне он воспринимался как источник смертельной опасности для Черного города, и Геката должна была отыскать его любой ценой и уничтожить навсегда. До экспедиции в пустоши оставалось 3 дня. Влада Ольховская. Карантин.